Алексей Губарев. Серия «Упорядоченная». Книга первая. «Эрго». Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Упорядоченная. Адаптация реципиента 90%. Внедрение нанитов признано успешным. Активирован протокол испытания. Запущена процедура формирования класса. Отсчет времени. 6 галатинов. 5 галатинов 99 махов. Активирован протокол реанимация. Лежащее на земле человеческое тело больше походило на окровавленный кусок плоти, местами покрытые липкими, потемневшими лоскутьями, ранее выполнявшими роль одежды. Словно несчастного только что выплюнул наружу огромный монстр, чей желудок почему-то не принял кусок столь нежного мяса. Внезапно по окровавленному телу пробежала цепь голубых энергетических разрядов. Человека выгнуло дугой, и он забился в немом крике, не имея в легких и глотка кислорода. Наконец несчастный справился с собой и с хрипом втянул теплый сухой воздух. Выдох, вновь глубокий вдох, и из горла человека раздалась речь, которую вряд ли когда-либо слышали местные обитатели. «Какого хрена происходит, вашу мать? И где моя машина?» За 12 часов до описываемых событий. День не задался с самого утра. За несколько минут до будильника мне позвонил начальник и сообщил, что с завтрашнего дня мне с выезда на замер будет перепадать на 10% меньше. В целом я уже и так подумывал увольняться, но пока что не нашел достойную замену. А жить без работы как-то не привык. К тому же у меня в планах было приобретение большого телевизора, который стоил как 2 моих зарплаты. «Андреич, от вас так последние работники разбегутся», — сообщил я начальнику и, отключив телефон, положил его на прикроватную тумбочку. Спать больше не хотелось, особенно после таких неприятных новостей. Сбросив с себя одеяло, сел и, не отыскав домашние тапочки, босиком прошлепал в ванну. Включил воду, подождал, когда пойдет теплая, после чего приступил к утренней гигиене. Ополоснувшись, потянулся за щеткой и зубной пастой и на секунду замер, вглядываясь в отражение зеркала. «Эх, Серега, где твои 17 лет?» Русые, коротко стриженные волосы, высокий лоб и зеленые глаза, сосредоточенно смотрящие из-под густых черных бровей. Довольно крупный нос с небольшой горбинкой, слегка изогнут в левую сторону. Эхо прошлого. Тонкая полоска губ и квадратный подбородок с ямочкой. Типичный русский мужик 38 лет от роду, не дружащий с алкоголем. Впрочем, со спортом тоже. Но на здоровье грех жаловаться, гены достались хорошие. «Красавец! Чушь!» — усмехнулся я самому себе и приступил к чистке зубов. Из ванной комнаты направился прямиком на крыльцо. Как есть, в одних трусах. На улице июль месяц, так что не замерзну. А что касается внешнего вида, так нечего в чужой двор заглядывать. Стеснительность, она хороша совсем в другом месте. В прихожей прихватил пачку Винстона и зажигалку. Единственная вредная привычка, от которой никак не мог избавиться. Впрочем, не больно-то и старался. Нравилось мне вот так сидеть неподвижно и, вдыхая сизый дым, размышлять о планах на день. Да и нервы порой успокаивают. Чего уж. Особенно, когда нарвешься на тупого клиента. На улице было свежо, и прежде чем закурить, пару раз глубоко вдохнул утренний воздух. Суббота. Никуда не надо спешить. Лепота. «Михалыч, ты чего такой довольный?» Прозвучал справа звонкий женский голос. «Жизнь слишком хорошая». «А что если да?» С улыбкой ответил я, поворачиваясь к соседскому двору. За низким забором в каких-то 5 метрах от крыльца развешивала белье соседка. Она тоже была одета не по погоде. Тонкая шелковая сорочка до середины бедра совсем не скрывала прелести молодой женщины, а даже наоборот, подчеркивала. Вот кому точно не спится.
«Доброе утро, Полина». «Ага, доброе», — усмехнулась утренняя собеседница. При этом она привстала на цыпочки, чтобы расправить на веревке белье, и ткань сорочки на ее груди натянулась, очерчивая 2 аппетитных полушария. Я даже дыхание затаил на миг. Эх, хороша чертовка. «А если говоришь, что жизнь у тебя хорошая, значит, жениться надо?» «Так я всегда за. Но ты же не пойдешь за меня замуж, а другой достойной кандидатуры не найти». «А ты позови». Лукаво усмехнулась соседка. «А вот и позову». Я тоже улыбнулся. Подобный разговор повторялся уже в 10-й раз, но дальше дело никогда не заходило. У Полины имелся муж, хоть они и не зарегистрированы. Правда, он уже 2-й год как сидел в тюрьме, но женщина хранила ему верность, и я уважал ее за это. Более того, лично отвадил 2 особо назойливых ухажеров, пытавшихся ночью достучаться до объекта своей влюбленности. «Послезавтра приходи в гости, вечером. У папы день рождения. Юбилей». Соседка закончила развешивать белье и, подхватив таз, двинулась к своему крыльцу. «Да, помню. Даже подарок приготовил», — ответил я, глядя вслед женщине. «А ведь и правда хороша. Высокая, стройная, загорелая». Проводив Полину взглядом, достал из пачки сигарету и только поднес ее ко рту, как услышал из гаража странный грохот. Первой мыслью было «воры». Затем, поразмыслив, решил, что собака. Наверное, вчера, загнав машину, забыл запереть дверь, и верный залез внутрь. Цепь у него длинная, скользящая по натянутому через двор тросу, запросто достанет. Любопытства у пса на 10 хватит. Забрался внутрь, зацепился за что-нибудь, а сейчас боится голос подать и на глаза попасться. Знает, что его поругают. Отложив сигарету на лавочку, я обул старые пластиковые шлепанцы и двинулся к гаражу. Увидев, что дверь в него закрыта на замок, нахмурился. Окно целое, а ворота, помню, точно закрыл, иначе они распахиваются сами, и это было бы видно. Вернувшись в дом, по пути заскочил на кухню и щелкнул кнопкой на чайнике. Надо бы кофейку бахнуть. Затем прошел в спальню и быстро оделся в домашние, спортивные штаны с футболкой. Подхватив с тумбочки телефон и ключи с брелоком сигнализации, поспешил обратно. На ходу, рассовав все по карманам штанов, уже на веранде остановился перед шторкой, за которой хранил кое-какой садовый инвентарь. Выбор пал на мотыгу. Ей не убьешь при случае, и отбиться можно, если в гараж забралась крыса. Эти твари порой могут и на человека броситься, если их зажать в угол. Выйдя на улицу, увидел верного, который чуть припал на передние лапы и, уставившись на гараж, глухо рычал. «Эй, пес-собака, ты кого это пропустил?» Поинтересовался я с ехидством, но в ответ не удостоился даже взгляда. «Так, неужели дикий зверь? Ну и как он туда забрался?» Приблизившись к гаражу, при этом чувствуя волнение, неспешно открыл замок, снял его и, дернув на себя дверь, шагнул в сторону. В этот момент верный перестал рычать и, заскулив, метнулся мне за спину, словно ища защиту. «Да твою же в душу! Ты нахрена меня так пугаешь?» Выругался я, невольно выставив перед собой мотыгу, словно копье. «Ну кто там может быть? Крыса или мышь, больше некому». Разозлившись на себя за внезапное малодушие, перехватил черенок мотыги за середину и смело двинулся к входу в гараж. Шаг, второй, переступить через порог, осмотреться. «Японский магнитофон!» непроизвольно вырвалось у меня, когда разглядел причину шума. «Это что нахрен такое?» «Ау!» — взвыл снаружи пес, словно отвечая. «Да я, мать его, сам не знаю! Ты бы валил оттуда, хозяин!» Расположившись на крыльце с кружкой растворимого кофе, уже остывшего, я докуривал неизвестно какую по счету сигарету. Напротив, развалившись на тропинке, лежал верный, преданно глядя мне в глаза. Пес чувствовал настроение хозяина и периодически порыкивал, словно пытался поддержать. И что мне делать с этим вывертом реальности? Ни к кому не обращаясь, наконец произнес я. А главное, кто мне восстановит ущерб? Ну уж нет. Сейчас мы разберемся. И хрен с ним, с инструментом, к нему точно не пробраться из-за аномалии. Но машину оттуда вытащить просто необходимо. Мне ж все-таки на ней работу работать. Как на замеры выезжать? Затушив окурок, отправил его в железное ведро и двинулся к гаражу. Снял замок, медленно отворил дверь и шагнул внутрь. Лампочку даже не подумал включать. Все помещение изнутри было освещено алым, тревожным светом, исходившим от большого, не менее 2 метров в диаметре круга. Нет,
Аномалия не издавала гула, не излучала тепла и, несмотря на ярко-красный цвет, больше походила на спокойную гладь пруда. Приближаться к порталу, так я окрестил красный круг у стены, не хотелось, да и незачем было. Надо открыть ворота и выкатить машину наружу. А гараж наглухо запечатать, от греха подальше, и по-хорошему следует вызвать полицию. Но сначала машина, купленный на честно заработанный Hyundai Solaris. Новенький, синего цвета. Я готов был сдувать с автомобиля пылинки, настолько дорожил им. Отвернувшись от портала, чтобы его мягкое мерцание не оказывало гипнотического эффекта, прошел в другой конец гаража к воротам. Выдернул из бетонного пола металлический штырь, удерживающий створки, толкнул правой рукой и шагнул назад, натолкнувшись ногой на задний бампер машины. Секунда, вторая, и гараж залило дневным светом, полностью убрав инфернальное алое свечение. «Вот и хорошо», — пробормотал я, убирая штырь на полку, расположенную над воротами. Обогнув машину с водительской стороны, разблокировал брелоком сигнализацию и открыл переднюю дверь. При этом мой взгляд не отрывался от портала. Но ничего не произошло, изрядно потускневшая из-за солнечного света аномалия никак себя не проявила. «Надеюсь, и на двигатель не сагрится», — усмехнулся я и привычно уселся за руль. Дверь машины пришлось закрыть. С распахнутой из гаража не получится выехать. Створ ворот довольно узкий. Достался от прошлого хозяина. У него была старенькая АК, под которую и строилось это помещение. Ключ погрузился в замок зажигания, повернулся, двигатель мягко завибрировал. Я плавно выжал педаль сцепления, перевел рычаг коробки передач в положение R и тут же снял ручной тормоз. Машина медленно покатилась назад, и мое настроение начало стремительно улучшаться. Неужели пронесло? Именно в этот миг аномалия вспыхнула ярким малиновым светом и резко прыгнула вперед, словно не желая упускать добычу. «Да ну нахрен!» — успел произнести я, прежде чем меня захлестнул яркий потусторонний свет. Мгновенная вспышка боли и беспамятства. Болело все и везде. Даже там, где не должно болеть. В легких плескалось жидкое пламя, в глаза вкручивались раскаленные сверла, через каждый нерв, даже самый маленький, ежесекундно прокачивали гигаватты электроэнергии. И все же я нашел в себе силы сделать первый вдох. И, о чудо! Поток сухого, режущего глотку воздуха буквально смел всю боль, что поселилась в теле. На втором вдохе я, наконец, начал осознавать, что со мной произошло нечто ужасное, а вскоре в голове всплыли последние моменты жизни до того, как... «Какого хрена происходит, вашу мать? И где моя машина?» Ответ пришел сразу же, но весьма непривычным способом и совершенно на другой вопрос, о котором я даже не подозревал. Активирован протокол испытания. Цель – заслужить КСО. Чем больше КСО будет заработано во время испытания, тем лучше бонус получит испытуемый от упорядоченного. Отсчет времени – 5 галатинов 90 махов, 5 галатинов 89 махов. «Да вы издеваетесь?» — возмущенно произнес я, наблюдая, как стремительно тают единицы махов. Мозг в этот момент быстро произвел расчеты и сообщил, что у меня до конца некоего испытания меньше 10 минут. И что в текущем состоянии за столь короткое время единственное, что можно совершить, это просто лечь и не отсвечивать, авось никто не заметит. Только такое поведение не в моем характере. И потому, поднявшись на ноги, я осмотрелся. Кругом, вплоть до горизонта, тянулась однообразная равнина. Красно-бордовая глина, местами рассеченная узкими трещинами. Местами спекшаяся до такой степени, что на поверхности образовывались огромные рыжие плиты. И растения. Чахлые кустарники с черными ветвями и редкой желтой листвой. Не пустыня, но очень близко к ней. Я уже отчаялся отыскать хоть что-то полезное, когда взгляд завершил круг и, наконец-то, зацепился за нечто чужеродное в этом однотипном пейзаже. «Ты ж моя прелесть!» Воспрянув, я поспешил к единственной родной вещи в этом странном месте — к машине. Преодолев разделявшее нас расстояние, сходу потянул на себя водительскую дверь. Та послушно отворилась, и через мгновение мое тело попыталось с комфортом расположиться в салоне. И тут же пожалело об этом. «Ох ты ж, душно-то как! Это сколько времени моя ласточка здесь без присмотра?» Внутри машины стояла лютая духота, но это не остановило меня. Нащупав ключ зажигания на месте, тут же попытался завести ее. И, о чудо! Машина послушалась своего хозяина. «Господи, спасибо тебе!»
Поблагодарил я Всевышнего, хоть и не особо в него верил, после чего вдавил педаль газа в пол с пробуксовкой, срываясь с места. Куда? Да без разницы. Один черт, об этом странном месте ничего не известно. Пошарив в бардачке свободной рукой, нащупал полулитровую бутылку с минералкой. Всегда возил ее с собой, на всякий случай, и ни разу не пожалел об этом. Зубами отвинтил пробку, с жадностью припал к горлышку. И плевать, что вода теплая, а точнее горячая, даже такая влага возвращала не только желание жить, но и способность мыслить. Опустив боковые стекла, чтобы хоть немного обдувало, сбавил скорость до разумной и вывернул руль, направляя машину к ближайшей плите, растянувшейся на несколько сотен метров. Незачем лишний раз убивать ходовую на трещинах. Вон, как подвеску шарашит. Интересно, сколько там времени осталось до окончания задания? Пронеслась в голове мысль. И, о чудо, перед глазами тут же появились цифры. 4,78, 4,77. Неплохо. Времени еще много, можно успеть доехать до чего-то интересного, если оно здесь вообще имеется. Страшный удар сзади приподнял, чуть не опрокинул машину, и лишь благодаря сноровке мне удалось удержать автомобиль на ходу. Бросив взгляд в стекло заднего вида, я в который раз за день проявил сильные эмоции. «Ни хрена себе, воробушек!» Позади, в нескольких метрах от машины, размахивал здоровенными крыльями птиц, размером которого позавидовал бы не только страус, но и пресловутый эму. Пернатый разинул пасть, и до моих ушей донесся клекочущий крик, отдаленно напоминающий соколиный. «Чтоб тебе споткнуться на ровном месте, курица-переросток!» Ругнулся я и вновь вдавил педаль газа. «Только куда вам?» Тварь дважды взмахнула своими крыльями, взмыв воздух, и мне стало понятно. Догонит. И вновь ударит в багажник. Солярис, конечно, железный, но не бронированный, так что не предназначен, чтобы в него долбились таким огромным клювом, больше похожим на здоровенный колун. Мозг тут же заскрипел шестеренками, отыскивая выход из сложившейся ситуации. К счастью, навыки водителя уже давно превратились в инстинкты, и мое тело начало действовать раньше, чем в голове созрел план. Машина перестала набирать разгон, а левая рука, высунувшись в окно, повернула боковое зеркало так, чтобы я мог видеть преследовавшего летуна. Несколько секунд птиц-камикадзе настигал машину, а затем начал набирать высоту, видимо, собираясь вновь наброситься на шуструю добычу сверху. Вот тупая куропатка. С первого раза так и не поняла, что машина несъедобная. Миг, когда хищник начал атаку, я чуть не пропустил, так как плита под колесами внезапно оборвалась, и автомобиль сходу налетел на поперечную трещину. Но мне все же удалось вовремя вдавить педаль тормоза, когда пернатая тварь рухнула вниз, выставив вперед свои когтистые лапы. Секунда ожидания, и капот Соляриса с силой боднул птицу в хвост. Ну а произошедшее дальше иначе как везением не назвать. Наверное, хищник попытался оттолкнуться лапами от земли, чтобы уйти вверх или в сторону от добычи, внезапно превратившейся в преследователя. Вот только ему не повезло. Когтистые конечности угодили прямиком в трещину, из-за чего ястреб-переросток потерял равновесие и шмякнулся грудью о землю. Ну а я не упустил подарок судьбы. Машина, продолжая рычать двигателем, с приличной скоростью наехала на трепыхающегося летуна. Мне даже на миг показалось, что я услышал хруст костей, раздающийся от придавленной твари. Увы, на этом гонка и закончилась. Машина, придавив к земле одно крыло и часть туши пернатого, банально забуксовала, не желая ехать дальше. Ну а птиц, каким бы крупным и сильным ни был, не мог вырваться из-под тяжелой машины. Он даже кричать перестал, лишь издавал жалобное сипение. «Как же не хочется выбираться из салона!» Пробормотал я, но все же открыл со своей стороны дверь и, дернув рычаг открывания багажника, выскочил наружу. И именно в этот момент у меня наконец нашлось время осмотреть свое тело. Не сдержавшись от того, что увидел, выругался. «Черт, какая падла разорвала на мне всю одежду!» Протопав босыми ногами до багажника, я понял, что открыть его привычным способом невозможно, и в ярости шарахнул по смятой крышке кулаком. «Ах ты, петушатина! Всю машину мне испоганила! Ну, держись! Сейчас я тебя ушатаю!» На то, чтобы открыть боковую дверь и снять с заднего сиденья спинку, ушло некоторое время. Вслепую, просунув в узкий лаз руку, я на ощупь отыскал то, что хотел достать из заблокированного теперь багажника. Когда выбрался из салона, в одной моей руке был туристический топорик, а в другой — добротная монтировка, сантиметров 50 длиной. «Сейчас я тебе покажу, как чужое имущество портить, птеродактиль хренов!»
пробормотал я и двинулся вокруг машины, чтобы зайти к атаковавшей меня твари с хвоста. Похоже, мой разум окончательно озверел от происходящего и пробудил древние, спящие до этого инстинкты древнего охотника. В этот момент, словно желая разозлить меня еще больше, перед глазами вспыхнули цифры отсчета. 1.89, 1.88. Взвыл я. Затем, решившись, шагнул вперед и с силой ударил топором по торчащей из-под машины когтистой лапе. Та почему-то не подумала сопротивляться и отделилась, а где-то со стороны капота раздался пронзительный клёкот. «Не нравится? Пернатая тварь!» Мое лицо расплылось в хищном оскале. «Это только начало. Я тебе покажу, как кошмарить послушных граждан». Против разъяренного человека, вооруженного дробящим и рубящим оружием, у придавленной птицы не было ни единого шанса. Точный удар монтировкой по шее, а затем несколько взмахов топором, чтобы отделить голову. Завершив дело, я, пошатываясь от накатывающего отходняка, двинулся к машине. Кто знает, может, у этой твари есть стая. Или на крики прибежит еще какая зверюшка, покрупнее. Тяжело опустившись в водительское сиденье, бросил окровавленное оружие на пассажирское и, наконец, позволил себе расслабиться. Скользнул ленивым, затуманенным взглядом по рулю, приборной доске и внезапно для самого себя начал смеяться. Сначала тихо, но затем все громче. Так продолжалось до тех пор, пока перед моими глазами не замерцало очередное послание от неизвестного. С трудом заставив себя успокоиться, вчитался в текст. Испытание завершено. Присвоен эпический ранг прохождения. Награда 120 КСО. Получен бонус от упорядоченного. Уникальный имплант, встроенный накопитель, объем 100 эргов. Уровень накопителя 1. Прогресс развития 1%. Присвоен эпический мультикласс упорядоченного. Эрго. Уровень мультикласса 1. Прогресс 80 из 1000. Имя игрока не выбрано. Более полная информация станет доступна в родном мире. Активирован протокол «Дом». Текст перед глазами смазался, к горлу подкатил ком, и тут же все тело скрутило от сильнейшей боли. А затем пришло спасительное забытье. Тяжело вздохнув, я открыл глаза. Темень-то какая. И спина ноет так, словно вторые сутки за рулем. Стоп! Да ведь я и правда в салоне автомобиля. Уснул, что ли? В гараже? Нет, не может быть такого. Рановато мне еще такими симптомами обзаводиться. «Руки на руль, живо!» Раздался совсем рядом грубый мужской голос. Вздрогнув от неожиданности, я все же послушался. Уж больно убедительным тоном говорил неизвестный. К тому же приказы продолжили сыпаться один за другим. «Имя, фамилия, год рождения?» «Сергей Михайлович Глебов, 1984», — ответил я, у самого в голове билась лишь одна мысль. «Что нахрен происходит?» «Надо же! Походу наш!» — произнес неизвестный дознаватель странную фразу. «Ну тогда осторожно вылазь из машины, Сергей Михайлович. И без резких движений, иначе у меня палец на спусковом крючке дрогнет, и у тебя появится в голове лишнее отверстие. Скат, проверь салон, нет ли там чего необычного». Глава 2. Во что же я вляпался? Сидя в наручниках на стуле в тускло освещенной комнате, я наблюдал за тем, как хмурый следователь внимательно перечитывает мои показания. Иногда он произносил некоторые фразы вслух, но в основном молча шевелил губами. Наконец, закончив с чтением, поднял на меня усталый взгляд. «Сергей Михайлович, вы понимаете, что о случившемся нельзя рассказывать никому?» Наконец заговорил он, уставившись тяжелым, неприятным взглядом мне прямо в переносицу. Словно в душу захотел заглянуть. «Даже самым родным и близким вам людям». «Так точно. Я уже подписал документ о неразглашении. Еще позавчера», — прозвучал мой севший, охрипший голос. За 2 суток, проведенных в стенах госучреждения, мне пришлось говорить больше, чем за весь предыдущий год. «Это хорошо. Что ж, все наши разговоры записаны, и я думаю, что всем нам следует отдохнуть недельку-другую. Вы как, не против?» «Вы меня отпускаете, что ли?» — не поверил я своим ушам. «А вас есть за что удерживать тут?» — развел руками следак, при этом на его лицо наползла саркастическая улыбка.
У нас в законодательстве пока еще не прописано, что делать с теми, кто угодил в портал и вернулся оттуда живым. Так что возьмем с вас еще 1-2 подписки и можете смело возвращаться к себе домой. Аномалия на вашем участке уже пропала, но на случай, если вновь появится, мы установим в гараже специальную аппаратуру. Помещение все равно опечатано, так что проблем не возникнет. Я думаю. Ну а если что-то необычное все же случится, телефон куратора у вас будет». «Позвольте вопрос», — поинтересовался я. «Моя машина тоже останется в гараже?» «Что? Ах, да. Вы же ее не видели. Поверьте, восстановление автомобиля обойдется дороже, чем купить новый. А мы вам готовы предложить за ваш...» Следователь склонился над листом и, отыскав нужную информацию, продолжил. «Hyundai Solaris 150 тысяч рублей». «Издеваетесь?» — усмехнулся я. «Лучше сам по запчастям продам». «Вы не поняли, Сергей Михайлович. Мы в любом случае заберем вашу машину. Так что мой вам совет. Соглашайтесь на эту, я бы сказал, хорошую компенсацию. В целом автомобиль уже у нас, так что вам остается лишь подписать нужные бумаги, и вы свободны. Наши сотрудники даже до дома вас подбросят». «Где ставить подписи?» — нахмурившись, спросил я. У меня уже имелся опыт общения с государством. Если этой беспощадной машине что-то требуется, тебе придется подчиниться. Или будешь перемолот и выброшен на обочину жизни, а то и вовсе на городское кладбище. Там, где стоят галочки, это договор о купле-продаже. Следователь, а точнее сотрудник какой-то спецслужбы, протянул мне уже подготовленный документ. Я на всякий случай бегло пробежался по тексту, мало ли, но, не обнаружив подвоха, поставил в нужных местах свою подпись. Уже возвращая документ, задал вопрос, который волновал меня с момента, как меня скрутили силовики. «А как ваши узнали, что у меня в гараже портал? Его же с улицы не было видно при свете дня». «Я всего лишь простой следователь и не могу знать ответы на подобные вопросы». На лице собеседника появилась улыбка. Вот только глаза оставались холодными и колючими. Что ж, даже такой ответ дал мне понять очень многое. «Так что, я уже свободен?» «Да». Следак поднял телефонную трубку и, не набирая номера, произнес. «Лейтенанта ко мне». Домой меня привезли на черном соболе с тонированными стеклами. Дорога заняла около часа, и за все это время ни водитель, ни трое сопровождающих бойцов в черной форме и балаклавах не обмолвились ни словом. Хотя нет, шофер однажды выругался сквозь зубы, видимо, какой-то придурок посмел подрезать нашу машину. Наконец микроавтобус остановился. Мне открыли боковую дверь и жестом велели выходить. «Всего доброго», — пожелал я бойцам удачи и совершенно неожиданно услышал в ответ. «Сегодня и завтра лучше побудь дома. Родственникам и друзьям звонить будешь вот с этого телефона, это в твоих же интересах. Да, мы надеемся, у тебя хватит ума не искать в сети информацию про порталы, иначе нам придется увезти тебя назад в контору. Если заметишь что-то необычное вокруг, звони по сохраненному в телефонной книге номеру, записанному как майор Сизов. Уяснил?» «Понял. Не дурак», — усмехнулся я, принимая из руки говорившего смартфон. Тяжелый. Покинув машину, прищурился от палящего солнца и осмотрелся. Подвезли, называется. До дома еще минут 10 топать. Хорошо хоть, что одежду нормальную выдали, а не какую-нибудь больничную пижаму и тапочки. Хотя армейские берцы и китель с брюками привлекут внимание не меньше. Ну да ничего, скажу, что на сборы ездил, да и мало у меня знакомых здесь. Все как-то не до этого было. Работа, чтоб ее, отнимала все время. Только со всей этой вознёй и потерей машины нет у меня больше работы. Шеф не любит вот такие непонятки, когда его подчиненные на 2 и более суток исчезают в неизвестном направлении. Шагая по улице, решил посмотреть смартфон. Отечественный, что ли? Ну-ка, что там у него с начинкой? Ох ты ж, не андроид. Неужели и ПО наша? Такс, вот иконки с трубкой, с конвертом, то, что нужно. Ага, и входящее сообщение висит. Посмотрим, что там. Короткое и лаконичное послание от товарища майора. «Здравствуйте, Сергей. Я майор Сизов, ваш куратор. Если с вами вдруг случится что-то необычное или возникнет угроза жизни, звоните на мой номер, мы все решим. И настоятельно рекомендую отвечать на мои звонки. Это в ваших же интересах. По скриптум. Надеюсь, вы понимаете, что беспокоить меня по пустякам не стоит». Разумеется, я не стал отвечать на сообщение.
С трудом подавив мальчишеское желание удалить номер куратора, я по памяти набрал номер сводного брата. Слушая длинные гудки, неспешно продолжил шагать к дому. Трубку сняли не сразу, что неудивительно. Михаил работал в мебельном цеху раскройщиком ЛДСП, а там такой шум, что даже вибрацию телефона не почувствуешь. «Алло, кто это?» «Миша, это я». «Сергун, ты куда пропал, морда наглая?» — обрадовался брат. «Неужели опять на рыбалку с ночевкой свалил? Или загулял?» «Да, тебя Андреич искал. Ругался сильно, сказал, что уволил задним числом». «Да тут такое дело, Жень. Я, в аварию попал. Машина в хлам, сам чудом жив остался». «В рот, компот! Ты серьезно? Руки-ноги целы?» «Да в порядке, я говорю же. Вот только до телефона добрался. Сразу позвонил». «Ну, ты смотри, машину, говоришь, убил? Черт, как же ты теперь без колес из своей дыры? Ладно, придумаем что-нибудь. Бате позвони, он переживает». «Ты про него вспомнил, ты ему и звони». Я сам не заметил, как мой тон тут же изменился, из дружелюбного превратился в отстраненный. «Все, Жень, отключаюсь. Телефон почти разрядился». Нажав значок сброса вызова, сунул мобильник в нагрудный карман с клапаном. Бросив взгляд на небольшой магазинчик, мимо которого шел, только сейчас понял, как сильно хочу курить. Ничего, дойду до дома, там у меня запасы, могу 2 недели никуда не выходить. Так что лучше потерпеть. Сейчас главное убедиться, что пес накормлен, хозяйство в порядке и, наконец-то, самому поесть нормально. А то от фастфуда, которым меня кормили ГБшники, мой желудок совсем не в восторге. То, что я увидел возле своего дома, мне откровенно не понравилось. 2 черные тонированные БМВ с настежь распахнутыми дверями и 6 мужиков, от которых за километр несло неприятностями. Разумеется, все поддатые, оттого шумные. Меня компания заметила не сразу, увлеченно слушая худощавого высокого парня, у которого были все предплечья синие от наколок. Я даже успел приблизиться к калитке, когда братва спохватилась. «Опа! Человек, ты что тут забыл?» Ко мне резво направился один из незнакомцев, а за ним следом потянулись еще 2. «Живу здесь». Я повернулся к приближающейся компании. «А вот вас раньше не видел. Кто будете? Кому приехали?» Позади раздался радостный лай верного. Пес услышал голос хозяина и тут же рванул из глубины двора к воротам. Увы, но они закрыты, и потому хвостатый товарищ не сможет прийти мне на помощь. «По делу мы!» — осклабился тот, что подошел вторым. «А ты, я смотрю, не из пугливых?» «А чего мне бояться?» — задал я встречный вопрос, чувствуя, что неприятностей избежать не получится. Причем не только мне. По улице уже ехала серая неприметная «Лада Веста» с тонированными стеклами, и я знал, кто в ней сидит. Приехавшие на бэхах даже не успеют мне пересчитать ребра, как нарвутся на большие неприятности. Вот только мне это может аукнуться в будущем. «Бизон, не приставай к нормальным людям с глупыми вопросами», — раздался слева смутно знакомый голос. Все, я в том числе, повернулись к говорившему, и мне наконец стало ясно, что это за незнакомцы остановились у моего дома. «Михалыч, а мне сказали, что тебя закрыли». Улыбаясь, к нам приближался Семен, гражданский муж Полины. Крепкий, коренастый мужик с курчавой черной шевелюрой, густыми бровями и крупным горбатым носом. Если бы не ярко-голубые глаза, все бы считали его уроженцем Кавказа. Только Семен, его отец и дед родились и выросли в глубинке Алайского края и считали себя русскими. Недоразумение вышло. Отделался строгим выговором. Улыбнулся я в ответ, а сам в это время краем глаза следил за Вестой. «А тебя, вижу, уже выпустили?» «Правильно видишь». Семен протянул мне руку. «Здорово, Серега. И спасибо тебе. Мне Полина рассказала, что ты каких-то абсосов, что к ней приставали, шуганул пару раз. Так соседи помогать должны друг другу». Я протянул в ответ руку, но в момент рукопожатия случилось то, чего никак не могло произойти. Прямо над головой у Семена вспыхнуло полупрозрачное окошко, словно экран монитора, а в нем появился текст. Игрок. Имя не выбрано. Класс спринтер. Уровень класса 0. Прогресс 0 из 100. «Охренеть!» — прошептал Семен. Похоже, он тоже увидел надпись. «Серега, а ну-ка отойдем, разговор имеется». «Сзади Лада Веста», — ответил я вместо того, чтобы принять приглашение. «Это меня пасут». «Понял». Семен отступил на шаг. Появившееся над его головой виртуальное окошко тут же растаяло. «Тогда увидимся на Кулешовке. Парни, по машинам, нам еще местный кафе-бар надо застолбить на выходные.
«Да, Серега, приглашаю тебя на свадьбу. В следующую субботу в 12 к ЗАГСу». «Приду», — я улыбнулся, — «если опять не закроют. А насчет рыбалки? В четверг утром на Кулешовке меньше всего народа». «Договорились», — кивнул Семен. «Ну, бывай, трудяга». Проследив, как братва загрузится в машины, а наглухо тонированная Веста спокойно проедет мимо, я уже собрался открыть калитку, но в этот момент на улицу вышел отец Полины. Вид у мужчины был мрачный, а под левым глазом наливался синяк. При этом сосед с ненавистью смотрел на отъезжающих гостей. «Палыч, доброго дня!» — поздоровался я. «Извини, не смог прийти на твой юбилей. Подождешь, я за подарком скажу, по-быстрому». «Здравствуй, Сергей. Рад тебя видеть живым-здоровым. А то я видел, как твою машину забирали. Думал, убился. В гости пустишь? Разговор у меня к тебе». «Конечно, заходи», — ответил я, наконец справившись с запором на калитке. Похоже, его знатно погнул кто-то. Шагнул внутрь двора и тут же был атакован 50 килограммами безумной радости. «Верный, мать твою, ты ж меня сейчас на землю свалишь. Да прекрати ты меня вылизывать, собака слюнявая!» «Хороший у тебя пес», — Николай Павлович, зайдя следом за мной, прикрыл калитку. «Все время, пока тебя не было, грустил. Супруга моя его кормила. Говорит, жаловался ей, скулил». «Спасибо ей огромное». Я, наконец, смог справиться с псом, который с радостью понесся в другой конец двора, повизгивая. «Кстати, Палыч, кто это тебя так?» «Вот об этом и поговорим. Заодно юбилей мой отпразднуешь», — нахмурился сосед, закрывая за собой калитку. «У тебя найдется чем закусить?» «Сейчас узнаем», — ответил я, направляясь к дому. «В общем, мутная история, Серега», — произнес Николай Павлович, возвращая на стол чашку с чаем. 3 заключенных и 1 охранника убил. И его, вместо того, чтобы закрыть на пожизненно, через неделю отпускают на свободу». «А Полина что?» — спросил я, высыпая использованную заварку в мусорное ведро. «Знают все. Вчера утром отвез ее к двоюродной сестре в город. Там этот упырь ее не найдет. А уж я постараюсь, все связи подниму. Но он вернется туда, откуда вышел. Короче, ты теперь все знаешь, так что имей в виду, с Семеном лучше дел не иметь. Изменился он. Сильно изменился. Даже на меня руку поднял, когда я не сказал, где Полина. Если б не мать, наверное, одним синяком не отделался бы. Ладно, засиделись мы. Тебе ж, наверное, отдохнуть хочется. Да я вообще зачем зашел? Мы с супругой уехать хотим, пока все не устаканится. Так я хотел спросить у тебя. Можешь присмотреть за хозяйством?» «Да не вопрос, Палыч». Я поднялся вслед за гостем. «Меня как раз уволили, да и машины нет больше, так что присмотрю. Только покажи, что и как». «Слушай, а у тебя категория А открыта? У меня в гараже Урал с люлькой стоит. Можешь взять, если совсем уж прижмет». «Откуда такая техника?» — удивился я, прекрасно зная, что кроме старенькой Нивы у соседа отродясь ничего не было. «Да брат позавчера пригнал из деревни. Техника хоть и старая, но документы имеются. Доверенность я на тебя сделаю. А если все же докопаются, ссылайся на меня, сразу отстанут». «Подумаю», — ответил я, улыбнувшись. Лет 15 уже не ездил на мотоцикле, а тут такой шанс. «Ну, тогда бывай». Николай протянул руку для рукопожатия. «Объяснять, кого и как кормить не буду. Супруга записку тебе на столе оставит. Да ты и так знаешь, не первый раз все же. Тьфу, чуть не забыл. Пойдем покажу, где ключи от дома». Проводив Палыча, я накормил пса и, включив бойлер, пошел на улицу. Наконец-то можно спокойно перекурить и, главное, заняться тем, что следовало сделать в первые минуты, как я вернулся из портала домой. Затянувшись, я прикрыл глаза и сосредоточился на мерцающей синей точке, тут же появившейся перед взором. За 2 ночи, проведенные в госучреждении, мне удалось наладить контакт с интерфейсом, встроенным в мою голову. Сейчас я уже не тыкался, словно слепой котенок, а точно знал, что делать. Одной лишь силой мысли коснулся синего огонька, и в следующий миг передо мной развернулось сразу несколько виртуальных окон с текстом и цифрами. Сосредоточился на самом первом сообщении, отличающемся красным цветом. «Игрок. Выберите имя». Прямо под сообщением подобие компьютерной клавиатуры. Арабские цифры, различные символы и весь алфавит кириллицы.
Что ж, уже хорошо, значит, этот интерфейс подстраивается под носителя. Мысленной командой вбиваю никнейм, который видел однажды в какой-то из прочитанных книг. Парторг. Красный цвет виртуального окошка тут же меняется на мягкий розовый. Игрок Парторг. Мультикласс. Скрыто. Эрго. Уровень 1. Доступ к классовым способностям, умениям, навыкам откроется на 5 уровне. Радиус сферы влияния. 1000 метров для значимых игровых объектов, 10 метров для артефактов и техники, 1 метр для инициированных игроков и существ. Прогресс 80 из 1000. Баланс валюты 120 КСО. Встроенный накопитель. Эпический ранг 60 эргов из 100. Прогресс усовершенствования накопителя 1%. Кристаллы 2 простых. Мысленно, отодвинув окошко с информацией о себе в сторону, сосредоточился на другом, зеленом. Парторг. Ты получил уровень. Тебе доступно 2 простых кристалла. Находятся в подпространственном хранилище. Такс. Похоже, кристаллы какая-то важная часть упорядоченного. И их лучше приберечь до лучших времен. Еще бы понять, где это хранилище. Ну-ка, что там написано в следующем сообщении? Получено задание эпического ранга. Сохранить суверенитет родного мира. Срок выполнения задания – 1 год после инициации. Сроки могут изменяться под воздействием различных обстоятельств. Награда скрыта. Вот черт! Во что же я вляпался? Непроизвольно вырвалось у меня. Глава 3. Крафтовые колеса. Мысленно отодвинув окошко с заданием в сторону, я сосредоточился на еще одном сообщении, пожалуй, самом большом. Краткая справка. КСО – единая валюта упорядоченного. Ее можно использовать для покупок на игровых аукционах. Также КСО можно передавать другим игрокам, совершать сделки или обменять на валюту любого инициированного мира. Игрок, твой родной мир еще не прошел инициацию. У тебя есть КСО, значит ты игрок. Эрго – энергия, используемая во всех видах техники, артефактах, некоторых классовых умениях, а также в биомеханических имплантах и встраиваемых энергетических модулях. Инто – энергия, используемая в заклинаниях и артефактах искусников в ритуальном и стихийном искусстве. Сфера влияния – дар упорядоченного, способность видеть вокруг все игровые артефакты, объекты, а также других инициированных игроков и существ. Выдается с получением 1 уровня, развивается вместе с развитием игрока. Активируется мысленным приказом. Кристаллы – активаторы влияния на элементы упорядоченного. Можно использовать: 1. Для улучшения имплантов, оборудования, оружия, техники, сооружений. 2. Для мутаций, усиления своей физической оболочки, усиления флоры, усиления фауны. 3. Для приобретения классовых способностей, умений, навыков. 4. Для создания портала между мирами упорядоченного. Существуют следующие ранги кристаллов. 1. Мифический. 100 тысяч простых. 2. Легендарный. 10 тысяч простых. 3. Эпический. 1000 простых. 4. Редкий. 100 простых. 5. Улучшенный. 10 простых. Повысить ранг кристалла можно в мастерской. Доступ откроется на 5 уровне. «Все, хватит на сегодня интернета», — пробормотал я себе под нос. Наконец-то мне стало ясно, каким образом ФСБшники, или кто они там, обнаружили портал. А еще понял, что они знают, что я игрок, или нет. Ведь ни одного вопроса про всплывающие окошки с текстом не задали. Странно все это. Смахнув последнее сообщение, увидел зажатую между пальцев сигарету. Вот же, истлела до фильтра, а я успел сделать всего одну затяжку. Ну и черт с ней. Дома по-любому уже бойлер нагрелся. А я не мылся по-человечески уже 3 дня. Душ в госучреждении не в счет. Откисну как следует, посмотрю какой-нибудь фильм, чтобы разгрузить мозг, и спать. Утро кроет громким матом. Да, именно так начался новый день. Ругань, доносившаяся с улицы, пробилась ко мне сквозь сон, заставляя покинуть объятия Морфея. Я еще с минуту пытался уснуть, но бесполезно. Крики лишь усиливались. В итоге пришлось подняться и босиком пройти к окну, чтобы посмотреть, кто там столь смелый. Попутно я мазнул сонным взглядом по электронным часам, стоящим на комоде, и чертыхнулся. 10-й час. Хрена себе я поспал.
За окном была занятная картина. На улице возле соседского гаража стояла полноватая женщина, мать Николая Павловича, и крыла отборным русским матом водителя черной БМВ. Судя по всему, Семен, а за рулем точно был он, поставил свой автомобиль так, что сосед теперь не мог выехать из гаража. А выглядел таким приличным молодым человеком. Вырвалась у меня скептическая фраза. «Что ж тебе не имется, Сема?» Осмотрев улицу более внимательно, я не обнаружил вчерашнюю тонированную Весту. Неужели свалили? Странно это. Хотя, может, и во дворе у кого-нибудь стоят. Им, по идее, плевать и на крикливую старушку, и на машину, из-за которой поднялся шум. Объект дома под наблюдением, так зачем дергаться? «Бзынь!» — раздалось с прикроватной тумбочки. Вот же какая мерзкая мелодия на входящих. «Ну-ка, что там?» 3 сообщения. 2 от брата и одно последнее от майора Сизова. Ну-ка, что там пишет куратор? Надеюсь, не с наездами, иначе я наше сотрудничество переведу из дружелюбного в разряд «Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахрен». Текст послания был достаточно приветливым. «Доброе утро, Сергей. Ты уже понял, что мы все знаем. В твоих интересах не делать лишних движений, а ближайшую неделю вообще лучше не покидать город. За свое благополучие не беспокойся. Государство позаботится о тебе. Да, сегодня после обеда лично навещу тебя. Хочу услышать, как ты умудрился получить уровень». «Позаботятся они», — проворчал я, удаляя прочитанное и переходя к сообщениям брата. Там было все проще. В первом Женек желал мне доброго утра, а во втором просил не сваливать никуда сегодня, а дождаться его. Что ж, вот и повод протопить баню. Так, что мы имеем? А ничего хорошего. Мало того, что меня пасут, как того теленка, установив прослушку в доме, так еще и знают о секретах, которыми я точно не желал делиться. Ишь ты, заботливые, может, еще и зарплату платить будут. Вернувшись вместе с телефоном к окну, я убедился, что на улице ничего особо не изменилось. Разве что Семен опустил боковое стекло и сейчас вяло переругивался с женщиной. И вот нахрена он сюда приперся? Только усугубляет ситуацию. Послышалось приближающееся завывание полицейской сирены. Похоже, Палыч позвонил кому-то из своих друзей, и сейчас несостоявшегося жениха прогонят отсюда. Только он наверняка припрется сюда завтра и послезавтра, продолжая трепать нервы. Только уже не хозяевам, а тому, кто будет присматривать за домом. Вот надо оно мне, такое счастье. Вот идиот! Хлопнув себя по лбу, я быстро набрал нужный номер и нажал кнопку вызова. Один длинный гудок, и из динамика раздался недовольный мужской голос. «Сергей Михайлович, я же предупреждал, звонить только по важному делу». «Здравия желаю, товарищ майор», — ответил я, проигнорировав возмущение собеседника. Хотел даже подшутить, но сдержался. Не тот случай, чтобы развлекаться. «Тут такое дело. Сейчас напротив моего дома стоит машина, черная БМВ. Так вот, ее водитель тоже является игроком. Нулевой уровень, безымянный. Я вчера с ним столкнулся». «Ты уверен?» Раздражение в голосе майора словно ветром сдуло. «Как в самом себе», — ответил я. «Можешь задержать его, минут на 5-10. Да его уже задерживают, наряд полиции. И хорошо было бы, чтобы вы его приняли уже в участке, а не здесь, возле дома». «Разберемся», — ответил Сизов. «Сергей Михайлович, если все подтвердится, сегодняшнюю встречу придется перенести. Я дополнительно предупрежу вас в сообщении, если что-то изменится. Все, отбой». Убрав телефон от уха, я некоторое время наблюдал за тем, как подъехавшие на 2 экипажах полицейские буквально силой вытащили Семена из автомобиля, скрутили и загрузили на заднее сиденье одной из своих машин. Не прошло и 5 минут, а на улице вновь воцарилась тишина. «И телевизора не надо», — произнес я и направился к выходу. Следовало поговорить с Палычем, который вместе с женой все это время пытался увести свою мать в дом. Бесполезно. Пожилая женщина оказалась упертой, что тот баран. Все, хватит развлекаться, пора заняться первоочередными делами. Выйдя на улицу, только и успел, что напоить верного, и, возвращаясь от будки, у крыльца столкнулся с Николаем. Похоже, сосед перебрался через невысокий заборчик, разделяющий наши дворы. «Ну ты и спать, Сергей!» — улыбнулся он. «Поди, только сирена и разбудила». «Ага, есть такое». Не стал я переубеждать Палыча. «Утро доброго. Что там было-то?» «Семен опять приезжал выяснять, где мы Полину спрятали. Ну и допрыгался. Суток на 3 его точно закроют. Я что к тебе пришел-то? 3 дня у нас похозяйничаешь? Сейчас среда, а в субботу мой брат приедет, подменит тебя.
А там, глядишь, и этот герой остынет. И мои друзья объяснят идиоту, чтобы он держался подальше. Палыч, мы ж вчера обо всем договорились. Изобразил я уязвленное мужское самолюбие. Сказал, присмотрю, значит, присмотрю. Мне все равно спешить некуда. Отдохну, подумаю, как жить дальше. Ну, раз все без изменений, тогда мы поехали. А то нас сопровождающие заждались уже. Где ключи от дома, ты знаешь. Все остальное, в том числе и доверенность, найдешь на кухонном столе. Пошли, провожу вас хоть. Попытался я выйти вместе с Николаем, но тот остановил меня. Оно тебе надо? Выслушивать от моей матери всякие гадости. Она сейчас в ярости, может и нагрубить, незаслуженно. Так что обойдемся без проводов. И так вон, все соседи от окон не отходят. Наскоро соорудив нехитрый холостяцкий завтрак, яичницу с колбасой и овощной салат, я наконец-то сварил себе настоящий кофе. Поставив на поднос кружку с бодрящим напитком, вазочку с крекерами, прихватил телефон, сигареты и двинулся на крыльцо. Как говорилось в той сказке, утро вечера мудренее, а значит, пришло время серьезно обдумать, как дальше жить. С удобством расположившись на нижней ступени, попеременно затягивая сигареты и делая глоток горячего кофе, я приступил к разбору ситуации, в которой очутился. Первое и самое сложное — я игрок. В моем теле имеется встроенный эпический модуль, который самостоятельно заряжается игровой энергией. У меня имеется мультикласс, 2 простых кристалла, игровая валюта и полное непонимание, что со всем этим делать. У меня нет ни гайдов по игре, ни инструкций, ничего, кроме сжатой, явно урезанной справки. Второе из неприятного — под колпаком у спецслужб. Разумеется, я люблю свою страну, но совершенно не желаю быть безвольной марионеткой. Даже работу себе всегда выбирал такую, где больше свободы. Но, увы, реальность неутешительна. Я фактически нахожусь под домашним арестом. И третье, пожалуй, самое важное — северный пушной зверек, нависший над моей родной планетой. В одном из сообщений от некоего упорядоченного сказано, что я якобы могу чем-то помочь. Интересно, чем? Не хватает информации и пространства для маневра. Но и я не дитё малое. Придумаю что-нибудь. А пока прогуляюсь до соседа. Оценю фронт работы, распланирую день. Супруга Николая, мудрая женщина, расписала все более чем подробно. Впрочем, дел было не так и много. Через день включать автополив огорода и кормить живность. Мухтара, мелкую дворнягу и кошку Дуську. Дел даже не на 1 час в день. К тому же сегодня от меня ничего не требовалось. Поэтому я, прихватив ключи, направился к гаражу. Посмотрим, что там за мотоцикл. У Палыча появился. Глядишь, может, и прокачусь до магазина. За хлебушком. Гараж у Палыча был вдвое больше моего. Добротный. Мне приходилось уже бывать здесь и не раз. Так что я сразу обратил внимание на большой угловатый чехол высотой около метра, занимавший довольно много места. Приблизившись, потянул брезентовую ткань вверх и вскоре уже рассматривал свой будущий транспорт. Иногда так бывает. Увидишь что-нибудь и понимаешь, это твое. Вот и я, глядя на мотоцикл, почему-то сразу решил — мой. Куплю, какую бы цену ни выставил Палыч. И на то была весьма веская причина. Стоило мне начать разглядывать технику, как перед глазами появилось виртуальное окно с посланием от упорядоченного. Урал-7637. Транспорт. Эпический ранг. Общее состояние 87%. Год производства 1977 от Рождества Христова. Доступны улучшения 3 из 4. Установлен простой модуль «Комфортное сиденье». Не активирован. Для активации необходимо использовать простой кристалл. Дальше шли технические характеристики, сплошное сиденье, объем двигателя 650 кубов, вес 325 килограмм и прочая информация. Надо же, голубого цвета, пробормотал я, обходя технику по кругу. В этот же момент в голове мелькнула мысль. А почему у мотоцикла игровые характеристики? Вроде же наш мир не инициирован. Или это другое? Получалось, если мне на глаза попадется что-то с игровыми характеристиками, я это сразу узнаю. Интересно, а если использовать сферу влияния? Ради интереса решил прибегнуть к дару упорядоченного. И тут же выругался, не сдержавшись. Мое восприятие мира резко изменилось. Стены гаража исчезли, окружающее пространство стало темным, почти черным, и на этом фоне сиреневым цветом довольно ярко светился силуэт мотоцикла с коляской. Я повертел головой из стороны в сторону
и тут же обнаружил вокруг себя множество различных предметов, подсвеченных белым. Лишь две вещи светились зеленым. Вернув себе обычное зрение, я определил, где приметил один из подсвеченных предметов и направился к месту, где тот находился. Такс, вроде топор, лежащий на верстаке. Я уже видел его у Палыча, еще удивился, так как на инструменте стояло заводское клеймо с годом выпуска, 1974. Именно эта вещь светилась зеленым, и когда я приблизился, над топором вспыхнул текст. Плотницкий топор. Инструмент. Улучшенный ранг. Общее состояние 59%. Год производства 1974 от Рождества Христова. Доступны улучшения. Одно из двух. Установлен улучшенный модуль «Самозатачивающееся лезвие». Не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл. Непроизвольно вырвалось у меня. Взяв в руку лежащий рядом с топором молоток с обрезиненной, эргономичной рукоятью, я повертел его в руках. Нет текста. Это что же получается? Упорядоченное выдает ранги лишь старым вещам, которым больше 30 лет? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Пробормотал я, возвращая молоток на место. Кто бы еще рассказал, как это все работает? Вернувшись к мотоциклу, я открыл крышку бака и улыбнулся, почти полный. Заглянул в коляску. Там лежала выцвевшая оранжевая каска, такие сейчас лишь в фильмах можно увидеть. Отметил про себя, что не все старые вещи имеют ранг. Например, этот недошлем не имел текстового сопровождения. Присел, чтобы осмотреть двигатель, и даже не будучи механиком, понял, он в хорошем состоянии. Никакой грязи, потеков, насвечные колпачки заменены на резиновые. Похоже, над техникой поработал рукастый специалист. От увиденного меня тут же посетила мысль, которую я незамедлительно проверил. Вернувшись к верстаку, вновь взял топор в руки и внимательно осмотрел его. Ну, так и есть. У полотна топора внизу от пятки до бородки вырезан кусок металла. Видимо, специально облегчили инструмент. Для плотницких работ это немаловажно. Похоже, упорядоченное наделяет рангами предметы, с которыми основательно поработали руками. Крафт, мать его, и это уже интересно. «Бзынь! Бзынь!» — зазвучал в кармане телефон. «Черт, надо срочно сменить мелодии вызова из сообщений на что-нибудь приятное слуху». «На связи?» — принял я звонок от брата. «Серега, жди, через 15 минут подъеду», — раздалось в трубке. При этом голос его был каким-то виноватым. Я тут же заподозрил неладное. «Ты с отцом, что ли?» Меня тут же накрыло ненавистью. «Можешь разворачиваться и ехать обратно, я вам просто не открою». «Он будет в машине сидеть», — попытался успокоить меня Михаил. «Извини, Сереж, так получилось». «Миша, ты меня хорошо знаешь, так что не надо вот эти сказки рассказывать. Я думал, посижу с братом, по душам поговорим, баню собрался протопить. А ты, оказывается, не один?» «Слушай, давай я подъеду и все объясню». Михаил тоже разозлился, из-за чего начал слегка заикаться. «Да ты дело серьезное!» «За ворота, чтобы один зашел», — ответил я и отключился. У меня новых проблем хренова гора, еще и старые решили о себе напомнить. Нет уж, доведут меня, уеду к другу в тайгу и плевать на всех, включая майора Сизова. Из гаража сразу поспешил домой. Хоть и понимал, что долгого разговора с братом не выйдет, но чайник согреть надо. Мать меня с детства учила. Пришел гость, значит, накорми его, напои, а уж после расспрашивай. Машина брата подъехала намного раньше, чем я рассчитывал, видимо, стояла где-то поблизости. Ох и получит у меня кто-то. Во дворе послышался злобный рык верного, отчего я заскрипел зубами. Похоже, отец посмел зайти ко мне во двор. Ну, пусть только попробует на порог сунуться. Я ему выскажу все, чего он заслуживает. Хлопнула входная дверь, затем послышались тяжелые шаги. Брат у меня был и так крупным, а от семейной жизни и вовсе поправился, сейчас уже за 100 весит. «Сова, открывай, медведь пришел!» — прозвучал его голос из прихожей. «Ну заходи, раз такое дело», — ответил я, выглядывая из кухни. «Надеюсь, один?» «Твой волкодав не пустил его», — ответил брат, разуваясь. «Слушай, а ты точно в аварию попал? Что-то на тебе ни одной царапины не видно». «Про аварию потом поговорим», — уклонился я от темы. «Ты зачем его привез?» «Давай присядем для начала». Михаил выставил перед собой руки. «Поверь, сейчас не до разборок». «Чай или кофе?» — уточнил я, возвращаясь на кухню. «Был бы не за рулем, водки бы попросил», — ответил брат, вваливаясь следом за мной. «Ты это, лучше присядь». «Да что случилось-то?» Поведение Михаила заставило насторожиться. Куда делся тот веселый мужик, у которого что не предложение, то шутка? «Смотри», —
Расположившись напротив, родич сунул мне под нос свой смартфон. «Узнаешь?» «Ну...» Непонимающе ответил я, закипая злостью. Взглянув на экран, разозлился еще больше. С него на меня смотрел наш младший брат, стоящий на какой-то набережной. «Ты нахрена мне это показываешь, Миша? Он мне до сих пор ночами снится. Сколько времени уже прошло после того случая, а у меня до сих пор иногда рука тянется к телефону, чтобы позвонить Косте. Так что?» «Фотография свежая, сделана неделю назад», — перебил меня брат. «Серж, может, все-таки поговоришь с отцом?» Глава 4. О новый старый мертвый мир. Уже в который раз за этот день я пересматривал фотографии, переброшенные старшим братом на мою электронную почту. Сам он давно уехал, оставив меня в состоянии растерянности, готовый смениться на вспышку неконтролируемой ярости. Фотографий было 9. На 4 брат был запечатлен один, на остальных — с какой-то высокой, очень красивой девушкой. И, похоже, они были близки. Как удалось выяснить Михаилу, случайно наткнувшемуся на снимки в соцсети, фото было сделано уличным фотографом в Новосибирске, на Михайловской набережной, чуть больше недели назад. Это просто чудо, что старший брат нашел эти снимки. «Костя, что же мы тебе сделали, что ты 2-й год не хочешь нас видеть?» произнес я, вглядываясь в лицо младшего брата и одновременно левой рукой пытаясь ухватить кружку с кофе. Нащупав, наконец, ручку, поднес ко рту и сделал большой глоток. Фу, гадость какая! Хуже только холодный чай. Выключив ноутбук, пальцами помассировал сомкнутые веки и поднялся из-за рабочего стола. «Все, хватит, иначе у меня крыша поедет. Вон за окном уже стемнело. Пойду свою и соседскую живность накормлю. И прогуляюсь до магазина». Пока прособирался, окончательно стемнело, и потому я не стал включать в соседском доме свет. Разувшись, прошел на кухню, подсвечивая себе экраном конторовского мобильника. Достал из холодильника пакетик корма и, склонившись к кошачьей миске, позвал. «Кыс-кыс-кыс! Кыс-кыс!» «Мяу!» жалобно раздалось приглушенно из глубины комнаты. Так, похоже, кошка каким-то образом закрылась в одной из комнат и не может выйти. Ориентируясь на мяуканье, я быстро нашел запертую дверь и открыл ее поворотом ручки. Так, кажется, это зал. Посветил экраном себе под ноги и, наконец, обнаружил кошку. А чуть дальше — валяющийся на полу раскрытый ноутбук. «Вот растяпа!» — обозвал я домашнего зверя и наклонился, чтобы поднять ноутбук. И невольно вздрогнул, когда от моего прикосновения экран засветился. «Черт! Да он же включен и не запаролен! А что это значит?» «Правильно!» Быстро открыв браузер, я набрал в поисковой строке светящиеся порталы, происшествия с порталами упорядоченные, и тут же погрузился в чтение. Ни в какой магазин я не поехал. Сначала потратил целый час, чтобы наткнуться на нужную информацию, а затем погрузился в изучение. Увы, но найти что-то полезное мне так и не удалось. Лишь узнать, что я такой далеко не один. На одном тематическом форуме мужик с рейтингом новичка буквально час назад написал, что попал через портал в другой мир. Описал все так, как было у меня, с одним существенным отличием. Его там убили. Разумеется, над мужиком поржали, посоветовав меньше есть незнакомые грибы. Обсуждение превратилось в бедлам, и лишь один комментарий показался мне ценным. «Координатор, мастер, жди, чудила, к тебе уже выехали, а промолчал бы и мог спокойно жить дальше». Еще заинтересовал один пост во ВКонтакте, явно с фейковой страницы. Подавался он как фантастический рассказ и просуществовал уже месяц. Увы, но там тоже не было ничего нового, разве что неизвестный смог выжить, хоть и был сильно изранен. Выключив ноутбук, я закрыл его и положил на комод. «Все, пора уходить. Жаль, конечно, что ничего не нашлось». Похоже, кто-то основательно вычищает сеть от любых упоминаний порталов. Жаль, что я не владею иностранными языками, возможно, тогда удалось бы узнать больше. Уже на крыльце вспомнил, что забыл закрыть гараж на замок. Нет уж, я не хочу рисковать моей прелестью. Хватит с меня и потери Хёндая. Все так же, подсвечивая себе телефоном, добрался до гаража и уже набросил замок на петли, когда услышал шум подъезжающей машины. Замер, вслушиваясь, как автомобиль почти бесшумно остановился у ворот Палычева дома. Негромко хлопнула дверь, после чего послышались сдавленные ругательства. «Да твою же ночную смену! Кого там принесло?»
Неужели ребята из конторы каким-то образом узнали о моих поисках с чужого ноута и лично приехали рассказать, насколько я был неправ? Да нет, эти не будут скрытничать. Залаял верный, к нему тут же присоединился Мухтар, а затем и другие уличные собаки. Скрипнула калитка, послышался невнятный говор. Я, недолго думая, нырнул внутрь гаража, похвалив Николая за смазанные дверные петли. Уже прикрывая за собой дверь, увидел, как по двору заметался луч фонаря. «Мляха-бабуха, это что, дружки Семена пожаловали, что ли?» «Слышь, может, предупредим того мужика?» Удалось мне разобрать чей-то голос. «Сема ясно дал понять. Спали тут все к чертовой бабушке», — ответил второй голос, и тут же к нему добавилось сдавленное ругательство. «Ах ты ж в рот малиновым вареньем! Что это за хрень тут валяется?» Секундой позже что-то ударило в дверь гаража, а голоса начали удаляться. «Суки, они что, мой дом сжечь собрались?» Шагнув к верстаку, я ухватил тот самый топор, но тут же спохватился. «Телефон!» Быстро набрал нужный номер и принялся ждать. Ответили только после 6-го гудка. «Сергей Михайлович, вы решили в первый же день мне нервы сделать?» «Майор, тут какие-то ухари решили мой дом спалить». Сразу перешел я к делу. «Может, твои ребята остановят их, пока не поздно?» «Да твою же в душу! Уходи оттуда! Немедленно!» Связь внезапно оборвалась. Что ж, повторно звонить нет времени. К тому же я уже вызвал кавалерию, так что можно и сваливать. Главное, чтобы ночные гости без огнестрела были. Но сидеть здесь мне почему-то совсем не хочется. Мягко толкнул дверь и замер в недоумении. Не открывается. Надавил сильнее. Бесполезно. Наплевав на осторожность, навалился плечом. Да чтоб ее, заклинило, что ли? «Седой, ты походу закрыл кого-то в гараже!» — раздалось снаружи. «Слышь, как долбится! Эй, это ты, сосед? Как там тебя? Серега? Дверь открой!» — крикнул я. «И, ребят, валили бы вы отсюда! Я полицию вызвал!» «Ха, сейчас разбежались! Чтоб ты потом Сему сдал! Седой, давай сюда канистру! Спалим стукачка!» «Да вы совсем отмороженные, что ли? Вас же по-любому накроют, только в этот раз с отягощающими!» — крикнул я, а в следующий миг отшатнулся от двери, так как в нос ударили пары бензина. «Твою мать, да они реально сейчас гараж подожгут!» Уже не скрываясь, врубил освещение и побежал к воротам. Правда, на полпути вспомнил, что они закрываются снаружи, на навесной замок. Палыч, хренов перестраховщик. Еще и стены гаража из цельного бруса выложил, а окна сделал такими, что в них разве что ребенок пролезет. Крыша тоже не вариант, слишком высоко до потолка, да и капитальный он, из широких плах. Осмотревшись в поисках колуна или большой кувалды, ничего не нашел. Да как так-то? Может, бенза или электропила? Тоже нет. Железный, 1,5-метровый лом в углу. Ну, хоть что-то. Я успел ухватить ударный инструмент и даже пару раз ударить в стену, пытаясь выбить один из брусьев, когда от дверей полыхнуло. Похоже, пары бензина скопились под потолком, а когда уроды снаружи подожгли гараж, все это разом занялось пламенем. «Суки!» — в сердцах выкрикнул я и с еще большим остервенением начал работать ломом. Увы, малорезультатно. Брус сухой, крепкий. Навскидку мне надо минут 30 долбить, чтобы проделать дыру, в которой я смогу выбраться. А пламя уже поползло по внутренним стенам и потолку. Гараж начал наполняться дымом, и я понял, что не успею. Отбросив в сторону лом, осмотрелся, ища какой-нибудь иной выход. Взгляд зацепился за мотоцикл, накрытый тентом. «Да не, я ж там точно подохну. Мне прошлого раза хватило». «А, черт!» Сорвав брезент, я отыскал взглядом топор. Подобрав его вместе с ломом, забросил в коляску Урала. Тут же нащупал ключи в замке зажигания. «Живем!» Так, проверил все переключатели. Затем подкачал топливо подсосом. Отбросил ножку стартера и трижды отжал его в холостую. «Все, теперь попытаемся завести». Двигатель заработал, когда во мне уже начало зарождаться отчаяние. «Ха-ха! Хрен вам, а не комиссарское тело!» — выкрикнул я и тут же закашлялся. Чертов дым уже затянул потолок и начал медленно заполнять гараж. «Торопись, Серега, еще минута-другая и все, кранты! Вот только как мне использовать этот кристалл?» «Хочу открыть портал!» — выкрикнул я, мысленно пожелав того же. И, о чудо, у меня получилось! Прямо перед мотоциклом, в 1,5 метрах, в воздухе сформировалось белое кольцо не меньше 3 метров в диаметре, затянутое маревом.
К этому моменту я уже сидел за рулем Урала. Выжав муфту сцепления, вдавил ногой первую передачу, молясь про себя, чтобы двигатель не заглох. Немного выкрутил рукоять газа и плавно начал отпускать муфту. Мотоцикл быстрее затарахтел двигателем, и техника наконец двинулась вперед, быстро набирая скорость. Миг, и меня впечатало в белое марево. Перенос из одного мира в другой я ощутил, как прорыв сквозь стенки мыльного пузыря, наполненного шквалистым ветром. Вот я был в горящем гараже, а через секунду уже с ускорением несусь по какой-то равнине, больше всего похожей на забетонированное поле. Тут же сбросил скорость и плавно нажал на ножной тормоз. Мотоцикл замедлился, а вскоре и вовсе остановился негромко, тарахтя двигателем. Ну, а я наконец-то смог прочесть послание от упорядоченного. Игрок Парторг. Ты открыл портал в мир нулевого уровня. Брэдсис. Локация — заброшенный космодром. Рассчитана на игроков от 0 до 3 уровня. Уровень опасности — зеленый. Повышенный шанс добыть улучшенный кристалл. Запущена процедура усвоения языка упорядоченного. Получена базовая награда за первый самостоятельный проход в другой мир. 1 простой кристалл. Голову прошило острой болью. Сдерживаясь, чтобы не закричать в голос, я изо всех сил вцепился пальцами в прорезиненные ручки руля. Зачем так издеваться над смертными? Чтобы осознали сполна, куда попали? Перетерпев боль, я дождался, когда с глаз спадет кровавая пелена, и, наконец, осмотрелся. Кругом, в какую сторону ни глянь, бетонированная поверхность. Слева, вдалеке, очертания какого-то здания, а точнее его руины. Прямо метрах в 300 бетон обрывается, и за ним начинается поле, поросшее чахлой, пожелтевшей травой. Справа чуть дальше то же самое. Позади все та же поверхность, что и под колесами мотоцикла, и тянется она на километр, если не больше. А вот сразу за ней видно множество строений. Это что же получается? Я сейчас на открытой местности, и любой, взглянувший в эту сторону, увидит меня? Недолго думая, я чуть довернул руль влево к одиночным развалинам и медленно двинулся в выбранном направлении. По-хорошему, мне вообще следовало вернуться домой на землю, но кто знает, может, меня вновь забросит в горящий гараж. Нет уж, лучше подождать немного. К тому же я понимал, что если вернусь сейчас, хотя бы немного, не исследовав этот мир, не прощу себе никогда. Приближаясь к разрушенному зданию, понял, что сильно ошибся с расстоянием и его размерами. Когда-то оно было огромным. Терминал космопорта? Что ж, отступать уже не хочется, так что... Сделав остановку, я склонился над коляской. Ну-ка, что тут у нас? Ага, каску сразу бы следовало натянуть на свою бестолковую голову. Хоть какая-то защита. Топор, лом. А это что там в глубине? Алюминиевая канистра на 20 литров, да еще и полная, если судить по весу. Надеюсь, там бензин, а не какая-нибудь отработка. Нахлобучив каску на голову, я подогнал ремешки, затем перебросил металлический стержень таким образом, чтобы его можно было в любой момент подхватить левой рукой. Ну все, бойтесь, аборигены, ибо против лома нет приема. Когда до полуразрушенной стены осталось чуть меньше 100 метров, я осознал, что приближаться к терминалу было дурацкой затеей. Это же надежное убежище для зверья и прочей гадости. Ведь люди, или кто тут за них, вряд ли поселятся в таком месте. Ни воды, ни растительности поблизости. «Дурак ты, Серж!» — пробормотал я себе под нос, выворачивая руль в сторону. «Нет у тебя опыта ходить налево. Не хрен и начинать». Из руин навстречу безрассудному мне неслось сразу с десяток тварей, очень похожих на наших собак, только очень крупных. Жилистые, поджарые, они явно умели и любили загонять свою дичь. Вот черт, и что мне с этой стаей делать? Здесь все шансы, что зверье нагонит меня даже на мотоцикле. В сложившейся ситуации лом уже не казался надежным оружием, скорее уж неудобным. Выходит, врет поговорка. Сейчас бы пистолет-пулемет с барабанным магазином, чтоб на всех тварей хватило. И все же металлический стержень, весивший не меньше 5 килограмм, пригодился. Когда я уже закончил разворот, самая шустрая зверюга, вырвавшаяся далеко вперед, прыгнула. Ну а мне, заметившему прыжок боковым зрением, оставалось только отмахнуться ломом, причем вслепую, так как все внимание было сосредоточено на управлении транспортом. Бум! Тупой удар, и оружие выбило из моей руки, а кисть серьезно так отсушила, я даже поморщился от боли. Черт, неужели пора валить из этого мира? А если твари последуют через портал за мной? Поддав газу, оглянулся.
Твою же мать, да они вот-вот настигнут меня. Справа 2 мутапсины уже начали обгонять. Ну, держите, твари. Навалившись всем весом в сторону люльки, я вильнул рулем. Бумс! Одна зверюга тут же закувыркалась, громко визжа, вторая мгновенно отстала. То-то же. «Хреном вам по всей клыкастой морде!» — заорал я на кураже и бросил еще один взгляд за спину. «Да ладно! Что, передумали преследовать? Или... Твою же мать! Да они нашли себе другую добычу!» Похоже, я наглухо приголубил первую тварь, и ее уже рвали на части отставшие собачки, а вторая, оглашая округу истошным визгом, пыталась отбиться от своих товарок. Жесть какая! Гребаные каннибалы! Отъехав на 100 метров от пирующей стаи, я притормозил и уже внимательно постарался рассмотреть мутировавших псов, чтобы как следует их запомнить. И тут же выругался. Вот что значит, у страха глаза велики. Позади осталось всего 6 тварей, и 5 из них были явно щенками, размерами с нашу дворнягу. Лишь одна зверюга больше походила на теленка. В голову тут же полезли идиотские мысли. «Добей стаю, это несложно». «Иди в баню», — ответил я сам себе и мысленно пожелал открыть портал домой, чтобы тут же выругаться. «Какой нахрен бой?» Перед глазами висела надпись. Игрок Парторг. Согласно 74-му протоколу безопасности, чтобы открыть портал в родной мир, тебе необходимо завершить бой со стаей мутировавших собак. «Чтоб тебе сдохнуть в тяжких муках», — сообщил я упорядоченному, полностью останавливая мотоцикл. «Мне что, на псов с топором идти?» При этом мозг уже вовсю искал выход из сложившейся ситуации, просчитывая варианты. Бензин, топор, плюс мотоцикл и сам я — вот и все мои активы. Похоже, пришло время заглянуть в багажник, вдруг там что-то подходящее. Ага, например, обрез с кучей патронов. Не отводя глаз от пирующей своры, я сдвинулся на задний конец сиденья и дотянулся до ручки, открывающей крышку, на которой раньше крепилось запасное колесо. И усмехнулся, разглядывая содержимое. «Ах ты ж, Палыч, старый лис! Это ты к чему так тщательно подготовился? И ведь не предупредил даже, партизан!» В багажнике помимо различного инструмента, вроде гаечных ключей и отверток, лежала ветошь, а еще поверх всего этого расположилась запечатанная в пленку коробка пива. Вскрыв полиэтилен, я извлек одну бутылку и, свернув крышку, едва успел отвести горлышко в сторону, чтобы не уделаться в пене. Да уж, растрясло пиво. Только сейчас, осознав, насколько меня мучает жажда, я с удовольствием допил остатки пива. Затем опустошил еще 2 бутылки уже на бетон и только после этого приступил к изготовлению пирогранат. Управился минут за 5 и даже запалил фитиль на одной из бутылок, прежде чем твари вновь проявили ко мне интерес. На их месте я бы ухватил остатки добычи и убрался куда подальше, но, похоже, не только на меня распространялись условности упорядоченного. Тронуться с места, удерживая бутыль с полыхающим фитилем, то еще удовольствие. Но, как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься, так что справился. Правда, не обошлось без легкого ожога, но это мелочи. Разогнав мотоцикл навстречу жаждущим мести мутапсам, я готовился к лучшему в своей жизни броску. Или худшему, если промахнусь. Тогда, скорее всего, мне придется изрядно задержаться здесь. Когда между мной и тварями оставалось чуть больше 20 метров, я слегка повернул вправо и через миг швырнул бутыль под ноги собакам. Мелькнула мысль. Сейчас фитиль затухнет, и все будет без толку. Ухватившись за руль 2 руками, я выкрутил рукоять до упора, заставив взреветь двигатель, тут же переключил передачу и вновь начал удирать. Сзади послышался визг, заставивший меня улыбнуться. Неужели получилось? Оглянувшись, увидел позади 3 мечущихся в разные стороны огненных шара. Уцелевшие тоже перехотели преследовать меня, со всех ног улепетывая прочь. Еще бы, ведь мне удалось устранить последнюю старшую особь, а щенки без вожака потеряли весь свой боевой задор. Подъехав к трупу первой убитой мной псины, я подобрал валяющийся рядом лом, после чего по очереди приблизился к каждому из еще живых факелов и оборвал страдания тварей. Как только добил последнюю, перед глазами замаячило виртуальное окошко с текстом. Игрок Парторг. Ты частично уничтожил, частично обратил в бегство стаю мутировавших собак. Награда. 4 простых кристалла, 8 КСО, плюс 80 к прогрессу уровня. Данные. Прогресс 160 из 1000, баланс валюты 128 КСО.
Встроенный накопитель, эпический ранг 69 эргов из 100. Прогресс усовершенствования накопителя 1%. Кристаллы 6 простых. «Вот, теперь точно пора отсюда сваливать», — произнес я и выжил сцепление. «Чтоб я без нормальной подготовки еще раз сунулся в другой мир», уже въезжая в белый портал, успел подумать. А вдруг мой дом сгорел вместе с соседским? Что мне тогда делать? Глава 5. Подготовка к чему? Оперевшись на сидушку мотоцикла, я смотрел на реку. В руках бутылка пива с сигаретой, солнце согревает спину. Не надо спешить на работу или решать какие-то задачи. И на душе спокойно так, словно я уже познал пресловутый дзен. «Бзынь!» — звякнуло в кармане входящее сообщение, в один миг развеивая иллюзорный покой. «Ну вот, началось», — проворчал я, бросая сигарету под ноги. Тщательно затоптав окурок, сделал большой глоток из бутылки и, наконец, достал из кармана телефон. «Надо же, не потерял, не раздавил. Ну-ка, что тут у нас?» «Сергей Михайлович, оставайтесь на месте. Попытайтесь скрыться, и я буду вынужден объявить вас в федеральный розыск». «Да пошел ты нахрен!» — беззлобно ответил я и сделал еще один большой глоток пива. Бутылка опустела, и я отправил ее в коляску, а сам открыл новую. «Еще в межпланетной объяви, шутник». Черный Соболь с тонированными стеклами подъехал минут через 10. К этому времени я успел уговорить еще 2 бутылки. Итого, приняв 4 литра пива, не меньше. После пережитого стресса меня знатно развезло, и потому вся злость ушла, сменившись на добродушие. «Что же вы, гражданин Глебов, серьезных людей от важных дел отвлекаете?» Высокий широкоплечий мужик, одетый в свободные синие шорты до колен и белую футболку, остановился в 3 метрах от мотоцикла. Обращаясь ко мне, смотрел он на реку. «Ну так у меня стресс», — улыбнулся я. «Сначала хотели убить, потом в гараже заперли и подожгли, а после мне пришлось похулиганить хрен знает где и лишь чудом остаться живым. Ну, да вам все известно». «Значит, вы побывали в другом мире и сумели вернуться оттуда живым», — утвердительно сказал майор Сизов, а это точно был он, уж больно голос похож. «Знаете, Сергей Михайлович, вы 3-й на моей памяти, кто вернулся оттуда живым. Только те 2 счастливчиков, что опередили вас, сейчас прикованы к больничным койкам. Один сошел с ума, а второй лишился обеих ног. Нарвался на какую-то крупную тварь. Неужели вы не пытались заслать в портал отряд спецуры?» — поинтересовался я, перестав улыбаться. Порталы пропускают лишь игроков. А большего вам знать не обязательно». Сизов наконец повернулся ко мне, и я смог разглядеть его. Короткий ежик темно-русых волос, высокий лоб, серые почти голубые глаза, холодные, словно лед, тонкий острый нос и волевой подбородок. «Сергей Михайлович, вы в состоянии довести мотоцикл до дома?» «А он у меня есть, дом», — с усмешкой поинтересовался я. «Сгорели только соседские гараж и хозблок, остальное не пострадало. Все благодаря вашему звонку». «А с Семеном что?» — поинтересовался я на всякий случай. Ну а вдруг ответит? «Ушел, сволочь. Через портал прямо из КПЗ. Благодаря тебе, Глебов, мы накрыли целую группу игроков. 6 человек. Но 2 успели улизнуть». «Так мне орден полагается». Я не смог сдержать ехидную улыбку. «Ага, Сутулова. С закруткой на спине». Голос майора похолодел, а сам он перешел на «ты». «Все, заканчивай балаган, дуй до машины. Я попрошу кого-нибудь из ребят пригнать твой пепелац». «Мотоцикл вам не отдам», — тут же насторожился я. «Он мне жизнь спас. 2. Я теперь с ним ни за что не расстанусь». «Я услышал. Не бойся. Твой железный конь нас не интересует. А вот все, что ты захватил из другого мира, мы заберем». «Разве что засохшую кровь», — ответил я, кивнув на торчащий из коляски лом. «Ты был в другом мире и не прихватил ничего?» В голосе Сизова послышалось искреннее удивление. «Да как-то не хотелось протащить в наш мир какую-нибудь мерзкую бактерию», — честно признался я. «Ну, тут ты ошибся», — улыбнулся майор. «Портал не пропустит никакую заразу из одного мира в другой. Во всяком случае, так говорят специалисты. Ладно, хватит болтать. У меня еще куча дел на сегодня». «Просыпайся, Гулёна!»
Меня бесцеремонно толкнули в плечо. «Приехали?» «Вот спасибо. Добрые люди», — ворчливо ответил я, отлипая от окна. «Надо же, похоже, в машине меня сразу вырубило. Еще бы, больше суток не спал». «Надеюсь, сегодня ты больше не доставишь нам проблем, иначе мы станем злыми», — ответил боец в черной форме и с балаклавой на лице. «В моих планах пока что только сон», — ответил я, выбираясь из машины. «Еще раз спасибо». Очутившись на улице, потянулся, сощурившись от солнечного света, и только после осмотрелся. Так, мотоцикл стоит у моих ворот, уже хорошо. А что с соседским двором? Продвинувшись чуть вперед, я уставился на обугленный, наполовину сгоревший гараж. Дровяник, стоящий следом, пострадал куда меньше, как и забор, часть которого сейчас лежала на земле, видимо, пожарники повалили. Дом вообще целехонький, даже краска на сайдинге не поплавилась. Что ж, уже хорошо. У нас с Палычем квартиры хоть и застрахованы, но все же. Пройдя через соседский двор, я сначала зашел в их дом и накормил кошку. Увы, соседского пса на цепи не было. Надеюсь, убежал, испугавшись огня. Зато верный, увидев меня, устроил безумную пляску с лаем и подвыванием, пока я не добрался до зверя и не обнял его. Накормив собаку, занялся делами насущными. Загнал во двор мотоцикл, а затем взялся за ремонт забора. Порадовало, что с моего гаража сняли все печати, разрешив им пользоваться. Через 2 часа, худо-бедно восстановив ограду и заменив сгоревший участок 2 листами кровельного металлопрофиля, я, наконец, почувствовал, что можно и отдохнуть. Соседский огород полью уже вечером, когда солнце будет садиться. К тому же выданный конторой телефон показывал начало 12-го, а желудок вовсю намекал, мол, давно пора подкрепиться. Наскоро наделав себе бутербродов из последних хлеба и колбасы с помидорами, я заварил пол-литровую кружку крепкого черного чая и, запустив ноутбук, занялся поиском интересующих меня вещей. Первое, что меня интересовало, это оружейные мастерские в нашем городе. Нашел сразу 2 адреса и заочно ознакомился, какие разрешения и документы требуются для проведения подобных работ. Все оказалось даже проще, чем я рассчитывал. Не поленился, позвонил обоим мастерам и договорился о встрече. После вскрыл оружейный шкаф и достал из него свою прелесть — ИШ-81, модификация под охоту. Лет 6 назад озаботился приобретением ружья. Старая курковка, доставшаяся от деда, приказала долго жить. Не то чтобы я был заядлым охотником, но раза 2 в год все же выбирался с товарищами, в основном на утку. Так, что там у нас с патронами? Не густо. Всего десяток тройки, горсть латунных гильз, доставшихся от деда. Ну и куча приспособ, которыми я никогда не пользовался. Убрав оружие в чехол, направился в ванную. Не дело выбираться в люди в столь помятом и потрепанном виде. Еще бы от пивного духа изо рта избавиться. Предупредив майора по СМС, что я выезжаю по делу, вызвал такси и вышел на улицу. Такси подъехало, но совершенно не то, что я ожидал. Уже знакомая Веста, подрулив к моему двору, остановилась в полуметре от меня. «Садись на заднее сиденье», — раздался женский голос с водительского сиденья. Сказано было таким тоном, что мне стало ясно, лучше послушаться. Расположившись с удобством, я произнес. «Металлургов 18, оружейный. У тебя в чехле ствол, что ли?» — спросили с пассажирского сиденья. В этот раз голос был мужским. «Ружье», — подтвердил я догадку оперативника. «Хочу немного улучшить его, а то слишком часто в последнее время на мою жизнь покушаются всякие мутные личности». «Тогда тебе сначала нужно получить разрешение. Серийный номер, свои данные сообщить можешь? У меня есть знакомые в Росгвардии, немного ускорим процесс. Да и оружейную мастерскую ты выбрал не лучшую. Знающие люди туда ни за что не пойдут. А вы знаете место получше?» Через 2 часа, посетив сначала нужного мастера, а затем Росгвардию, мы с Мироном, так звали оружейника, стояли перед верстаком и рассматривали мое ружье, уже разобранное по частям. «Объясни мне, старому человеку, зачем тебе самодельные приклад и рукоятка?» Уже во 2-й раз поинтересовался мастер. «Что они так с заводскими?» «Мирон, давай будем считать, что это моя причуда», — ответил я. «Повторюсь, нужна именно ручная работа». «Ты понимаешь, что это обойдется тебе раза в 2, а то и в 3 раза дороже, чем если купить такое же ружье, только новое. А учитывая срочность, так и вовсе 5. «Николаич, ты цену-то не ломи», — возмутился оперативник, наблюдавший за нами с кресла. «Юра, а это я еще занизил сумму.
Ты представляешь, как сейчас сложно найти нужного столяра, разбирающегося в теме? У нас в городе всего один такой, и я представляю, сколько он запросит за работу. Было бы проще, если бы я понимал, для чего будет использоваться ружье». «Для стрельбы как с мотоцикла, так и с позиции. Я же говорил». Пришлось мне повторно ответить и на этот вопрос. В основном по крупному зверью, вроде волков и, возможно, медведей. «Что-то вы темните с Юрой». «Ну да ладно». Мирон взял с верстака ствол. «Значит, картечи, пули в приоритете. Тогда смотри, у тебя 700-й ствол, и для стрельбы с мотоцикла он не пойдет. Слишком длинный. Ты попросил, чтобы мы его укоротили, но это незаконно. Да и дульное сужение тогда не поменять на стандарт, который тебе требуется. Но я подумаю, как это исправить. Раз нужна ручная работа, она будет, так что готовь 80 тысяч». «Николаич, ты охренел?» Юра аж подскочил с кресла. «Ты где такие цены видел?» «Да подожди ты кричать!» Как от головной боли поморщился оружейник. «Если выйдет дешевле, я верну излишек. На работу прошу неделю, но это тоже с запасом. Если моего знакомого заинтересует заказ, он справится за 3-4 дня. Телефонами мы обменялись. Как будет готово, я сразу же позвоню. Ну и да, 40 тысяч предоплаты не помешало бы». «Договорились», — ответил я, доставая из рюкзака пакет с недавно снятой наличкой. «Сергей, напомни мне, кем ты работаешь?» — поинтересовался оперативник. «Я тоже хочу вот так деньги тратить на свои хотелки». «Безработный? С недавнего времени», — ответил я, отчитывая сразу всю сумму. «А все вашими молитвами». Несколько секунд тишины, и я передал деньги оружейнику, который в это же время что-то писал на листочке. «Это расписка, а договор заключим по выполнению работы», — пояснил мастер, протягивая листок. И тут же потребовал. «Все, парни, выметайтесь, я и так потратил на вас кучу времени. А у меня, в отличие от некоторых, работы вагон и маленькая телега». «Знал бы ты, для чего делаешь ружье», — подумал я, но вслух лишь попрощался, заверив, что буду ждать звонка. Еще не покинув мастерскую, расположенную в подвале частного дома, решил для себя, что одного ружья и плотницкого топора будет маловато. Хорошо бы найти кузнеца, чтобы он выковал настоящую секиру. Только вот хватит ли у меня на такую вещь денег? «Сергей, ты ничего не хочешь рассказать?» — поинтересовался оперативник, когда мы уже сели в машину. «Про мой заказ?» — уточнил я. «Постой, а вы разве не знали?» «Стоп, вам что, неизвестно, насколько ручной труд ценится упорядоченным?» «Ксения, вези-ка нас в контору», — каким-то усталым голосом произнес Юрий. Затем, повернувшись ко мне, добавил. «Глебов, что ж с тобой все так непросто?» Разговаривал со мной уже знакомый следователь. Правда, в этот раз он вел себя совершенно иначе. Дружелюбнее, что ли. Разумеется, я не стал рассказывать ему, чем меня наградило упорядоченное, но про свои наблюдения за отмеченным цветом предметами поведал. Разве что про мотоцикл умолчал, а то еще решат отобрать. Зато задал вопрос, который беспокоил меня с самого начала и на который не ожидал услышать ответа. «А известно, как давно все это началось?» «Около 1,5 лет назад». После долгой паузы все же ответил следователь. «Сергей Михайлович, вы запишите мой телефон. В случае, если обнаружите еще что-то интересное, сразу звоните. Поверьте, это освободит нам обоим массу времени. А сейчас вас проводят до дежурной машины. И еще, я бы на вашем месте уже принял предложение товарища майора и подписал с нами трудовой договор». «Я подумаю», — пришлось ответить мне, хотя самого уже тошнило от этого показного тотального контроля. «Нет уж, ребята, проворонили ночных гостей. Теперь у меня к вам нет доверия. Сам, все сам. Дайте только разобраться, что и как». Домой ехал в той же вести, но уже с другими оперативниками. 2 угрюмых, молчаливых мужика проигнорировали все попытки наладить с ними разговор, и в итоге я замолчал. Дома меня ждали соседский огород и растопленная баня. Еще из-за ограды, увидев поднимающийся из трубы дымок, я улыбнулся. Только один человек знал, где у меня лежат ключи от дома и всех построек. «Можете не входить, это мой брат хозяйничает», — попытался я остановить оперативников, которые первыми вышли из машины и направились к калитке. «Мужики, может, не стоит моим родственникам знать о вас? Это же расспросы, не дай бог, сболтну что-нибудь лишнее». «Позвони брату, убедись, что это он», — потребовал один из моих надсмотрщиков. «Да не вопрос». Я тут же набрал нужный номер и приготовился ждать. «Алло!» — раздался голос Михаила после первого же гудка.
Видимо, держал телефон в руках или слушал через наушники очередную аудиокнигу. «Ты один? Или с семьей приехал?» — спросил я нарочно строгим голосом. «Тьфу на тебя!» — раскусил меня брат. «Ты скоро? А то я баню уже 4-й час кочегарю. Давай быстрее!» «Пиво взял?» — уже улыбаясь, спросил я. «Обижаешь. Маша пирогов с собой передала. Все, как ты любишь. Так ты скоро?» «Уже подъезжаю», — ответил я, выбираясь из салона автомобиля. «Чайник поставь, а то я голодный, что тот волк». «Добро!» — коротко бросил брат и отключился. «Говорю же, свои», — пояснил я, кивнув оперативникам на свой дом. «И это, может, загоните машину ко мне во двор? Так и вам, и мне спокойнее». «Не положено», — тут же ответил мне шофер. «Всего доброго, Сергей Михайлович. И вам того же». Брата я нашел сидящим на крылечке с банкой очаковского кваса в руках. Увидев меня, поднялся, раскинул руки в стороны. «Ну, здорово! Несостоявшийся, погорелец!» Только желание поговорить с братом без посторонних ушей давало мне силы не уснуть, разморившись от жара. Брат натопил баню так, что и поддавать пару не надо было, настолько она прогрелась. «Ты чего молчишь?» — поинтересовался Михаил, допивая вторую банку кваса. «Да не знаю, с чего начать рассказывать», — ответил я. «Пожалуй, начну с самого начала. Миш, не попадал я ни в какую аварию. Я на машине вообще из гаража не выезжал в тот день». «Ты в долги, что ли, влез?» Брат резко повернулся ко мне, что было непросто сделать с его тучной фигурой. «Это соседи из-за тебя подпалили?» «Если бы в долги. Хуже, братишка, намного хуже. И нет, сам я ничего противозаконного не совершал, и соседа сжечь пытались не из-за меня. Слушай, давай так. Я рассказываю все от начала до конца, а ты слушаешь и не перебиваешь. И да, сразу уточню, с головой у меня все в порядке. Только этот рассказ останется чисто между нами. Хорошо?» Глаза брата сузились, а затем он выдал такую матерную тираду, которую мне еще не приходилось слышать. Выдохшись, Михаил набрал в легкие воздуха, явно собираясь продолжить ругаться, но сдержался. Вместо этого он задал вопрос. «Ты же не собираешься мне рассказывать про порталы в другие миры?» «Чё?» — растерялся я. «Ты, мля, откуда про них знаешь?» «Да потому что Костя, перед тем, как пропасть, вот так же позвал меня поговорить с глазу на глаз. И тоже просил меня не считать его идиотом и не рассказывать никому. А потом задвинул тему про какой-то порядок». «Упорядоченное», — машинально поправил я брата. «Ага, упорядоченные порталы между мирами и про какие-то уровни. Я ж тогда подумал, что он в какие-то компьютерные игры переиграл, и у него крыша протекла, а через неделю он пропал». «Ёперный театр», — вырвалось у меня. «Так он и правда может быть жив». Глава 6. След недруга. «Отец знал?» — спросил я брата, когда мысли в голове немного улеглись. «Про твой разговор с Костей». «Нет», — ответил Михаил. «Завтра собирался рассказать». «А что, если мелкий и к нему подходил?» — предположил я. «И отец послал его или посоветовал обратиться к психиатру. Тогда становится ясно, почему они так сильно поругались в тот вечер». «Серега, да какая теперь разница? Ты понимаешь, что Костя, скорее всего, жив. Да, я сегодня впервые посплю нормально, без этих тяжелых думок перед сном». Михаил начал спускаться с полка. «Все, братиш, я в мойку. С моим весом лишний жар может боком вылезти». «Или жир», — подшутил я. «Давай, не задерживайся, меня тоже припекло что-то». Утро началось со звонка оружейника. В который раз подумав, что надо сменить мелодию вызова, я прижал телефон к уху. «Слушаю». «Сергей, доброго утра», — поздоровался Мирон и тут же перешел к главному. «В общем, дело такое. Мой знакомый взялся за работу, но у него возник вопрос. Тебе рукоять и приклад из какой древесины делать? Есть бук, он подешевле выйдет, и орех. По деньгам вписываемся, так что я советую все же орех. Он покрепче будет и смотрится лучше». Уговорил. «Пусть делает подороже, но надежнее». Сделал я выбор. «Отлично. Тогда завтра к вечеру можешь забирать», — обрадовал меня мастер и тут же добавил. «Уж больно интересный заказ ты мне дал. Я всю ночь с ним работал. И у плотника заготовки как раз под твое ружье нашлись. Так что жди звонка». «Договорились», — ответил я. «Постараюсь быть свободным». На завтра у меня еще не было планов. А вот сегодня мне есть чем заняться. Брат после вчерашнего разговора в бане сразу поехал домой, решив не оставаться на ночевку. Ну а я, едва добравшись до кровати, почти сразу вырубился. Так что мне худо-бедно, но удалось выспаться.
Заглянув к соседям, обнаружил на крыльце пса. У бедолаги была знатно подпылена шерсть, но в целом он выглядел здоровым, что не могло не радовать. Закончив с делами, наконец позвонил Палычу. Разговор вышел несколько сумбурный. Похоже, Николай куда-то сильно спешил и о сгоревшем гараже уже знал. Единственное, я добавил ему подробностей о том, что поджигатели были дружки Семена, а сам, несостоявшийся жених, сбежал из-под стражи. Упомянул и про мотоцикл, намекнув, что хочу его купить. «Спасибо, Сереж, за информацию. Теперь будем настороже», — поблагодарил Николай. «Извини, сейчас не могу разговаривать, позже наберу тебя. А мотоцикл — это ты с моим братом порешай, он должен сегодня вечером приехать. Все, отключаюсь. Удачи!» Отправив сообщение Сизову, что я хочу прокатиться по делам, уселся за ноутбук. Подбил свои сбережения и в целом остался доволен. 250 кусков деревянными оставил для покупки мотоцикла. Вряд ли хозяин запросит больше, а оставшиеся деньги приготовился потратить в туристическом. Еще планировал доехать до мастера, найденного по сети, который шил различную снарягу из кожи. Разумеется, под заказ. Ну и следовало заскочить в оружейный, закупиться патронами, так сказать. Подбив баланс, вспомнил про главное. Шлем. Не в оранжевой же каске мне ездить по мирам. Да меня аборигены засмеют нахрен. Плюнув на последствия, полез в комод и достал оттуда кредитную карту. Вроде на балансе 1,5-2 сотни. Должно хватить. Разбогатею — пополню. На улице было прохладно. И я не пожалел, что надел ветровку, в которой с удобством разместились и ключи, и кошелек, и телефон. Выкатив из гаража мотоцикл, проверил наличие бензина в баке и тут же пополнил из канистры, которую оставил дома. Вспомнил, что следует купить ящик пива, чтобы возместить находку. Кто знает, с какой целью Палыч припрятал его от супруги. Кто сказал, что мужики не любят ходить по магазинам? Просто нужно идти в правильные места. И сегодня я как раз собирался проехаться по таким. И начал с туристического. Закупился по минимуму. Хороший спальник, крепкий рюкзак на 50 литров, новые ботинки, которые давно хотел купить, да все жаба душила из-за ценника. Остальное все имелось в наличии, даже хорошая двухместная палатка. Вторым местом посещения был магазин с экипировкой для мотоциклистов. Вот тут мне пришлось потратиться и все же прибегнуть к кредитке. Зато я прикупил себе хороший шлем, перчатки, защиту и мотоциклетную кожаную куртку, за которую отвалил аж 50 тысяч. Затем зарулил в продуктовый, попутно наблюдая за преследующей меня Вестой, и затарился продуктами, не забыв и про ящик с пивом. Последним навестил оружейный, прикупив аж 3 сотни патронов, пулевых и с картечью, 8. Закончив с покупками, уставший, но довольный, отвез все добро домой. Наскоро перекусил пирогами, что привез брат, и отправился к знакомому мастеру. К кожевеннику была небольшая очередь из 3 человек, так что мне пришлось подождать. Зато удалось разговориться с ожидающими. Один посетитель пришел забрать кожаный ремень, а второй — за охотничьим топориком. Я до этого момента и не знал, что мастер Матвей работает не только с кожей, но и с металлом. Как выяснилось, ножи, топоры — все это можно заказать у умельца. Через несколько дней будет готово. Только оплати заказ и дай чертежи. Сам или кто-то еще — это уже другое дело. Каково же было мое разочарование, когда я увидел и ремень, и топор. У них не имелось даже улучшенного ранга, а это означало лишь одно — мастер ничего не делал сам, своими руками. Я даже захотел развернуться и уйти, но все же заставил себя шагнуть из небольшого коридора внутрь мастерской. Темное помещение, освещенное всего одной лампочкой и перегороженное самодельным прилавком, состоящим из 2 письменных столов и куском ламинированного ДСП, скрученного с какой-то мебели. Вдоль стен располагались неказистые стеллажи, из которых тут и там торчали какие-то рулоны, палки и еще всякая мелочевка. «Слушаю вас», — произнес крупный детина, опирающийся толстенными руками на рабочий стол. Позади него стояло старое продавленное кресло. Да уж, мрак. «Можно посмотреть ваши работы, чтобы определиться с заказом?» — спросил я, а сам скользнул взглядом по стенам, заставленным стеллажами. «Что интересует?» Окинув меня с ног до головы, поинтересовался мужик, явно не увидев во мне покупателя. «Топоры, ручная ковка», — ответил я. «Есть готовые работы? Хочу посмотреть». «Ну, есть. За просмотр денег не беру», — оскалился мастер и выложил на стол 2 топора. Внешне они выглядели круто. Такие только в зале на стену вешать.
поверх ковра или звериной шкуры. Только оба орудия дровосека не подсветились даже белым. «Меня такое не интересует», — ответил я, даже не притрагиваясь к топорам. «Нужен настоящий, выкованный кузнецом с нуля». «А по деньгам потянешь?» Ничуть не смутившись вопросом, ответил мужик, убирая со стола штамповку. «А ты цену озвучь». «Топор, сработанный кузнецом из качественного металла, обойдется в 10 тысяч минимум». Торговец, а он точно не был мастером, выложил на стол настоящий крафтовый предмет. «Этот стоит 12. «Продашь?» — поинтересовался я, одновременно рассматривая орудие и прозрачную рамку с текстом. Охотничий топор. Инструмент. Редкий ранг. Общее состояние 30%. Год производства 2020 от Рождества Христова. Доступны улучшения 2 из 3. Установлен редкий модуль. Самозатачивающееся лезвие. Не активирован. Для активации необходимо использовать редкий кристалл. «Да без проблем». На лицо продавца наползла неискренняя и оттого неприятная улыбка. 12 тысяч, и он твой». «За 1000 возьму», — усмехнулся я в ответ, «потому как не знаю, во сколько мне обойдется ремонт». «Ну, за 1000 не продам. А вот за 3 забирай». В этот раз мужик улыбался искренне. «Как узнал, что топор бракованный?» «Чутье подсказала», — ответил я почти чистую правду. «Но вообще мне нужен хороший топор, без брака». «Подожди минуту», — ответил продавец, доставая из кармана простой кнопочный телефон. Быстро набрав номер, он принялся ждать, когда ему ответят. «Чего тебе?» Прозвучало из динамика. Похоже, липовый мастер специально включил громкую связь. «Иван, тут парень пришел, разбирающийся в теме. Ему топор охотничий нужен. Есть в наличии?» — спросил торговец и тут же добавил. «Только нормальный. Брак покупатель с одного взгляда определил». «У меня сейчас нету», — отозвался кузнец. «Но ты можешь продать ему тот, что я вчера завез. Заказчик второй день на связь не выходит». «Семен, что ли?» — с удивлением спросил мастер. «Да, он предупреждал, что может пропасть со связи. Вроде как свадьба у него на днях». Мне стоило огромных усилий сделать вид, что я не особо заинтересован в разговоре. На самом деле я сейчас усиленно пытался вспомнить фамилию Семена. То ли Круглов, то ли... О, точно! «Вы про Семена Кругликова?» — спросил я, привлекая к себе внимание. «А ты что, знаешь его?» — удивился продавец, прикрывая телефонную трубку рукой. «Знаю. Его дня 3 еще точно не будет. Он позавчера уехал из города. Вроде как за невестой», — соврал я. «Подожди». Жестом остановил меня торгаш и вновь обратился к кузнецу. «Иван, за 3 дня сделаешь новый топор?» «Да не вопрос!» — раздался из динамика ответ кузнеца. «Все чертежи я сохранил, уж больно удачная форма». «Ну, тогда я перезвоню через полчаса. Пока ничего не делай. Может, покупателю не понравится топор». Отключив мобильник, торговец убрал его в карман и двинулся вглубь помещения. Там он взял со стеллажа довольно объемный сверток и вернулся к столу. «Предупреждаю сразу. Вещь дорогая. Дешевле 15 тысяч не продам. И еще лучше не показывать его служителям порядка. Так-то топор по всем канонам нельзя считать боевым. Но если докопаться... В общем, смотри». Топор следопыта. Оружие. Редкий ранг. Общее состояние 97%. Год производства 2024 от Рождества Христова. Доступны улучшения 0 из 3. Установлено 3 модуля. Редкий модуль «Самозатачивающееся лезвие». Не активирован. Для активации необходимо использовать редкий кристалл. Редкий модуль «Смещение баланса». Активирован. Улучшенный модуль «Эргономичная рукоятка». Не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл. Топор мне понравился. И не только потому, что был на голову выше того, что я взял у соседа в гараже, но и какой-то хищной красотой. Чуть изогнутое, выпуклое лезвие явно шире, чем любой современный топор, но не сильно. Топорище довольно длинное, сантиметров 50, весьма ухватистое. На конце ручки отверстие с продетым в него шнурком. Еще и кожаным ремешком обмотано. Эх, к нему бы еще чехол. «За 10 прямо сейчас забираю», — предложил я свою цену. Через полчаса, лишившись 14 тысяч рублей, я нес в руке увесистый сверток. После довольно напряженного торга, расставшись с деньгами, я стал обладателем топора и кожаного чехла к нему, полностью скрывающего лезвие.
Забросив оружие в коляску, я завел мотоцикл и отъехал от пятиэтажки, в полуподвале которой была расположена мастерская, метров на 300. Зарулив на стоянку перед супермаркетом, достал телефон и набрал номер Сизова. «Глебов, только не говори, что у нас снова проблемы», — почти сразу же ответил майор. «Что там у тебя? Давай быстрее, я занят». Я, похоже, нашел адрес, по которому в ближайшие 3-4 дня наведается некий Семен Кругликов. «А ну, повтори. С подробностями». Тут же изменился в голосе Сизов. Домой я приехал довольно поздно. Пока в подробностях пересказал все, что мне удалось узнать о Семене, затем зарулил в ресторан быстрого питания, где закупился неполезными, но такими вкусными роллами, лимонадом и прочими картошками фри. Организм требовал, чтобы я накормил его всем этим безобразием так, чтобы он в какой-то момент попросту отключился. Подъезжая к дому, увидел припаркованный к соседским воротам УАЗ-Патриот. Вот же выгребной насос! Совсем забыл, что сегодня должен приехать брат Палыча, а он, возможно, сейчас сидит в машине и материт меня, на чем свет стоит. Хрен мне тогда, а не мотоцикл. Оставив мотоцикл у ворот, пешком подошел к УАЗику и постучал в водительское окно. Стекло тут же начало опускаться, и на меня уставилось сонное лицо мужика, как 2 капли воды, похожего на Николая. «Палыч?» — спросил я, на всякий случай изобразив виноватую улыбку. «Ага, он самый. А ты, стало быть, Сергей?» Мужик открыл дверь, протянул мозолистую ладонь и улыбнулся. «Значит, тезки?» «Выходит так. Есть хочешь?» «О, вот это я понимаю. Деловой разговор», — обрадовался брат Николая. «Только это, машина у меня не запирается, а у брата, видишь, чего случилось?» «Так загоняй в мой гараж, он как раз пустует с недавнего времени», — предложил я. «Поужинаем, заодно подумаем, как Николаю помочь». «А что случилось-то?» — поинтересовался Сергей, кивнув в сторону пожарища. «Да женишок, Полинкин, берега попутал. Ты садись за руль, я сейчас ворота открою. Дома все обсудим. За столом». Сергей оказался нормальным мужиком. Увидев свой мотоцикл, не сказал ни слова и только после ужина спросил, правда ли, что я собираюсь покупать «Урал». Услышав утвердительный ответ, он сразу начал с главного. «В общем, дело такое. Мотоцикл я собирал почти год. Считай, душу в него вложил, не считая денег. Поэтому ценник за него прошу, не маленький, 300 тысяч. Готов по-соседски сбросить 30-ку, но не больше». «Техника на Николая оформлена?» — уточнил я. «Нет, на меня», — ответил Сергей. «А почему ты так решил? Небось из-за доверенности. Да это я брату несколько экземпляров подписанных оставил. Именно для такого случая». «Цена меня устраивает. Так что, завтра едем оформлять?» Я протянул Палычу руку. По личным деньгам у меня получалось прямо впритык, а для временных нужд оставалась кредитка. Плюсом на днях планировал навестить свое прошлое место работы, где мне были должны приличную сумму. «Договорились. Кстати, там в багажнике был ящик с пивом, он теперь твой. Обмоешь потом?» «Уже обмыл. Ночью, после пожара», — усмехнулся я. «Ты что, видел все это?» «Ну, я услышал шум, вышел на улицу, а там...» Я вкратце пересказал Сергею отредактированную версию. «Нахрен таких женишков?» — хмурясь произнес Палыч. «А ведь племяшка любила его. Все рассказывала мне, какой он чуткий да отзывчивый. Ладно, не будем о грустном. Покажи, где у тебя ноги помыть можно. Да я пойду, заступлю на хозяйство». «Какие ноги?» — возмутился я. «Вода нагрета, можешь пойти помыться, чистое полотенце уже в ванной на стиральной машинке. Пока будешь мыться, постелю тебе в гостевой. Ну а с утра позавтракай, мы сразу поедем на место». Уложив гостя, сам решил посидеть в сети, прицениться к мелочевке, которую забыл докупить. Вроде обезболивающего в походную аптечку, таблеток сухого спирта и прочего. Увы, продержался минут 20, после чего меня начало неумолимо клонить ко сну. Решив отложить все на завтра, закрыл ноутбук и завалился на кровать. Вот только выспаться мне опять не дал телефонный звонок. «Товарищ майор, вы издеваетесь?» — нарочито сонным голосом произнес я, приняв вызов. «Глебов, собирайся. Через 5 минут, чтобы стоял одетый у калитки», — приказал Сизов, пропустив мимо ушей мои слова. «Вообще-то у меня гости, и к тому же я не ваш подчиненный». «Слушай меня внимательно. Ты хочешь, чтобы мы окончательно разобрались с Кругликовым?» С козырей зашел майор. «Если да, то собирайся. И насчет подчинения, тебя еще вчерашним числом оформили как консультанта. Завтра ребята из опергруппы привезут бумаги, подпишешь. Все, отбой». «Как вы мне все дороги!» —
произнес я, включая ночник и поднимаясь с кровати. «Ничего, недолго вам осталось эксплуатировать честных игроков». Глава 7. Спонтанный пробой. Сначала хотел разбудить гостя, чтобы предупредить о моей отлучке. Но в итоге оставил на кухонном столе записку. Увы, телефон у Сергея спросить не удосужился, иначе бы ограничился сообщением. Оделся быстро, по-походному прихватил сигареты, банку энергетика из холодильника и вышел на улицу. Ночная прохлада слегка взбодрила, но это, я был уверен, ненадолго. Машина, новенькая Toyota Corolla, подъехала минута в минуту. За рулем, что меня удивило, сидел сам Сизов. «Садись!» — коротко бросил он в приоткрытое окно. Я не стал требовать, чтобы мне здесь и сейчас пояснили, что от меня хотят. Сами расскажут. Едва закрыл за собой дверь, машина тут же тронулась с места. «Твоя наводка сработала», — сообщил мой новый начальник, как только автомобиль выехал на одну из главных улиц. «Мы прибыли на место за 2 часа до того, как эти беспредельщики заявились на склад. Взяли всех». «А я вам тогда зачем нужен?» — вырвалось у меня. «У нас потери. В отряде был игрок, попал под шальную пулю. Ранение серьезное, так что боец выпал из обоймы на неделю, а то и 2. Так что кроме тебя, Сергей, никто не сможет определить, кого мы взяли, простых уголовников или игроков». «Вы боитесь их перемещать», — понял я. «И это тоже. Но нас больше волнует другое. Какие у них уровни? Ты должен это выяснить». «Семен тоже там?» «Увидишь», — ответил Сизов, сворачивая направо. «Да, на заднем сиденье балаклава. Надень, чтобы твоего лица не было видно». К нужной 5-этажке мы подъехали через минуту. Здесь, несмотря на ночное время, было довольно людно. Машины скорой помощи, 2 черных «Соболя», чуть в стороне наряд ДПС. Видимо, без шума не обошлось. Да уж. «Товарищ майор!» У спуска в полуподвал нас встретил боец в черном камуфляже, в бронежилете и шлеме. На груди у него висел какой-то пистолет-пулемет, судя по размерам магазина. «У нас -1 среди задержанных. Умер от потери крови». «Огнестрел. Я же сказал, работайте аккуратнее». Сизову явно не понравилась новость. «Нет, это не мы. Похоже, старая рана открылась, а задержанный не сообщил об этом». «Ладно, сейчас наш спец определит, кого мы взяли. Сергей, за мной». Помещение, где мне пришлось дожидаться своей очереди, сам склад-магазин. Все выглядело так, словно здесь только что произошел серьезный бой. Задержанные лежали лицом в пол, с завязанными руками и надетыми на голову черными мешками. Но не это поразило меня больше всего. Стоило к ним приблизиться, как над всеми 3 вспыхнули надписи. «Ну, что видишь?» — раздался за спиной нетерпеливый голос Сизова. «Все игроки. Этот...» — я указал на крайнего слева. «Игрок. Имя Кастет. Класс спринтер. Уровень 1. Прогресс 20 из 1000. Это Семен Кругликов. Посередине...» «Серый! Сука, хана тебе!» — раздалось с пола. «Я тебе... Ух, бля, больно же!» «Молчать!» — рыкнул боец, охранявший задержанных, нанося второй удар ногой по ноге Семена. Не сильно, но вполне ощутимо и доходчиво. «Продолжай!» — поторопил меня Сизов, похлопав по плечу. «Игрок. Седой. Класс убийцы. Уровень 4. Прогресс 9000 из 10. «Лейтенант!» Раздалось за спиной, и дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Боец выпустил из рук пистолет-пулемет, дернул из нагрудной кобуры пистолет с навернутым на ствол БПС и тут же сделал 2 выстрела в голову и спину Седова. «Вы что творите?» Я попятился назад. «Молчать!» — рявкнул мне прямо в ухо майор. «Глебов, идентифицируй 3-го, потом будешь сопли разводить». «Да какие нахрен сопли? Вы его без суда и...» «Приказ сверху!» — вновь оборвал меня Сизов. «Работай, я сказал». В этот момент по глазам ударило белой вспышкой, напрочь ослепившей меня. Инстинктивно я прикрыл глаза и шагнул прочь от непонятного явления, и лишь благодаря этому уцелел. Тут же по ушам ударили хлопки выстрелов, затем кто-то ухватил меня за плечи и вытащил из склада в прихожую. «Стой здесь, не дергайся!» — рявкнул в ухо грубый мужской голос, и я послушался. Замкнутое пространство, стрельба, нахрен мне, временно ослепшему, такие развлечения.
Проморгавшись, я постепенно начал различать стены, а затем и снующих туда-сюда бойцов. Слева от меня обнаружился майор, у которого был такой злой вид, что я решил не спрашивать его о произошедшем. К счастью, поймав мой взгляд, он сам ответил. «Что, очухался? Теперь понял, почему мы устраняем враждебно настроенных игроков?» «Ни хрена не понял», — откровенно признался я. «Портал. Кто-то из пленных, скорее всего тот, про которого ты не успел рассказать, активировал белый проход в другой мир. Лейтенант Мамаев прикончил его, но Кругликову удалось сбежать. Сука, за одну операцию 2 бойца на больничную койку отправились. Как нахрен работать в таких условиях? Вот скажи, Глебов, как?» Отвечать я не стал. Вопрос был явно риторический. Сместившись в сторону, посмотрел внутрь склада магазина. Вроде ничего не изменилось, даже портал исчез. Интересно, а сколько времени он действует? «Развеялся со смертью того, кто его активировал», — пояснил Сизов. «Сергей, твоя работа выполнена, так что возвращайся к моей машине. Я скоро подойду и отвезу тебя домой». «Хорошо, только у меня будет просьба», — ответил я, понимая, что сейчас самое время выпросить для себя хоть какие-то поблажки. «В машине обсудим». Майор дал понять, что сейчас ему некогда со мной вести беседы. Что ж, хорошо, я успею обдумать свои хотелки. Выбравшись на улицу, я отыскал глазами нужный автомобиль и полез в карман за сигаретами. Достал помятую пачку и выругался. Все сломаны. И когда только успел. «Держи!» Появившись словно из ниоткуда, ко мне шагнула темная фигура, протягивая целую сигарету. Похоже, один из бойцов стоял возле стены и решил помочь мне. «Благодарю», — ответил я, принимая подарок. Раскурив, оценил качество табака и, видя, что мой спаситель не уходит, поинтересовался. «Часто у вас такое?» «Бывает», — усмехнулся боец. «Ты, главное, не напрягайся по поводу стрельбы на поражение. Пройдешь инструктаж, посмотришь видеоролики, и все встанет на свои места. Возможно, даже будешь с одобрением смотреть на все это. Главное, не разочаруйся в людях. Ладно, бывай. Еще свидимся». Сизов вышел на улицу через 2 минуты. Мы молча сели в машину и также в тишине поехали к моему дому. Лишь остановившись возле ворот, майор негромко произнес. «Извини, что втянул тебя во все это дерьмо, но иначе никак. У нас сама основа государственности под большой угрозой, а игроки, словно малые дети, каждый желает личного счастья и уважения. На остальной мир им плевать, пусть хоть горит синим пламенем». «У вас подход неверный», — решил я поддержать разговор, который напрямую касался меня. «Вместо того, чтобы заинтересовать, вы ограничиваете и запугиваете». «Работаем, как умеем», — огрызнулся Сизов. «Выкладывай, чего ты там хотел. Предупреждаю сразу, оружие не дам. Не положено». «Я планирую ходить на ту сторону порталов. В целом все уже подготовил. Хотелось бы, чтобы ваши оперативники не мешали, а наоборот помогли при случае. Ну, мало ли, может, медицинская помощь, еще что-то по мелочам». «Что предлагаешь взамен?» — спросил майор, которого явно заинтересовало мое предложение. «Информация с той стороны. Возможно, какие-то предметы». «Чужака сможешь провести? Я имею в виду человека, игрока из другого мира». «Зависит от того, что вы с ним собираетесь делать», — посерьезнел я. «Если препарировать, то ищите сами подопытных». «Я подумаю над твоим предложением», — после долгой паузы произнес Сизов. «Это все? Поможете с переоформлением мотоцикла? Он старый, могут возникнуть проблемы». «Решим». Майор тут же достал блокнот, ручку и, включив в салоне свет, что-то по-быстрому записал. «Ладно, Глебов, выметайся, мне еще в контору пилить, отчеты писать». «Всего доброго», — ответил я, открывая дверь. Уже выбравшись, вспомнил главное. «Да, если Кругликов вновь объявится, предупредите. Он же наверняка придет ко мне мстить». «Иди уже, перестраховщик», — усмехнулся Сизов. «За тобой 24/7 наблюдают теперь, так что ты в безопасности». «Ну-ну», — проворчал я, наблюдая за отъезжающей машиной. «Тоже мне наблюдатели». Во дворе, да и дома было тихо. Верный, тявкнув для порядка, мол, не сплю, даже не стал вылезать из будки. Так что я, стараясь не разбудить гостя, пробрался в свою спальню и, быстро сбросив с себя верхнюю одежду, завалился спать. Последней мыслью погружающегося в сон мозга было «наконец-то я отдохну». Проснулся от стука в дверь. Тихого такого, ненавязчивого. Не сразу и понял, что вообще за звук, но все же поднялся. Бросил взгляд на часы. 7:30. Охренеть. Это зачем в такую рань вставать? Сегодня же не на работу.
«Тезка, доброго утра! Мы не опоздаем?» — раздался из-за двери голос Сергея. «Доброго!» — ответил я на приветствие. «Нет, еще и самыми первыми будем. Я вчера договорился». «Так вот ты куда уезжал». «Ну ладно, я тогда чайник включу. Давай, я сейчас подойду». Наскоро позавтракав яичницей с ветчиной, мы выкурили по сигарете, обсудив кое-какие детали, вроде способа расчета и других мелочей, после чего каждый на своей технике направились в госавтоинспекцию. Сизов не подвел, стоило мне назвать свою фамилию, как нас приняли вне очереди, а через полчаса мы вновь оказались на улице, довольные завершенной сделкой. Я распрощался с остатками наличных, а Сергей с отличной техникой. Обменявшись рукопожатием, мы попрощались, договорившись встретиться вечером. К тому же сегодня должен был вернуться Николай вместе со своими женщинами. Проводив взглядом отъезжающий УАЗ, я вспомнил про ящик пива, стоявший в багажнике. И вот что мне с ним делать? Позвонить кому-нибудь из друзей? Меня ж по-любому потеряли все, а я даже не сообщил никому, что жив-здоров. Впрочем, если бы действительно кому-то нужен был, приехали бы прямо домой. Вон начальник так и не перевел деньги, хотя уже почти неделя прошла, как он меня уволил. 30 он должен мне точно, так что можно и позвонить. Набрал брата, чтобы спросить номер Андреевича. Один длинный гудок, второй, третий. «Сергей!» — раздалось в трубке. Голос взволнованный, напряженный. «Здравствуй». «Телефон передай Михаилу». Сквозь зубы процедил я. Вот кого не ожидал услышать, так это отца. «Может, поговорим? Все же взрослые люди», — раздалось из трубки. «Ты мне уже все сказал. Полгода назад». Я аж опешил от услышанного. «Попросил не лезть к тебе с дурацкими советами». «Я не лезу. Вот и ты ко мне не лезь». Отключив телефон, убрал его в нагрудный карман. Брат, если ему отец скажет, перезвонит, как сможет. Может, тогда наведаться в цех. Обычно Андреич там сидит безвылазно. Удобное место, и от директора подальше, и прибухнуть можно. Что ж, так и сделаем. Натянув на голову шлем, я завел мотоцикл и, определив направление, неспешно покатил к нужному адресу. Если начальника не окажется на месте, у мужиков номер спрошу. Сейчас, являясь полноценным хозяином мотоцикла, я внезапно для самого себя ощутил незнакомое чувство. Встречный ветер, бьющий в грудь, шум мотора, контроль над ситуацией. Все это дарило легкость и свободу. Появилось желание выехать за черту города и гнать мотоцикл, пока в баке есть хоть капля горючего. Черт! Бензин! Рывком я вернул себя с небес на землю. Вспомнив по памяти, где есть ближайшая автозаправка, на следующем перекрестке свернул в сторону промзоны. Немного попетлял по улицам и, наконец, выехал к заправочной станции. Подогнал свой байк к крайней колонке с 92-м, отвинтил крышку бака и заглянул внутрь. Литра 4 осталось, не больше, а вмещается сюда вроде 19. Ладно, десятку залью, чтобы не ошибиться. Сунул заправочный пистолет в бак и направился к будке с оператором. Подойдя к открытому окошку, положил на прилавочек накопительную карту и кредитку, после чего коротко бросил. 10 литров, 92-го, в первую колонку. «С вас 420 рублей», — послышался в ответ уставший женский голос. «Оплата картой?» Я вздохнул и уже собрался отвечать, когда меня накрыло. Сначала перед глазами вспыхнула яркая фиолетовая молния, из-за которой я аж отшатнулся, а затем вспышку заменило уже привычное окошко, на фоне которого мигала алая точка, а под ней была короткая надпись. Зафиксирован пробой из полигона испытаний. Игрок Парторг. У тебя есть 4 часа земного времени, чтобы найти кандидата на испытание упорядоченным. 3 часа 59 минут 59 секунд. «Мужчина, карточки заберите», — привлекла мое внимание оператор заправки. «Вы вообще в порядке?» «Голову словно спицей раскаленной прошило», — соврал я. «Может, вам цитрамон дать? У меня есть», — проявила сочувствие женщина. «Спасибо, не надо», — отмахнулся я, забирая карты. Почти подбежал к мотоциклу и, пока бензин заливался в бак, набрал номер Сизова. «Ну чего тебе опять, Глебов?» Я получил оповещение от упорядоченного о спонтанном портале. «Сиди на месте, опергруппа тебя подберет». «Черт, как не вовремя». «Я не дома», — предупредил я, тут же представив, как хмурится майор. «Но по моим ощущениям это где-то недалеко. Давайте я подъеду в нужное место, а вы запеленгуете мой мобильник». «Поторопись, Глебов».
Мне нужно, чтобы ни один человек к нему не приблизился, пока мои люди не окажутся на месте. Телефон не отключай, так будет проще тебя отслеживать». Дорогу к спонтанному порталу я проложил каким-то внутренним чутьем. От него буквально веяло притягательной силой, из-за чего мой разум чувствовал каждый метр, разделяющий нас. Словно во мне проснулся некий инстинкт, заставляющий выбирать верную дорогу. Пробой случился за чертой города, внутри кирпичного здания, принадлежащего городским очистным. Внутрь можно было попасть, только сорвав большой навесной замок, что оказалось мне не по силам. Под рукой не было подходящего инструмента. Поэтому я загнал мотоцикл между двух диких кустов черной смородины, а сам решил полакомиться уже созревшей ягодой. Я ожидал, что сейчас приедет черный соболь со спецназом, а за ними сам Сизов, но ошибся. Вместе с бойцами прибыли сразу две «Газели», внешне очень похожие на кареты скорой помощи. Только вместо врачей наружу высыпала целая делегация людей в желтых комбинезонах. Один из них, удерживая в руках какой-то прибор, отдаленно напоминающий планшет, сразу же направился ко мне, пока остальные разгружали кофры с оборудованием. «Сергей Михайлович», — обратился ученый, а судя по его колючим, фанатично горящим глазам, это был именно он. «Где вы чувствуете портал?» «Да прямо в этом здании», — ответил я. «Хорошо. Значит, еще действующий? Вряд ли здесь кто-то успел побывать. Да, меня зовут Захар Федорович». Мужчина протянул руку, и я пожал ее. «Что вы хотите с этим порталом делать?» — полюбопытствовал я. «Исследовать, конечно же», — ответил ученый и почти сразу переключился на подошедшего спецназовца. «Лейтенант, ваши люди уже сделали безопасную зону?» «Да, можно начинать», — ответил боец, и я узнал его голос. Тот самый, что прошлой ночью так легко пристрелил 2 человек. «Тогда срезайте замок». Вскоре по округе разнесся звук работающего бензореза, а затем скрежет заржавевших дверных петель. Разумеется, едва здание открыли, из него вовсю начало светить алым светом. «Не задействовали еще!» — обрадовался Захар Федорович. «Добровольцы сюда! Живо! Чем раньше он войдет, тем больше шансов, что вернется живым!» Из машины спецназовцев выбрался здоровенный мужик, облаченный в бронежилет, шлем и с ног до головы обвешанный оружием. Он словно ледокол прошел сквозь толпу суетящихся научников и остановился лишь перед лейтенантом. Не открывая забрала, шлема здоровяк произнес. «Ну, до встречи, командир!» «Ни пуха, ни пера, старшина!» «К черту!» — рыкнул боец и быстрым шагом вошел в здание. Секунда ожидания, вторая, а затем я перестал чувствовать портал, а свет из открытых врат перестал светить. «Сука!» — выругался лейтенант и изо всех сил саданул кулаком по покрытой ржавчиной воротине. «Сука!» Развернувшись, он двинулся прочь, сгорбившись, словно только что потерял кого-то близкого. «Что случилось?» — шепотом поинтересовался я у Захара Федоровича. «Доброволец не прошел адаптацию», — с печалью в голосе ответил ученый. «3-го бойца за полгода теряем. Ни одного удачного результата». Вся научная команда засуетилась, сворачивая приборы. Бойцы тоже оставили периметр, удерживая под контролем лишь дорогу. И я решил, что мне тут тоже больше нечего делать. Опершись спиной на мотоцикл, прикрыл глаза и только тогда заметил, что у меня в правом верхнем углу зрения мигает красная точка. Недолго думая, я мысленно надавил на нее, и перед глазами тут же развернулось окно с сообщением. Игрок Парторг. Задание эпического ранга. Сохранить суверенитет родного мира. Изменено. Срок выполнения задания — 11 стандартных земных месяцев. Сроки могут изменяться под воздействием различных обстоятельств. Награда скрыта. Глава 8. 100 эргов. В город возвращались одной колонной. Вернее, я пристроился позади научников, так как мне поступил приказ от Сизова прибыть в контору вместе с ГБшниками. И я всем нутром чувствовал, что для меня добром эта поездка не закончится. Увы, но свалить я не мог. Попросту некуда. Вернее, есть, но у меня для этого пока что еще не все готово. Прибыли на место к 4 часам дня. И я уже всерьез начал опасаться, что мне сегодня не удастся забрать ружье. Попросту не успею к концу рабочего дня. А Мирон вряд ли будет ждать меня допоздна. И на бывшую работу не успею заехать, что тоже не радует. «Глебов, за мной!» — крикнул мне лейтенант, едва выбравшись из микроавтобуса. Ну вот, началось.
Сейчас станут меня про ответственность и великую цель лечить. Я прямо физически ощущаю эту атмосферу давления, перевитую внушением. В этот раз меня провели прямо к кабинету Сизова. Правда, пришлось подождать несколько минут в приемной, слушая, как начальник с кем-то разговаривает. Молодящаяся секретарь, которой было явно за 50, предложила мне кофе, но я отказался. Не хотелось перебивать аппетит. А в мои планы входило после конторы заскочить в любимое кафе и там как следует подкрепиться. «Мария, найдите мне Захара Федоровича. Пусть немедленно явится сюда». Распахнув дверь кабинета, обратился к секретарю Сизов и только после заметил меня, скромно сидящего у выхода. «О, Глебов, заходи. Мария, пусть наш старший научник поторопится, это в его интересах». Кабинет оказался большим, с длинным столом, предназначенным для переговоров и собраний. Во всяком случае, именно такими их показывают в фильмах. Правда, стульев было всего 4, если не считать кресла во главе стола. «Присаживайся». Сизов как-то незаметно перешел со мной на «ты», при этом разговаривал таким тоном, словно я уже стал его подчиненным. Что ж, посмотрим, как далеко он зашел в своих планах. «Товарищ майор, у меня просьба. Будьте добры, поясните мне, что за беспредел творится в вашей конторе?» — заговорил я, едва опустившись на мягкое сиденье. «Стреляете в гражданских, жертвуете своими людьми. Может, я и мало разбираюсь в том, как работают госслужбы, но того, что уже увидел, за глаза хватит, чтобы держаться от вас подальше». «Что за беспредел, говоришь?» — усмехнулся Сизов. «Слышал такую поговорку. На войне все средства хороши. Но так у нас, Сергей, самая настоящая война. Гражданских, говоришь, стреляем, без суда и следствия. Сегодня Захар Федорович тебе покажет, что творят эти гражданские, возомнив себя сверхчеловеками. Но сначала подпиши вот это». Майор пододвинул ко мне несколько листов бумаги и ручку. «Ну вот, началось. Так, что тут у нас?» Погрузившись в текст, я с каждой прочитанной строчкой начал успокаиваться. Почти обычный договор о найме с четко прописанными обязанностями обеих сторон, разве что несколько дополнительных форм о неразглашении и прочем. В целом, приемлемо. И даже очень, только есть одно «но». «Товарищ майор, я тоже знаю поговорки. Может, слышали такую? Насильно мил не будешь». «Сергей, у тебя нет выбора», — усмехнулся Сизов. «Во-первых, ты сам во все это влез по самую голову. Понимаю, хотел избавиться от проблем со стороны рецидивиста, Кругликова и его дружков. Любой здравомыслящий человек поступил бы так же. Только ты так и не понял, с кем столкнулся. Представь себе преступника, которого невозможно ограничить, лишить свободы. На что он способен?» «На все», — не задумываясь, ответил я. «Вот именно. Добыть 1-2 простых кристалла не так уж и сложно, если хорошо вооружиться и прогуляться в один из миров упорядоченного. А если получить 5-й уровень, то ты сам превращаешься в оружие. Я тебе сейчас открою секрет. Наша служба получила негласное распоряжение с самого верха враждебно настроенных игроков, имеющих 3-й и более высокие уровни, уничтожать сразу. Надеюсь, ты получил ответ на свой первый вопрос?» «Более чем», — кивнул я. «Хорошо. Тогда слушай дальше. Тот боец, что погиб на твоих глазах сегодня, доброволец. Его никто не принуждал. Это был осознанный выбор». «Захар Федорович сказал, что у вас за полгода 3 неудачных инициации». «Надо бы ему устроить взбучку, чтобы не болтал лишнего», — нахмурился Сизов. «Но он прав. В нашем секторе ответственности статистика хуже некуда. Да и общая, как по стране, так и в целом по миру. Правда, у нас порталы появляются гораздо реже. Ну или открываются в слепой зоне». «Как далеко игроки могут чувствовать эти спонтанные пробои?» «Зависит от уровня. Нулевки в радиусе 3-5 тысяч метров, единицы уже за 10, затем 12, 13,5 и около 15. Игроки 5-го уровня чувствуют за 20, но это уже предел, дальше никто не может, какой бы уровень ни был». «А известно, кто самый высокоуровневый игрок на Земле?» «Нет. Слушай, Глебов, я и так рассказал тебе больше, чем следовало. Подписывай». «А что, если я откажусь?» «Да все просто. Посадим на цепь, на глаза жесткую повязку, чтобы не сбежал». Майор резко прервался, уставившись мне прямо в глаза.
Я выдержал его тяжелый, немигающий взгляд, и он таки сдался. Улыбнувшись, произнес: «Шутка. Подпишешь бумаги о неразглашении, получишь браслет на щиколотку и можешь валить куда хочешь. Разумеется, телефоном будешь пользоваться только нашим, никаких поисков в интернете, если понадобится твоя помощь, как сегодня. Мы тебя вызовем». «Что-то не вижу разницы», — подохренел я. «Что с договором, что без, я остаюсь вашим мальчиком на побегушках». «Она есть». Сизов продолжал щериться, явно наслаждаясь моментом. «Во втором случае у тебя отсутствует поддержка спецслужбы, но ты свободно можешь ходить в другие миры, только предоставляешь нам отчеты о каждом походе. Возможно, мы будем скупать у тебя артефакты из других миров. В первом тебе станут доступны все ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении. Весьма приличные зарплата и соцпакет, плюс защита. Даю 10 секунд на размышление». «Что, прям вот так отпустите?» — не поверил я. «Ну ты же сам сказал. Насильно мил не будешь», — уже откровенно рассмеялся Сизов. «Так что, встаешь на довольствие или отделаешься подписками о неразглашении и браслетом на ноге? Поверь, он не очень удобный». «Пусть будет браслет. От свободного меня будет больше пользы», — озвучил я свое решение. «Тогда давай сюда все эти бумаги, я тебе новые выдам», — велел майор и полез в стол, бурча себе под нос. «Куда только мир катится. Сплошные авантюристы вокруг». «Да, товарищ майор, а что это за задание? Сохранить суверенитет родного мира». «Что? Тоже сегодня получил оповещение?» Лицо Сизова помрачнело. «Глебов, если бы мы полностью понимали, что нужно делать для выполнения этого задания...» Все еще не веря, что отделался фактически легким испугом, я, заставляя себя не оглядываться, выехал за территорию конторы. Единственное, что меня сейчас реально напрягало, это увесистый, граммов 400 браслет на правой ноге. Как сказал техник, установивший мне этот неудобный девайс, внутри не только мощный передатчик, но и 200 грамм взрывчатки, которая гарантированно лишит меня ноги, а может и обеих. А еще предмет отображался как игровой. Только я не мог увидеть ни ранга браслета, ни названия. Лишь одна короткая строка — «Амулет». Данные скрыты. Ох, и ругался тогда. Техник даже попытался меня успокоить. Мол, для активации взрывного устройства требовался особый персональный код, отправленный в виде СМС, и что владеет такой возможностью не больше 10 человек на всей Земле. Сомнительное утешение. Выбравшись на одну из центральных улиц города, я запарковал мотоцикл возле торгового центра и прошел к закусочной. Здесь делали неплохую шаурму, а меня в конторе так никто и не удосужился накормить. Выждав очередь из 2 покупателей, оплатил заказ и, дожидаясь, когда мне приготовят, уселся неподалеку на скамейку. Чтобы хоть как-то усмирить урчащий желудок, сделал несколько больших глотков воды из только что купленной бутылки и уже собрался сам набрать Мирону, чтобы уточнить, стоит ли мне приезжать. «Дружище, это твоя лайба?» На скамью подсел здоровенный мужчина, обладатель шикарной черной бороды, таких же густых бровей и добрых, даже добродушных серых глаз. «Ты про Урал?» — уточнил я. «Ага. Проездом через наш город». Вновь задал вопрос добряк и тут же разъяснил свое любопытство. «Просто я каждый мотоцикл в нашей дыре знаю, как и их владельцев. А ваш впервые вижу». «Да местный я, а мотоцикл только сегодня купил», — ответил я. «Машину разбил в хлам, ну и вот, исполнил мечту детства, можно сказать». «Поди, 1300 отвалил за байк». «Угадал», — усмехнулся я. «Да тут и угадывать нечего. Это нормальная цена за такую работу. Видно, что настоящий спец руку приложил». Мужик полез в нагрудный карман и почти тут же протянул мне визитку. «Вот, держи. У нас тут свой клуб есть, по интересам. Хорошая компания, тир, сауна. Если заинтересуешься, на входе визитку покажешь, скажешь, что Борода пригласил. Борода — это я». «Ну, спасибо». Я принял картонный прямоугольник и протянул ладонь для рукопожатия. «Сергей, рад знакомству». Борода с такой силой сдавил мою кисть, что я запереживал, как бы она не сломалась. «Ладно, бывай, Серега. Если возникнут с байком проблемы, заглядывай. Ребята всегда помогут добрым советом. По экипировке подскажут».
«Эй, уважаемый, заказ заберите!» — послышалось из закусочной. «Спасибо еще раз. Непременно воспользуюсь предложением». Я вновь пожал протянутую ладонь и, разведя руками, мол, зовут, поспешил за шаурмой. Пообедал прямо у мотоцикла. Доев шаурму, даже подумал, а не взять ли еще одну на ужин. Уж больно вкусная. Но тут прозвучал долгожданный звонок. «Слушаю». «Сергей, твой заказ готов. До 8 вечера можешь подъехать в мою мастерскую. Я буду ждать. Или завтра утром с 9. «Минут через 15 буду у вас», — ответил я и отключился. «Ну все, похоже, у меня скоро будет полный комплект путешественника по мирам». Ха! Скажи, кто такой месяц назад послал бы шутника далеко и надолго. Мирон ждал меня, развалившись в кресле с массивной кружкой и журналом в руках. Судя по обложке, что-то про оружие. «Прибыл?» Оружейник освободил руки и поднялся. «Ну тогда пошли, будешь принимать товар». Ружье лежало в собранном виде в чехле, и я не сразу увидел его характеристики. Мастер расстегнул молнию и высвободил оружие. Что ж, надеялся на лучшее, но и того, что получилось, более чем достаточно. Помповое ружье. Оружие – редкий ранг. Общее состояние 89%. Год производства 1996 от Рождества Христова. Доступны улучшения 2 из 3. Установлен редкий модуль самоочищения. Не активирован. Для активации необходимо использовать редкий кристалл. «В общем, смотри», — начал разъяснять мне Мирон, видимо, решив, что я уже налюбовался. «Все, как и договаривались. С моей стороны короткий 600-й ствол и световая мушка. Ну и фонарь, как мы и порешали с тобой. А вот плотник расстарался, скажу я тебе. Смотри, какая ухватистая пистолетная рукоять. Ну и складной приклад, чего уж. Скажу честно, я до сих пор так и не понял, как он умудрился все это сделать, да еще за столь короткий срок. Но все надежно. Я лично отстрелял 10 патронов. Так что, принимаешь работу?» «Принимаю», — ответил я, не сдерживая улыбку. «Прямо то, что хотел. Огромное человеческое спасибо, Мирон». «Нормально, мне тоже понравилось работать. Да вот, держи, сдача. В 60 тысяч вписался, даже меньше, но я за срочность чутка накинул. И скажи спасибо Юре, он немного подсуетился, и новый ствол у ружья уже зафиксирован, где нужно». Приняв от оружейника 4 пятитысячные купюры, я неожиданно для себя спросил. «Мирон, а ты не знаешь, где можно достать старинные ружья, но чтобы в хорошем состоянии, разумеется, чтобы все было легально?» Домой вернулся затемно. Да, не сдержался и сгонял в промзону, чтобы в одном заброшенном здании испытать оружие. Результатом остался доволен. И кучность приемлемая, и в руках держать весьма удобно. У соседей во всех комнатах горел свет, а мои городушки были разобраны. Проход во двор перекрывали 2 автомобиля. Похоже, хозяева вернулись домой. Что ж, надо поговорить с Николаем, предупредить его об опасности. Зря он вернулся так рано. Загнав мотоцикл в гараж, я подхватил чехол с ружьем и направился в дом. И, конечно же, был тут же замечен соседом. «Здорово, Сергей! Ты где пропадаешь? На работу посменно, что ли, устроился?» «Здравствуй, Палыч», — ответил я, доставая ключи от дома. «Зайди на несколько минут, разговор есть серьезный, не для женских ушей». «Да я уже понял, что у меня серьезные проблемы», — ответил сосед, двинувшись к низенькой калитке, через которую мы ходили друг к другу. «Брат рассказал, что ты в отъезде был, когда гараж подожгли. Есть мысли, кто и зачем. Я, конечно, на Семена грешу, но ведь он вроде как еще сидеть должен». «Заходи». Я открыл дверь и, разувшись, двинулся внутрь. Сосед тяжело затопал следом. Оказавшись в доме, бросил через плечо. «На кухне подожди, я ружье в сейф поставлю». «Ружье? Твою ж налево, что, все настолько серьезно?» Моя история была короткой. Семен сбежал, с дружками устроил поджог, а когда их случайно накрыли спецы из службы госбезопасности, караулившие торговца оружием, вступил в перестрелку и снова сбежал. И теперь он в розыске, как особо опасный преступник. «И что мне теперь делать?» — как-то растерянно произнес Палыч. «Если тебе дорога жизнь родных, уезжать. Желательно подальше». «К сестре, что ли? На Дальний Восток?»
Ты мне не рассказывай, куда собрался. Вообще никому. Все, Палыч, я уже 2 ночи не спал, с ног валюсь. Если что, давай завтра поговорим. Хорошо?» Выпроводив соседа, я принял душ, переоделся в домашний и приступил к сборам. Положил на диван еще позавчера составленный список, по центру зала поставил новый рюкзак и постепенно, шаг за шагом, начал укладывать все необходимое. Что-то пришлось поискать в ящиках комода. Аптечка, которую обычно возил с собой на охоту, обнаружилась в ванной комнате в навесном шкафчике. Часть лекарств забрал из холодильника. Отдельно упаковал оружие. Отложил в сторону старый туристический топор, а в его чехол вставил недавно купленный. Проверил, хорошо ли он крепится к рюкзаку, и остался доволен. Отобрал сухпай на 3 дня, добавил к нему 2 литровых бутылки воды и запасную фляжку с коньяком. Увы, но нормальный спирт раздобыть не удалось. Спальник, палатка, небольшой тент. Когда я закончил сбор и взвесил все добро, то даже усмехнулся. Вместе с оружием 30 килограмм выходит. Нормально, справлюсь. Осталось сделать главное, но это уже завтра. Время 1:00 ночи. По-хорошему, следовало лечь спать, чтобы как следует отдохнуть перед задуманным. Вот только сна, что странно, не было ни в одном глазу. «Надо покурить», — пробормотал я. Полез в карман за сигаретой, но тут же вспомнил, что недавно переоделся. Вот черт, если так дальше пойдет, то я избавлюсь от этой губительной привычки. Заглянув на кухню, взял с холодильника новую пачку и уже собрался выйти на улицу, как словно на стену налетел. Перед глазами высветилось сообщение от упорядоченного. «Игрок Парторг. Твои данные изменены. Прогресс 160 из 1000. Баланс валюты 128 КСО. Встроенный накопитель, эпический ранг 100 эргов из 100. Запущена процедура слияния с разумом. Прогресс усовершенствования накопителя 2%. Кристаллы 6 простых». «Твою ж в корень из 300!» Ругнулся я всем нутром, чувствуя, что сейчас мне будет нехорошо, а точнее, невыносимо больно. Ощущая первые волны боли, распространяющиеся из центра груди, я успел опуститься на корточки и уже на одних инстинктах зажал челюстями пачку сигарет. Главное, чтобы соседи не услышали, как я вою. «Сергей, что с тобой?» — раздался надо мной испуганный женский голос. «Господи, ты живой вообще?» Попытался ответить я и понял, что рот забит чем-то горьким, мерзким. При этом перед глазами мельтешат какие-то буквы, не желающие складываться в слова. Тьфу! Бе! Гадость какая! «Слава богу! Живой! Ты чего здесь валяешься? Да еще и с сигаретами во рту!» Я наконец понял, с кем разговариваю. Полина. Но как она здесь оказалась? Ты как тут очутилась? И сколько времени вообще? «Почти 2 часа ночи. Я стучала, но ты не открыл, хотя свет в доме включен. Поговорить хотела». «Ох, ёпт! Это я почти целый час здесь провалялся!» Чертыхнулся я, медленно поднимаясь. Сходил покурить на ночь. Чтоб меня. «Может, скорую вызвать?» Все еще тревожным голосом спросила соседка. «Не надо, я в порядке». Пришлось успокоить гостью. «Черт, как же мерзко во рту. Проходи на кухню, я сейчас умою лицо, зубы почищу и вернусь. Можешь чайник включить». Быстро приведя себя в порядок, заскочил в спальню, переодел футболку и, не сдержавшись, все же прочел сообщение от упорядоченного, висевшее перед глазами. «Игрок Парторг. Ты активировал встроенный модуль-накопитель. Емкость 100 эргов. Открыта классовая способность «Эргонавт». Позволяет взаимодействовать с носителями, работающими от эргов. Награда. 1 улучшенный кристалл. 10 КСО. Плюс 200 к прогрессу уровня». Смахнув сообщение, я поспешил вернуться к гости. Не дело это. Оставлять девушку одну надолго. К тому же у нее, если я хоть немного разбираюсь в людях, только что мир с ног на голову перевернулся. А значит, Полине сейчас нужна поддержка. «Есть хочешь?» — первым делом спросил я, оказавшись на кухне. «Нет», — помотала головой соседка. Глаза красные, заплаканные, а еще уставшие. Но в остальном держится. Даже волосы аккуратно собраны в хвост. Что ж, я не психотерапевт, но чем смогу, тем помогу. Опустившись напротив Полины, оперся подбородком на подставленные ладони и произнес. «Спрашивай». «А есть что-нибудь покрепче чая?» — неожиданно спросила девушка. Глава 9. Каменные джунгли
Хрисша. Да уж, из меня такой себе кавалер. Но кто ж знал, что Полина окосеет с одной стопки водки? Я только и успел рассказать, как Семен подослал своих дружков-пироманьяков, как самого несостоявшегося жениха почти взяли в составе банды грабителей. Именно в этот момент Полину сморила прямо у меня на глазах. Едва успел подхватить ее, чтобы на пол не хлопнулась. Тащить барышню домой на себе я посчитал неправильным, да и не просто это, поэтому отнес ее в зал, на диван. Ничего, сон — лучшее лекарство, это я на собственном опыте знаю. Ну и сам, чего уж, тоже отправился спать, предварительно поговорив с Палычем по телефону. «Пусть спит», — ответил сосед, выслушав мой рассказ. «Завтра ей стыдно будет, так хоть какие-то эмоции проявит. А то 3 дня от нее слова доброго не слышал». Всю ночь мне снилась лютая дичь. То я носил соседей из своего гаража в их, а они зачем-то тут же возвращались своим ходом. Потом долго тушил во дворе костер, а бегающий вокруг Михаил все приговаривал. «Он жив, Серега! Точно тебе говорю, он жив!» Напоследок стрелял из своего обновленного ружья по облезлым мутировавшим собакам и никак не мог попасть. Проснулся от того, что хлопнула входная дверь. Похоже, моя гостья, проснувшись, поспешила домой. Что ж, вот и славно, меньше проблем с утра. В целом, можно было еще поспать. Время еще слишком раннее, начало 8. Однако я, на удивление, чувствовал себя хорошо отдохнувшим, поэтому немедля отправился в ванную. Взбодрившись холодной водой, в этот раз решил себя побаловать кофе, приготовленным в турке. Он сильно отличался от того, что выдавала рожковая кофеварка, и уж совсем не походил на растворимую бурду. После был ритуал распития божественного напитка, к которому я нарезал немного сыра и добавил гроздь винограда, купленный еще позавчера. Вот оно, райское наслаждение, и даже с куревом потерплю, чтобы не портить момент. Закончив гурманничать, поставил греться в воду для приготовления собачьей еды и направился в гараж. При этом уже чувствовал, как в груди присутствует легкий мандраж от предвкушения скорых приключений. Эх, знал бы, что во мне столь сильное стремление к авантюрам, может быть, иначе прожил свои неполные 40 лет. Первое и самое главное, что я собирался сделать, это отсоединить коляску. Очень уж мне не понравилось в прошлый раз удирать от собачек, учитывая, как медленно между нами увеличивался разрыв. Не остановись тогда, мута-псы, возле погибших собратьев, вряд ли бы мне удалось оторваться. Да и маневренность так себе была, мог запросто перевернуться. Ожидал провозиться довольно долго, но был приятно удивлен, обнаружив, что все соединения смазаны и болты не прикипели. Так что через 10 минут коляска лежала у стены, а мотоцикл стоял на подножке. Тяжеловат, конечно, но и я не подросток, так что нормально. Все равно лучше мне ничего не найти. Вот активирую все улучшения, и будет мне счастье. Наверное. Вернувшись домой, снял с плиты уже сварившуюся кашу с салом, любимую еду Верного, и вытащил рюкзак на крыльцо. Вернулся за ружьем и ключами от дома, а когда окончательно собрался, услышал с веранды голос Палыча. «Серега, ты на рыбалку, что ли, собрался?» «Здорово, сосед». Я, уже одетый в мотоциклетную снарягу с ружейным чехлом в руке, выглядел явно эффектно, потому что Николай при виде меня так вытаращил глаза, будто узрел пришествие терминатора. «Хрена ты прибарахлился!» — пробормотал он и потянулся к нагрудному карману. «Черт! Сигареты дома забыл!» «Вон на подоконнике лежат», — указал я свободной рукой. «Николай, у меня к тебе просьба. Присмотришь за домом и Верным? Я отлучусь на сутки, может, 2. «Ты на охоту, что ли? Так ведь сейчас не сезон», — нахмурился сосед. В прошлом участковый он сам старался не нарушать закон и не любил тех, кто этим грешил. «Нет, не на охоту», — успокоил я Палыча. «Ружье обновил, хочу пристрелять, ну и отдохнуть немного от всей этой движухи. Так присмотришь?» «А куда я денусь?» — усмехнулся Николай. «Да, по твоему научению я решил тещу с женой и дочкой на юга отправить. Пусть отдохнут, нервы подлечат. А я с братом пока что гараж поставлю новый». «Это дело», — согласился я. «Если что, зови. Я сейчас вроде как безработный, так что помогу». Вручив Палычу ключи, поиграл пару минут с Верным, а затем двинулся в гараж. Закрыл изнутри дверь, надел рюкзак на спину, положил уже заряженное ружье на сиденье мотоцикла, убрал технику с подножки и отдал мысленную команду — открыть портал. Перед глазами
тут же высветилось. Игрок Парторг. Ты пытаешься открыть портал в мир нулевого уровня. Доступные миры. Первый. Брэдсиз. Локация. Заброшенный космодром. Рассчитано на игроков от 0 до 3 уровня. Ранг опасности зеленый. Повышенный шанс добыть улучшенный кристалл. Второй. Хрисша. Локация руины города. Рассчитано на игроков от 0 до 2 уровня. Ранг опасности белый. Низкий шанс добыть улучшенный кристалл. Для выбора мира, мысленно или вслух, произнеси название мира. Хрисша. Тут же выбрал я. И не потому, что там вроде как безопаснее, если верить справке. Просто мне стало интересно посмотреть на еще один мир. Да и вероятность, что в следующий раз их станет 3, весьма высока. А большой выбор — это всегда хорошо. В этот раз я хорошо рассмотрел, как формируется портал. В 2 метрах от меня вспыхнул небольшой белый кристалл, а в следующий миг он разросся до большого диска, ограниченного лишь стенами гаража. Вот и отлично, а то я опасался, что он займет больше места. «Ну, понеслась душа в рай», — произнес я и покатил мотоцикл вперед. Вспышка, разряд боли, и вот я уже стою посреди асфальтированной улицы. Правда, асфальт чересчур убитый, весь в трещинах, сквозь которые уже проросла трава. По сторонам от меня располагались 3- и 5-этажные дома, выложенные из крупных каменных блоков. Даже отсюда чувствовалась их монументальность. Зияющие темными провалами квадратные окна, из которых местами росли вьющиеся растения вроде нашего винограда. Похоже, меня забросило прямо на главную улицу, потому что пейзаж был однотонным, что в одну, что в другую сторону, насколько хватало видимости, и над всем этим нависал желтый диск солнца. «Еще один мертвый мир», — произнес я тихо, скользя взглядом по дверным проемам, таким же квадратным, как и оконные. «Неужели нашу землю ожидает то же самое?» В одном из окон, стоящего справа дома, что-то мелькнуло, привлекая мое внимание. «Вот черт! Похоже, эти каменные джунгли обитаемы. Надеюсь, это не логово звериной стаи». Поразмыслив, решил не заводить мотоцикл. Кто знает, кого привлечет ракочущий двигатель. Ведь сейчас противник может напасть откуда угодно. Или все же разогнаться и проскочить эту длинную улицу. «Чем меньше к тебе внимания, тем больше шансов выжить», — перефразировал я старую фразу, которую услышал еще в профучилище от старого преподавателя. «Да и мне вроде спешить некуда. Никто меня не гонит. Пока». Выбрав здание, стоящее напротив того, в котором засек движение, я еще раз внимательно осмотрелся и, переложив ружье поудобнее, покатил мотоцикл к дому. Это решение и спасло мне в дальнейшем жизнь. Прежде чем загнать технику в проход, я включил подствольный фонарь и посветил им внутрь. Ага, похоже, это подъезд, в глубине видны ступеньки, ведущие наверх. Что ж, попробуем войти. Очутившись в тамбуре 3 на 3 метра, я неспешно поднялся по широкой лестнице вверх на 1 пролет. При этом отметил толщину всей конструкции здания. Стены столь мощные, что их и из танка не пробьешь. Наверное. Зато аккуратно над лестничной площадкой зияла здоровенная дыра, освещая все внутри. 2 пролет выходил в большой, квадратов на 100 зал. Осмотрев его, я понял, что отсюда дальше не подняться выше. Что-то мощное обрушило лестницу, расположенную в противоположном от меня углу. Похоже, мне повезло найти свободное место, отлично подходящее для временного убежища. Спустившись вниз, я понаблюдал за улицей из темноты тамбура, но больше не заметил движения. Неспешно вышел наружу за мотоциклом и закатил своего стального коня в укрытие. Поразмыслив, решил поднять технику на лестничную площадку. Так и с улицы никто не увидит, и мне будет пространство для разгона, в случае, если потребуется удирать. Ступени невысокие, сантиметров по 8 и широкие, по ним Урал скатится словно с горки. Похвалив себя за оставленную дома коляску с трудом, но все же загнал мотоцикл на площадку, после чего двинулся выше. Пришло время для наблюдения за местностью. Расположившись у крайнего правого окна, выходящего на улицу, я достал из рюкзака старый бинокль и приступил к наблюдению. Особенно меня интересовал дом напротив. Кто же там прячется? Зверь или разумный абориген? Впрочем, разве будет разумный обитать в таком месте? Я увидел его. Человека, укрывшегося в соседнем здании. У него не было бинокля, и потому бедолага пытался наблюдать за мной обычным способом. Ну а я, едва привыкнув к темноте, тут же рассмотрел его силуэт. Судя по всему, от меня
а может и еще от кого-то, скрывалась женщина или ребенок. Слишком уж мелкая фигура, чуть выше 1,5 метра, но не больше. В какой-то момент объект моего наблюдения осмелел и высунулся в оконный проем, позволив рассмотреть себя как следует. Девчонка, лет 13, длинные нечесанные волосы, убранные в хвост, серое платье из грубой ткани. Обувь, если и была, я не разглядел. «Беден и неказист абориген в Хрисше», — прошептал я, подкручивая на бинокле резкость в надежде, что смогу увидеть чуть больше. «Что же ты делаешь здесь, дитя апокалипсиса?» Именно в этот момент откуда-то с улицы раздался лязг металла. Аборигенку от этого звука как ветром сдуло. Только что сидела на краю окна, вертела головой в разные стороны, и вот ее уже нет. Да ты, похоже, беглянка. Только от кого прячешься?» Перебравшись к другому оконному проему, я попытался рассмотреть, что или кто издает шум, который явно приближался. По звукам похоже, словно сюда идут какие-то болваны, нацепившие на ноги железные ведра. Ну, или латы. Наконец мне удалось их увидеть. 4 приземистых фигуры, очень похожие на человеческие, если бы не ширина плеч, ничуть не уступающая их росту. На головах металлические шлемы, грудь и плечи укрыты грубо выкованными латами, ниже металлическая, набранная из пластин юбка до колен, на ногах тяжелые сапоги. «Твою же Белоснежку! Гномы!» — вырвалось у меня. «Настоящие, мать их бородатую!» Медленно, чтобы коротышки не заметили движения, я отступил от оконного проема. Отложив бинокль на рюкзак, взялся за ружье, стоящее у стены. 4 патрона в подствольном магазине и 1 в стволе. 3 пулевых и 2 с картечью 8. Интересно, смогу я пробить броню этих ходячих консервных банок? Вдруг у них латы игровые, с каким-нибудь усилением на прочность? Да похрену! 30 грамм свинца имеет такую останавливающую силу, что перетряхнет этим недорыцарям весь ливер, превратив в фарш. Главное, чтобы расстояние между нами было не больше 30 метров. Если дальше, то я за свою меткость не ручаюсь, несмотря на внушительные габариты противника. Стоп. Серега, с чего ты решил, что это враги? Может, они добрые, а сюда пришли, чтобы позвать попить пивка? «Грязная хуманская сучка!» Разнесся по округе рык одного из коротышек. «Вылазь по-хорошему, иначе мы тебя прикончим! Нам велено притащить тебя живой или мертвый, так что не зли нас!» А вот сейчас я не понял. Они что, относятся к девчонке как к рабыне? Я, конечно, понимаю, что это другой мир, со своими законами, но у меня воспитание иное. Слабых детей, женщин и стариков не обижать и защищать. В любом случае, мне только что стало известно, эти крепыши нам не друзья. «Тупая сучка не понимает, что ее легко найти с помощью поискового артефакта!» Заржал кто-то из болванов. На этот раз голос был не столь басовитым. «Вон там она спряталась, на 3-м этаже!» «Корган, лезь наверх, сегодня твоя очередь!» Рявкнул тот, чей грубый голос я услышал первым. «Шевелись, кривоногий хрен! Не хочу из-за тебя опоздать и потерять несколько КСО!» «Да иду я! Иду!» — ответил командиру 3-й, визгливый, срывающийся на хрипотцу. Похоже, подросток, еще не сломался голос. 1 из 4 резво заковылял к дому, в котором укрывалась беглянка. «Черт, а ведь она может выдать меня. И что мне тогда делать? Что там у противников с оружием? Секиры и у одного мощный арбалет за спиной. Здоровенный, словно его ложе изготавливали из строительного бруса. Десятки». «Не подходите ко мне!» На всю округу разнесся звонкий девичий голос. «Иначе я выпрыгну!» Кричала девчонка, вставшая в оконном проеме 3-го этажа в полный рост. Вместо ответа снизу раздался дружный гогот. Похоже, своей выходкой беглянка только развеселила коротышек. «Давай, прыгай, сучка!» — ответил командир группы. «Нам же проще не тащить тебя обратно. Бошку заберем как доказательство. Вообще здорово будет!» Пыл у девчонки резко угас, и она завыла на всю округу. Точнее, заскулила, словно собака. Тонко и так тоскливо, что меня словно ножом по сердцу резануло. Мне никогда еще не приходилось слышать столько безнадеги в голосе человека. Да что у них тут происходит? «Попалась! Шкура!» — раздался визгливый голос коротышки, что недавно вошел в здание. Шустрый. Прошло меньше минуты, а он уже поднялся. Девчонка вскрикнула, а в следующий миг исчезла из оконного проема. Похоже, действительно попалась. «Корган, тащи ее вниз!» — радостно проорал командир латников. «Сейчас я посмотрю, как она примет в себя мое...» Дальше я уже не стал слушать.
От осознания того, что сейчас произойдет, в моей груди вскипела черная ярость. Лишь усилием воли я заставил себя не заорать. «Эй, мрази, а ну идите сюда! Все, сука, 4! Сейчас я вас пришибу!» 5 патронов, 5 выстрелов. Слева в поясном патронташе пулевые, так что при случае быстро перезаряжусь. А сейчас нужно выждать, чтобы 4-й вышел наружу. Секунда, 2, 3. Писклявый появился в дверном проеме через 2 минуты, неся на плече девчонку. Та не подавала признаков жизни, и я уже запереживал, что она мертва, но коротышка тут же успокоил меня. «Леща ей врезал, чтобы не брыкалась. Сознание потерял, но дышит». «Ты ей мозги случайно не стряхнул?» — заржал командир. «А то я не люблю, когда они не сопротивляются». «Да не, командир, я что, первый раз, что ли? Знаю, что бабы у хуманов хлипкие». «Ага, как и мужики», — поддержал его крепыш с арбалетом, и вся 4 заржала в голос. «Ладно, расположи-ка ее, сейчас я сброшу напряжение», — отдал приказ командир. Он отставил топор в сторону и начал снимать перчатки. «Отлично. Еще броню сними, и вообще хорошо». Выждав, когда коротышка сбросит с головы шлем, обнажив уродливую морду, лишь отдаленно напоминающую человеческое лицо, я начал действовать. Главное, чтобы ружье не подвело. Бах! Воин с арбалетом, словив пулю в грудь, рухнул на спину, накрывая собой единственное дальнобойное оружие в группе. Перезарядка. Бах! Заряд картечи в командира. Судя по тому, как дернулась его голова, попал. Этот вряд ли теперь сможет воевать. Да, был риск зацепить девчонку, но ее как раз прикрывал своим телом тот самый Корган. Вообще, если и рисковал, то минимально. 2 оставшихся начали крутить головами по сторонам, отыскивая стрелка. «Вашу бородатую мать, да у вас здесь что, нет огнестрела?» «К черту! Перезарядка!» Бах! 3-м выстрелом угодил в плечо визгливому, отчего тот крутанулся на месте и рухнул на бок. Этого придется добивать. Перезарядка, целик на 4-го, находившегося сильно в стороне от всей компании. Бах! Уши уже заложило от грохота в замкнутом помещении. Плевать. Шевелись, Серега. 4-й противник устоял на ногах и, более того, обнаружил, откуда я стреляю. Но ничего. 5-й патрон с пулей, а они таки справляются с вашей броней на раз. «Хра!» Взревел последний и ломанулся в мою сторону. Какой шустрый. Перезарядка. Бах! Пуля врезалась в какое-то марево, вставшее щитом перед противником. Упс! Похоже, я встрял. Перезаряжать помповое ружье в условиях, когда каждый миг на счету, не самое веселое занятие. И все же я это сделал. Выстрел! И вновь марево защитила противника. Да что же у него за защита такая? Перезарядка и вновь выстрел. Черт, мимо! А противник уже почти скрылся в слепой зоне. Развернувшись, двинулся к лестнице, на ходу перезаряжая ружье. 1, 2, 3. Вот уже и ступени. И я даже слышу топот железного болвана. Впрочем, кто из нас болван, можно поспорить. 4-й патрон. Перезарядка. Бах! Выстрел с расстояния в 4 метра, и в который раз марево оградило противника от пули. Еще один выстрел. И еще! Да что ж ты, сука, такой неубиваемый! Коротышка вблизи казался невероятно широким. Взбежав по ступеням, он попытался развернуться на лестничной площадке. И тут случилась приятная для меня неожиданность. Противник задел мой мотоцикл, протискиваясь мимо него, и тем самым столкнул Урал с подножки. Тяжелая техника покачнулась, но ударила ручкой руля о стену и завалилась на латника. Всей своей массой мотоцикл ударил коротышку сначала в поясницу, а когда тот споткнулся, окончательно рухнул тому на ноги, зажав железные сапоги между сиденьем и ступенькой. Латнику, чтобы выбраться, пришлось опереться руками о лестницу, из-за чего его секира отлетела в сторону, навернувшись вниз на 1-й этаж. «Ну уж нет, хрен ты у меня теперь встанешь, железная каракатица!» Шагнув навстречу, я приблизил ствол ружья к шлему противника и выстрелил. В этот раз защита не сработала, и тяжелая свинцовая пуля сделала свое дело. Железо смяло, словно банку из-под пива, и в разные стороны брызнула кровь. На меня тут же навалилась тягучая усталость, требующая немедленно лечь, прикрыть глаза и отдохнуть несколько минут. Лишь усилием воли я переборол это желание и поднялся наверх, на ходу вновь заряжая ружье. Твою же оружейную, если здесь есть столь непробиваемые противники, то вполне возможно, что и звери могут обладать подобной защитой. Приблизившись к окну, осторожно выглянул на улицу. Так, коротышка с арбалетом лежит там, куда упал, командир группы тоже не подает признаков жизни, а вот 3-й, которому я попал в плечо, очень даже живой и прямо сейчас собирается укрыться в здании. Вот идиот. Нет бы уйти в слепую зону, под стены моего дома, а потом затеряться среди зданий.
Тщательно прицелившись, я вновь выстрелил. Есть попадание! Правда, не в спину, а несколько ниже, но результат тоже неплох, потому как противник рухнул лицом вперед, огласив округу воем. Нет уж, хватит патроны тратить, у меня сейчас руки подрагивают. Лучше я спущусь и прикончу ублюдка с близкого расстояния. Заодно командира законтролю, на всякий случай. Подхватив рюкзак, бегом спустился до убитого коротышки, перепрыгнул через мотоцикл и вскоре уже выглядывал на улицу, осматривая подступы. Никого. Уже более спокойно двинулся через дорогу к месту побоища. Приблизился к командиру из 3 метров, выстрелил тому в голову. Теперь наверняка труп. Следующим действием намеревался прикончить Песклявого, но в этот момент мой взгляд скользнул по телу девчонки. Худое, изможденное тельце, тонкие руки, ноги. Мой взгляд зацепился за левую щиколотку, и увиденное мне очень не понравилось. «Суки!» — процедил я сквозь зубы. «Вот же твари!» «Хуман, пощади! Я могу заплатить, Хуман!» — заблажил последний коротышка, привлекая мое внимание. «У меня есть КСО, кристаллы, много, я тебе все отдам!» «Сдохни!» — ответил я и нажал на спусковой крючок. Разозлили меня не синяки на теле девчонки. Вовсе нет. Их она могла получить, неудачно упав где-нибудь. Меня вывел из себя браслет, охватывающий правую щиколотку несчастной. Точно такой же, как и на моей ноге. Вот суки! Глава 10. Рабский амулет. Игрок Парторг. Ты уничтожил отряд охотников-гномов, враждебная раса, и выполнил скрытое задание — спасти представителя своей расы в одном из миров упорядоченного. Получено трофеев: 7 простых кристаллов, 1 улучшенный кристалл, 1 редкий кристалл, 41 КСО. Награда: 5 простых кристаллов, 14 КСО, плюс 640 к прогрессу уровня. Получен новый уровень 2. Награда: 1 улучшенный кристалл, 1 классовая способность. Скрыто. Доступ откроется на 5 уровне. Данные: прогресс 0 из 2000, баланс валюты 193 КСО, встроенный накопитель, эпический ранг 100 эргов из 100, прогресс усовершенствования накопителя 2%, кристаллы 17 простых, 3 улучшенных, 1 редкий. «Ну вот, хоть какая-то польза от этой прогулки», — произнес я, смахивая в сторону сообщение. «Так, перезарядить ружье, а потом можно заняться и девчонкой, а точнее очень изможденной, явно никогда не питавшейся досыта девушкой». Подготовив оружие к бою, я осмотрел окрестности в бинокль, про себя отметив, что следует обзавестись более мощной оптикой. Пока никого. Снял перчатку и склонился над беглянкой, чтобы проверить пульс, и тут же увидел перед собой стандартное сообщение. Игрок. Имя: Пришка. Класс: сборщик. Уровень класса 0. Прогресс 5 из 100. Статус: беглая рабыня. Ну вот, жива уже хорошо. А если прыснуть в лицо водой? Бесполезно. Видимо, песклявый гном хорошо ее приложил. Надеюсь, без последствий. «И что мне с тобой делать, мелкая?» Задумчиво произнес я, хотя для себя уже все решил. Как там в пословице? «Мы ответственны за тех, кого приручили». Переход сквозь портал прошел без проблем, и, как в прошлый раз, выбросил меня на приличном расстоянии от дома, в том же самом месте, что и после посещения Бретсиза. Видимо, у кристаллов были свои понятия о пространстве. Спасибо, хоть пробои создавались в те миры, которые я хотел. Что ж, берег реки значит берег реки. Пожалуй, одно из самых приятных мест в окрестностях города. Может, здесь находится какой-то приводной маячок? К черту все эти размышления, у меня мелкая до сих пор в себя не пришла, а это плохо. Такс, где тут номер Сизова? «Товарищ майор, добрый вечер. Помните, мы разговаривали насчет трофеев? Их есть у меня. Пришлите ко мне что-нибудь с хорошей грузоподъемностью и машину скорой помощи». «Да нет, я не ранен. Со мной пассажирка, без сознания». «Хорошо, жду». Отключив телефон, я проверил, не пришла ли в себя гостья из другого мира. Увы, но нет. Что ж, значит, пока что разберемся с тем, что мне досталось. Изначально я собирался перебросить в свой мир все, в том числе и тела гномов. Мне хватило одной попытки, чтобы понять, затея безнадежная. Эти коротышки даже без брони весили, как мой мотоцикл. Пришлось со всех снимать броню и складывать ее в одну кучу. В целом, доспехи у гномов были так себе.
в основном улучшенного ранга, и лишь пара вещиц редкого. Например, секира командира и защитный амулет того коротышки, который почти добрался до меня. Я отложил редкие вещи и прочитал на них по очереди игровые параметры. Секира охотника. Оружие редкий ранг. Общее состояние 74%. Только для расы гномов. Год производства. 30-й от пришествия упорядоченного в Хрисшу. Доступны улучшения 0 из 3. Установлено 3 модуля. Улучшенный модуль «Самозатачивающееся лезвие» раз в сутки обновляет остроту режущей кромки. Улучшенный модуль «Пробитие брони» раз в сутки можно нанести удар, пробивающий защиту улучшенного ранга. Улучшенный модуль «Прочность» выдерживает столкновение с оружием улучшенного ранга. И амулет. Увесистый металлический бублик, весь покрытый какими-то замысловатыми рисунками. Амулет «Гордо». Защитный артефакт, редкий ранг. Общее состояние 71%. Только для расы гномов. Год производства 17-й от пришествия упорядоченного в Хрисшу. Доступны улучшения 0 из 3. Установлено. Редкий модуль. Источник маны. Источник маны емкостью в 10 единиц. Заряд 0 из 10. 2 магических конструкта. Стихия металла. Редкое заклинание «Накопитель». Позволяет черпать ману из пространства. Улучшенное заклинание «Молекулярный щит». Способен выдержать удар оружием или магией улучшенного ранга. Увы, но трофеи не годились для меня. А я так понадеялся на защитный амулет. Ничего, приберу до лучших времен, возможно, потом мне удастся обменяться на что-то полезное. Остальные трофеи даже рассматривать не стал. Для меня все это было хламом. Разве что взять вот эту часть улучшенного доспеха и распилить надвое, чтобы потом сделать из них щитки, защищающие ноги. Зазвонил мобильный, заставив меня отвлечься от трофеев. «Слушаю». «Брат, ты дома вообще бываешь? Заскочил проведать, а мне сосед сказал, что ты на охоту уехал на 2 дня. Не шутит?» «Все так и есть», — ответил я, а сам в это время смотрел на заворочившуюся Пришку. «Миша, у меня тут немного завал. У тебя что-то важное?» «Да говорю же, проездом. Хотел в гости пригласить. У моей старшей дочери так-то день рождения послезавтра. Подумал, может, подарок вместе придумаем. Ты же знаешь, у меня с фантазией не очень». «Миша, ей 16 лет. Дай ей денег, и она сама купит то, что хочет. Мы все равно не угадаем». «Дарить деньги родной дочери, Сергей, это не по-людски». «Ну тогда страдай», — усмехнулся я, продолжая наблюдать за иномерянкой. «И вообще, давай созвонимся завтра. Я что-нибудь придумаю. Сейчас реально занят». «Да понял я, понял», — с наигранной обидой ответил Миша. «Ладно, пока, брат». Убрав телефон в карман, я шагнул к лежащей на спальнике девушке и спросил. «Как себя чувствуешь, бедолага?» Беглянка сначала замерла, даже дышать перестала, но, поняв, что спалилась, распахнула глаза. «Кто ты?» — со страхом спросила она и тут же добавила. «Зачем меня похитил?» «Никто тебя не похищал», — усмехнулся я. «Просто я не способен бросить человека без сознания во враждебной среде». «Коротышки!» — воскликнула девушка. «Они ушли?» «Так, голуба, тут я должен задавать вопросы. Что это?» Мой палец уткнулся в браслет на ноге беглянки, и тут же пришел ответ, только в виде окна с информацией от упорядоченного. Амулет подчинения. Артефакт. Улучшенный ранг. Общее состояние 49%. Год производства 178 от пришествия упорядоченного в Саам. Доступны улучшения 0 из 2. Установлено. Модуль. Ампула с ядом болотной марты. Паралич 100%. Магический конструкт. Заклинание подчинения. Ранг улучшенный. «Это рабский амулет», — ответила Пришка. «Парторг, ты откуда взялся, что не знаешь простых вещей?» «Оттуда», — сквозь зубы ответил я, поднимаясь с корточек. «Ну ты и сволочь, Сизов. Его можно снять?» «Только специальным ключом. Или отрубить себе ногу, иначе никак. Попытаешься сломать амулет, и он впрыснет яд, который наверняка усыпит, если у тебя нет противоядия». «Как работает заклинание подчинения?» Задал я еще один вопрос. «По-разному. Зависит от ранга заклинания. У меня стоит контроль на 20 метров, а есть и такие, что достанут на десятки тысяч». «Ну, с этим уже можно жить», — обрадовался я. «Вряд ли мой амулет выше эпического. И если я что-то понял, то усиление от одного ранга к другому примерно в 10 раз. Еще бы узнать, что за начинка в браслете на моей ноге. Тоже паралич? Или реально взрывное устройство?» «Встать можешь?» — вновь обратился к девушке. «Голова кружится и тошнит», — ответила Пришка.
Коротышка меня в лоб ударил». «Сотрясение», — предположил я. «Тогда лежи, скоро подоспеет помощь». «Помощь?» — удивилась девушка. «У тебя в данных не указано, что ты принадлежишь какой-то фракции или сообществу». «У меня...» — начал отвечать я, но передумал. «Лежи, отдыхай». Машины подъехали через 5 минут. Уже знакомые «Соболь» и «Газель» скорой помощи. Из черного микроавтобуса выскочили бойцы и тут же взяли нас в оцепление. Последним выбрался тот самый следователь, который допрашивал меня в первый день моего знакомства с конторой. «Добрый вечер, Сергей», — поздоровался следак, протягивая мне левую руку. Правая забинтованная висела на перевязи, а сам он сильно прихрамывал. «Расскажи в 2 словах, кто эта девушка и в каком мире ты был?» «Рабыня. Пришлось с собой забрать. В Хрише с гномами схлестнулся», — ответил я, а сам при этом мысленно отодвинул только что появившееся окно с сообщением от упорядоченного в сторону. Пришлось всех прикончить. Возле мотоцикла куча хлама, который я снял с убитых. Слушай, майор попросит от тебя отчет». Следователь подошел к трофеям, осмотрел их. «Ты ему напиши сообщение с описанием своих похождений. Я вижу, тебе удалось знатно повеселиться». «Вы бы занялись пострадавшей», — ответил я, сдержавшись, чтобы не высказать все, что думаю о майоре и всей конторе в общем. «Да, займемся», — ответил следак. «Кстати, ты в курсе, что автоматически становишься опекуном этой несовершеннолетней иномерянки?» «Это как?» — не понял я. «Да просто. Если она согласится остаться в нашем мире, то получит паспорт и соответствующие документы, в которых ты будешь являться опекуном». «А можно без этого?» — нахмурился я. «Ты ее притащил на землю?» — откровенно усмехаясь, спросил следователь и тут же ответил. «Тебе и заниматься ее адаптацией в нашем мире. Или ты думал, что государству нужны нахлебники?» «Она обладает информацией, которая чего-то достоит», — намекнул я. «Не смеши меня. Что может знать нулевка? Просто прими как данность. Если она захочет остаться, будь готов стать опекуном». Следак повернулся к скорой и махнул рукой. У машины тут же распахнулись задние двери, и оттуда выскочили 3 крепких мужиков в белых халатах. 2 начали вытаскивать носилки, 1 направился к нам. Следователь вновь уставился на меня, щурясь своей мерзкой улыбкой. «Глебов, ты не переживай. На период, пока иномерянка будет адаптироваться, государство будет выплачивать приличную пенсию. Что-то около 50 тысяч рублей в течение полугода. Но и тебе ее передадут не сразу, а где-то через неделю. Каждый чужак должен пройти реабилитацию, получить документы, в общем, минимально социализироваться». «Рассказывайте, боец, что случилось?» — обратился ко мне доктор, протягивая руку для рукопожатия. «Андрей, он не из наших», — с каким-то скрытым презрением сказал следователь. «Наемник из свежих». «Да мне похрен, Толян», — ответил врач, и мне сразу стало ясно. Медик совсем не уважает следователя. «Главное, что не идет против закона. Так что, боец, случилось?» Девушку ударили по голове, у нее тошнота, головокружение, слабость. «Сотрясение, понятно, вылечим. Сам-то как?» — поинтересовался врач, в этот момент опускаясь перед Пришкой на колено. «Отделался легким испугом», — ответил я. «Это хорошо. Еще пойдешь на ту сторону? Или все, завязал?» С явным интересом продолжил меня расспрашивать доктор. «Да, скажи своей страдалице, что я не причиню ей вреда». «Пришка, это целитель», — обратился я к беглянке. «Он осмотрит тебя, а потом увезет в специальное место, где тебя вылечат и помогут освоиться с этим миром. Если пожелаешь здесь остаться, через неделю увидимся. Все поняла?» «Он меня вылечит и поможет? Так?» Девушка кивнула на врача. «А браслет он тоже снимет?» «Снимет, не переживай», — вмешался в разговор следователь, а затем повернулся ко мне. «Глебов, ты свободен. Отчитаешься перед майором Сизовым и можешь дальше заниматься своими делами. Главное, не нарушай закон, иначе из разряда наемников перейдешь в преступники. А ты видел, как мы поступаем с враждебно настроенными игроками. Парни, грузимся!» Я проследил, чтобы Прикшу уложили на носилки и отнесли к машине скорой. А затем, дожидаясь, когда все добытые мной железки загрузят в Соболь, наконец-то ознакомился с сообщением, полученным от упорядоченного. Игрок. Имя. Скрыто. Класс. Скрыто. Уровень класса. Скрыто. Прогресс. Скрыто. Статус. Скрыто. С трудом сдержавшись, чтобы не выругаться, подобрал свой спальник
и принялся сворачивать его. Нет уж, сейчас я точно не поеду домой. Дождусь, чтобы все свалили, и открою очередной портал. В этот раз на Бретсис. Пусть он считается опасней, но там я не видел железных коротышек. «Глебов, я же сказал тебе, возвращайся домой, мы без тебя справимся», — раздался позади голос следователя. Один бог знает, чего мне стоило не послать этого напыщенного индюка по известному адресу. «Успею», — пересилив себя, ответил я. «Надо успокоиться, что-то у меня мандраж появился». «Но-но», — послышалось за спиной. Вот же манипулятор хренов. Читает меня, как открытую книгу. Ничего, я упертый. Посмотрим, как он будет говорить со мной через месяц-другой. Когда закончил упаковывать рюкзак, конторские уже уехали. Что ж, пора и мне прокатиться. Только не в город, а совсем в другое место. В мир Бретсис. На противоположной стороне портала меня вновь ожидал космодром. И это мне не понравилось. Выходит, в другой мир переносит всегда в одно и то же место? Опасно это. Те, кто знает, запросто могут организовать засаду и встретить чужака совсем не по-дружески. В этот раз решил повторить свой заезд к терминалу космопорта. До темноты, судя по склонившемуся к горизонту солнцу, осталось часа 2, так что стоит поторопиться. Может, даже удастся чем-нибудь поживиться. Окрестности огласил равномерный звук работающего двигателя, ружье легло поверх руля, и я неспешно покатил к частично разрушенному сооружению. Сейчас мутапсы мне точно не соперники, а кто-то более сильный вряд ли стал бы терпеть соседство собачьей стаи. На минимальной скорости я докатился до того самого проема, из которого меня атаковали. А ничего так, ширина метров 10 будет, а высота и того больше. По-хорошему, чтобы все осмотреть, здесь может уйти несколько недель, а то и месяцы. Вкатившись в проход, сразу почувствовал на себе давление, исходящее от стен. По ушам ударило многократным эхом от рокота двигателя. Черт! А если из-за шума здесь что-то начнет рушиться? Ну уж нет. Чтобы попасть сюда, я потратил кристалл. Назад потребуется еще один. Не в моих правилах работать в убыток. А сейчас я, как бы это ни выглядело, на работе, к тому же весьма интересный, на мой взгляд. Углубившись в проход на 100 метров, понял, что он насквозь пронизывает терминал. К тому же дальше придется въехать в тоннель, а это мне не нравится. Вон и ответвления видны, уходящие в разные стороны. Нет, все, приехали. Заглушив двигатель, остановил мотоцикл. Затем спешился, развернул Урал и поставил за небольшим выступом, чтобы с улицы его не было видно. Все, можно исследовать. Первый проход слева, он ближе. Успел сделать едва ли несколько десятков шагов, когда услышал какой-то шум, сильно похожий на далекий рокот мотора. Остановился и снял шлем. Прислушался. Звук тут же усилился, стал более четким. Машина, судя по всему, причем не маленькая, раз издает столь мощный рев, и, судя по приближающемуся гулу, что-то или кто-то движется прямо сюда. «Не нравится мне это», — пробормотал я и рванул к мотоциклу. «Валить отсюда надо, пока меня не накрыли. В крайнем случае, хотя бы спрятаться». Интерлюдия 1. Анатолий Орлов, следователь конторы. Майор Сизов. «Как все прошло?» — поинтересовался Сизов из-под лобья, глядя на вошедшего. «Стандартно. Забрали барахло и намерянку, но я немного пошутил, напугал Глебова тем, что я игрок». Не спрашивая разрешения, Орлов доковылял до стула и плюхнулся на жесткое сиденье. «Надеюсь, он не наделает ошибок». «Уже наделал. 20 минут назад маячок перестал подавать сигналы». Начальник отдела по городу Н взял со стола графин и налил себе воды. В 2 глотка, осушив стакан, продолжил. «Зря ты с ним так, Анатолий. Мужик правильный, в противозаконных действиях не замечен». «Знаю я таких», — фыркнул следователь. «Слишком независим, полагается только на себя. Когда закончится отсчет, подобные ему станут настоящей проблемой. К тому же я так и не смог увидеть, что у него за класс, а это значит, что выше редкого. Понимаю, он сейчас сам не знает, на что способен. А вот после получения 5-го уровня я его допрошу с пристрастием. Жаль, что в неинициированном мире нельзя активировать рабский амулет. Так мне спокойнее было бы». «Это да. Ну да ничего, разберемся. Кстати, что за иномерянку Глебов привез?» «Рабыня.
Попробую завербовать ее. Пусть направляет мотоциклиста на правильный путь. И нашему миру дополнительный игрок. И за парторгом присмотрит». «Да. Почему именно парторг?» — усмехнулся Сизов. «Что за блажь? Ты что, не читал его дело? Он такой ник в онлайн-играх использовал». «Да это я знаю. Мне сам выбор слова непонятен». Майор покрутил пальцем в воздухе. «Я всегда считал, что клички нужно выбирать по характеру, заслугам, в конце концов по поступкам. Вот ты взял имя Клещ, и оно тебе идеально подходит. Ты лучше вот о чем подумай». Орлов не разделил веселье Сизова. «Похоже, Глебов уже знает, что мы ему нацепили на ногу. Так что тебе в скором времени предстоит объясняться». «Приказал ты объясняться мне?» Улыбка в один миг сползла с лица майора. «Нет уж, Орлов, я на такое не подписывался. Это ваши игровые заморочки. Мне в них лезть не велено». «Ну так я тебе сейчас приказываю», — усмехнулся следователь, поднимаясь со стула. «И не забудь о результатах в отчете написать. Впрочем, я передумал. У Глебова же есть родственники. Попробую надавить через них». «Сука ты, Орлов!» Зло бросил в спину уходящему Сизов. «И методы у тебя такие же». «Не я такой. Майор, жизнь такая», — ответил Клещ и расхохотался. Глава 11. Тайны космопорта. Уходить из чужого мира по-прежнему не хотелось. Поэтому я, свернув в первый же коридор по левой стороне, завел мотоцикл и, включив свет, потому как дневной сюда уже не пробивался, медленно поехал вперед. Успел углубиться едва ли на 20 метров, когда нашел то, что нужно. Чуть приоткрытую дверь, опять же слева. Вспомнилась строчка из песни про нормальных героев, не ищущих легких путей. Что ж, а мы сегодня идем налево. Остановил мотоцикл недалеко от двери таким образом, чтобы на нее был направлен свет фары, и спешился. На всякий случай включил фонарь на стволе ружья, после чего пошел проверять помещение. Пустой коридор с редким мусором на полу. В конце виднеется еще одна дверь. Что ж, неплохо. Похоже, здесь меня точно не найдут. Разве что по следу от протектора. Вернувшись к мотоциклу, заглушил двигатель и тут же услышал рев неизвестной техники. Сейчас он был до неприличия грохочущим и продолжал усиливаться. Похоже, неизвестный транспорт приблизился прямо к въезду в терминал. Неужели заедет внутрь? Надо поторопиться. Грохот еще больше усилился, и я, подсвечивая себя одним фонариком на ружье, быстро вкатил Урал в коридор. Прикрыл за собой довольно тяжелую дверь и вздрогнул, когда внутри железной створки что-то зажужжало, а затем громко клацнуло. Нарастающий снаружи шум в один миг словно отрезало. Я тут же попытался выйти обратно, но, увы. «Что за нахрен?» — вырвалось у меня. «Как здесь вообще хоть что-то может работать?» Внимательно осмотрев дверь, я так и не нашел рычага, кнопки или еще чего-то. Разблокировать замок. Что ж, попробуем выбраться с другой стороны. Только налобный фонарь нужно достать, а то от оружейного слишком мало света. Повезло. В противоположном конце коридора оказалось не заперто. За металлической дверью обнаружилась комната, из которой было аж 3 выхода и одна лестница. Последняя сразу отпадает. Я с мотоциклом на нее не взберусь. А вот 3 двери, 2 из которых распахнуты настежь, уже что-то. В этот раз я не позволил проходу закрыться на замок, заблокировав дверной проем подобранным с пола куском трубы. И правильно сделал. Едва я вместе с мотоциклом очутился внутри комнаты, дверь начала закрываться, но замерла, уперевшись в преграду. И вновь я выбрал дверь, расположенную слева, по простой причине. Так я не удалялся от главного въезда в терминал. Разумеется, дверь вновь пришлось блокировать, в этот раз снятым со стены пластиковым баллоном, формой, похожим на огнетушитель. В новом помещении оказалось куда интересней. Во-первых, здесь стояло много металлических шкафов, а во-вторых, одна из стен была прозрачной. Осознав, что вижу сквозь матовую преграду главный проход, я тут же выключил оба фонаря и почти тут же почувствовал под ногами вибрацию. Так бывает, когда рядом проезжает очень тяжелая техника. Она и проезжала. Огромный, занявший все пространство тоннеля кузов, медленно двигался от выхода вглубь терминала. Глядя на эту махину, я почувствовал себя мелким насекомым, угодившим в мир великанов.
К чувству ничтожности прибавился странный солоноватый привкус во рту, и, словно желая меня окончательно добить, перед глазами вспыхнуло сообщение от упорядоченного. Игрок Парторг. Ранг опасности в локации «Заброшенный космодром» изменен на синий. Повышенный шанс добыть редкий кристалл. Локация рассчитана на игроков от 3 до 5 уровня. И тут же пришло новое сообщение. Игрок Парторг. Ты подвергся поисковому излучению. Вероятный противник обнаружил источник эргов. Согласно 74-му протоколу безопасности, чтобы открыть портал в родной или смежный мир, тебе необходимо покинуть зону действия поискового излучения. «Вот сука!» — выругался я и рванул назад к мотоциклу. «Нахрен эти излучения? Они все одинаково плохо действуют на мужскую потенцию». Выкатив Урал в комнату с лестницей, я ногой пнул огнетушитель внутрь зала со шкафами и захлопнул дверь. А в следующий миг услышал, как с грохотом осыпается стекло. «Да твою же иномирность! Идите по своим делам, кто бы там ни был. Оставьте маленького меня в покое!» В зале раздался треск, словно кто-то шарахнул молнией, а затем последовал мощный взрыв, от которого даже дверь слегка деформировала. «Твою же бабушку, валить надо отсюда!» Выбор, куда отступать, был только один — прочь от центрального прохода, разделяющего терминал надвое. Может, удастся затеряться среди этих стен? Главное — отойти подальше от источника излучения, ну и выжить, чего уж. Там за дверью, похоже, настоящие штурмы действуют по науке. Сначала граната, потом входим. Только что-то чересчур мощное у них эти самые взрывные устройства. Скорее уж на бронированную технику рассчитанные. Открыв очередную дверь, в этот раз двустворчатую, я чуть не заорал от радости. Длинный прямой коридор метров 200 точно. Разве что на полу много хлама, но это поправимо. Главное, чтобы мотоцикл завелся. А он не подведет, в этом я уверен. Двигатель Урала затарахтел, нарушая тишину, а в следующий миг я выжил сцепление, включил передачу и покатил вперед, быстро набирая скорость. Черт, главное остановиться вовремя, а то врежусь в дверь на другой стороне, а она заперта. Мотоцикл без труда проскочил по кучам мусора, и вскоре я уже притормаживал перед следующей дверью, на треть приоткрытой. Эх, была не была. Главное, ружье не потерять. Удар, и в следующий миг я выкатился в огромное помещение с прозрачной крышей. Здесь было относительно светло, но это ненадолго. По моим подсчетам, через час окончательно стемнеет, а пока мои размышления прервал скрежет сминаемого металла. Похоже, преследователи точно знают, куда я двигаюсь. Надо ускориться, иначе меня быстро настигнут, и чую, что тогда сопротивление будет бесполезно. Мотоцикл, затарахтев двигателем, вновь начал набирать скорость, двигаясь точно через центр помещения, больше всего похожего на зал ожидания. Кругом были ряды сидений, почти нетронутые разрушениями. Слева тянулась стойка, похоже, там проходили регистрацию. Справа две широкие метров по 10 лестницы. Одна вела вверх на второй этаж, другая уходила под землю. А вот других дверей я не видел. А ведь мой мотоцикл запросто проедет по этим ступеням, а под землей я вполне смогу укрыться от излучения. Подземный этаж с первым по-любому разделяет приличной толщины бетонная плита или что покрепче, благодаря чему мне удастся обойти этот проклятый протокол безопасности. Свернув вправо, я прибавил газу и переключился на вторую скорость. Хоть бы спуск в подвал уцелел. К тому же я уверен, оттуда есть возможность уйти. Скорее всего, под землей что-то наподобие метро, иначе зачем делать вниз такую широкую лестницу? Уже поворачивая, увидел вспышку от того места, где я въехал в зал. Что-то багровое пронеслось через все помещение, на секунду осветив его ярким светом, и шарахнуло в дальнюю стену. Грохнуло так, что я невольно пригнулся. «Черт! Да это же в меня стреляли!» «Кто ж там такой злобный? И чем палил? Сгустком плазмы, что ли?» Я успел лишь мазнуть взглядом по стрелку, потому как в следующую секунду мотоцикл затрясло по ступеням. Но и того, что я успел разглядеть, мне хватило, чтобы понять. Больше я в этот мир ни ногой. Меня преследовал здоровенный, метра по 3 человекоподобный механизм, и, скорее всего, он был не один. «Газу, Серега, газу!» 3 десятка ступеней, поворот влево, еще 3 десятка ступеней, а дальше темный, как сама ночь, тоннель, уходящий под наклоном вниз. Ну, вот и все. Теперь я или оторвусь от преследователей, или разобьюсь нахрен в этом инопланетном метро. Я успел преодолеть метров 100, прежде чем разглядел впереди преграду. Широкий тоннель перегораживал с десяток дверей. Похоже, я добрался до станции. Притормозив, докатился до тупика и только сейчас увидел, что вправо уходит узкое, 2 метра шириной ответвление. Может,
Попробовать свернуть? Вдруг выведет на поверхность, и тогда... От спуска в тоннель полыхнуло, и в мою сторону начало стремительно приближаться свечение. Понимая, что сейчас будет плохо, я крутанул ручку газа и буквально в последнюю секунду успел свернуть в тоннель. Позади тут же раздался грохот, похоже, очередной заряд плазмы вынес двери. Эх, знал бы, что так получится, может, не стал бы сворачивать в боковой тоннель. Можно было и к стене прижаться. Теперь главное, чтобы свороток не закончился тупиком. И да, может, попробовать создать портал? Увы, но я по-прежнему находился под облучением. Видимо, оно работало как маркер, а значит, мне придется непросто. Может, даже... Узкий тоннель резко оборвался, я вылетел в помещение, в котором точно не получится проехать. Все пространство было заставлено оборудованием, причем оно еще действовало. Мало того, что приборы светились многочисленными огоньками, так еще и при моем появлении вспыхнул свет. А вместе со светом... Переднее колесо Урала остановилось впритык к внешней стенке одного из приборов, но меня это не интересовало. Прямо в центре помещения, направив в мою сторону орудийные стволы, стоял здоровенный робот. Куда там моим преследователям? Ну, все, Серж, добегался ты, похоже. Вот тебя уже вновь облучают каким-то красным светом. 4 верхних манипулятора, расположенных с 2 сторон от прямоугольного, покрытого броней корпуса, и на каждом установлено оружие. Округлая, конусовидная голова-башня с узкой, светящейся голубым полоской. Правда, совсем недавно, в момент сканирования, эта полоса светилась красным. Стоял здоровяк на 3 ногах, судя по его расположению. «Обнаружен гражданский без идентификационного кода», зазвучало откуда-то из груди робота. «Обнаружен мощный встроенный источник энергии. Зафиксирован маркер цели указания неизвестного происхождения. Зафиксирован браслет подчинения редкого класса. Гражданин, представьтесь и сообщите цель посещения Центра управления космопортом». «Меня преследуют! Необходима защита!» Почти выкрикнул я. «Черт, похоже, мне еще удастся пожить несколько минут. Сергей, мое имя!» «Гражданин Сергей, в настоящий момент мои возможности ограничены. Слишком низкий заряд», — ответил робот, заставив меня вздохнуть с облегчением. До последнего был уверен, что эта железяка не поймет меня. «Тебе подойдет та энергия, которую ты увидел во мне, в источнике?» Задал я, пожалуй, самый важный вопрос в своей жизни. «Да», — спросил так, что сам бы и не смог верно ответить, но это от волнения. К удивлению, робот понял меня. «Эрги является универсальным источником энергии. Для передачи тебе необходимо прикоснуться к моему корпусу». Я слез с мотоцикла, вывернул вбок руль и сдал назад, убирая Урал с возможной линии огня. Не хватало еще, чтобы мой байк пострадал. Поставив железного коня у стены, заставил себя приблизиться к роботу. «Прикоснись к корпусу!» Словно почувствовав мои сомнения, повторил робот, и я послушался. Перед глазами тут же появились 2 окна с информацией. Игрок Парторг. Модель дроида Мидас запрашивает разрешение на пополнение энергобатарей из встроенного накопителя. Потребности дроида 40 эргов. Разумный дроид, позывной отсутствует. Класс тяжелый охранный дроид, модель Мидас, ранг эпический. Уровень класса 5. Прогресс 987 из 15 тысяч. Статус. Директива, установленная до пришествия упорядоченного. «Разрешаю», — ответил я, слушая, как по тоннелю громыхают приближающиеся враги. Секунд 5 ожидания, за которые я уже решил для себя, что мне придется браться за ружье, чтобы хоть как-то повлиять на исход боя. Но, к счастью, все изменилось. Причем весьма неожиданно. Сначала я получил сообщение. Игрок Парторг. Ты передал 40 эргов дроиду модели Мидас. Дроид перешел под ваш контроль. Директивы обновлены. Приоритеты – защита игрока Парторга, выполнение приказов игрока Парторга, зачистка периметра, контроль периметра. Для подтверждения новой директивы необходимо дать позывной дроиду модели Мидас. «Будешь отзываться на позывной Мидас», — произнес я. «Принято. Командующий Парторг. Рекомендую встать позади моего корпуса». «Да не вопрос». Я тут же обогнул Мидаса и замер у него за спиной. И, кстати, противник стреляет плазмой. Плазменные орудия устанавливаются на дроидов модели Каркор. Класс «Средний штурмовик». Командующий Парторг. Оставайся на месте. Мне требуется покинуть центр управления». Тяжелая, весом в несколько тонн махина осела на метр вниз,
убирая ножные опоры внутрь корпуса, и сдвинулась с места навстречу приближающемуся противнику. Ну, а я, уже трижды за сегодня похоронивший себя, перехватив поудобнее ружье, принялся внимательно изучать центр управления космопортом в надежде найти запасной выход. Увы, но такой, если и имелся, то был хорошо замаскирован. Собрался уже обойти и простучать стены, но в этот момент из туннеля раздался грохот стрельбы. «Дух-дух-дух! Дух-дух-дух! Вших! Бум!» Замерев в шаге от выхода, я внимательно слушал, пытаясь понять, кто стреляет и что вообще происходит. По ощущениям, грохот быстро удалялся, и это меня обнадежило. Похоже, Мидас оказался не по зубам, преследовавшим меня роботом. Что ж, подождем, чем все закончится. Может, мне удастся вернуться домой? Стрельба затихла минут через 5, и почти сразу из скрытых в стенах динамиков раздался электронный голос Мидаса. «Парторг, вражеская группа зачищена. Мне требуется помощь». «Сейчас подойду», — ответил я, а самого так и подмывало проверить, откроется ли теперь портал. И если да, то свалить отсюда нахрен и больше не появляться в этом опасном мире. Сделать так помешали две вещи. В меньшей степени желание сохранить дроида, в большей — банальное чувство благодарности. Ну не так я воспитан, чтобы за добро платить кидаловым. Не заводя мотоцикл, на нейтральный покатился вниз, по идущему под наклон тоннелю. Проехал до разветвления, по пути обрулив 2 груды металла, в прошлом роботов или дроидов, как они называются в этом мире. А Мидас реально мощный, если он короткими очередями из своих пушек их так уделал. Выкатившись в главный тоннель, прислонил мотоцикл к стене и двинулся к своему подопечному, замершему возле разорванного на 2 части робота, который меня дважды чуть не прикончил. «Мидас, чем тебе помочь?» — поинтересовался я. «У меня сзади овальный щиток. Открой его», — коротко ответил дроид. Только сейчас, приблизившись, я увидел, что у него справа на корпусе разорвана броня. В глубине Мидаса виднелись короткие вспышки разрядов, а в воздухе воняло гарью от моторного масла, раскаленным металлом и, как ни странно, озоном. Отыскав щиток, я без труда открыл его и усмехнулся. А мой дроид хитер, все нужное носит с собой. Вытащив из ниши прозрачную коробку с инструментами, спросил: «Что дальше?» Ремонт Мидаса занял около часа. В целом он все делал сам, одним гибким манипулятором. Я лишь помогал поддержать, подать и достать там, докуда сам робот не мог дотянуться. «Необходимо активировать ремонтного дроида», — наконец сообщил мой подчиненный, когда мы подлатали его, и я убрал коробку с инструментами под щиток. «Так чего раньше не сказал?» «У тебя отсутствует доступ в ремонтный цех», — пояснил Мидас. «Так, подожди», — прервал я робота. «Ты не один здесь? Много вас?» «Из действующих только я. Еще 2 модели Мидас находятся на консервации, они получили критические повреждения и в настоящий момент не способны выполнять задачи. Ремонтный цех оснащен 3 ремонтными дроидами, только сейчас они лишены энергии». «Я не сказал тебе про технику, на которой прибыли эти...» Я кивнул в сторону разорванного надвое Каркора. «Очень большой грузовоз. Просто огромный». «Производственный транспорт», — определил Мидас. «Скорее всего, 3 дроида, которых я уничтожил, это только малая часть вражеских сил. Парторг, тебя следует снабдить более мощным оружием, предстоит серьезный бой». «Вот тебе, Серега, и быстрая, безопасная поездка в проверенный мир». Я скрипнул зубами. «Мидас, с меня можно убрать маркер целеуказания?» Глава 12. Разборки в терминале. Маркер целеуказания исчезает самостоятельно в течение 12 часов, ответил Мидас. В твоем случае это произойдет в 2 раза быстрее, так как ты попал под облучение не на открытой местности. То есть через 6 часов. Ну, тогда вооружай меня и рассказывай, какой у нас план охоты. Уничтожение карьерного транспортника в приоритете, поставил защитник первую задачу. Вторая цель — зачистка космопорта от вражеских юнитов. Захват пленного в целях получения информации — третья цель. Но предварительно мне следует пополнить боекомплект и выдать тебе импульсную винтовку. «Мне нравится, как это звучит», — покачал я головой. «Но для начала необходимо прибрать мой мотоцикл и рюкзак». «Транспорт следует оставить в центре управления.
Там самое защищенное место. Парторг, тебе дополнительно потребуется запитать эргами системы наблюдения и активной обороны космопорта. Для этого будет достаточно 20 единиц энергии упорядоченного». «Запитаем, раз надо», — ответил я, а сам про себя подумал. Мидас стал разговаривать как человек. Меняется прямо на глазах. Странно это. Оружейная находилась внизу. Сейчас, когда тоннели получили аварийное освещение, я наконец-то смог увидеть и указатели на стенах, и подземную станцию, на которую прибывали пассажирские поезда. Здесь же стоял и сам состав, с десяток полностью прозрачных вагонов. А еще здесь стоял запах разложения. «Мидас, как давно в ваш мир пришло упорядоченное?» — поинтересовался я, дожидаясь, когда дроид откроет тяжелую стальную дверь, больше подходящую для банковских хранилищ. 14 лет назад все существа, имеющие хотя бы частицу разума и самосознания, получили сообщение, что в мир пришло упорядоченное, — ответил робот. «Парторг, требуется твоя помощь. Я одним манипулятором не могу открыть дверь». «Говори, что нужно делать?» Я перебросил через голову оружейный ремень и приблизился к двери. «Надави ладонью на этот тумблер, затем потяни на себя рычаг», — пояснил Мидас. Автоматическое отпирание вышло из строя. Минутой позже, открыв тяжелую дверь, мы вошли в оружейную. Я ожидал увидеть здесь стеллажи и стойки, заполненные различным вооружением, и уже мысленно потирал руки. Увы, но помещение оказалось пустым. Кто-то вынес отсюда практически все. Лишь слева от входа на широком верстаке что-то топорщилось под серой тканью. «Все, что удалось собрать на территории космопорта и восстановить», — пояснил дроид, приблизившись к верстаку. Он подцепил гибким манипулятором край ткани и отбросил ее в сторону, открывая вид на футуристического вида винтовки, которых здесь было аж 2. 4 баллона, один такой я уже видел, посчитав за огнетушитель, и еще какие-то детали. «Это рабочая, но ее необходимо зарядить. Ты сможешь». Мидас похлопал манипулятором по крайнему слева оружию. «У второй поврежден накопитель энергии». «А огнетушители здесь зачем?» — кивнул я на баллоны. «Это плазменные мины. Радиус действия от 10 до 30 метров, в зависимости от обстоятельств», — поправил меня робот. Услышав это, я, не сдержавшись, выругался. «Сука! С помощью взрывного устройства подпирать двери? Да я, мать его, гений!» Но зато мне теперь ясно, что так рвануло в помещении со шкафами. «Мидас, похоже, мы уничтожили несколько больше противников, чем думаем». Решил я порадовать своего стального напарника и рассказал ему о своих приключениях. «Возможно, ремонтный дроид во время поисков пропустил», — предположил робот, выслушав меня. «Следует повторно обследовать территорию космопорта». Винтовка была хороша, но у нее имелся один минус — простой ранг. Единственным ее улучшением был модуль на эргономичный приклад. Что ж, для борьбы с дроидами малого класса она подходила. Вот против того гнома, с которым я столкнулся на лестнице, вряд ли. Следующим шагом было подключение системы наблюдения, благодаря чему Мидас смог определить точное количество противников. 12 дроидов-штурмовиков малого класса и 1 хырг. Да, именно, хырг. Человекоподобное разумное существо, которое командовало всей группой, вторгшейся на территорию космопорта. «Это игрок?» — спросил я, рассматривая на виртуальном экране уродливого аборигена, больше похожего на волосатую серую лягушку-переростка. «Возраст этого хырга большой. Он родился до пришествия упорядоченного. В тот день почти все, кто не успел стать игроком, или умерли, или сошли с ума, или изменились, превратившись в монстров. Лишь единицы из сотен тысяч остались прежними», — ответил мне Мидас. «Так что он точно игрок и, скорее всего, высокого уровня. Только ведет себя странно. Сам не отходит от транспорта, группу дроидов разделил и направил в разные стороны. Теперь они не смогут поддержать друг друга. Не похож этот хырк на командира поисковой группы». «Так что мы будем делать?» — спросил я, чувствуя, что окончательно потерял контроль над ситуацией. «Ты возьмешь одну плазменную гранату и заложишь ее внутрь транспортника. Затем отступишь на безопасное расстояние, остальное сделаю я». «Принял. Тогда еще один вопрос.
Как Хырк управляет дроидами? Встроенный чип контроля. После пришествия упорядоченного такие чипы изменились, но у них осталось то же самое предназначение. Я не могу воздействовать на подобные модули через систему активной защиты космопорта. Ну, тогда объясняй, как мне выполнить диверсию, потому что сам я вряд ли смогу приблизиться к транспортнику. Мидас выдал мне планшет с картой и ключ-карту, с помощью которой я мог пройти через любую дверь. Благодаря эргам, реанимировавшим системы наблюдения и пассивной обороны космопорта, весь терминал встал на нашу сторону. Минимум риска, максимум удобства. Единственное место, где мне грозила опасность, это карьерный транспортник. В нем, как мы подозревали, скрывался командир всей вражеской группы. Подниматься на первый этаж мне пришлось через узкую вентиляционную шахту. Весьма неудобное занятие, когда у тебя за спиной винтовка, ружье и рюкзак с плазменной миной внутри. Зато я благополучно обошел все вражеские отряды под землей и выбрался с противоположной стороны от проема, разделяющего терминал на две части. Дело оставалось за малым — забраться на транспортное средство и сбросить активированную мину в водительский отсек. Ну а дальше у меня будет около минуты, чтобы уйти из зоны поражения. Укрывшись за стеной, я выждал, наблюдая через планшет за перемещениями Хырга. Лягух, как назло, не торопился уходить на противоположную сторону от огромной махины транспортника, замерев на одном месте. Уснул он там, что ли? Эх, жаль, связь с Мидасом работает лишь в одностороннем порядке. Словно услышав мои мысли, железный напарник прислал на планшет сообщение. «Сейчас отвлеку Хырга, приготовься действовать». Где-то в глубине космопорта раздался грохот. Через несколько секунд звук повторился, и красная точка на экране планшета, изображавшая противника, наконец сдвинулась с места. Только не туда, куда Мидас рассчитывал. Наш Хырг рванул прямиком к транспортнику. Понимая, что лягух решил сваливать, бросив дроидов, я принял решение действовать. Засунув планшет под мотоциклетную защиту, застегнул молнию и, вооружившись винтовкой, рванул вперед. Успею. Должен успеть. Выскочив в проход, я бегло осмотрел технику и, увидев Хырга, взбирающегося по внешней металлической лестнице вверх. Недолго думая, я вскинул оружие и начал стрелять. Первый выстрел пришелся слева от беглеца, второй на полметра ниже. Черт, у этой винтовки совсем нет отдачи, сложно привыкнуть. Третий выстрел оказался последний. Сгусток энергии почему-то не покинул оружие. Более того, винтовка внезапно начала нагреваться, и я сделал единственное, что мог. Швырнул оружие в коридор, из которого сам только что выскочил, и вжался в стену. Грохнуло так, что у меня напрочь заложило уши. А вот Хырк, судя по его ускорившейся фигуре, знатно испугался. «Врешь, сука, не уйдешь!» Я рванул вперед, сходу запрыгнув аж на третью ступеньку. Рывком бросил себя вверх и начал быстро карабкаться за противником. Тот, оглянувшись, заверещал так, что я даже оглушенный услышал его крик: «Бойся, лягушка двуногая!» Абориген все же успел подняться на грузовоз и скрылся с моих глаз. Только мной уже овладел охотничий азарт. В считанные секунды я взобрался на самый верх лестницы и, перехватив ружье, высунул его над крышей транспортника. Что-то ухнуло, и у меня над головой пронесся сиреневый шар. Плазма! Чтоб ее! Приподнявшись еще на полметра, я навел ружье в нужную сторону и выстрелил. Через мгновение по тоннелю разнесся истошный вопль. «Ага, значит, не понравилась тебе картечь, тварь!» Перехватившись поудобнее, перезарядил ружье и повторил выстрел, после чего рванул вверх. И именно в этот момент транспортник подо мной пришел в движение, медленно тронувшись назад. Если бы он дернулся, я бы свалился вниз, не удержавшись. На крыше не оказалось никого, но я знал, куда скрылся противник. Вон он, распахнутый люк, ведущий в водительское отделение. Что ж, посмотрим, как ты убежишь от этого. Сорвав со спины рюкзак, я слегка расстегнул молнию и сунул руку внутрь. Нащупав нужное углубление, дважды нажал на него, ставя мину на взвод. Все, время пошло. В 2 шага, очутившись возле люка, забросил мину внутрь прямо так, в рюкзаке. Из недр машины мне в ответ ударил импульс энергии. Поздно уже, лягушачья морда. Захлопнув люк, я со всех ног рванул прочь. Нет, не к лестнице, не успею, а к противоположному концу транспортника. Да, длины корпуса маловато, но... Крыша космопорта! Она на одном уровне с техникой. Вот только прыгать во время движения не самый лучший вариант. Примерившись, сделал 3 быстрых шага, набирая максимальное ускорение, а затем прыгнул. Пролетев около 2,5 метров, неловко грохнулся на крышу терминала.
Конечно же, мне не удалось удержаться на ногах, и я кубарем покатился по гладкой наклонной поверхности, пытаясь при этом удержать в руках ружье. Остановился метров через 20 после того, как зацепился ружейным ремнем за какой-то выступ. Рывок, выбивший из меня остатки воздуха, затем метра два скольжения, и, наконец, я замер, скрючившись в позе эмбриона. Болело все, и я лишь надеялся, что такое падение обошлось без переломов. Чтоб еще раз вписаться в подобную авантюру, да пошло оно все нахрен. Грохнуло. В этот раз куда сильнее, чем в зале с металлическими шкафами. Лежа на боку, я всем телом чувствовал, как куски транспортника, врезаясь в стены терминала, ломают их и летят дальше, пробивая перегородки между помещениями, сминая несущие стойки. А за осколками двигалось пламя, выжигающее все, что может гореть. Даже вечернее небо озарилось на несколько секунд, словно взошло второе солнце, которое, кстати, здесь имелось. До меня взрывная волна не докатилась, остановившись в нескольких метрах. Чтобы я еще раз использовал мины на минимальном таймере, лучше сразу подорвать себя, чтобы не мучиться. Ведь меня почти достало. «Хватит лежать, Серега, надо подниматься», — приказал я сам себе, выметая из головы все лишние мысли. «Мидас сейчас крошит дроидов, рискуя своей стальной задницей, а ты разлегся, словно сама беспомощность». Стиснув зубы, сначала заставил себя встать на четвереньки, а затем двинулся вверх, туда, где только что бушевало пламя. Добравшись до дыры в крыше, осмотрелся. 3 метра до пола, не смертельно. Перевалившись через край, уперся ногой во что-то твердое и, стараясь не делать резких движений, начал спускаться по стеллажу, который навалился на стену. Очутившись внизу, уселся прямо на пол и вытащил из-за пазухи планшет. Есть контакт. Мидас отправил мне послание. Что ж, почитаем. «Парторг, сиди на месте, жди сообщения о полной зачистке космопорта». «Ну, раз сказано сидеть, значит, буду сидеть», — проворчал я и принялся ощупывать голову. Вроде без травм, лишь небольшая шишка слева на лбу. Шея тоже целая, ну а дальше мотоциклетная защита хорошо постаралась. Благодаря ей отделался лишь ушибами. Ружье тоже целое, так что можно выбраться отсюда куда-нибудь в более безопасное место. Поднявшись на ноги, направился к выходу из полуразрушенного помещения, у которого целыми остались едва ли 2 стены. С трудом открыв чудом уцелевшую дверь, выглянул в темный коридор и замер. До меня вполне отчетливо доносились звуки стрельбы. Заполошенные очереди на 10-20 снарядов, из чего-то мелкого, и короткие гулки — это басовито долбили орудия Мидаса. Заглянув в планшет, я не обнаружил на карте 2 вражеские группы из 3. Третья находилась от меня метрах в 200 и этажом ниже. Если верить расположению коридоров и лестниц, то мы вряд ли пересечемся. К тому же у противников не имелось среднего атакующего дроида, и взлом каждой двери мог задержать их на несколько минут. «А мы пойдем на...» пробормотал я и захромал по коридору вглубь терминала. Где-то впереди есть выход в зал ожидания. Вот возле него и подожду. Только водички попью из фляги. Ох ты ж, как ее смяло всю! Похоже, вражеские дроиды не обладали и 10-й частью того интеллекта, что имелся у Мидаса, потому что они планомерно обыскивали помещение за помещением и вскоре сами загнали себя в ловушку. 4 коротких очереди, и последний красный маркер на экране планшета потух. Почти сразу после этого пришло сообщение от железного напарника. «Парторг. Космодром освобожден от вражеских сил. Предлагаю активировать ремонтных дроидов и собрать трофеи. Из них можно восстановить несколько боевых единиц. Ремонтный цех отмечен на карте синим маркером». «Трофеи — это хорошо», — усмехнулся я, прикидывая, в какую сторону мне сейчас лучше идти. Определившись с направлением, успел сделать лишь пару шагов, когда передо мной высыпал ворох виртуальных окон от упорядоченного. Игрок Парторг. Ты уничтожил рейдовый отряд клана Лютые Гырхи и выполнил 3 скрытых задания. 1. Контроль космопорта. 2. Убийство игрока, получившего 5 уровень. 3. Друг искусственного интеллекта. Задание эпического ранга. Получено трофеев. 5 простых кристаллов, 4 улучшенных кристаллов, 2 редких кристалла, 170 КСО. Награда. 2 простых кристалла, 14 улучшенных кристаллов, 2 редких кристалла, 3 эпических кристалла, 174 КСО, плюс 2150 к прогрессу уровня. Получен новый уровень, 3.
Награда. 1 улучшенный кристалл. 1 классовое умение. Скрыто. Доступ откроется на 5 уровне. Данные. Прогресс 650 из 4000, баланс валюты 521 КСО, встроенный накопитель, эпический ранг 10 эргов из 100, прогресс усовершенствования накопителя 2%, кристаллы 23 простых, 18 улучшенных, 5 редких, 3 эпических. Закончив читать, я мысленно потер руки. Во-первых, теперь можно активировать все улучшения на оружии. Во-вторых, попробовать поработать над мотоциклом. И я даже знаю, кто этим займется. Ну и в-третьих, у меня есть свой космопорт. И, возможно, скоро появится небольшая армия боевых дроидов. Словно заглянув в мои мысли, упорядоченная прислала очередное сообщение. Игрок Парторг. Создание своего клана станет доступно после получения 5 уровня. «Я об этом догадывался», — проворчал я, смахивая в сторону окно с текстом. «Все самое важное и интересное после 5 уровня. Только как дожить до него?» Упорядоченная не ответила. «Что ж, все сам. Так же, как заработал на дом, а затем и на машину. Мне не привыкать вытаскивать себя из низов. А здесь, чую, заложен огромный потенциал. Главное — выжить и снять этот чертов амулет подчинения». Так мысленно ворча на контору в целом и майора со следователем в частности, я добрался до ремонтного цеха, где меня уже ждал Мидас. «Парторг, сколько эргов у тебя есть в наличии?» Тут же поинтересовался дроид. Судя по его внешнему виду, в бою он не пострадал, разве что обзавелся несколькими новыми царапинами на бронеплитах. «10», — ответил я. «Должно хватить обоим ремонтникам на 12 суток непрерывной работы. Хватит, чтобы восстановить второго Мидаса и 2-3 малых охотников. Слушай, меня сейчас волнует другое. Эти незваные гости, они из клана Лютые Гырхи. Как думаешь, их товарищи придут мстить или побоятся?» Упорядоченное пришло в наш мир более 14 лет назад. После того, как закончился период глобального безумия, здесь образовался небольшой оплот, осколок былой цивилизации. Правда, без людей, одни лишь дроиды и искусственный интеллект, управляющий всеми системами космопорта. 10 месяцев все было тихо и спокойно. Затем сюда пришли вражеские отряды, чтобы разграбить тут все. Они ходили раз в месяц, и никто не вернулся к своим. Со временем нападения стали реже, а за последние 3 года это всего лишь вторая группа, пожелавшая напасть на нас. Видимо, твое недавнее появление спровоцировало атаку». «То есть терминал под постоянным наблюдением?» — уточнил я, подумав про себя. «Вот тебе и мертвый мир». «Сейчас система активной обороны фиксирует направленное на здание космопорта излучение. Да, враг наблюдает». «Тогда стоит направить все силы на повышение обороноспособности. Правда, все это придется сделать без меня. Я сейчас отдам все эрги, что у меня скопились, после чего мне нужно будет вернуться домой». «Твой мир, так же, как и наш, подвергся пришествию упорядоченного?» — поинтересовался Мидас, въезжая в помещение. Я, следуя за ним, хмыкнул. «Тоже мне цех. Да здесь едва ли есть 100 квадратов. К тому же большая часть пространства занята какими-то станками и приборами, предназначение которых мне было непонятно. Мастерская? На больше это помещение не тянет». «И да, и нет», — все же ответил я на вопрос Мидаса. «Игроки есть, но очень мало, и никто о них не знает». «Вашу планету ждет великое потрясение, Парторг», — предупредил робот. «Тоже мне Нострадамус. Это и так понятно. Достаточно взглянуть на миры нулевого ранга. Апокалипсдец нас ждет. Вот что». Ремонтных дроидов я определил сразу. 2 паукообразных 8-лапых робота с телом, похожим на здоровенную черную каплю. Да уж, выглядели они намного лучше, чем мой стальной друг. «Эрги нужно передать мне, а я загружу их в резервный блок питания». Мидас коснулся манипулятором металлического короба, от которого к ремонтникам тянулись 2 толстых кабеля. Я выполнил его просьбу и отступил. Несколько секунд ожидания, и на дроидах вспыхнули огни, а сами они зашевелились. Перед глазами тут же всплыло окно с информацией. Игрок Парторг. Ты передал 10 эргов дроидам-ремонтникам модели Архит. Дроиды перешли под твой контроль. Директивы обновлены. Приоритеты. Выполнение приказов игрока Парторга. «Нужно отдать им приказ, чтобы они выполняли мои команды», — вновь подсказал мне Мидас.
Правда, в отличие от меня, они не воспринимают эрги, так что им придется долго заряжаться, прежде чем они смогут начать работу». «Вот и хорошо», — ответил я. «Мне тоже не помешало бы отдохнуть. Как думаешь, за 2 суток здесь ничего не произойдет?» «Активная система обороны работает, и я специально задействовал 2 импульсные пушки на внешнем периметре». Мне показалось, что в голосе Мидаса послышались веселые нотки. «Думаю, враг не скоро решится на повторный рейд». Через 10 минут, не покидая терминала, я, груженный под завязку, открыл портал домой. Миг, и вместо подземного туннеля вокруг живая природа, наполненная треском сверчков, ночным щебетом птиц и плеском крупной рыбины в реке. На душе вмиг стало так легко, что я потянулся к карману, в котором лежала початая пачка сигарет. И лишь оживший в рюкзаке смартфон не позволил мне закурить. Достав мобильный, я нахмурился. Звонил брат, хотя время сейчас 3 часа ночи. Случилось что-то? «Алло?» «Серега, наконец-то я до тебя дозвонился!» Раздался из телефона голос Михаила, и было в нем нечто такое, от чего мне стало не по себе. «Миха, что случилось?» «Отца убили!» — произнес брат. Глава 13. Откровение майора. «Кто? Зачем?» Растерявшись, начал я задавать вопросы. Тут же, осознав, что веду себя глупо, уточнил. «Как это произошло?» «Да не знаю я. Слушай, тут полиция, какой-то следак тебя уже 3 спрашивал. Как бы в подозреваемые не записал. Ты бы подъехал. От греха». «Жди, скоро буду». Бросил я в трубку и отключился. Сердце сдавило недобрым предчувствием. Ехать сразу на место я не мог просто физически. Во-первых, у меня на руках был правый манипулятор, вырванный из дроида почти целиком. А во-вторых, я был уверен, что Сизов постарается избавить меня от проблем с законом. Разумеется, если смерть отца не его рук дело, в чем я сомневался. Слишком грубо и кардинально. Не в интересах конторы так подставлять меня. Зачем шугать рыбу и так надежно сидящую на крючке? «Слушаю, Глебов», — прозвучал из динамика уставший голос офицера. «Товарищ майор, я вернулся с трофеем, думаю, он вам будет интересен». «Да что ж вам не спится по ночам? Жди, сейчас пришлю группу. Трофей большой?» «Чуть меньше выхлопной трубы у мотоцикла. В багажнике легковушки поместится. И еще, на меня, похоже, собираются повесить убийство. Кто-то этой ночью убил моего отца». «Ёп! Пирный театр! Да что ж все так сложно с тобой, Глебов? Ладно, жди. Направляю к тебе старых знакомых. Они и трофеи примут и помогут решить проблемы с законом. Все, отбой!» Через 20 минут к реке подъехала уже знакомая «Лада Веста», а вскоре ко мне подошел и старый знакомый. Тот самый, что помог с ружьем. «Ну, здорово, полуношник». Оперативник пожал руку. «Начальник сказал, что у тебя есть важный груз?» «Держи. Нашел в одном разрушенном здании». Я указал знакомому на манипулятор, лежащий поперек мотоциклетного сиденья. «Слушай, закурить не найдется?» Взяв у Юры сигарету, я на несколько минут выпал из жизни, наслаждаясь ароматным душистым табаком. За это время оперативник успел донести детали от дроида до машины и вернуться. «Сизов попросил, чтобы мы съездили с тобой на место происшествия». Юрий старался не смотреть мне в глаза. «Что-то связано с твоим отцом». «Кто-то убил его», — ответил я, надевая на голову шлем. «Брат считает, что следователь записал меня в главные подозреваемые. И так вышло, что на эту ночь у меня нет алиби». «Есть причины считать тебя подозреваемым», — уточнил оперативник. «Я слышал, что ты в плохих отношениях с отцом». Чуть больше года назад я перестал с ним общаться. Совсем. Мы не ругались, даже не повышали друг на друга голос. Причин считать меня убийцей нет. «Разберемся. Показывай дорогу. Мы будем следовать в нескольких метрах за тобой». Отец жил в 3-комнатной квартире, доставшейся ему от родственников. Когда умерла мама, он сам переехал, освободив большой дом, построенный еще дедом Михаилу, на тот момент уже имевшему 2 детей. В окнах отцовской квартиры, расположенной на 1-м этаже, горел свет. Остановившись напротив подъезда, я слез с мотоцикла и закатил его на придомовую территорию, уперев колесом в 1-ю ступеньку. Вряд ли Урал будет мешать кому-то сейчас, в 4 часу утра. Чехол с ружьем, топор и рюкзак еще раньше пришлось отдать Юре, в машину. Незачем лишний раз напрягать органы правопорядка. Так что я, дождавшись оперативника, набрал на домофоне 16 и вызов. «Да», —
прозвучал из динамика голос брата. «Открывай, это Сергей», — ответил я. Послышалось сдавленное ругательство Миши, а затем магнитный замок открыл дверь. «За мной пойдешь», — предупредил Юра, оттерев меня плечом в сторону. «А то знаю этих, ухарей». Открыв дверь подъезда, оперативник двинулся вперед, держа в правой руке корочки. Мы успели пройти тамбур и только начали подниматься на площадку первого этажа, как нам навстречу сверху двинулись двое в форме ППС. «Сергей Глебов!» — произнес один из них, обращаясь к Юрию. «Оперативный сотрудник Титов, служба безопасности». Мой сопровождающий сунул старшему сержанту под нос корочки. «Кто у вас старший?» «Лейтенант Хромов». Сержант тут же вытянулся по струнке. «Он в квартире?» — поинтересовался Юрий и, не дожидаясь ответа, нажал на кнопку звонка у двери. Та сразу же отворилась, на пороге показался неизвестный мне высокий молодой мужчина. «Хромов», — уточнил мой сопровождающий. «Оперативный сотрудник Титов, служба безопасности. Пройдемте на улицу, кое-что обсудим, пока родственники убитого пообщаются между собой». «Серега!» Брат встретил меня на пороге кухни. Мы обнялись, и только после Михаил спросил. «А где лейтенант?» «Беседуют на улице», — мотнул я головой в сторону выхода. «Миша, объясни, что произошло?» «Отцу кто-то отрубил голову. Полиция говорит, что это кто-то знакомый, потому что следов взлома нет. Он сам впустил убийцу и даже пригласил его в зал. Чай приготовил, который даже не выпили. Кружки забрали. Может, по отпечаткам пальцев удастся вычислить. Кто это сделал?» «А ты сам-то что думаешь?» — спросил я, заглянув в зал. «Черт, весь палас в крови». «Я думаю, что это был Константин», — угрюмо произнес брат. «Что?» Я сначала даже не понял Михаила. «Наш Костя? Но нахрена?» «Отомстил, ведь они часто ссорились. Костя все винил отца в смерти мамы». «Миш, мелкий не был способен на убийство». «Ты это расскажи тому типу на фотографиях». Михаил пристально посмотрел мне в глаза. «Даже у тебя взгляд изменился. Словно не брата вижу перед собой, а какого-то убийцу. Скажи, тебе уже приходилось убивать людей?» «Слушай, мне кажется, ты перегибаешь», — остановил я брата. «Может, мы чего-то не знаем об отце?» «Это ты не знаешь», — зло бросил Михаил. «Не было у него врагов, способных на такое. Серж, ему голову отрубили, понимаешь?» «Давай дождемся результатов экспертизы», — предложил я. «Может, что-то прояснится?» «Да мне сразу сказали, что удар был нанесен очень острым лезвием, скорее всего, мечом, понимаешь? Все, что ты мне...» «Шиц!» Я прижал палец к губам, услышав, как со скрипом отворяется входная дверь. «Сергей, забери свои вещи», — с порога обратился ко мне оперативник. «Тут, похоже, требуется наше вмешательство, слишком странное происшествие». Забрав у Юрия чехол и рюкзак, я прошел на кухню и положил все в угол. Затем вернулся к выходу и проверил, нет ли кого в подъезде. Пусто. Странно. Все куда-то срубили резко. «Серж, ты что, на охоте был?» — прозвучал голос Михаила из кухни. «Вроде того», — ответил я. «Миш, может, мы закроем здесь все? Так-то место преступления вроде как опечатать должны». «Слушай, я не знаю всех этих процедур, но ключи у меня имеются, да. И домой надо. Мои уже испереживались все». «Вот и поехали. Заодно поможешь довести ружье». Спустя час, лежа в горячей ванне, я пытался собрать мысли в кучу. Увы, но хронический недосып дал о себе знать. В итоге в голову лезло лишь одно — послать всех к чертям или свалить отсюда как можно дальше. Так, ничего и не решив, я добрался до спальни, где тут же завалился спать. «Просыпайся, боец!» Я спросонья сперва подумал, что нахожусь в гостях. Лишь когда осмотрелся, понял свою ошибку. «Товарищ майор, как вы попали в дом?» — поинтересовался я, разглядывая незваного гостя. «Дверь же изнутри заперта была. Или...» «Вот именно. Похоже, ты настолько вчера вымотался, что забыл не только запереться, но и убрать ружье в сейф. Кстати, в этот раз трофей, переданный тобой, оказался весьма интересным. Неужели ты получил доступ в мир первого уровня?» «Товарищ майор, вы с какой целью вломились ко мне без разрешения?» Уклонился я от ответа, задав встречный вопрос. «Да вот по какому!» Рядом со мной на кровать упала целая стопка фотографий. Я принялся рассматривать их одну за другой. Какая-то девушка, явно не старше 30, с необычными чертами лица. Где-то я ее уже видел. Стоп! Вскочив с кровати, как есть босиком прошлепал по полу до письменного стола и включил стоявший на нем ноутбук.
Дождался, когда он загрузится, затем открыл папку с фотографиями и уставился на ту же девушку. «Молодец, сообразил», — похвалил меня Сизов. «Фотографии, что я принес, сделаны вчера, недалеко от дома, в котором жил твой отец. У меня к тебе вопрос. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Думаю, вы знаете больше меня», — ответил я, закрывая ноутбук. «И это мне впору вас расспрашивать». «Значит, ты не знаешь, где сейчас находится твой младший брат», — задумчиво проговорил Сизов. «Что ж, это плохо. Или хорошо, тут как посмотреть. Видишь ли, эта дама, что на фотографиях, она не человек. И нам непонятно, что ей надо на нашей земле». «Вы хотите сказать, что Константин с ней заодно?» Мне стало как-то не по себе. «Мы так считали до сегодняшней ночи, пока чужачка не убила вашего отца. Теперь у нас появились сомнения. Кстати, с сегодняшнего дня и ты, и Михаил с семьей находитесь под наблюдением. Надеюсь, вам хватит ума не пытаться скрыться от сотрудников службы безопасности». «Мне разрешается продолжить посещать другие миры?» — уточнил я на всякий случай. «Пожалуй, в других мирах ты в большей безопасности, чем здесь. Более того, скажу тебе честно, чем чаще ты ходишь на ту сторону, тем лучше, потому что каждый поднятый тобой уровень дает Земле шанс слегка задержать неизбежное». «В смысле?» Мне стало очень интересно. Похоже, майор сейчас поделится чем-то важным. «Если дело обстоит так, то почему вы меня отпустили в свободное плавание?» «Видишь ли, вас, игроков, нельзя контролировать. Упорядоченное как-то отслеживает любое вмешательство в жизнь тех, кто прошел адаптацию. Вы должны добровольно посещать другие миры, и желательно поодиночке. Группы, состоящие из 2 и более инициированных, всегда переносятся в места, где находятся игроки выбранного мира. И, как правило, чужаков убивают». «То есть вы не можете нас контролировать?» — уточнил я. «Неверно. Мы не можем вмешиваться в игровой процесс, так будет правильнее». «Но тогда ваши попытки контролировать спонтанные порталы — это тоже вмешательство», — предположил я, вспомнив того бойца, что не вернулся. «Ты думаешь, что самый умный?» — усмехнулся майор. «Мы уже провели множество экспериментов. Наблюдали за случайно попавшими в портал, уговаривали родственников игроков, посылали бойцов без снаряжения. Нет ни одной параллели. Были проведены сотни и сотни исследований организмов игроков по всем возможным областям. Пусто. Это не поддается анализу». «В прошлый раз, когда погиб боец, срок до инициализации нашего мира сократился», — вспомнил я. «Это как-то связано?» «Каждая 1000 неудачных посещений мира полигона сокращает время отсчета на месяц. Каждый полученный игроком уровень сдерживает показатели. Изначально срок равнялся 36 месяцам. Можешь представить, сколько народа уже не вернулось из порталов». «Получается, у нас нет никаких шансов повлиять на это?» Я опустился в кресло, только что полученная мной информация была не из радостных. «Почему же? Набирай уровни, приводи в наш мир других игроков, и, возможно, мы дотянем до мира 1-го уровня. Правда, никому пока не известно, что конкретно для этого нужно сделать. Никаких цифр, ничего». Сизов развел руками. «Возможно, ответ получим, когда кто-то из вас доберется до 15-го уровня». «А что будет на 5-м?» — поинтересовался я. «Откроешь данные по своему классу, увидишь начало ветки развития. В компьютерные игры играл? Вот почти одно и то же. Да, еще получишь доступ к планетарному аукциону, но он пока что закрыт. Есть еще кое-что по мелочам, но это все индивидуально. В общем, не рассчитывай, что с 5-м уровнем ты получишь ответы на все вопросы. Упорядоченное не спешит делиться своими правилами и секретами. Не только с нами, но и с игроками из других миров». «Значит, то, что я привел в наш мир игрока, хорошо. Мне Орлов совсем другое сказал». «Все правильно он сказал. Там тоже есть свои нюансы. Видишь ли, если ты привел в наш мир игрока, который согласился стать частью этого мира, то он автоматически становится твоим подчиненным. В общем, получи сначала 5-й уровень, и большинство вопросов отпадут сами. Да, чуть не забыл». Сизов быстро вышел из комнаты, но вскоре вернулся назад с небольшим чемоданчиком в руках. «Вот, держи. Пароль от замка 1425. То, что внутри, использовать только для самозащиты. Я знаю, ты умеешь. Это моя личная инициатива, и она, очень надеюсь, останется между нами.
На этом нашу беседу вынужден прервать, так как мне уже трижды звонили, пока мы с тобой болтаем. Все, бывай». «Можно еще один вопрос?» Остановил я Сизова уже в коридоре. Кивнув на браслет, охватывающий лодыжку, спросил: «Зачем мне рабский браслет?» «Это не моя затея, Глебов», — не поворачиваясь, ответил майор с какой-то затаенной горечью. «Приказ сверху. Есть у нас начальство, которое думает не только о будущем Земли, но и о своем личном тоже». Проводив взглядом служащего конторы, которая пытается контролировать упорядоченное, я почесал пятерней затылок. Что это, мать-перемать, было? Откровение майора? Он даже на вопрос про браслет дал понять, что где-то наверху есть некто, пытающийся вести свою игру. Что ж, я, конечно, прост, и у меня нет вселенских амбиций, но свою свободу никому не отдам. Бросив взгляд на часы, поморщился. 6 часов вечера. Тут же глухим урчанием напомнил о себе пустой желудок. Надо поесть хорошенько и отдохнуть. К тому же в холодильнике имеется куча разных вкусностей. Но сначала разберемся, что там за подарок принес Сизов. Надеюсь, не взрывное устройство. Набрав на дипломате код, щелкнул замками и поднял крышку. Да, неожиданно. Слева пухлый конверт, на котором написано «Вознаграждение». Справа пистолет с 2 запасными магазинами. Ниже 3 пачки патронов и кожаная кобура со сбруей для скрытого ношения под мышкой. Ну-ка, что это за ствол? Впрочем, я и так уже знал, потому что перед глазами появился текст. Пистолет Макарова. Оружие. Простой ранг. Общее состояние 70%. Год производства 1989 от Рождества Христова. Доступны улучшения 1 из 1. Под кобурой обнаружились документы на оружие, оформленные на мое имя. Что ж, в последнее время случилось много разного дерьма, так что я, пожалуй, приму подарок. И даже сразу нацеплю на себя, потому как нет никакого желания остаться без головы. Отложив оружие, сел и прикрыл глаза. Отец. У нас всегда были слишком тяжелые отношения. Всему виной его сильное пристрастие к алкоголю, с которым он справился лишь за год до смерти мамы. Пожалуй, я бы не смог сказать, что любил его, да и он меня, если честно. Мы просто терпели друг друга, пока я окончательно не переехал к деду. Он мне заменил родителя. И, надо сказать, справился с этим на отлично. Что же я чувствовал сейчас, когда не стало отца? Когда умер дед, я рыдал, словно ребенок, хотя мне уже было под 30. Мама. К ее уходу мы подготовились. Тяжелая, долгая болезнь, не оставляющая шансов. Но и тогда внутри меня все бушевало, просто я уже научился прятать свои чувства за эмоциональной броней. Сейчас же у меня на сердце была пустота. Нет, я не переживал за то, что мы не разговаривали с отцом последний год. Слишком многое накопилось между нами нехорошего. Простить? А зачем? Почему я должен прощать того, кто осознанно, не раскаявшись ни разу, делал мне зло? Нет, пусть Михаил считает меня бесчувственным, это его право, как и мое оставаться при своем мнении. «Кофе!» — произнес я и поднялся с кровати. Крепкий кофе и здоровенный бутерброд с ветчиной, сыром и овощами. От озвученных мыслей рот наполнился слюной, а желудок скрутило болевым спазмом. «Жрать!» А потом перекур и прогулка в Брэдсис. Нужно будет слить накопившиеся энергии и вообще узнать, как вокруг обстановка. У меня имелись, очень большие планы на космопорт. Крепость, чтоб ее. Отогнав наполеоновские мысли, открыл холодильник и первым делом вытащил кастрюлю с остатками собачьей каши. Как раз хватит, чтобы накормить верного. А пока буду... завтракать, приготовлю еще. Накормив пса, краем уха услышал, как скрипнула калитка, соединяющая мой двор с соседским. Похоже, Николай пришел дать собаке еды. Что ж, надеюсь, он не увидит раскрытый на столе спальни дипломат. А то там коробки с патронами, магазины. От такого зрелища у любого возникнут неудобные вопросы, на которые я бы не хотел отвечать. Поспешил домой, чтобы перехватить Михалыча до того, как он начнет искать меня по дому. Или, чего хуже, вызовет полицию. Поднялся на крыльцо, миновал веранду и потянул дверь в дом на себя. Успел еще подумать, что как-то туго открывается, как раздался женский вскрик, а затем в мои объятия попало упругое девичье тело. Глава 14. Послание от родственника. «Полина, ты разве не уехала?» — поинтересовался я, сглаживая неловкую ситуацию. «Еще бы.
Девушка была в одном тонком халате и явно без бюстгальтера, потому что я при столкновении почувствовал грудью ее соски, которые сейчас выпирали, притягивая к себе мой взгляд. «Черт! Сергей, ты меня до икоты напугал!» Полина отступила на шаг назад. «Отец сказал, что дома никого нет». «Ночью вернулся, уставший», — ответил я. «К тому же голова ни черта не соображала. Забыл Михалыча предупредить». «Что-то случилось?» — нахмурилась соседка. «У тебя на лице написано, что тревожишься сильно». «Справлюсь». Не стал я посвящать Полину в свои проблемы. Ей своих выше крыши. «Кстати, Николай сказал, что отправил вас куда-то на юга, к родственникам. Почему еще не уехали?» «Поезд только завтра будет», — с грустью ответила девушка. «Сидим на чемоданах, ждем. Я сегодня на работу сходила, уволилась. Так что теперь такая же, как ты. Безработная». «Ну, я не совсем безработный», — усмехнувшись жестом указал на кухню. «Ты проходи, компанию мне составишь за ужином». «Да я одета не совсем подобающе». Даже в плохо освещаемом коридоре стало видно, как вспыхнули щеки Полины. «Сейчас дам тебе махровый халат, от младшего брата остался», — успокоил я, а сам про себя подумал. «Сергей, что ты творишь? Мало девчонки своих проблем, так ты сейчас еще и в свои ее впутать хочешь». «Тогда задержусь ненадолго», — согласилась Полина. «Давай сюда свой халат». Через 5 минут я, нарезая тонкими ломтями сыр, украдкой любовался чуть смущенной и от этого еще более красивой женщиной. Бывают такие, обладающие природной красотой. Они могут не пользоваться косметикой, но все равно привлекают внимание мужчин. «Ты всех женщин заманиваешь в свою берлогу, обещая накормить вкусным ужином», — нарушила затянувшуюся паузу соседка. «Не поверишь, но тебя первую», — ответил я, раскладывая на тостовый хлеб бутербродную начинку. Переложив почти готовую вкуснятину на гриль, закрыл тяжелую крышку и включил рожковую кофеварку, которая тут же зашумела, прерывая на время наш разговор. Повернувшись к холодильнику, полез за молоком и в этот момент почувствовал, что-то изменилось. Словно легкий ветерок, взявшийся из ниоткуда, взъерошил мне на затылке волосы. Дальше уже действовал на неизвестно откуда взявшихся рефлексах. «Полина, ляг на пол! Живо!» Прикрываясь холодильником, рубанул выключатель, погружая дом во тьму, и сразу же присел на пол. Звон разбившегося стекла и глухой удар в дверцу холодильника дал мне понять, что я не зря поднял шум. «Сергей, что происходит?» — раздался с пола голос девушки. Надо же, послушалась. Как все закончится, расцелую ее. «Не знаю», — честно признался я. Почувствовал опасность и решил, что лучше подстрахуюсь. «Ты лежи, не двигайся, я схожу за ружьем». «Подожди, Сергей, это стрела», — сообщила мне Полина. «В нас стреляли из лука». «Разберемся. Жди здесь», — приказал я и нырнул в коридор. Первым делом задвинул на входной двери засов, после чего проскользнул к входу в спальню. Ружье в чехле прямо у двери. Разряжено, но рядом рюкзак, а поверх него патронтаж с патронами. А вот пистолет всего в 3 шагах, и он заряжен. А еще возле рюкзака топор. «Сергей, на стреле записка», — послышалось из кухни. «Полина, не двигайся!» Я на корточках прошел к письменному столу и на ощупь ухватил пистолет. Тут же проверил, заряжен ли он, благо имелся такой опыт. Все, теперь, когда вооружен, можно подумать об остальном. Также быстро вернулся в коридор, пробрался к кухне и только сейчас смог разглядеть, что с внутренней стороны дверцы торчит острие. Стоило обратить на него внимание, как перед глазами появилось окошко со статами. Стрела эльфа. Оружие. Простой ранг. Общее состояние 45%. Предназначено только для использования эльфами. Год производства. 1270 лет от пришествия упорядоченного. Доступны улучшения. 0 из 1. Установлен модуль простого ранга. Бронебойный наконечник. «Полина, прошу, потерпи несколько минут». Обратился я к девушке, пытаясь вспомнить, куда засунул телефон. Вроде положил его сверху на холодильник, когда доставал еду для собак. Точно, вот он. Шагнув в коридор, начал было искать нужный номер, но тут же замер. Стоп. Эльфийская стрела. Убрав мобильник в карман, я вернулся к холодильнику и рывком захлопнул его дверь, укрываясь за корпусом. Затем нащупал на древке стрелы плотно накрученный лист бумаги и тонкий шнурок, удерживающий его. Высвободил записку и вновь шагнул с ней в коридор. Развернул, достал мобильный и посветил экраном. Такс, всего одна строка.
Держись подальше от конторы. Скоро все изменится, и я хочу, чтобы мы оказались по одну сторону. К. Постскриптум. Да, не трать попусту кристаллы, они пригодятся». «Чтоб тебя согнуло коромыслом!» — выругался я любимым дедушкиным ругательством. «Сергей, что случилось?» — встревожилась Полина. «Помощь не придет?» «Не придет», — подтвердил я, включая свет и шагая на кухню. «Поднимайся, угрозы больше нет». «Что это было?» Девушка ухватилась за мою руку, а через миг очутилась вплотную ко мне, невольно прижавшись всем телом. «Это было предупреждение», — ответил я, не торопясь отталкивать от себя Полину. «У меня к тебе будет просьба». Утро я начал с того, что позвонил брату. Расспросил, как у него дела, не было ли чего-то подозрительного, и только убедившись, что все хорошо, успокоился. Вчерашнее послание, как и стрела, были отправлены в топку банной печи еще ночью. Стекло, как и холодильник, надежно заклеены скотчем. Но в планах у меня в ближайшее время была намечена поездка в магазин бытовой техники. Насчет окна я еще вчера позвонил старшему товарищу, сообщив ему размеры поврежденного стеклопакета. На днях должен будет привезти. Знакомство с дипломатом, подаренным Сизовым, порадовало. Сумма, лежащая в конверте, оказалась шестизначной. Обычно я столько зарабатывал за 3-4 месяца, а тут всего лишь за один день. Хватит, чтобы закрыть все потребности и долги на некоторое время. Перетряхнув свой рюкзак, убрал все лишнее, пополнил только запас патронов и сухпай. Все, можно отправляться в Брэдсис. К тому же у меня практически заполнился встроенный накопитель эргов, а Мидас отчетливо дал понять, если я хочу восстановить систему обороны космопорта, мне следует серьезно постараться. К тому же у меня имелись кое-какие планы на свое оружие. Хотелось проверить, как можно улучшать игровые вещи с помощью модулей. У меня имелся пистолет, на который я с помощью дроидов-ремонтников планировал установить, а затем активировать что-нибудь полезное. Подхватив рюкзак, чехол с заряженным ружьем, я направился в гараж. И, разумеется, наткнулся на Николая, явно дожидавшегося меня у забора. «Здравствуй, Сергей. Задержись на минутку, разговор имеется», — обратился ко мне сосед. Ну, началось. «Здорово, Михалыч. Что случилось?» «Полина не хочет уезжать. Говорит, что не собирается бегать от какого-то ухажера. Это ты ее убедил?» «Честное слово, Михалыч, все наоборот», — ответил я. «Мы с ней вчера поговорили вечером, и мне показалось, что она прониклась моим рассказом. Тут вообще странные дела творятся, как и везде, впрочем. Я Полине не стал вчера говорить». «О чем говорить?» — не понял Николай. «Моего отца позавчера убили», — ответил я. «Михалыч, хочешь добрый совет? Переезжай куда-нибудь в деревню, обзаведись ружьем и своих дам оружием снабди. Глядишь, может, повезет и все обойдется. Но если нет, будешь готов». «Сергей, ты что-то знаешь?» — нахмурился сосед. «Насколько все серьезно?» «Более чем. Извини, Михалыч, большего сказать не могу, под подпиской». Я развел руками. Даже сказанного уже достаточно, чтобы у меня появились проблемы. «Да я уже заметил, что ты с оружием не расстаешься». Николай кивнул на ружейный чехол, стоявший на крыльце. «В стрельбе тренируешься?» «Почти угадал», — усмехнулся я. «Все, Михалыч, я пошел. Мне еще мотоцикл нужно проверить. Пса накормил. Поездку планирую недолгую. Вернусь к вечеру, если не раньше». «Спасибо тебе за предупреждение, Сергей». Николай протянул руку, которую я пожал. «Давай, Михалыч, не задерживайтесь здесь». На самом деле я преследовал сразу две цели. Первую — отправить соседей в более безопасное место. И вторую, главную — избавиться от лишних глаз. Иначе мои исчезновения из гаража рано или поздно раскроются. Уже возвращаясь к крыльцу, увидел в окне соседской кухни Полину, которая помахала мне рукой. Я ответил тем же, сопроводив приветствие улыбкой. Черт, с этим надо завязывать. Вчера наши посиделки чуть не зашли гораздо дальше, чем соседское чаепитие, и лишь благодаря Михалычу, позвавшему девушку, все осталось так, как есть. До знакомства с порталом я был бы рад нашему сближению, но не сейчас. Не хочу привязываться к кому-то, кого через несколько месяцев с высокой вероятностью не станет, а может и вовсе придется убить, иначе сам пострадаю. Как мне сказали в конторе, большая часть населения превратится в обезумевших тварей. Интересно, какой процент землян сохранит разум, а какой станет игроками? В общем, эмоции и чувства подавить волей, никаких близких знакомств. Сейчас у меня цель —
восстановить аэропорт и оценить его потенциал, в случае чего он станет моей крепостью, где можно будет укрыться от противника. Попутно получить 5-й уровень, и только после строить планы на будущее, которое я сейчас даже близко не представляю. «Сергей, будь честен перед собой», — проворчал я под нос, закрывая дверь гаража. «До спонтанного портала у тебя тоже не было далеко идущих планов, так по мелочам». Погрузив все вещи на мотоцикл, я активировал портал, потратив еще один простой кристалл, и замер, изучая текст, повисший перед взором. Игрок Парторг. Ты пытаешься открыть портал в мир нулевого уровня. Доступные миры. 1. Бретсис. 2. Хриша. 3. Борка. Локация «Лесной массив». Рассчитан на игроков от 2 до 5 уровня. Ранг опасности «Голубой». Низкий шанс добыть редкий кристалл. Для выбора мира, мысленно или вслух, произнеси название мира. «Бретсис», — выбрал я и толкнул мотоцикл в белое марево портала. Секунда, вторая, вспышка боли, и вот я уже посреди бетонной равнины. Интересно, а если обойти портал и въехать в него с противоположной стороны, то я окажусь лицом к терминалу или ничего не изменится? Мотоцикл завелся со второго раза, и я неспешно покатил к космопорту. Попутно рассматривал группу строений, похожих на одноэтажные дачные домики. Интересно, что там? Может быть, их исследовать на предмет полезностей? Сколько лет прошло с момента, как этот мир поглотила система? Что-то по-любому уцелело. «Парторг, тебе следует поменять маршрут!» Громогласно прозвучал в воздухе голос Мидаса. Я чуть руль не выпустил от неожиданности. Шутник хренов. 40 градусов левее главному залу ожидания. Главный служебный проезд временно заблокирован. «Ну да, временно», — проворчал я, припомнив, что осталось от трудовоза. «Если его и удастся вытащить, то очень нескоро». Проход в зал оказался широким. 2 десятка человек свободно могли пройти через него, не касаясь друг друга. Правда, автоматически открывающиеся двери сейчас были заблокированы, и мне пришлось протискиваться в узкий проем аварийного выхода. Зато отсюда я свободно покатил сразу к спуску на подземку, миновав ступени и прочие преграды. Мидас ожидал меня в центре управления, причем не один. Здесь же присутствовал один из восстановленных дроидов, совсем недавно пытавшихся прикончить меня. «Восстановили?» — кивнул я на замершего человекоподобного робота. «Пришлось поставить на обновление все базы данных, так что пользы от него пока нет. Лишь трата эргов», — проскрежетал тяжелый оборонительный дроид. «Парторг, за время твоего отсутствия ремонтники восстановили 3 малых охотников, запитали часть внутреннего контура активной защиты и разобрали на составляющие среднего дроида-штурмовика модели Каркор. К сожалению, ремонтникам не хватило запчастей на полное восстановление 2-го Мидаса, зато удалось залатать мой корпус». «Куда сливать эрги?» — поинтересовался я. «У меня 76 единиц накопилось». «Этого хватит, чтобы вывести кое-какую технику из консервации», — произнес Мидас, и я мог поклясться, что он обрадовался. 2 малые грузовые платформы дроидам-ремонтникам точно пригодятся в работе». «Что еще есть на консервации?» — спросил я, а сам насторожился. В прошлый раз мой помощник не говорил о технике. Впрочем, тогда не до нее было. «Старая техника на ручном управлении», — ответил дроид. «Грузовые платформы, 20 малых и 4 больших. Хранились в запасниках космопорта на случай непредвиденных обстоятельств вроде стихийных бедствий, войны и прочего. Если честно, я сам наткнулся на упоминание о них только вчера, когда начал исследовать базу данных». «Все, что может принести пользу, я категорически одобряю. Кстати, мы можем отвлечь одного дроида-ремонтника на некоторое время. Мне необходимо провести эксперимент». «Ты сейчас являешься начальником космопорта. Под такой должностью я внес тебя в базу данных. Любой твой приказ в приоритете», — сообщил Мидас. «Ну вот, дожился. Это ж какой карьерный скачок. От замерщика, окон, балконов и мебельных гарнитуров до начальника космопорта. Из грязи в князи. Пусть один из ремонтников подтянется к ремонтному цеху. А я пока поставлю тебе задачу и сброшу накопленные эрги». Цех изменился.
Гудели станки, скрежетали вытачиваемые детали, работал тяжелый гидравлический молот. Роботы, получив энергию и массу задач, выполняли приказы согласно приоритетам. Разумеется, Мидас тут же, едва мы вошли, выдал ремонтникам новое задание — внести в конструкцию моего пистолета одно изменение, которое усилит пистолет. Модификацию продумал сам Мидас, пока мы шли к цеху. А дальше случилось то, что изменило мое отношение к космопорту. Ремонтник принял оружие, забросил его на стол анализатора, тщательно просканировал, после чего издал писк. «Парторг, дроид утверждает, что все детали оружия можно воспроизвести из более качественных материалов, а если я произведу необходимые расчеты, то оружие повысит свои качества в несколько раз. Также, если я исследую боеприпас и твои физические возможности, то смогу подогнать новые изделия под тебя лично, и кто-то другой просто не сможет его использовать». «Сколько на это потребуется времени?» — тут же спросил я. «Поиск и подготовка материалов, закалка, предварительные испытания. Если один из ремонтных дроидов сосредоточится на выполнении этой задачи, то закончит через 2 дня». «Внешнее оружие будет сильно отличаться от моего пистолета», — уточнил я, размышляя, стоит ли рискнуть. «Внешний вид, скорее всего, потерпит значительные изменения», — подтвердил мои догадки Мидас. «Пусть изготавливают». Принял я решение. Держать при себе серьезный ствол, на голову превосходящий уже имеющееся оружие, оно того стоит. Задача в приоритете, но чтобы основное дело тоже не стопорилось. Скажем, срок в 5 дней идеально подойдет. А пока все же надо чуть улучшить это оружие и посмотреть мой мотоцикл. Там тоже можно внести улучшения. «Я уже подкорректировал поставленные задачи. Что по мотоциклу?» «В идеале поставить на него двигатель, работающий от эргов», — предложил я. «Парторг, у нас нет подобных технологий, но я подумаю, как улучшить уже имеющийся двигатель. Еще что-то?» «Да, можешь просканировать вот это?» Я задрал штанину, показывая рабский браслет. «Это займет несколько минут», — ответил Мидас, и по моей ноге забегали разноцветные линии. Увы, но даже технологии продвинутого мира не смогли пробиться сквозь защиту браслета. Даже сканеры ремонтных дроидов не справились с задачей, выдав лишь, что устройство состоит из металла, который можно срезать только плазменным резаком. Разумеется, я отказался от такого способа, ведь тогда моя нога просто обуглится. «Так, задачи поставлены, все остальное без меня», — подвел я итог. «Теперь мне хотелось бы узнать, что за строения расположены на окраине посадочного поля». «Раньше там жили сотрудники космопорта, а сейчас это довольно опасное место. Иногда с той стороны приходят мутировавшие звери и люди, некоторых приходится уничтожать. По моим наблюдениям, там проживают создания 3-4 уровней». Тогда я хочу взглянуть на малую транспортную платформу. У меня получится ей управлять?» Интерлюдия 2. Полина Яковлева. Полина увидела Сергея в окно, когда собиралась позвать отца завтракать. Непонятно почему, но она внезапно ощутила несвойственную ей робость перед этим мужчиной и потому помахала ему рукой, вместо того, чтобы открыть окно и поприветствовать соседа какой-нибудь шуткой, как между ними было заведено. Сергей улыбнулся и помахал в ответ, задержав свой взгляд чуть дольше, чем того требовали приличия, а затем отвернулся и исчез из поля зрения. «Представляете, у Сергея отца убили позавчера», едва перешагнув порог, сообщил отец. «Так что думайте, что хотите, но завтра мы все возвращаемся в теткин дом. Затаримся в магазинах на все. Попрошу, чтобы брат сегодня прицеп пригнал. Из погреба все заберем и дом на замок. Сергей обещал присмотреть». «А как же огород?» — всполошилась мать. «Я для кого рассаду выращивала? Для...» Не слушая перепалку родителей, девушка выскочила на веранду, быстро обула отцовы сланцы и направилась к калитке. Полина была уверена, что Сергей сейчас выкатывает наружу свой мотоцикл и собиралась извиниться за вчерашнее поведение. У человека горе, а она чуть ли не в объятия к нему лезла с недвусмысленными намерениями. Снаружи соседа не обнаружилось, а значит, он в гараже. Вон как верный смотрит на дверь. Видать, обиделся на хозяина, что тот не пускает пса внутрь. Девушка уже протянула руку к дверной ручке,
когда в окне гаража что-то полыхнуло белым. Испугавшись, Полина заглянула через стекло и замерла. Быстро протерла глаза, не веря увиденному, и снова посмотрела внутрь гаража, чтобы увидеть, как белое нечто поглощает и Сергея, и его мотоцикл. Глава 15. Сафари. Увы, но ни Мидас, ни сканер не смогли решить проблему с браслетом. Что-то в нем было такое, что закрывало изделие от всего. Оставалось надеяться, что после получения 5-го уровня я смогу понять, что с этим рабским девайсом не так. Само собой, у меня выстроился план. Я решил активировать сразу 3 различных модуля улучшения. На Урале комфортное сиденье простого ранга, а на топоре следопыта эргономичную рукоятку улучшенного ранга и самозатачивающееся лезвие редкого. Активация оказалась несложной. Мне всего лишь нужно было коснуться предмета и пожелать активировать тот или иной модуль. Ну а дальше наблюдать за изменениями. Сиденье мотоцикла внешне почти не изменилось, лишь слегка потемнело, зато на ощупь стало куда лучше. Усевшись за руль, я почувствовал, что теперь водить мотоцикл будет чуть комфортнее. С топором все оказалось в разы заметнее. Во-первых, рукоять полностью изменила цвет, став темно-зеленой. Во-вторых, она стала совершенно иной на ощупь. Взявшись за нее без перчатки, я понял, что теперь она точно не выскользнет из ладони. Лезвие тоже сменило цвет. Вместо серебристого оно стало синим и каким-то матовым, не дающим блеска. А еще стало намного острее, просто бритвенно, острым. Но самое главное произошло позже, когда я с осторожностью убирал топор в чехол. Упорядоченная прислала мне сразу 2 окна с сообщениями. «Парторг, ты выполнил скрытое задание простого ранга, улучшение предмета, награда, 1 кристалл простого ранга, 1 КСО, 10 единиц к прогрессу уровня. Парторг, ты выполнил скрытое задание улучшенного ранга, полное улучшение предмета, награда, 1 кристалл улучшенного ранга, 5 КСО, 50 единиц к прогрессу уровня. Парторг, ты выполнил скрытое задание редкого ранга, не получив 5-й уровень. Активация кристаллов вплоть до редкого ранга. Награда. 1 редкий кристалл, 20 КСО, 200 единиц к прогрессу уровня. Способность игрока. Простой крафтер. Минус 1% от стоимости всех предметов на аукционе упорядоченного. Доступ к аукциону откроется после получения 5-го уровня. «Аукцион, на котором можно продавать и покупать», — пробормотал я. «Интересно, это будет происходить дистанционно или нужно посещать определенное место?» «Парторг, на твое оружие мы установим 2 существенных изменения», — обратился ко мне Мидас, посчитав, что я уже освободился от своих дел. «Вы уже все сделали? Так быстро?» — удивился я. «Еще ничего не готово. К сожалению, в нашем распоряжении имеется лишь 1 копировальный станок, и мы вынуждены его беречь». «Хорошо, работайте. Главное, чтобы осталась своя начинка патрона, а то ваши плазменные ружья взрываются после первого же выстрела». «Слишком старый накопитель энергии. Вероятнее всего, не выдержал нагрузки, когда ты использовал оружие», — пояснил робот. «Похоже, прошло слишком много времени, и сложные элементы, которые мы не можем воспроизвести в ремонтном цеху, становятся опасными». «Слушай, а те дроиды, что напали на нас, их когда создали?» — ухватился я за главное. «Еще до прихода упорядоченного», — успокоил меня Мидас. «Если учесть, что творилось с миром 14 лет назад, то вряд ли у игроков Брэдсиза остался доступ к передовым технологиям». «Логично», — согласился я, вспоминая множество фильмов и книг на подобную тему. Любой серьезный катаклизм отбрасывает цивилизацию далеко назад. «Парторг, 3-я малая платформа расконсервирована, но я настаиваю, чтобы ты взял одну из 2 уже прошедших обкатку». «Хорошо, уговорил», — согласился я. «У меня как раз все мелкие дела закончены, и можно прокатиться до поселения. Заодно поохочусь». Малая платформа. Квадратная площадка со стороной в 2 метра и бортами в 40 сантиметров, поставленная на 6 колес. Общая высота чуть больше метра, до верхнего края бортов.
Управление с пульта, которое я разместил у себя на левом предплечье. Скорость низкая, максимум 20 км в час. Единственным преимуществом этой техники перед мотоциклом было то, что на нее сверху устанавливался металлический трубчатый каркас, превращая платформу в самодвижущуюся клетку. В моем случае идеальный вариант. Я всех вижу, и меня сложно достать зверью, обитающему в домах. «Я настоятельно рекомендую подождать 1 день, а затем взять с собой одного из малых охотников», — произнес Мидас. «Я осторожно, на разведку», — попытался я успокоить железную няньку. «Вглубь не полезу, но по границе проедусь. Надо же знать, кто или что у нас обитает под боком. Кстати, что там с направленным излучением? За нами еще следят?» «Уже нет. Мы задействовали постановщик помех, так что наблюдатели вряд ли что-то увидят». Минут 20 я привыкал к управлению платформой, ругаясь сквозь зубы. Наверное, так же себя чувствует водитель электрокара, впервые сев за руль. Но в конечном итоге мне все же удалось справиться с весьма резкой техникой. Еще 10 минут потратил на разглядывание поселка в бинокль и был весьма приятно удивлен. Отсутствие растительности и сухой климат позволили сохраниться постройкам в довольно хорошем состоянии. Что ж, если вдруг придется перебираться сюда не одному, я знаю, куда заселить беженцев. Первый заезд к поселку получился стремительным. Хотел убедиться, что на меня не набросится стая измененных зверей, едва я приближусь. Вторую попытку провел на минимальной скорости, держась в 20 метрах от крайних домов. При этом тщательно отслеживал все, что происходит среди домов. Отсутствие любого, даже малейшего движения не ввело меня в заблуждение. Я на охоте мог часами сидеть на вышке, поджидая добычу, а уж дикие звери способны и перемещаться так, что не каждый человек заметит. Мое терпение было награждено после 4-го заезда. В этот раз я решил въехать на несколько метров вглубь поселка на одну из самых широких улиц и почти сразу был атакован. Стремительная тень одним большим метров на 7 прыжком ринулась в атаку, метясь прямо в клетку. Я едва успел среагировать, вскинув ружье и выбрав спусковой крючок практически одним слитным движением. Грохнул выстрел, и здоровенная кошка со шкурой дымчато-серого окраса словно налетела на стену. Еще бы, тяжелая пуля 12-го калибра обладает весьма серьезной останавливающей силой. Именно в этот момент я понял, что моя реакция стала чуточку лучше. Даже успел выстрелить дважды по раненому зверю, не дав ему прийти в себя. При этом стрелял не для того, чтобы просто попасть. Бил прицельно в голову и не промахнулся. Ну а дальше началась бойня. Видимо, сработала какая-то условность упорядоченного, и зверье полезло из всех щелей. Я только успевал дозаряжать ружье, как из проулка, с крыш домиков, из-за заборчиков на меня кидалась очередная хищная тварь. Отметилась и стая мутопсов, попытавшихся погрызть колеса платформы и клетку. Отстреливался я до тех пор, пока не понял, что запас патронов, взятых с собой, почти закончился, а на меня в этот момент прет здоровенная, обезьяноподобная тварь, которой, скорее всего, ничего не стоит перевернуть мою тушку вместе с платформой. Это ж какого уровня зверюга? Включив на пульте управления задний ход, я дозарядил последние патроны и выстрелил в грудь быстро приближающемуся Кинг-Конгу. Того мой выстрел чуть замедлил, но лишь на время, приведя в бешенство. Взревев на всю округу, зверь поднялся на задние лапы и начал молотить передними себя в грудь. Похоже, обезьяныш не сталкивался с людьми и их оружием. Я еще трижды выстрелил в противника, целясь ниже пояса. С поврежденной конечностью слишком быстро не побегаешь. Патроны закончились, а зверь, хоть и сменил яростный рев на крик боли, все же продолжил наступать. К счастью, его подвижность сильно пострадала, благодаря чему я начал отрываться от преследователя. Закинув ружье за спину, потянул из-за пазухи планшет и быстро набил на нем план «Б». Зря обезьяна вылезла за границу поселка. Сейчас Мидас прожарит ее из орудий активной обороны. Главное, чтобы меня и поселок не зацепило. Вжух! Слева от платформы пронесся сгусток плазмы. И тут же грохнуло. Обезьяну буквально разорвало на части. Даже до меня докатилась волна жара от взрыва плазменного заряда. Остановив свой транспорт, я немного подождал в надежде, что это все. Больше из поселка не выскочит ни одного мутировавшего зверя. Наивный. Похоже, обезьяна была сдерживающим фактором. И теперь из поселка полезли десятки разных тварей, и всех их интересовала моя персона. «Это не бегство, это запланированное отступление», —
пробормотал я, запуская двигатель платформы на полную мощность. Затем повторно вбил в планшет план «Б». Нет уж, надо переходить на голосовое общение. Я не робот, способный в один миг записывать сотни слов. Сразу несколько плазменных зарядов понеслось навстречу разношерстной стае, выскочившей на посадочное поле. Понимая, что сейчас произойдет, я отвернулся от преследователей и ухватился руками за решетку. Хоть бы меня не перевернуло взрывной волной. Позади загрохотали взрывы, заставив меня пожалеть об оставленном мотоциклетном шлеме. Волна жара в этот раз ударила в платформу, увеличив скорость передвижения вдвое. Будь мой транспорт вдвое легче, и его перевернуло бы, словно лист. «Броня крепка, платформы наши быстры!» — заорал я, получив очередную порцию адреналина. «Черт! Еще немного, и я совсем потеряю связь с реальностью. Начну бегать за мутантами с топором. Нет уж, рановато мне так развлекаться». Обернувшись назад, увидел лишь дымящиеся останки зверей. Вот и поохотился. Ни тебе шкур, ни чего-то еще полезного. Ничего, главное, чтобы поселок не зацепило. Сдается мне, что в одноэтажных домиках наверняка найдется что-нибудь нужное. На второй заход по окраине космопорта я захватил с собой все имеющиеся патроны. По моим прикидкам, в поселке еще остались звери. Учитывая, что мне так и не пришло сообщение о начисленных очках, КСО и кристаллах, бой еще не закончен. И я чувствовал всем нутром, что в этот раз придется попотеть. Соваться вглубь застройки лично не рискнул. В этот раз платформа должна была поехать одна, без седока, а я ожидал на окраине поселка, сидя на мотоцикле. Пульт управления действовал на расстоянии до 100 метров, и я собирался навести шороху среди домов, оставаясь в относительно безопасном месте. Сначала ничего не происходило. Платформа въехала на улицу, неспешно углубилась на 150 метров, и я заставил ее повернуть вправо в проулок. Еще 150 метров в сторону, и пульт запищал, сообщая, что расстояние до транспорта приближается к максимальной отметке. Стоп, теперь можно двигаться в обратную сторону. Вскинув приклад к плечу, я стал сопровождать платформу, удерживая ее на прицеле. Вот она выехала на перекресток, вот двинулась в проулок на противоположной стороне улицы, а вот и зверь, притаившийся за забором. Не дерни он хвостом, и я бы никогда не заметил эту тварь. Такая же обезьяна, что чуть не прикончила меня, разве что немного мельче и обладающая способностью мимикрировать под окружающую среду. До этого момента мне не встречались твари, обладающие такими способностями. Этот уже за гранью человеческих возможностей, и даже технические ухищрения вряд ли помогут. Хотя... Расстояние чуть больше 50 метров. Для стрельбы из ружья вполне себе нормальная дистанция. К тому же тварь затаилась и прямо сейчас сосредоточена на платформе. Один выстрел у меня точно есть, главное не промахнуться, иначе придется вновь удирать, а это последнее, что мне хочется делать. Остановив платформу, я чуть развернул ее из расчета, чтобы она в случае непредвиденных обстоятельств протаранила обезьяну. Все, теперь соплеменник убитого мной Кинг-Конга почти обречен. Прицелившись, плавно выбрал спусковой крючок. Бах! Я увидел, как моя пуля врезалась в дернувшуюся зверюгу. Целился в грудь, но попал в голову. В последний миг обезьяна попыталась уйти в сторону. В этот же миг я активировал движение платформы, и та с места рванула к мутанту. Я еще не успел перезарядить оружие, когда произошло столкновение. Хоть платформа и не была чересчур тяжелой, но удар получился достаточно сильный, чтобы опрокинуть поднимающегося зверя на спину, а затем буквально наехать на противника. Раненая обезьяна потеряла всю свою невидимость еще в момент попадания свинцовой пули, а сейчас и вовсе из охотника превратилась в добычу. Попытка сбросить с себя платформу лишь ухудшила положение зверя. Техника задержалась на туше дергающейся обезьяны, позволив мне выстрелить еще раз. Увы, мимо, слишком уж подвижной стала мишень. Зато третья пуля угодила туда, куда нужно. Тварь дернулась и засучила, заскребла конечностями по асфальтированной улице, а платформа, наконец переехав зверя, замерла возле забора. Бах! Разнесся над поселением еще один выстрел, и обезьяна затихла. Такс, и где моя награда за освобождение территории от мутантов? Ох, ёпрст! 6 мелких обезьян, выскочив из дома с визгом и рычанием, набросились на несчастную платформу. Впрочем, звери были мелкие лишь относительно своих сородичей, а так ничуть не уступали мне в росте. Стрелять по детенышам было непросто, но лишь первые 2 раза.
Когда оставшиеся в живых сообразили, откуда исходит настоящая угроза, мне вмиг стало не до жалости. Эти мутанты разорвут мою тушку играючи, если доберутся. Патроны закончились в ружье, когда на ногах остались 2 зверя. Перезарядить я уже не успевал, и по-хорошему следовало валить отсюда как можно дальше, но и это мне вряд ли бы удалось. Оставалось лишь одно — рукопашный бой. Черт, и зачем я отдал пистолет на улучшение? Отбросив в сторону ружье, оно сейчас будет только мешать, высвободил из крепления на мотоцикле топор. Ну вот, сейчас и проверим, чего я стою в реальной зарубе. Обезьяныши с визгом пошли на приступ мотоцикла, вместо того, чтобы зайти с 2 сторон и лишить меня возможности маневрировать. Разумеется, Урал не стерпел такого отношения и завалился на бок, из-за чего я выиграл дополнительное время, чтобы освободить лезвие из чехла и примериться для первого удара. Хрясь! Метил в шею твари, свалившейся мне под ноги вместе с мотоциклом. Надеялся, что лезвие не завязнет в толстой волосатой шкуре, но результат оказался потрясающим. Топор прошел сквозь плоть, словно через масло. Лишь благодаря ухватистой рукояти я не выпустил оружие из рук. Зато упустил момент, когда меня атаковала вторая тварь. Лишь успел на рефлексах дернуться в сторону, и удар пришелся не в грудь, а в плечо. И вот тут я удивился второй раз. Когда-то давно мне приходилось смотреть передачу, в которой объясняли, почему гориллы и орангутанги намного сильнее человека, равного с ними по комплекции и весу. Подсознательно я ожидал от местных обезьян того же. Вот только детеныш, он и в Африке детеныш, толчок в плечо получился сильный, но вполне терпимый, а не костедробительный, как ожидалось. Тварь, похоже, надеялась повалить меня на бетон, но смогла лишь заставить шагнуть назад. В ответ я отмахнулся топором, надеясь отпугнуть зверя, но лезвие топора вновь преподнесло сюрприз, срезав одну из лап зверя, словно травинку. Обезьяныш взвыл и попытался удрать. Неудачно запнулся от тела своего собрата и со всего маху грохнулся на бетон. Второго шанса я ему не оставил, вбив топор в хребет. Подобрав ружье, быстро перезарядил его и только после достал из-за пазухи планшет. Не отвечая на тревожные вопросы от Мидаса, коротко написал: «Все хорошо». Такс, почему мне не засчитывают победу? Ведь я уже всех положил. Вряд ли кто-то из мутантов еще не напал на... Ах, вот в чем дело. Один еще жив. Что ж, не стоит заставлять его мучиться. С простреленной грудью он все равно не жилец. Бах! Разнесся над посадочным полем еще один выстрел. А в следующий миг передо мной сформировалось виртуальное окно с текстом. Игрок Парторг. Ты зачистил локацию «Брошенный поселок», рассчитанную на 3-5 уровень от мутировавших тварей. Локация переходит под твой контроль. Получено трофеев: 7 простых кристаллов, 1 улучшенный кристалл, 20 КСО, награда 5 улучшенных кристаллов, 11 КСО, плюс 1595 к прогрессу уровня. Быстро посчитав свои накопления, я хмыкнул. 60 кристаллов разного достоинства, в том числе 3 эпических, и почти 600 КСО. Да и до получения 4-го уровня осталось меньше половины очков. Еще одна подобная стычка. Я начну набирать очки для 5-го уровня. Или отправлюсь в страну вечной охоты. Окажись обезьяныш вдвое сильнее, сейчас бы я в лучшем случае полз к терминалу, а в худшем меня бы уже пожирал мутант. Подняв мотоцикл, осмотрел его. Ну и где хотя бы царапина? Я ж думал, что все, в ремонт. Неужели так работает запас прочности у игровых предметов? Ну точно, у мотоцикла он просел аж на 1%. Зато теперь буду знать, что Урал может выдержать многое, но не все. Закончив осмотр техники, я вновь отписал Мидасу, чтобы он прислал мне вторую платформу, а сам, залихватски крутанув в руке топор, двинулся вперед, к ближайшему дому. Ну-с, посмотрим-с, что прячут эти стены. Глава 16. Без насилия. Такие простые и хлипкие с виду домики оказались весьма крепкими. Взломав замок первой двери с помощью лезвия топора, я отписал Мидасу, чтобы он вместе с платформой направил ко мне дроида-ремонтника. И к черту все работы по восстановлению терминала. Возможно, внутри домов обнаружится нечто, способное усилить меня прямо сейчас. К чему иметь огромный, хорошо защищенный комплекс, если тебя может прикончить любая тварь 5-го уровня? Еще неизвестно, смогло бы мое ружье причинить вред мутантам, если бы было неигровым предметом.
Внутрь вскрытого дома я вошел, подсвечивая себе подствольным фонариком. Короткий коридорчик, использовавшийся в качестве прихожей, за ним прозрачная незапертая дверь. Разумеется, вещи и обувь, находящиеся здесь, пришли в негодность. Что ж, это ожидаемо. Дальше располагалась гостиная. Впереди подобие низкой барной стойки, за которой располагались угловой диван и небольшой столик. Слева подряд аж 3 двери. Справа, похоже, кухня. Что ж, не густо. Что у нас за первой дверью? Ага, санузел, если я правильно понимаю, назначение отверстия в полу. Здесь ничего нет. Пусто. Вторая дверь. Тут, похоже, спальня, о чем говорит кровать и широкий во всю стену шкаф. Ну-ка, что здесь у нас? А ничего. Пусто. Похоже, тот, кто здесь обитал, успел съехать. Ладно, пройдем в следующую комнату, чтобы окончательно убедиться, что в этом доме ничего нет. Третья дверь оказалась заперта. Пришлось вновь использовать топор и во время открытия на всякий случай сместиться в сторону. Мало ли какие сюрпризы могут ждать за дверью. «Ох ты ж!» — вырвалось у меня, когда я посветил внутрь. Это был кабинет. Широкий стол у стены, на котором располагались мониторы, 2 кресла, похожие на наши компьютерные, и небольшой двухместный диванчик с восседающей на нем высушенной мумией. На полу, вытянувшись босыми ногами к выходу, находилась еще одна. У сидящей отсутствовала часть черепа, лежащая была и вовсе обезглавлена. «Кто ж вас так?» — пробормотал я, шагая внутрь, и тут же понял — они сами себя убили. За ближайшим ко мне подлокотником дивана обнаружилось устройство, сильно напоминающее пистолет, разве что немного массивнее. Трогать его не стал, пусть ремонтники разбираются. Мне хватило одного плазмомета, взорвавшегося после первого же выстрела. Осторожно, чтобы не потревожить трупы, я осмотрел рабочий стол, полку, заставленную пластиковыми документами, и, не обнаружив ничего интересного, а именно предметов с рангом, покинул кабинет. Быстро обследовал гостиную, но, увы, здесь не обнаружил ничего ценного. Что ж, значит, обследую еще один дом. Сколько их здесь? 60? 100? В глубине есть и двухэтажные. Правда, именно они имеют повреждения. Интересно, почему? Посетив еще 3 дома и не найдя ничего полезного, я предоставил осмотр поселка прибывшему дроиду-ремонтнику, а сам, закинув тушу серой кошки на платформу, направился к терминалу. Скоро должно стемнеть, а значит, пора возвращаться домой. Надеюсь, мой ПМ уже прошел апгрейд, потому что без него в свете последних событий как-то не по себе. Мидас встретил меня в зале ожидания с небольшой коробкой в гибких манипуляторах. «Парторг, твое оружие изменилось чуть больше, чем ожидалось, но в лучшую сторону. Теперь оно отображается как улучшенное, с 2 установленными модулями. Но сначала пообещай мне, что больше не будешь глупо рисковать своей жизнью». «Слушай, я и сам не любитель идти на риск, но в моем мире есть поговорка: кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это значит, что без риска ничего не добьешься. Например, я до сих пор был бы на 1 уровне, если бы не лез везде». «Ты пошел в рукопашную», — напомнил мне дроид. «Вынужденно? Я специально держался на расстоянии, не лез под клыки и когти. Просто в бою невозможно предвидеть абсолютно все. В следующий свой выход получишь в сопровождении 2 малых охотников», — утвердительно произнес Мидас. «Договорились, я не против такой охраны». Приняв из манипуляторов робота-коробку, вскрыл ее и вчитался в характеристики своего оружия. Пистолет Макарова. Усовершенствованная модель. Оружие, улучшенный ранг. Общее состояние 81%. Год модернизации 14 лет от пришествия упорядоченного. Доступное улучшение 0 из 2. Установлен улучшенный модуль. Закаленный механизм. Не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл. Установлен улучшенный модуль. Увеличенный магазин. Не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл. Пистолет действительно изменился. Магазин стал длиннее на 4 сантиметра, и затвор на ощупь казался теплым. А когда я мысленно потратил на оружие 2 улучшенных кристалла, оно вовсе приобрело зеленоватый оттенок. Что ж, посмотрим, на что способен этот ствол. Выйдя за пределы терминала, я дослал патрон, при этом оценив мягкий ход затвора, а затем навскидку выстрелил в кусок бетона, валявшийся в 20 метрах от меня, и попал, хотя практически не целился. «Мидас!»
«Отличная работа!» — крикнул я охранному дрону и по совместительству коменданту космопорта. «Надеюсь, собранный с нуля пистолет получится еще лучше?» «Скорее всего, выйдет такой же ранг оружия», — предположил робот. «Для более высоких показателей нужно развивать ремонтников и станки. И потому мне важно знать, парторг, что мы будем делать с тем, что добудем в поселке. Там могут быть по-настоящему ценные приборы. Если обнаружатся игровые предметы, отложи их в сторону. Мне нужно будет осмотреть их. Остальное используй на нужды космопорта. Я вернусь через день, может 2, как только накопятся эрги». Домой. Проходя через портал, я впервые ощутил, что возвращаюсь именно туда, где мне спокойно и куда тянется моя душа. Вот только стоило мне появиться на берегу реки, как перед глазами высветилось окно с сообщением, которое заставило меня выругаться. Громко, не стесняясь в выражениях. Игрок Парторг. Задание эпического ранга «Сохранить суверенитет родного мира» изменено. Срок выполнения задания – 7 стандартных земных месяцев. Сроки могут изменяться под воздействием различных обстоятельств. Награда скрыта. «Да как так, ешь твою медь! 4 месяца к хренам! Я вообще когда-нибудь вернусь нормально, чтобы меня не встречала очередная неприятность?» Закончив с руганью, полез за мобильным и ничуть не удивился, увидев сообщение от Сизова. Причем оно было написано так, словно майор послал его не только мне, а еще куче народа. Важная информация. Зафиксированы множественные открытия спонтанных порталов. Если вы находитесь поблизости от одного из них, постарайтесь пройти через пробой сами или провести своего знакомого, если вы уже игрок. От того, сколько порталов мы успеем использовать, зависит, сколько еще нам осталось до прихода упорядоченного. «Началось», — произнес я, успокоившись. Задержав взгляд на свертки со шкурой содранной серой кошки, сбросил добычу на землю. Жалко, конечно, но сейчас не до ожидания оперативников, да и вряд ли они приедут. Ох, чувствую, не к добру это все. Первый спонтанный портал я обнаружил, едва выехал с проселочной дороги на трассу. Только находился он в противоположной стороне от города. Рискнуть? Или к черту все это? Ну, не считаю я, что вправе толкать человека туда, где он с вероятностью в 50, а может и все 90% погибнет. Да, решается судьба моего мира, но что толку от неподготовленного игрока, который так и останется нулевкой или погибнет после первого же посещения другого мира? Сука! Ругнулся я и все же повернул в сторону портала. Брат и его супруга, племянники, их жизни сейчас напрямую зависят от этих проклятых порталов. Где гарантия, что они сохранят разум и не мутируют, когда закончится отсчет? Как-то совершенно неожиданно для себя я принял тот факт, что вмешательство в столь серьезные дела стало для меня личным и даже обязательным. Портал исчез, когда до него оставалось чуть больше 2 километров. Время его действия еще не истекло, а значит, кто-то добровольно влез в него. Что ж, теперь можно со спокойной душой возвращаться в город. Только предупредить Сизова, что там-то и там-то была спонтанная активация, и кто-то зашел внутрь. А еще позвонить брату. Миша не отвечал. Звонки проходили, но трубку никто не снимал. Я попробовал позвонить его супруге, благо, что успел вбить в телефонную книгу все номера со старого телефона. Увы, с тем же результатом. И только племянница ответила на вызов. «Алло». «Привет, мелкая. Это дядя Сергей. У вас все хорошо?» «Да, дядя Сереж», — ответила племяшка и тут же справедливо упрекнула. «ты совсем забыл про мой день рождения. Запомни, приедешь без подарка, обижусь». «Ох, ёпрст! Слушай, мелкая, сегодня же заеду к вам. Ты скажи, что мать с отцом телефоны не берут». «Так они в баню пошли», — успокоила меня племяшка. «А я в наушниках». «Передай им, что я сегодня подъеду в гости», — попросил я. «Все, отбой. Мне еще домой за подарком заехать надо». На самом деле домой следовало завести чехол с ружьем. Хорошо еще, что мне известны дороги, на которых не встретишь наряд ДПС. А то докажи потом, что ты не паровоз, прикопаются на ровном месте. Да и костюм у меня весь в кровище уделан. В городе действующих порталов не обнаружилось. Скорее всего, их отработали первыми. А значит, можно выдохнуть. Никого насильно заталкивать внутрь не надо. Заглушив двигатель метров за 50 до своего дома, я по инерции докатился до ворот. Только верный меня почуял даже сквозь забор, радостно залаев. Ну вот, сейчас опять с соседями пересекусь, а мне бы свалить по-тихому к брату.
У Николая в доме во всех окнах горел свет, и, похоже, были гости. Может, и не заметят. Закатив мотоцикл во двор, оставил его у ворот и поспешил домой. Главное — успеть переодеться. Увы, не удалось. «Сосед! Наконец-то ты появился!» Раздался от крыльца громкий голос. Слишком громкий. Пьяный, что ли? «Ты чего кричишь, Михалыч?» — спросил я, приближаясь. «Представляешь, Полинка моя пропала!» — сообщил мне Николай, игнорируя вопрос, и мне все стало ясно. Да он пьянющий, что тот электрик. Что значит «пропала»? Когда? Начал я расспрашивать соседа. Черт, да ведь Михалыч никогда так не напивался. 1,5 часа назад! Вон там! Пошли, покажу!» Пошатываясь, Николай двинулся в обход моей бани в огород, который я ни разу не засаживал. Так только траву скашивал дважды в год. Разумеется, я двинулся следом, и, стоило мне посмотреть в нужную сторону, все тут же стало на свои места. Малиновое мерцание спонтанного пробоя. Сейчас еще светло, до захода солнца часа 2, и его почти не видно. Черт, как Полина вообще сюда попала? «Михалыч, откуда ты знаешь, что она сюда вошла?» — спросил я у убитого горем отца. «Да я сам ее сюда привел с женой и тещей. Пошел сено взять в будку, с собакам постелить, а тут это. А Полинка взяла да вошла туда. Мы с матерью и пикнуть не успели. Я потом пытался следом пройти, но куда там, не пускает что-то». «Признавайся, сосед, это твоих дружков дело!» — раздался за спиной сварливый женский голос. «Мама, шла бы ты отсюда!» — вмиг разозлился на тещу Николай. «Постоянно несешь всякую хрень. Из-за тебя и с Семеном ссора вышла, а ведь могли бы и мирно разойтись». «А почему это сияние на его участке появилось?» Уже покидая огород, проворчала обиженная женщина. Вот же есть такие люди, которые сначала доведут до белого коленя, а затем винят весь белый свет. «Михалыч, надо подождать еще немного», — попытался я успокоить убитого горем соседа, когда мы вновь остались одни. «Через час, может, 2, Полина появится из этого сияния. Не веришь? Иди в интернете новости посмотри. Сегодня по всему миру эти порталы появляются. Говорят, если эта хрень сразу не исчезла, значит, человек вернется». «А ты откуда все это знаешь?» — насторожился Николай. И вот что ему ответить? «В государственной безопасности служу. Нас сегодня на совещании просветили». Не моргнув и глазом, соврал я. «Сегодня эта гадость повсюду происходит». «А что это? Какая-то временная аномалия?» — спросил Николай. Не похоже, что он поверил мне, но хоть немного отвлекся от своего горя, залитого спиртным. «Надо же, за час с небольшим так напиться. Мы их порталами называем. А что это такое, никто точно сказать не может». «Буду здесь сидеть, ждать», — Михалыч грохнулся на колени. «Вдруг и правда вернется. Понимаешь, Сергей, она сама пошла в эту муть, да еще так уверенно. Зачем? Вот скажи, что ее подтолкнуло?» Я собрался ответить, что портал сам выбирает жертву и засасывает в себя, но у меня вовремя зазвонил телефон. На экране высветился номер брата. «Алло, Миха, вы там как?» — сходу поинтересовался я. «Серега, ты новости смотрел?» Брат был возбужден. «Весь интернет с ума сходит. Говорят, пришла какая-то система, и только избранные могут попасть в портал, а остальные все умрут. Дочь сказала, ты скоро должен приехать, так что я приказал своим не наводить панику. Мол, дядя Сережа все знает и подробно расскажет». «Приеду. Но позже. Тут такое дело, у меня эта хрень прямо в огороде появилась. И соседка в него вошла. Я дождусь, когда она выйдет, и сразу к вам, хорошо? Главное, не покидайте дом. Сейчас многие на взводе могут во все тяжкие пуститься». «Слушай, а может мне попробовать?» «Дома поговорим». Оборвал я брата, пока тот на эмоциях не ляпнул ничего лишнего. «Все, отбой!» Если меня вернуло из спонтанного портала прямо вместе с машиной, то Полину выбросила, словно бездыханную куклу. К этому времени Михалыч уже совсем сомлел от выпитого, и его полусонного отвел к себе домой. Жена и теща Николая так и вовсе не выходили из дому. Видать, побоялись аномальное марево, полыхающее в темноте. Так что встречал попаданку я в одиночку. Памятуя, как мне было хреново в момент возвращения, специально принес из дома покрывало и сейчас сидел прямо на траве, выкуривая одну за другой отсыревшие от вечерней влажности сигареты. Едва девушка оказалась в родном мире, марево портала растворилась в ночном воздухе. Приблизившись с включенным фонарем, я склонился над еще одним игроком планеты Земля. «Так, что тут у нас?» Игрок. Имя. Не выбрано. Класс. Лекарь.
Уровень класса 0. Прогресс 80 из 100. Полина застонала. Так, похоже, ей досталось больше, чем мне. Вся в крови, хотя ран вроде нет, да и руки-ноги целы. Может, кровь не ее, а чужая? Накинув на страдалицу покрывало, я осторожно поднял легкое девичье тело и понес на руках в дом. Нет, не к соседям, а в свой. А то мать с бабкой устроят ей головомойку вместо моральной поддержки. Это я, мужик, прочитавший сотни книг про попаданцев, побывавший во множестве передряг, и потому спокойно выдержал случившееся. Да и психика у меня всегда была крепкой. А каково Полине? Уверен, она понятия не имеет, что такое компьютерные игры, ММО, РПГ, а если и читала про попаданок, то только в романтическом ключе про принцесс и графинь. Быстро пройдя в дом, уложил девушку в своей спальне. Дополнительно накрыл сверху одеялом и почувствовал, что Полина затаилась, словно мышь, тихо произнес ей на ухо: «Не бойся, ты дома». Ну, почти. Пока полежи, успокойся, а я согрею чайник. Крепкий горячий кофе и несколько ложек коньяка – самое то, чтобы привести в себя любого. Ну а дальше будем посмотреть, как говорится. Наверняка Полина завалит меня вопросами, на большинство которых я бы сам хотел знать ответ. Брат так и не дождался меня, написав сообщение, что они всем семейством ложатся спать. Я пообещал заехать к ним завтра, если меня не вызовет к себе майор. Сизов, кстати, больше не написал ни единого сообщения, это меня настораживало. Именно сейчас мне было особенно интересно, что вообще происходит в конторе. Удалось им сделать хоть что-то со множеством спонтанных порталов или нет? Лай Верного застал меня в тот момент, когда я уже сварил кофе и доставал из холодильника бутылку кизлярского. Памятуя о стреле, пробившей окно, я тут же погасил на кухне и в коридоре свет и, достав из кобуры пистолет, двинулся к входной двери. Пес продолжал лаять, и я рискнул выйти на веранду. В лунном свете было видно, как мой собакин облаивает кого-то, стоящего во дворе. Это что за клоун там приперся и дразнит собаку? Сейчас разберемся, а то ведь я так и не убрал мотоцикл в гараж. Во дворе у самой калитки стояли двое. Мощная мужская фигура и рядом кто-то мелкий, скорее всего ребенок. Как назло, темень была такая, что ни черта не видно. «Верный, тихо!» — приказал я, дождался, когда пес послушается, и только после обратился к неизвестным. «Ну и кого принесла нелегкая?» «Глебов, ты бы не шумел!» — прозвучал от калитки уставший голос Сизова. «Гостей примешь?» Глава 17. Приемная дочь. «Вас каким ветром занесло?» — поинтересовался я, разливая горячий чай. На кухне, помимо меня, сидели еще трое. Майор, Пришка, одетая как современный земной подросток, и Полина, укутанная в одеяло. Все игроки. Сизов тоже сегодня прошел через портал и вернулся с полигона уже обладателем класса «Защитник» и с первым уровнем. Видимо, удалось попасть в мир полигон с оружием, и он там повеселился. «Подопечную привел тебе», — усмехнулся майор, кивнув на иномерянку. «У нас потери личного состава до 50%. За ней попросту некому следить. Да и предупредить хотел насчет браслета, и не только». «Мне стоит чего-то опасаться?» — нахмурился я. «Пошли отойдем». Сизов кивнул в сторону коридора. «Разговор не для дамских ушей». «Полина, напои гостью чаем, она не из нашего мира, ничего не понимает». Попросил я соседку. Увидев, как начали расширяться глаза девушки, добавил: «И наберись терпения, я все тебе объясню. Позже». Убедившись, что моя просьба услышана, я двинулся следом за майором. Тот уже вышел на веранду и прямо сейчас раскуривал сигарету. Недолго думая, я присоединился. Сделав пару затяжек, спросил: «Что, все плохо?» «Хуже, чем ты можешь себе представить, Глебов. Намного хуже. Наши лидеры из тех, кто стал игроками, похоже, сливают землю». «Куда сливают?» — не совсем понял я. «Более продвинутым, высокоуровневым мирам». Майор глубоко затянулся, отчего закашлялся. Тьфу, 3 года не курил, сегодня сорвался. В общем, мне мало что известно. У меня должность исполнителя, анализом ситуации и постановкой задач занимается Клещ. Это тот следователь, что допрашивал тебя». «Майор, ближе к делу», — попросил я. «Да все просто. Кто-то из высокоуровневых игроков недавно посетил мир 2-го, а может и 3-го уровня.
Там он наладил контакт с хозяевами планеты. Похоже, что они предложили покровительство и всяческую помощь в обмен на право контролировать наш мир. «Зачем кому-то наша планета?» — не понял я. «Лично я знаю аж 2 планеты, которыми никто не управляет». «Это ты про Хрисшу? Она под контролем гномов. Кстати, из наших оттуда редко кто возвращается. Все миры нулевого уровня уже давно под чьим-то контролем». «Зачем им это?» — заинтересовался я, а сам про себя подумал. «Если все миры подконтрольны, то почему Брэдсис сам по себе? Будь он управляем кем-то, космопорт был бы захвачен в первые же дни. Но нет, с момента прихода упорядоченного терминал захвачен Мидасом». «Чем больше миров подчиняются клану, тем он сильнее», — пояснил майор. Он собирался еще что-то добавить, но я счел нужным прервать его. «Брэдсис, под чьим контролем?» «Какие-то механоиды. Самый опасный из нулевых миров, в которые открываются порталы. Так это из него ты притащил ту механическую конечность. Везунчик. Если с живыми можно договориться, то механоиды уничтожают. Всех сразу». «Что-то ты, майор, не то говоришь. Или мне так повезло?» «Сомневаюсь. Надо будет разобраться и на всякий случай временно приостановить ремонт космопорта, чтобы не привлекать к нему внимания». Мои мысли прервала мелодия телефонного звонка. Сизов свободной рукой извлек из нагрудного кармана трубку и коротко бросил в микрофон. «Слушаю. Подожди, как это общий сбор? Нахрена?» «Ладно, жди». «Начальство?» — поинтересовался я. «Хуже. Орлов вцепился как клещ. Требует всех новых игроков доставить в контору». Майор встретился со мной взглядом, и хоть на улице было темно, я увидел, как зло сверкнули его глаза. «Полину не сдавай», — попросил я. «Не переживай. О ней никому не скажу. Сдается мне, с тобой эти дамы будут чувствовать себя комфортнее. Незачем им лезть в мужские разборки». «А с этим можно как-то решить?» Я слегка задрал штанину, показывая тяжелый рабский браслет. «Я тебе уже говорил, это не в моей компетенции. Согласился бы на полноценное сотрудничество, имел бы и передовое вооружение, и отсутствие угрозы». Проводив Сизова до калитки, я закрылся на засов, которым раньше никогда не пользовался, а затем вместе с мотоциклом вернулся к крыльцу. Дома было, на удивление, тихо, и я поначалу даже занервничал, не случилось ли чего. Однако нашел обеих девушек там же, где и оставил, за столом. Полина с любопытством наблюдала за тем, как Пришка наслаждается обычными мятными пряниками, смакуя каждый кусочек. «Вижу, вам удалось найти общий язык», — поинтересовался я, улыбнувшись. «Прикша говорит, что ты спас ее от смерти», — ответила Полина. «И что в ее мире людей используют как рабов. Сергей, зачем ты ходишь туда?» «О нет, туда я больше не полезу. Разве что в составе войскового подразделения». Я уселся на свое место и отпил из кружки уже остывший чай. Это не кофе, так тоже вкусно. «Что ты будешь делать со мной?» С набитым ртом поинтересовалась иномерянка. «Ну, для начала научу тебя, как жить в нашем мире, а затем, если пожелаешь, будешь набирать уровни». «Вот, уровни!» — воскликнула Полина, и я про себя отметил, что соседка пришла в себя после планеты полигона. «Что вообще происходит? Только не ври мне, Сергей. Я видела, как ты сегодня из гаража прошел в портал, а потом это Марьева в огороде». Я открыл рот, чтобы рассказать все с самого начала, но в этот момент из зала послышался грохот. «Михалыч!» — вскочил я со стула. «Черт! Полина, твои родители думают, что ты погибла. Я совсем запарился со своими проблемами. Слова никому не сказал». «Я...» — девушка вскочила следом за мной. «Сергей, о господи, да моя мама с ума сошла, наверное». «Стой!» — остановил я девушку. «Пойду сообщу сначала твоему отцу, а затем матери, а то увидят тебя, и их удар от радости хватит». Где-то через час после криков, ругани, упреков и женских слез за стеной все наконец утихло, и мы с Пришкой наконец-то смогли спокойно поужинать. «Как тебе наш мир?» — поинтересовался я, не зная, с чего начать. На самом деле хотелось догнать майора и обматерить его большим загибом. Это ж надо оформить Пришку как Прасковью Сергеевну Глебову, по документам мою приемную 16-летнюю дочь. Шутник, чтобы его приподняло и уронило. «Хороший у вас мир. Жаль, что скоро все изменится», — ответила девушка. «И вдвойне жаль, что вы не готовы к этому». «А ты знаешь, как твой мир пережил приход упорядоченного?» —
поинтересовался я. Рассказ Мидаса нарисовал мне крайне мрачную, пугающую картину, в которую не хотелось верить. «Я слышал от одного старого раба, что моя планета тоже не успела подготовиться. Из 1000 человек игроком стал лишь один, остальные превратились в нежить и сумасшедших мутантов. Все, кто сохранил разум, вынуждены были бежать в другие миры. Моей матери не повезло, она почти сразу попала в плен к гномам». «А отец?» — поинтересовался я. «Я не знаю его», — призналась девушка. «Среди рабов высокая смертность, его не стало еще до моего рождения». «Жесть!» — вырвалось у меня. «И что, никаких шансов бежать?» «А как? Кристаллы отбирают, а на планете тебя контролирует браслет контроля». Пришка похлопала себя по ноге. «Уйдешь слишком далеко от лагеря, он сработает, и ты умрешь от яда или от кровопотери. У каждого своя гибель». «Но ты же решилась бежать», — напомнил я. «Выбора не было, и я знала, что меня скоро убьют. Отказалась стать подстилкой для этих выблюдков». Лицо девушки исказилось гримасой ненависти. «У коротышек на все одно наказание — смерть». «Что вы делали для них?» — поинтересовался я, у самого в голове рисовалась картина. Темный грязный барак, в котором проживают рабы. Кормят их, словно свиней, полусырым варевом. Спать дают ровно столько, чтобы несчастные не падали от усталости. «Добыча ресурсов упорядоченного, сбор древесины, руды, самоцветов и прочее», — перечислила девушка. «Все, что может повысить ранг производимых изделий». «Стоп. Чем ты занималась?» «Помогала добывать золото». Пришка усмехнулась. «Хриша — очень отсталая планета, если сравнивать с вашей. Только это не важно, потому что упорядоченное дает преимущество». «Хрень какая-то», — пробормотал я. «Ладно, разберемся. Я смотрю, в конторе тебя одели по-нашему, а вот говорить еще не научили. Так что придется на людях изображать немую. Но это мелочи, меня другое интересует. Ты планируешь поднимать свой уровень?» «Всегда мечтала об этом», — призналась Пришка. «Среди сборщиков были такие, кто получил 5-й уровень. Я видела, на какие чудеса они способны». «Что ж, подберем тебе снаряжение, сводим в тир, а там и решим, готова ли ты рисковать своей жизнью, или стоит остаться дома на хозяйстве». «Я хочу получить 5-й уровень», — с жаром произнесла девушка. «Смогу открыть свои способности и умения». «Это опасно», — предупредил я. «Меня 5 раз чуть не убили, а я всего лишь 3-го уровня, и чую, что 4-й получить будет крайне сложно». «Смерти не боюсь», — заявила Пришка. «Уже умерла 1 раз. Там, на улице брошенного города». «Ладно, придумаем что-нибудь», — озвучил я свои мысли. «А сейчас идем спать». Постелив девушке в гостевой спальне, я показал ей, как пользоваться душем, выделил полотенце с халатом, а сам пошел на веранду перекурить и поразмыслить, чем заняться завтра. То, что мне рассказал майор про Бретсис, совсем не соответствовало тому, что я видел своими глазами. Механоиды? Единственный разумный робот — это Мидас, и он без проблем подчинился мне. Само упорядоченное подтвердило, что теперь я главный в терминале. Да и не поверю я, что цивилизацию разумных дроидов не заинтересовал такой важный объект, как космопорт. Я бы первым делом наведался в него. По всему выходит, что Сизов поделился неверной информацией. Бросив давно потухший бычок в мусорное ведро, я пошел спать. Утро началось рано со звонка товарища, привезшего стеклопакет на замену. Пришлось подниматься. Ну а дальше, пока греется чайник, я решил поменять разбитое окно. Конечно же, это заметили соседи, и через минуту ко мне уже стучалась гостья. «Заходи», — пригласил я Полину, а сам полез в холодильник, чтобы сварганить какой-нибудь завтрак. Не пришлось. Соседка принесла целый тазик жареных пирогов с зеленым луком и яйцом. Самое то, чтобы подкрепиться. На запах вкуснятины и кофе подтянулась Пришка, и в итоге мы завтракали втроем. Каждый был погружен в свои мысли. Не знаю, о чем думали дамы, а я размышлял над тем, как докатился до жизни такой. Жил один, и все меня устраивало. Были временные подруги, иногда задерживающиеся на месяц-другой, но не выдерживающие моего свободолюбивого характера. А когда-то со мной жила та самая, единственная ненаглядная. Как же давно все это было. Сердце уже не щемит от тоски. «Сергей, возьми меня в свою команду», — тихо произнесла Полина, скорее требовательно, чем просительно. «Там опасно», — ответил я. «Знаю. Меня чуть не сожрала жуткая тварь во время испытания. Пришлось даже делать себе перевязку». «Полина, зачем тебе это?» Я уставился прямо в глаза девушки. Полина спокойно выдержала мой взгляд. «Сергей, думаешь, я не понимаю, что происходит?
Грядет что-то страшное, и мне не хотелось бы оказаться в роли жертвы». «В одиночку», — произнес я в качестве последнего аргумента. «Чтобы снизить риски до минимума, первые переходы следует совершать в одиночку. Ты сможешь постоять за свою жизнь, если на тебя нападет стая диких собак? Учти, очки, необходимые для получения уровня, можно добыть только 2 способами. Или убивать тварей и разумных, или выполнять скрытые задания». «После получения 5 уровня профессия тоже приносит очки», — поправила меня Пришка. «Глебов, тебе по-любому понадобится медик». С козырей зашла Полина. «Случится с тобой что-то, твой отец с меня спросит», — привел я последний довод, а сам уже начал обдумывать, где достать для девушек экипировку. Для начала заглянуть в оружейный, посмотреть среди комиссионных стволов, затем свозить обеих в тир, чтобы научились стрелять. От этого будет двойная польза. И в походах по мирам, и дома можно держать круговую оборону, если вдруг Кругликов со своими дружками заявится. Кстати, может и нет его больше. Семена-то, ведь в другой мир он переместился безоружным. «Отец завтра мать с бабушкой на юга увезет, а я на хозяйстве останусь», — заявила Полина. «Мы так решили». «Не понял. Мне он совсем другое говорил», — возмутился я. «Так это было до того, как меня в портал затянуло», — пояснила соседка. Сказано это было таким тоном, что мне стало ясно. Что-то в ее семье произошло вчера. Словно в подтверждении моим мыслям девушка добавила. «И еще, ты же не против, если я с кошкой переселюсь к тебе, пока родителей нет дома?» «Только если с кошкой», — ляпнул я, ошарашенный таким заявлением. И тут же, исправившись, добавил. «Жить будете с Пришкой в гостевой комнате. Ванную комнату по утрам не занимать на долгое время. Питание, в том числе и домашних животных, переходит под вашу ответственность. Это для начала. Позже, по мере поступления вопросов, свод правил будет пополняться». «Есть, командир. Так точно, командир». Полина вскочила со стула и отдала честь. При этом на ее лице была столь ехидная улыбка, что я понял, будет непросто. Вон мелкая ни черта не поняла, а тоже вскочила. «Господи, за что? Ведь я совсем недавно был по-своему счастлив. Раз мы пришли к такому решению, предлагаю поступить следующим образом». Я тоже поднялся из-за стола. «Вы сейчас убираетесь по дому, а я составлю план наших действий». Оставив дам на кухне, я прошел в спальню с мобильником и ключами от гаража, после чего двинулся на улицу. Остановившись на крыльце, достал телефон и набрал Сизову короткое сообщение. «Сколько человек можно брать с собой в портал, не опасаясь, что вас перебросит в другое место?» Убрав мобильник, начал обуваться. «Так, сейчас прицепим к мотоциклу коляску, и хорошо бы еще разжиться 2 мотоциклетными шлемами. Один возьму у Михалыча, надеюсь, он его не успел выкинуть, а второй можно спросить у Захара, он через 2 дома от меня живет. У мужика квадроцикл и шлем точно есть. Нам только до нужного магазина добраться, а дальше разберемся. Черт, совсем забыл. К брату же съездить собирался. Ну вот как раз всех и перезнакомлю, чтобы в будущем не возникло лишних вопросов». Я успел раскурить сигарету и заменить псу воду на свежую из уличного крана, когда пиликнуло входящее сообщение. Ожидал, что это ответит Сизов, но номер оказался неизвестным. Зато содержимое СМС ясно дало понять, кто отправитель. «Сизов, это лейтенант Орлов. Хватай свою девчонку и пули в контору. Время тебе полчаса, и не вздумай заставлять тебя ждать. Не хотелось бы мне раньше времени активировать браслет подчинения». «Сука!» Выругался я, затем затушил сигарету и направился к соседу. Постучав в кухонное окно, крикнул. «Михалыч!» «Серега, я здесь!» Раздалось из соседской бани. «Что, уже поговорили с Полиной?» «Да, но пришел по другому поводу», — ответил я, наклоняясь в дверном проходе. В предбаннике было темно и пахло дымом. Видимо, сосед только растопил ее. Сам Николай сидел на лавочке, а в его руках обнаружилась початая бутылка пива. Надо же, чего это с ним случилось? Он же не пьет почти. «Ты старый шлем, что при мотоцикле был, не выкинул?» «На веранде лежит». Николай, поднявшись, поздоровался. Правильно оценив мой взгляд, кивком указал на бутылку. «Осуждаешь?» «Скорее не понимаю. Нахрена?» «Молод ты еще!» Горько усмехнулся сосед. «Шлем я сам хотел тебе занести. Он вместе с мотоциклом шел. Пошли, отдам. И это, не тяни. Что, присмотришь за Полиной?» «У меня поживет. Вместе с моей дочкой», — ответил я. На этих словах мы как раз вышли на улицу, и я увидел такое удивление на лице Николая, что пришлось соврать. «Да, ты верно понял. Сам о ней узнал всего лишь пару дней назад. И это не та тема, которую я хотел бы обсуждать».
Забрав шлем, я прошел к себе домой. Девчонки уже навели порядок на кухне, в ванной комнате работала стиральная машина, а в зале гудел пылесос. Эх, вот такое порадует любого нормального мужика. Зато куча волос в ванне и раковине нет. «Дамы, минуту внимания!» Громко обратился я к девушкам. Пылесос затих, и обе тут же очутились в дверном проеме. «Слушайте меня внимательно. Я сейчас отлучусь, возможно, надолго. Следовало бы еще прихватить Пришку, но не буду. Так что можете продолжить заниматься делами и ждите, когда вернусь. В общем, не теряйте». Решение не брать с собой иномерянку пришло только что. Нечего потакать желанием клеща. Хватит с него и меня одного. А вообще, по-хорошему, надо избавляться от этого следака. Больно уж он наглый. Как там сказал Сизов, группа игроков, решившая сдать землю? Что ж, возможно, они и правы. Лично я не вижу всей картины, хоть и догадываюсь, что она безрадостная. Ладно, может, сегодня и узнаю чуть больше. Дорога до здания конторы не заняла много времени, и вскоре я, расписавшись на проходной, вместе с сопровождающим оказался перед дверью в незнакомый мне кабинет на первом этаже. На стук тут же ответили. «Войдите!» Внутри оказалось довольно уютно. Диван, 2 кресла, журнальный столик и небольшой письменный стол у окна, за которым сидел Орлов. «Почему один?» — тут же спросил лейтенант. Пришка отказалась ехать. Не моргнув и глазом, заявил я. Сказала, что ей здесь неуютно. «Жаль. Присутствие здесь было в ее интересах», — нахмурился Орлов. «Ну да ладно. Я вот по какой причине вызвал тебя. Ты уже в курсе, что в мирах упорядоченного существуют разные расы, и они в большинстве враждуют друг с другом?» «Да», — кивнул я. «Отлично». Следователь захлопнул какую-то папку, лежащую перед ним, и отодвинул ее в сторону. «Тогда ты согласишься, что лучшим вариантом для Земли будет оказаться под покровительством человеческой расы?» «Разумно». «Иного ответа я и не ожидал», — кивнул Орлов. «А теперь представь, что есть достаточно большая группа игроков, которая не понимает этого и делает все, чтобы земляне оказались под властью другой расы. Что скажешь на это?» «Предатели», — ответил я, у самого на затылке зашевелились волосы. «Черт! Да этот упырь явно намекает мне на Костю, ведь младшего брата несколько раз видели вместе с девушкой, внешность которой вряд ли можно назвать человеческой». «Правильный ответ. А вот твой младший брат, до недавнего времени считавшийся погибшим, думает совершенно иначе. Связался непонятно с кем, мелькает то тут, то там, угрожает хорошим людям. Вашего отца убил, непонятно только зачем». «Товарищ лейтенант, можно ближе к делу?» — глухо произнес я. «Можно, Глебов. У меня есть деловое предложение. Обменять твоего брата на браслет подчинения. Поможешь поймать его живым и здоровым, и я сниму с тебя рабский амулет. Да, ответ нужен сейчас, в течение 1 минуты». Глава 18. Враг в твоем доме. Повод задуматься. Клещ прочел меня как детскую книгу. Еще тогда, в первый день нашего знакомства. Вот и сейчас он уже улыбался довольным, сытым котом, хотя я не сказал ни слова. Поэтому я ответил правду. «Вы убьете его, поэтому я отказываюсь от предложения. Но и помогать брату не буду». «Когда он навестил тебя?» — спросил Орлов, одной рукой пододвигая к себе граненый стакан, а второй поднимая графин с водой. В моей голове тут же мелькнула мысль. Зачем он при каждом вопросе что-то делает руками? «Позавчера, но не сам. Стрела с запиской, и то, и другое я сжег». «Чья стрела?» Новый вопрос, а вместе с ним вода из графина полилась в стакан. «Эльфийская», — ответил я и внезапно почувствовал, как виски на краткий миг сдавило болью. «Черт возьми, что здесь вообще происходит?» «Что ж, ты сказал правду», — с наигранной ленью медленно проговорил Клещ. «Хочешь добрый совет? В следующий раз, когда твой младший брат даст о себе знать, сообщи нам. Иначе мы можем не успеть прийти на помощь к твоим родственникам. Кстати, есть мысль, зачем Константин убил вашего отца?» «Он не мог этого сделать», — ответил я, а у самого от ярости сжались кулаки. «Вот, посмотри». Орлов отставил стакан с водой, не сделав ни одного глотка, и быстро извлек из папки с документами фотографию. «Можешь забрать себе».
На фото, судя по качеству, сделанного с дешевого телефона, был Костя. В высоких ботинках почти до колен, черные штаны и куртка, больше похожая на кожаную броню. Но главное, что привлекло мое внимание, это ножны на поясе и длинный узкий меч, который брат положил на плечо. «Снято, предположительно, через несколько минут после убийства твоего отца», — сообщил следователь. «В 100 метров от его дома. Больше узнать нам не удалось, так что какие выводы делать, решать только тебе». Домой возвращался неспешно, по пути размышляя, к чему вообще мне все эти знания. Приняв решение, заехал на заправку и там позвонил брату, предупредив, что скоро приеду и не один. Я посчитал, что Михаил должен знать все, о чем мне рассказал следак. Орлов, конечно, манипулятор, но и у меня своя голова на плечах. По пути заскочил в один оружейный магазин, где внимательно осмотрел все оружие, висевшее на витрине. Увы, но стволов с рангом не нашлось. Пришлось заехать в другой, расположенный кварталом дальше, на противоположной стороне улицы. Здесь видимого оружия было мало, в основном все хранилось в оружейной комнате, куда мне точно вход заказан. Зато продавец оказался моим хорошим знакомым. Звали его Сергеем. И мы даже пару раз выезжали с ним осенью на уток. Здоровенный мужик, под 2 метра ростом и богатырской комплекции. «Здорово, тезка!» — поприветствовал он меня. «Опять за патронами!» «Привет, Серега. Шутишь? Мне тех запасов на полжизни хватит», — усмехнулся я в ответ. «Да нет, хочу себе еще ствол купить». «Да нарезного созрел», — усмехнулся продавец. «Лицензию уже сделал? Или так? Чисто за советом прицениться?» «Да, думаю, но пока с финансами туго. Мне бы что-нибудь старенькое, из бэушного, чисто на всякий случай. А то на днях отдал ружье на реставрацию, и все, 2 недели без ствола буду». «Вот не поверишь. За сутки ты 4-й, кто спрашивает про старое оружие», — нахмурился Сергей. «Это часом не связано с малиновыми вспышками, про которые уже сутки весь интернет шумит?» «Слушай, я сам переживаю по этому поводу. Вот и подумал, а не прикупить ли мне второй ствол в пределах 20 тысяч?» «Тебе по ушам ездить не буду. Скажу, как есть». Сергей понизил голос. «За старыми стволами силовики приходили. У меня на них глаз наметан. Не знаю, с какой службы, но очень серьезные люди, так что вряд ли ты найдешь что-то из старого. И еще, знакомая из Росгвардии звонила. Говорит, много народу за лицензиями пришли. Так что, тезка, имей в виду, если хочешь получить оружие, озаботься найти хотя бы еще 1040, к той 20-ке. И поторопись. Чую, скоро цены начнут расти». «Спасибо за добрый совет», — кивнул я и, чувствуя, что нужно поступить правильно, попросил. «Листок с ручкой дашь? Это важно». Держи». Сергей толкнул ко мне тетрадный лист и карандаш. Что ж, и так сойдет. Главное, чтобы он после моей выходки не записал меня в идиоты. «Можешь написанному не верить, я бы сам не поверил», — произнес я и начал быстро записывать все, что считал нужным. Накидав несколько предложений, вернул лист с карандашом продавцу. «Вот, настоятельно рекомендую прислушаться. Все, я поехал. Завтра, если все срастется, загляну за обновой. Нарезной ствол мне и вправду пригодился бы». Подъезжая к дому, я насторожился. У моего двора стоял чья-то легковушка, у которой все 4 двери были распахнуты, как и калитка, в мой двор. По привычке заглушив двигатель, я докатился до угла своего забора и остановился. Не церемонясь, перемахнул через невысокий соседский палисадник. Дальше уже спокойно прошел вглубь двора и оттуда перебрался на свой участок, спустившись сразу за гаражом. Выглянул из-за угла и тут же увидел тело Верного, под которым растекалась лужа крови. Скрипнув зубами, достал из нагрудной кобуры пистолет, дослал патрон в ствол и, не боясь быть замеченным, двинулся вперед, чтобы тут же заметить первого противника. Какой-то мужик только что вскрыл замок на двери гаража и теперь стоял в проеме, разглядывая, что есть внутри интересного. Он был настолько увлечен созерцанием, что не сразу заметил меня, а когда все же почувствовал неладное, было уже поздно. «Вперед шагай!» — тихо приказал я, уперев ствол в поясницу незваному гостю. «Черт! Да это же игрок! Да еще и первый уровень, а значит бывалый. И имя говорящее — Цыган. Похоже, я уже знаю, кто это ко мне пожаловал».
Очутившись в гараже, отдал еще один приказ. «На колени, руки за спину. Не дергайся, убивать тебя все равно не в моих интересах». Врал, конечно. За проникновение еще мог бы простить. Просто сдал бы Сизову и забыл. Но убийство верного... Тут уж, извините, кровь за кровь. И плевать, что цыган игрок. Ну, рассказывай, сколько вас и зачем пришли ко мне? «Мужик, ты бы поаккуратнее, а то у меня...» Острие ножа, выдернутого мной из притолоки, слегка погрузилось в шею Чернявого, заставив того разом сменить тон. «Сука! Трое нас! Трое! Я, Круг и Волына!» «Зачем пришли?» Я чуть повернул нож в ране. Острое лезвие легко справлялось с податливой плотью. «Их! Да что ты творишь, сука? За тобой пришли! Старший сказал, что у тебя класс необычный, раз его никто не видит!» «А старший у нас кто?» Я перестал давить на клинок. «Уважаемый человек, его все знают!» «Что сделали с девушками?» «Ты про бабу Круга, что ли?» Вполне натурально удивился мужик. «Так он не нашел ее, только Родаков и бабку визгливую!» «Мобильник есть с собой?» Задал я очередной вопрос, постепенно вырисовывая план дальнейших действий. Похоже, девчонки успели свалить. Скорее всего, через портал. А вот что произошло с Николаем, его женой и тещей? «Ага!» «Звони Кругу. Скажи, что нашел оружие эпического ранга. Только не вздумай подать ему знак. Завалю». «Да ты и так меня завалишь!» Угрюмо произнес цыган. Он медленно засунул руку в карман спортивных штанов и тут же получил рукояткой пистолета по затылку. Удар оказался достаточно сильным, чтобы противник потерял сознание. Быстро связав игрока простой веревкой по рукам и ногам, я добавил кляп из ветоши, которая всегда имеется в любом гараже. И лишь после забрал у цыгана мобильник, простую кнопочную звонилку. Без труда разблокировал экран стандартной комбинацией и быстро отыскал в телефонной книге номер Кругликова. Тут же набрал его. «Ну, ты чего?» — прозвучал из трубки голос Семена. «Слышь, Круглый, я тут такое нашел!» — произнес я, подражая голосу цыгана и отведя телефон от рта на полметра. «Дуйте сюда!» И сбросил звонок. Положив телефон пленника на верстак, набрал на своем Сизова и принялся ждать. «Черт, да что ж ты так долго возишься, майор? Знаешь же, просто так не звоню». Хлопнула входная дверь дома, и я сбросил звонок. Быстро написал СМС. «У меня дома Кругликов с дружками. Девушки в плену». Отправив сообщение, тут же убрал телефон и принялся изображать бурную деятельность. Бросил на пол молоток и выругался, стараясь подражать голосу пленного. При этом чувствовал себя идиотом, потому как не верил, что Кругликов поведется на такую глупую постанову. Повелся. Только не Семен, а его второй товарищ. Он пошел прямиком в гараж, при этом заявив громко. «Цыган, ты что творишь? Сказано же только посмотреть. Какое Волына оказался здоровенным бугаем, шириной плеч, напомнив мне гномов. Только ростом с меня, не меньше. Бритый налысо, с низким косым лбом и взглядом прожженного убийцы. Едва мы встретились с ним взглядом, я понял, этот не станет подчиняться моим приказам, а потому сразу же выстрелил ему в голову. Противник завалился внутрь гаража, и почти одновременно с этим раздался звон разбитого стекла, а следом крик Семена. «Эй, Глебов, ты чего такой осторожный?» «Собаку зачем убили?» — крикнул я в ответ из глубины гаража и тут же опустился на пол. Вовремя. Со стороны дома раздалась короткая автоматная очередь. В стенах тут же появилось несколько отверстий. Черт, хреново дело. Он же может меня просто случайно прикончить. Пистолет против автомата? Да к тому же я в замкнутом помещении. Похоже, придется бежать через портал. «Вот ты реальный идиот, Глебов!» — вновь подал голос Кругликов. «У тебя соседей грохнули, а ты за собаку переживаешь!» «Семен, ты же был нормальным мужиком. Что с тобой случилось?» Вновь задал я вопрос, укрывшись за мотоциклетной коляской. Хоть какая-то защита от пуль. «Так ты побывай там, где был я, тоже поумнеешь. А вообще я пришел, чтобы передать тебе приглашение от старшего. Дело у него к тебе». «Ага, сейчас прямо разбежался. Иметь что-то общее с человеком, на которого работают вот такие сволочи, это надо быть идиотом или моральным уродом». Пиликнул телефон. Вжимаясь в пол, я достал из кармана трубку. На экране высвечивалось лаконичное. 5 минут. Жди. «В общем, если тебя интересует сотрудничество с человеком, который реально знает, что делать, подъезжай к старым водоочистным города», — вновь раздалось снаружи. «Все, бывай!» Ожидание растянулось в вечность.
Стараясь не двигаться и даже дышать бесшумно, я вслушивался в происходящее за пределами гаража, но там было тихо. Лишь когда послышался звук приближающейся машины, а затем хлопнула дверь, позволил себе чуть расслабиться. Похоже, прибыла кавалерия. Топот ног, короткие отрывистые команды, звон разбитого стекла. Затем что-то громко хлопнуло, а под конец знакомый голос позвал с улицы. «Глебов, ты живой? И не я один. У меня тут пленный имеется. Выходить можно?» «Сиди на месте!» Раздалось в ответ, а следом в гараж заглянул боец в черной форме. Осмотревшись, он остановил свой взгляд на мне. «Откуда ствол?» «Майор Сизов выделил для самообороны», — ответил я, убирая оружие в кобуру. «Командир, вот это тело было живым, когда я его связывал. Правда, после уже стреляли, может, ему не повезло. Да, это игрок». «Разберемся. Ты пока пройди в дом, осмотрись как следует». «Вы взяли Кругликова?» На всякий случай поинтересовался я, хотя сам уже сделал для себя вывод. «Ушел, гад. Через портал». Зло ответил командир отряда. Тот самый, что несколько дней назад вручал мне телефон. Покинув гараж, я сразу попал под опеку 2 бойцов в балаклавах, которые чуть ли не под руки завели меня на веранду. Отметив мельком разбитые стекла, решил для себя хрен с ними, зато сам жив-здоров. Дома царил бардак. Шкафы, ящики комода, их содержимое валялось на полу. Лишь оружейный сейф остался запертым. Я молча похвалил себя, что привык выполнять инструкции, и при моем отсутствии оружие оказалось под замком. Как рюкзак для выхода в другой мир. Но самое главное, что я обнаружил, это послание от Полины. В моей спальне, дверь в которую выломали вместе с дверным косяком, на всю стену маркером красовалась надпись «Портал». «Это что?» — спросил один из бойцов, указывая на стену. «Послание для меня. Дома была иномерянка, похоже, ей удалось сбежать отсюда в другой мир. А это послание куда?» «Жаль, соседи не смогли поступить так же», — заговорил второй боец. 3 трупа, всех застрелили из чего-то убойного. 2 женщины и мужчина». «Как так вышло, что вы сняли наблюдение с дома?» — поинтересовался я. «Ты не один, за кем нужно присматривать», — раздался из коридора голос командира. «Лучше скажи, что-нибудь пропало. Я имею в виду игровые предметы». «Нет, все на месте», — ответил я, сам только сейчас понял, что все бойцы конторы теперь имеют статус игроков. А ведь не поверил Сизову, когда он сказал об этом. «Командир, тут мобильный у соседей звонит», — раздалось из коридора. «Можно мне ответить?» — спросил я, а сам про себя подумал. Хоть бы это была Полина. Это может быть их дочь, она игрок и тоже была здесь. «Игрок? Бурлак, неси мобильник сюда», — приказал командир штурмовиков. Звонок прервался, когда телефон уже передавали мне. Хорошо, что мобильный оказался не запароленный, и я тут же перезвонил. «Алло, мама?» — прозвучал в трубке знакомый голос. «Это Сергей. Полина, вы где?» «Мы возле поселка Известковый», — растерянно ответила девушка. «А где мама?» «Полина, вы сможете добраться до города?» — проигнорировал я вопрос соседки. «Да, нас дядя привезет. Он живет здесь. Так где мама?» «Трубку Пришке передай», — попросил я. «Приша, это Сергей, с тобой поговорить хочет». Голос Полины чуть удалился. 2 секунды ожидания, из динамика раздалось. «Сергей?» «Слушай меня внимательно, Пришка. Не отходи от Полины ни на шаг, это приказ. А теперь верни ей телефон». «Что вообще происходит?» В голосе соседки послышались истеричные нотки. Похоже, сердце дочери чувствует горе. «Сергей, что с родителями? Дай трубку маме или папе». «Не могу, Полина. Семен не нашел тебя и сорвал зло на них. Никто не выжил». Никогда не умел мягко подать информацию. Просто не видел в этом смысла. По мне, так лучше сразу сказать все как есть, а оттягивать — пустое это. Все равно правда вскроется, так зачем лгать? «Он мертв?» — раздался из динамика голос, лишенный эмоций. «Нет. Сбежал через портал». «Я думала, он только запугивает их», — поделилась девушка своими мыслями. «Сергей, можешь забрать нас?» «Ждите. Позвоню на этот номер, когда подъеду», — ответил я. «Найди в телефоне мамы Сергей, брат. Его набирай. Этот номер соседский. Мы попросили позвонить. Все, мы ждем». «Я быстро». Отключив мобильник, молча под взглядами бойцов конторы убрал его во внутренний карман, после чего обратился к командиру. «Парни, вы тут хозяйничаете, а я отлучусь ненадолго. Девушек завезу в безопасное место и вернусь». «Добро», — разрешил старший группы. «Когда вернешься, опергруппа будет в курсе. Порядок не гарантируем, но тебя и девчонок отмажем. Да, мужик, ты правильный, поэтому дам хороший совет.
Не появляйся здесь. А лучше вообще держись подальше от города. Желательно уехать. В другую область. Кругликов, этот урод, снова придет сюда. Спасибо. Учту. Кивнул я. Ладно, мужики, спасибо вам за все. Выйдя на улицу, поспешил к своему мотоциклу, возле которого уже терлась местная пацанва. «Дядь Сергей, здрасте! Крутой у тебя моцик!» — сообщил старший из них. «Эпический», — усмехнулся я, на ходу набирая брата. Тот почти сразу взял трубку, и я обрадовал его. «Михей, я подъеду минут через 15. Ты сильно занят?» «Да, машина твоя понадобится. И еще. Можешь подготовить 2 гостевых комнаты. Я по приезде тебе все объясню». Натянув на голову мотоциклетный шлем, выкатил Урал на дорогу и собрался было его уже заводить, как перед глазами появилось окошко с текстом. Игрок Парторг. Ты обезвредил вражеский отряд и выполнил скрытое задание «Защита дома». Получено трофеев. 2 простых кристалла. 2 КСО. Награда. 1 простой кристалл, 1 КСО. Плюс 30 к прогрессу уровня. Смахнув сообщение в сторону, я завел мотоцикл и плавно тронулся с места. Не спеша докатил до поворота и лишь после прибавил скорость. Все же мотоцикл — вещь с большой буквы. Это тебе не машина. Тут встречный ветер напрочь выдувает все лишнее, даже из головы. И ни с чем не сравнимые ощущения. Возможно, поэтому я освободил разум от тревожных мыслей, сосредоточившись лишь на одной — делать из дома крепость или валить куда подальше. Ну уж нет. Само собой сорвалось с моих губ. Это мой дом, и я не отступлю. Глава 19. Правильные вопросы. Брат дожидался меня у дома возле Мазды-3, машины супруги. Увидев подъезжающий мотоцикл, он махнул рукой своим домашним, и вскоре меня уже встречало все семейство Глебовых, муж с женой и 2 дочери. «Дядь Сергей, с тебя 2 подарка за то, что ты пропустил мой день рождения», заявила старшая племяшка. «А 4 не хочешь?» — усмехнулся я, снимая со спины рюкзак. «Иди сюда, сейчас я тебе уши буду драть». «Мне уже 16», — возмутилась племянница. «Ничего не знаю, нет 18, давай сюда уши». «Серый, ты сказал, что торопишься», — напомнил мне брат, подмигивая старшей дочке, мол, видишь, твои уши спасаю. «Ну, тогда подойдите сюда обе», — велел я девчонкам, доставая из рюкзака подарочные пакеты, заполненные разными вкусняшками и полезностями для молодых леди. Михаил большую часть дороги молчал, ну а я не хотел начинать разговор первым. Лишь когда мы выехали за город, брат все же спросил то, что хотел. «На похороны хоть придешь? Завтра, к 9 утра». «Приду. Если не случится конец света», — ответил я. «Миш, я тебе сейчас кое-что расскажу, а ты выслушай меня внимательно». «Опять будешь рассказывать про порталы? Так о них уже только ленивый не слышал». «Хуже, Миша. Прошлый раз не хотел тебя пугать, но теперь...» Я замялся, подбирая слово. «Теперь, Миш, вопрос стал ребром. С вероятностью в 95% ты и твоя семья умрут или превратятся в мутантов, потеряв память. Времени у вас 7 месяцев, и это при самом идеальном раскладе. Оно может сократиться до месяца уже на следующий день, все очень непредсказуемо». «А ну-ка, поподробнее», — потребовал брат, прижимая машину к обочине и сбрасывая скорость. «Рассказывай все как есть». И я рассказал о сроке, и что всех ждет по его истечении, о людях, предавших землю, и о нашем брате, который, скорее всего, переметнулся на сторону врага, о Кругликове и моих проблемах с ним, о Пришке. «Сука!» — глухо произнес Михаил, а затем ударил ладонью по рулю. И еще и снова. «Сука, сука, сука! Что же ты раньше молчал?» «А что бы это изменило?» — поинтересовался я. «Да хотя бы то, что я пошлю теперь нахрен работу и проведу оставшееся время с семьей!» — почти прокричал брат. Затем все же сбавил тон. «Балбес ты, Серега! Это ты поставил крест на своей семейной жизни после смерти жены!» «Ничего я не ставил», — не менее мрачно ответил я. «Поехали, нас люди ждут». «Ты не против, если мы заселим их в отцовскую квартиру?» — поинтересовался Михаил, включая передачу и плавно выезжая на дорогу. «Так будет безопасно для всех. И моей семье, и твоим, и намерянке с Игруньей». «Игроком», — поправил я. «Как знаешь, я думал, что вместе будет легче отбиться от любого врага». «В моем варианте никому отбиваться не придется», — усмехнулся брат. «Разве что тебе. Но ты и так не собирался покидать свой дом». «Хорошо, попробуем по-твоему», — согласился я, зная Михаила. «Так и будет гудеть, пока не настоит на своем. Впрочем, его план действительно лучше.
Пусть Пришка с Полиной залягут на дно, а мы обеспечим им комфорт. Семен, если и найдет квартиру, внутрь не попадет. На окнах решетки, двери прочные. У девушек будет шанс бежать. Проблема в другом. У обеих не осталось кристаллов. «Черт!» — ругнулся Михаил, резко притормаживая. «Почти проехали нужный поворот. Серый, что ты не следишь за дорогой?» «Задумался», — ответил я, доставая из кармана чужой телефон. Набрал нужный номер и принялся ждать. «Алло!» — прозвучал в трубке усталый голос тезки. «Доброго вечера, это Сергей, сосед Михаила. Можешь передать телефон Полине?» «Валил бы ты, Сергей, отсюда!» Голос мужчины вмиг стал злым. В это же время на заднем фоне послышались знакомые голоса девушек. «Да не вопрос!» — не стал я накалять ситуацию. «Приеду, разберусь. Только дочку мою отдай и племянницу». «Племянницу уж сам как-нибудь защищу!» Все так же неприветливо ответил дядя Полины. «Твой брат также говорил, когда я ему посоветовал увозить семью. Еще 3 дня назад», — не сдержался я. «Ты мне поговори, щенок!» — взъярился Сергей. «Полину не отдам!» «Да и хрен с тобой!» — устало произнес я, понимая, что с этим мужиком говорить бесполезно. От горя не может адекватно оценить ситуацию, вот и злится на всех подряд. «Скажи адрес, я за дочерью подъеду через несколько минут». «Это что за фраер?» — поинтересовался Михаил, когда я отключил телефон. «Брат моего соседа. Мужик не знает, что делать, оттого с ума сходит. Разберемся. Сейчас заедем в поселок и на 2-м перекрестке влево. 4-й дом слева наш». Я ничуть не удивился, когда навстречу нам выскочили девушки. Брат тут же сориентировался и резко свернул вправо, перегораживая улицу. Затем разблокировал двери и крикнул в окно. «Назад, живо!» Я тут же извернулся, протиснувшись между сиденьями, и открыл левую заднюю дверь. Еще 2 секунды, во время которых Михаил почти развернулся, и девушки одна за другой нырнули в салон. Дверь захлопнулась, и брат тут же вдавил педаль газа в пол с пробуксовкой, срываясь с места. «Что случилось?» — спросил я, повернувшись к беглянкам. «Дядь Сергей решил поиграть в родителя», — зло бросила Полина. «Такой же упертый, как и отец». «Ну, теперь он вас не догонит и не найдет, так что не переживай», — радостным голосом сообщил Миша. «Это мой старший брат Михаил», — пояснил я Пришке. «Мы сейчас увезем вас на квартиру, там спрячем на день-другой. Потом, когда все утихнет, соберемся все вместе и обсудим, как дальше жить». «Нам недолго осталось, судя по всему», — Полина продолжала накручивать себя. «Всем, кто живет на земле». «Гораздо меньше, чем ты думаешь», — подлил я масло в огонь. «Люди стали вести себя неадекватно. Вон, твой дядя тому пример. Ты туда же. Зачем прошла в портал?» «Я видела, как ты в похожий заходил», — ответила девушка. «Да и не хотела я к нему слишком приближаться. Думала, посмотрю с нескольких метров, а потом меня потащило силой, и я уже не могла сопротивляться». «В мирах упорядоченного спонтанные порталы — большая редкость», — произнесла Пришка. «Их всегда отслеживают, и есть целая очередь желающих пройти испытания на полигоне». «Стоп», — остановил я иномерянку. Правда, Михаил, принявший команду на свой счет, тут же начал притормаживать, прижимаясь к обочине. «Что ж, так даже к лучшему. Пришка, ты хочешь сказать, что в мирах, подчиненных упорядоченному, не все разумные являются игроками?» «Конечно. Есть даже поговорка такая: игроками не рождаются, игроками становятся». «И единственный способ стать игроком — это спонтанный портал, так?» Продолжил я расспрашивать, чувствуя, что сейчас узнаю нечто важное. «Конечно нет. В мире нулевого или 1-го ранга можно использовать фиолетовый кристалл. В старших мирах подойдут только легендарные и мифические». «Постой», — прервал я бывшую рабыню. «А смертность при переходе через такой портал высокая?» «Какая смертность?» — не поняла Пришка. «Это совершенно безопасно. Вот спонтанный, да, оттуда иногда не возвращаются, но и ценность его в разы выше. Можно получить мультикласс, а также уникальные способности, умения, модули. А при прохождении через эпический портал ты получишь стандартный класс, скорее всего, простой, как у меня. Например, у Полины редкий класс, и в мирах упорядоченного ее с радостью примут в любые кланы, семьи. Правда, слугой, но оно того стоит. У тебя, Сергей, вообще не видно класса, а это значит, что он или эпический, или мульти». «Откуда ты это знаешь все?» — спросила Полина. «Надсмотрщики часто говорят о разных вещах, как и рабы. Многие из них прожили большую часть жизни в других мирах, свободными игроками». «Интересно, однако», — пробормотал я и полез в карман за телефоном. Пока набирал Сизову, вспомнил еще одну важную вещь. Повернувшись назад, спросил у соседки. «Полина, мы будем проезжать мимо того места, где вы вышли из портала?» «Это рядом с трассой, недалеко от поворота, в Известковой», — ответила девушка. «Но с противоположной стороны от города». «Надо заехать. Покажешь Михаилу это место?» «Хорошо», — явно не понимая, зачем мне это, ответила девушка. «Мих, подъедешь, куда Полина скажет?» —
попросил я брата и тут же ответил Сизову, взявшему трубку. «Товарищ майор, я по делу. Вам известно, срабатывают ли эпические кристаллы в нашем мире? Я про порталы, в которые может пройти даже не игрок». «Гостья рассказала», — раздалось из динамика. «Да, Глебов, срабатывают, хоть и не всегда. И пройти, увы, может лишь один не игрок. К тому же получить их фактически невозможно. Во всяком случае, в моей зоне ответственности добыли всего 2 фиолетовых кристалла, и оба ушли куда-то наверх». «Кристаллы можно передавать?» Тут же заинтересовался я. «Нужен игрок 5-го уровня. А у тебя что, есть эпические кристаллы?» «У меня есть брат с семьей, и я хотел бы, чтобы они выжили, когда придет упорядоченное», — уклонился я от ответа. «Да, я тут стал замечать, что люди ведут себя несколько странно. Слишком нервные, вспыльчивые, из-за пустяков буквально звереют». «Не ты один, Глебов». Голос Сизова изменился, стал приглушенный. «После массового появления спонтанных порталов все как с цепи сорвались. Какой-то массовый психоз. Мне уже сверху звонили, приказали не вмешиваться, держаться в стороне. Так что будь предельно осторожным. Да, еще вот что. Захар Федорович выявил одну закономерность. Возможно, тебе пригодится. Он считает, что люди, способные стать игроком, не поддаются всеобщей истерии, сохраняя ясность ума. Все, Глебов, отбой. Я и так рассказал, намного больше, чем положено». «Спасибо, товарищ майор». Успел я поблагодарить офицера, прежде чем он отключился. «Приехали», — прозвучал позади голос Полины. «Только нужно на противоположную сторону дороги перебраться». «Надо, значит, надо», — спокойно произнес Михаил, выкручивая руль. В это время дорога была пустой, и вскоре мы уже остановились в нужном месте. «Пошли, покажешь место», — позвал я с собой девушку, выбираясь из машины. Зашел со стороны багажника и достал из него свой тревожный рюкзак. «Так, пожалуй, здесь стоит взять аптечку и еще что-нибудь по мелочи, вроде коробки с сухпаем и бутылки питьевой воды». Мы спустились с Полиной по дорожной насыпи, давно поросшей травой, и слегка углубились в лесопосадку, шагов на 30. «Здесь», — сообщила девушка, указывая на небольшое дерево. Впрочем, она могла и не говорить, так как у меня перед глазами всплыло окно с текстом. Игрок Парторг. Ты обнаружил точку выхода. Выполнено скрытое задание улучшенного ранга «Портальные метки Родины». Награда 5 КСО. 1 улучшенный кристалл. 50 единиц к прогрессу уровня. Доступно точек выхода. 1. Берег реки Гоксы. Окрестности города Н. 2. Лесополоса. Окрестности поселка Известковый. «Сергей», — окликнула меня Полина. «с тобой все хорошо?» «Да, сообщение от упорядоченного получил. Знаешь что, а давай-ка мы в одно место заедем». «Что-то случилось?» — нахмурилась девушка. «Да, но хорошее», — успокоил я соседку. «Пошли, нам лучше поторопиться». Шагая обратно, я краем глаза следил за Полиной. Пытался понять, как ей удается держаться столь спокойно. Она же потеряла мать, отца, бабушку, но при этом в глазах ее нет того, что бывает у убитых горем людей. Неужели влияние упорядоченного? Уже усевшись на переднее сиденье и сообщив брату, куда ехать, я задумался. А ведь у меня тоже не было каких-то сильных чувств после смерти отца. И если раньше это можно было списать на мои с ним отношения, то теперь, глядя на Полину, я был уверен, что дело в другом. Упорядоченное контролирует эмоции игроков. Это факт. Словно в подтверждении моим мыслям перед глазами появилось еще одно текстовое послание. Игрок Парторг. Ты выполнил скрытое задание редкого ранга «Защита игроков». Награда 25 КСО, 1 редкий кристалл, 250 единиц к прогрессу уровня. «Все веселее и страньше», — пробормотал я, смахивая прозрачную рамку с текстом в сторону. «Ты что-то сказал?» — переспросил Михаил. «Говорю, у нас у всех что-то с эмоциями не так», — ответил я. «Кстати, ты не сказал, деньги на похороны нужны?» «Нет. Отец последние несколько лет копил, так что хватит с лихвой. Кстати, тебе деньги нужны? После всех трат осталась довольно круглая сумма. Хотел поговорить об этом, когда ты в гости приедешь. Но что-то я подозреваю, что не получится в ближайшее время». «Думаю, деньги стоит потратить на покупку игровых предметов. Желательно оружие», — ответил я, поразмыслив. «Для твоей семьи». «Так мы же не игроки», — помрачнев произнес Михаил. «Это пока. Но у меня есть время, а главное признаки того, что упорядоченное вас примет. Во всяком случае, попробовать стоит. Альтернатива для твоей семьи, как и всех остальных жителей нашей планеты, простая. Смерть или мутация с потерей разума». «Я давно заметил, что ты умеешь поддержать в трудную минуту», — усмехнулся брат. «Ладно, шучу.
Вижу, ты начал немного разбираться в происходящем вокруг безумии». «Если бы. Никто не хочет делиться информацией, а я даже не знаю, какие вопросы задавать». «Правильный, Серый!» Брат ткнул меня кулаком в плечо. «Да, что ты там про оружие говорил?» «Ехать надо за ним, в какой-нибудь райцентр. Чем меньше городок, тем лучше. Больше шанс наткнуться на что-то стоящее. Ну и кузнеца хорошего надо найти». «Есть у меня один знакомый», — задумчиво произнес Михаил. «Хороший мастер. Правда, ножи и топоры только для своих кует. Но я смогу с ним договориться. Эх, всю жизнь мечтал в кольчуге побегать. Да в шлеме. И со щитом». «Успеешь», — ответил я, представив, как брат сражается топором против дроидов или принимает на щит плазменный заряд. «Да уж, то еще зрелище». На берег реки прибыли, когда солнце уже склонилось к горизонту. Ну а потом я стал свидетелем, как игроки получают свой первый уровень. Полина с Пришкой едва очутились на месте переноса, на миг полыхнули светом, после чего обе зависли, будто два дроида, внезапно лишенные энергии. «Уровни получили», — пояснил я Михаилу. «И это хорошо. Теперь у них в случае опасности есть возможность уйти в другой мир, а затем вернуться». Заиграла мелодия звонка, и Миша полез в карман за телефоном. «Жена», — пояснил брат, — «потеряла, наверное». «Алло?» «Да, солнышко, уже обратно едем. В квартиру заскочим на несколько минут и домой». Я невольно слушал разговор Михаила с супругой и одновременно следил за тем, как две девушки закончили чтение, а затем начали что-то обсуждать. Не дожидаясь, когда они завершат, решил поторопить, открыл окно и громко позвал. «Дамы, садитесь в машину, по дороге обсудите». Переглянувшись, Полина с Пришкой двинулись к нам, на ходу продолжая обсуждение. Я уже почти отвернулся, но краем бокового зрения успел заметить, как позади приближающихся девушек начало разрастаться белое свечение. Мозг еще пытался понять, что происходит, а я уже одной рукой открывал дверь, а второй доставал из кобуры под мышкой пистолет. «Это еще что за хрень?» — раздалось позади меня. Михаил, похоже, тоже увидел формирование пробоя между мирами. Что ж, посмотрим, кто сейчас появится. Это Миш, тот самый портал. Все же пояснил я и поторопил соседку, чуть замешкавшуюся. «Поля, живо в машину!» Портал окончательно сформировался, но никто не торопился через него проходить. И это было странно. Тратить просто так кристалл, даже простой, слишком расточительно. «Пришка, чужаки ведь не могут открывать порталы в мир, еще не перешедший под полный контроль упорядоченного», — обратился я к иномерянке. «Нет, иначе бы мой рабский браслет уже сработал», — напомнила девушка. «А я смогу пройти на ту сторону?» Вопрос заставил иномерянку призадуматься, ну а меня буквально тянуло к мерцающему белым порталу. «Наверное. Я не знаю», — честно призналась моя подопечная. К счастью, стоило мне приблизиться к пробою на расстояние в 5 метров, как перед глазами появилась надпись. «Игрок Парторг. Ты пытаешься пройти через чужой портал в мир нулевого уровня Брэдсис. Локация «Руины промзоны». Рассчитана на игроков от 0 до 3 уровня. Уровень опасности – зеленый. Повышенный шанс добыть улучшенный кристалл». В голове сама собой нарисовалась картина. Землянин, только что ставший игроком, отправился в другой мир, где схлестнулся с неведомой опасностью. Победил, выжил и даже открыл портал. Увы, но на большее его попросту не хватило. Раны, потеря крови, да все что угодно. «Ждите меня здесь!» Раздалось из моего рта, а тело под воздействием эмоций и чувств, но точно не разума, шагнуло вперед. В голове успела проскользнуть мысль. «Серж, черт тебя побери, что ты творишь?» Леденящий саму душу холод, разряды энергии по всему телу, а затем меня выбросило в уже знакомый, но по-прежнему неизвестный Брэдсис. Темно, дальше носа уже не видно. Достал из кармана зажигалку, щелкнул пьезоэлементом. Вспышка в один миг разогнала тьму, и я кое-как смог осмотреться. Давящие стены с боков, низкий потолок, пол, все из бетона. Какой-то гараж, похоже. О, а вот и виновник моего перехода. Тот самый бедолага, что открыл портал. Скрючился на полу в позе эмбриона и не шевелится. Одежда вроде наша, камуфляж березка. Такую можно приобрести в любом рыболовном или охотничьем магазине нашей страны. Приблизившись, я опустился на колено, потушил зажигалку и нащупал шею неизвестного. Пульс есть, значит живой. Что ж, надо вытаскивать бедолагу. И не потому, что я рассчитываю на награду от упорядоченного. Просто чувствовал, что так надо. Глава 20. Подсчет добычи. Локация Булга. «Пульс есть, дыхание ровное, жить будешь», — пробормотал я, ощупывая бедолагу. Странно. Грудь, живот, голова и спина целы, крови тоже не видно. Учитывая, в каком мире мы находимся, может, траванулся чем-то.
Ладно, надо выбираться отсюда. Запоздало сосредоточился на проявившейся перед глазами справке. Игрок. Имя. Борода. Класс. Берсерк. Уровень класса 1. Прогресс 294 из 1000. Похоже, это его первая весьма неудачная охотка. Если бы не я, так бы и сгинул тут. Или какие-нибудь твари до него добрались. Активация портала дала столько света, что мне пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть на несколько минут. Проморгавшись, я наконец смог осмотреться, а также увидеть причину, по которой мужик в камуфляже лежал неподвижно, словно уснул. Из его бедра торчал дротик, а рядом валялось еще 2 таких же. Обнаружил я и выход из этого узилища, вернее то, что от него осталось. Видимо, в соседнем помещении рухнуло потолочное перекрытие, на 2/3 заблокировав дверной проем. Похоже, охотники попросту не смогли добраться до своей добычи и ушли, благодаря чему землянин освободился от действия 74-го протокола безопасности и смог активировать портал. Нащупав эвакуационную петлю на воротнике, я волоком потащил землянина к порталу. Стоит поторопиться, а то кто-нибудь из девушек решит, что мне нужна помощь, и первый пересечет пробой. Глупо получится. У меня уже был опыт провоза бессознательного тела через пробой, так что я без каких-либо проблем очутился на земле вместе с крепко спящим горе-путешественником. Здесь, на берегу реки, уже совсем стемнело. «Это кого ты притащил?» — поинтересовался Михаил, первым приблизившись ко мне. Обернувшись к машине, он спросил. «Полина, включи ближний свет. Вот, совсем другое Ох ты ж! Да это же Борода!» «Откуда ты знаешь его игровой ник?» Не понял я, но, проследив за взглядом брата, ругнулся. Лицо мужика оказалось знакомым. «Твою же лампочку! Я же встречался с ним недавно!» «Так его полгорода знает», — пояснил Михаил. «Владелец единственного байкерского клуба в городе и вообще правильный мужик. Много добра сделал. Может, его в больницу отвезти?» «Там ему вряд ли помогут. Надо звонить товарищу майору. Только информацию по выполненному заданию прочту». Игрок Порторг. Ты, рискуя жизнью, прошел через портал и вызволил из беды игрока из своего мира. Выполнено скрытое задание редкого ранга «Все ради Родины». Награда 50 КСО, 2 редких кристалла, 250 единиц к прогрессу уровня. А ведь неплохо я сходил. Даже в большом плюсе остался. Возможно, и дальше стоит прислушиваться не к голосу разума, а вот к таким спонтанным желаниям. Отмахнувшись от лезущих в голову мыслей, нащупал в нагрудном кармане свой телефон и приступил к выполнению плана. «Чего тебе, Глебов?» Похоже, у Сизова в последнее время сплошной завал по работе. Голос такой, словно человек не спал 3 суток. «Товарищ майор, у меня тут игрок из наших. Сходил в Брэдсис и попал в неприятности. В него стреляли какими-то шприцами, и теперь он спит. Есть возможность помочь ему каким-нибудь способом?» «Да он везунчик, если смог бежать от охотников», — раздалось из динамика. «Дайте ему поспать часов 10, и действие снотворного перестанет работать. Еще что-то?» «Нет, спасибо», — ответил я. «Разве что браслет с ноги снять». «Перебьешься», — беззлобно произнес Сизов. «Да, чуть не забыл. Наш клещ спрашивал про тебя сегодня. Я сказал, что ты водишься со своей подопечной, и он вроде успокоился. Так что имей в виду, за тобой присматривают». Соединение прервалось, и я убрал телефон. Зачем моя персона понадобилась следователю? Просто так он спрашивать не станет. А учитывая нашу прошлую беседу, дело как-то связано с Костей. «Ну так что делать с Бородой?» — поинтересовался брат. Я, загруженный мыслями, с непониманием уставился на гладко выбритое лицо Михаила. «Что?» «С байкером, говорю, что делаем?» «А, ты вон про что. Грузим в машину, везем ко мне домой. Проспится, и все с ним будет хорошо. Но сначала завезем девушек на квартиру». Полина с Пришкой были против того, чтобы остаться одним, но я все же настоял. Благо в квартире было уже прибрано. Супруга Михаила постаралась, и девушкам не пришлось увидеть пропитанный кровью палас. Продукты и питьевую воду мы прикупили по пути, так что на 2-3 дня автономии мои подопечные могли рассчитывать. Бороду привезли ко мне уже глубокой ночью. С трудом заволокли его тяжелое тело в зал, где и уложили на старый матрас, который я достал из кладовки. Оставили бедолаге записку с номером телефона и трофейный мобильник матери Полины, другого просто не было. Ну а после, закрыв дом, двинулись к брату. «Слушай, а у тебя весьма насыщенная жизнь началась», — нарушил затянувшееся молчание Михаил. Мы уже проехали город и почти добрались до места. «Ага, прямо-таки бьет ключом», — ответил я, но согласен, жить стало веселее.
Знаешь, буквально позавчера понял, что до всей этой кутерьмы просто плыл по течению. А сейчас любое решение швыряет меня в такие крайности, что непонятно, каким будет завтрашний день. «Тебя это устраивает? Вот я, — брат похлопал себя по груди, — семейный. Мне бы отработать смену и домой, к жене и детям, а на выходные всем вместе куда-нибудь развеяться. Мне от этого хорошо. Все рядом, на виду». «А как же карьерный рост?» — намекнул я Михаилу, который за последние лет 5 от простого работяги на форматно-распиловочном перешел на ЧПУ-станок, сверхсовременный, выдающий втрое больше деталей, чем самые расторопные работники. Он даже ездил куда-то, чтобы обучиться обслуживанию дорогой техники. «Это я одобряю», — с усмешкой ответил брат. «Когда семейный бюджет растет, все только рады». «Ну, тогда тебе понравится быть игроком упорядоченного», — улыбнулся я. «Кстати, а твои девчонки играют в компьютерные игры?» «А то, полгода не прошло, как им технику обновил». «Ну, значит, тебе объяснят, что такое прокачка персонажа». Возле дома Михаила было тихо, как и на всей улице. Брат пригласил зайти, но я отказался, хоть и имел такое желание. Все же супруга у Миши готовила просто божественно вкусно. «Михей, ты поговори со своими про возможность стать игроками. О рисках расскажи, как с одной, так и с другой стороны. Да, в эпическом портале умереть шанс немалый, но в разы меньше, чем в спонтанном или вообще без них. В общем, подготовь своих дам. И смотри, чтобы с соседями не конфликтовали. Сам понимаешь, у людей с психикой серьезные проблемы, и это будет только ухудшаться, как я понял». Попрощавшись с братом, выкатил своего стального коня со двора и вскоре уже ехал домой. И снова ветер, и снова ощущение свободы. Эх, если бы не этот проклятый браслет на ноге. Черт, а ведь я за сегодня от силы 2 раза курил. Надо же, вот это прогресс. Так и брошу, ненароком. К дому уже по привычке подъехал с заглушенным двигателем. Послушал, нет ли какого постороннего шума. И только после закатил мотоцикл во двор. Поразмыслив, поставил технику в гараж. Собаки теперь нет. Вспомнив о верном, взял штыковую лопату и потопал за баню. Быстро там выкопал могилу для своего пса, после чего перетащил его на куске брезента. Уложил на дно ямы, засыпал. Сверху на холм земли легли ошейник и цепь. «Спи спокойно, верный друг. А я найду ту тварь, из-за которой тебя не стало, будь уверен. Найду и прикончу». Закурив сигарету у могилы пса, я мысленно ответил себе за трещину. «Соберись, Серж. Что тебе нужно сделать в первую очередь? 3 вещи. Добыть еще один эпический кристалл, помочь семье Михаила стать игроками и получить 5-й уровень. Остальное придется решать по мере поступления. Что ж, попробуем все сделать до того, как в наш мир бесцеремонно ворвется упорядоченное». Проснулся я от грохота в коридоре, сработала сигналка. Специально поставил стул перед дверью в зал, чтобы гость не смог покинуть мой дом бесшумно. Тут же подскочив, я обратился к игроку через дверь. «Борода, не спеши уходить, давай хотя бы чаем тебя угощу. Дам телефон, родным и близким позвонить». «Ох ты ж, ежики мороженые!» — пробасил за дверью гость. «Мужик ты кто? Как я здесь вообще очутился?» «Сейчас, штаны надену, все расскажу. А ты пока на кухне топай, чайник поставь». Спустя 1/4 часа мы с Бородой, имя которого я так и не узнал, сидели на крыльце и докуривали уже по 2-й сигарете. История байкера была простой и весьма похожей на мою. С одним исключением. В портал он пошел сам, сознательно. Первый поход в мир Хриша оказался не опасным и неинтересным. А вот во 2-й раз игрок угодил в какую-то полуразрушенную промзону, где на него тут же открыли охоту дроиды. Правда, Борода взял с собой вертикалку и 50 патронов. Но кто ж знал, что его не имеющее ранга оружие окажется почти бесполезно против роботов. Да, поначалу ему все же удалось завалить несколько небольших механизмов, но на этом успехи закончились. Вместе с боеприпасами. А дальше здоровенный, дружащий со спортом и не привыкший отступать мужик пустился в бега, потому что против железа и плазменных пушек с голыми руками не попрешь. К тому же на байкера открыли настоящую охоту и почти поймали. Повезло, что у Бороды проявилась одна из классовых способностей — стойкость к воздействию, поэтому транквилизаторы в шприцах подействовали не сразу. Так он и смог забиться в тот подземный бокс, в котором я его нашел. «Ты не поверишь, но я столько адреналина там хапнул, сколько здесь на земле получал лишь во время службы в Афгане. Жаль, что у меня больше нет кристаллов, иначе бы подготовился, чтобы еще раз сходить. Правда, я и снарягу всю растерял, вместе с мотоциклом, а ведь он улучшенного ранга был. Ну а ты, Сергей,
Как смог набрать? 3 уровня». «Мне больше повезло, я сразу пошел с редким оружием», — отмахнулся я. «А в первый раз обычным ломом отбивался. Потом как-нибудь расскажу ту историю. Кстати, ты богат финансами?» «Ну, есть сбережения», — нахмурился Борода. «С какой целью интересуешься?» «Предлагаю сделку. Ты же все равно остался без кристаллов, верно?» «Есть такое. Ты что, можешь передать мне свой?» «Пока что нет. Но у меня есть предложение. Ранговое оружие. Я пытался найти его у нас в городе, но госслужащие уже все скупили. Стоит поискать в райцентрах, может, среди частников». «Хм, то есть ты предлагаешь мне скупить все, что имеет ранг, а потом перепродать? Хочешь, чтобы я стал спекулянтом? Знаешь, в данной ситуации, когда подобное оружие может спасти кому-то жизнь, это выглядит мерзко. Я предлагаю тебе хорошо вооружиться самому и подобрать несколько стволов для своих друзей. Но и мне требуется штук 6 стволов, из которых 5 для женских рук, полегче. Я не один, видишь ли, уже набрал себе команду. И, разумеется, хочу, чтобы у меня все бойцы были хорошо упакованы». «И взамен на ранговые стволы ты дашь мне возможность перейти в другой мир, чтобы я там добыл себе кристаллы», — догадался Борода. «Знаешь, Парторг, а я согласен. Учитывая, что ты рассказал мне про дела в мире, у нас нет другого выхода, кроме как ходить на уже захваченные планеты и повышать уровни. Новое, чтоб меня элита Земли». «Значит, договорились». Я затушил дотлевшую сигарету. Опять едва ли не 2 затяжки успел сделать. Протянул руку Бороде, и тот ее пожал, скрепляя наш договор. «Ну что, поехали. Отвезу тебя, куда скажешь». «Так в клуб и вези, я там живу. Семьей с моим образом жизни не обзавелся, а жить одному в доме или квартире как-то грустно, что ли. Вот и устроил себе берлогу в месте, где всегда есть веселая компания». Оранжевый шлем едва налез на голову Бороде. А когда байкер увидел мотоцикл, на меня посыпался целый град советов. Что с ним следует сделать, чтобы подготовить к поездкам в другой мир? Тут тебе и щитки, и более широкие дуги, и ветровое стекло. Пришлось оборвать специалиста и буквально потребовать, чтобы тот сел позади меня. «Черт, я ж 100 лет не ездил пассажиром», — сообщил мне Борода. «Чувство такое, словно меня заставляют заново сдавать на права». «За руль не пущу». Тут же пресек я попытки игрока поменяться со мной местами. «Эх, мужики засмеют ведь», — пожаловался байкер, но все же сел на заднее сиденье. Я неспешно покатил по улице. Бросил взгляд на сгоревший соседский гараж, на другие дома. В голове внезапно мелькнула мысль, а ведь ни один житель улицы не подошел ко мне и не спросил, что случилось с Николаем и его семьей. И ведь по-любому видели и полицейские машины, и трупы кто-то забирал, да и после пожара меня не расспрашивали особо. Что произошло с людьми? Почему стали такими черствыми? Даже банальное сочувствие не проявил никто. Может, упорядоченное не просто так пришло на землю? Нет, я не верю в Бога. Так уж воспитали меня, но вдруг все это как-то взаимосвязано. Все мысли выбило внезапно всплывшим перед глазами системным окном, из-за которого я даже притормозил. Игрок Парторг, ты задал упорядоченному правильный вопрос. Выполнено скрытое задание редкого ранга. Причина экспансии упорядоченного. Награда 50 КСО, 1 редкий кристалл, 250 единиц к прогрессу уровня. Получен ответ «Да». Что «да»? То есть упорядоченное пришло не просто так, а это мы, люди, своими действиями призвали его? Или... Да к черту это все. У меня и так в голове куча мыслей, чтобы я еще заморачивался решением подобных задач. Бороду я высадил возле клуба и сразу же поехал назад. Байкер настаивал, чтобы я посетил его заведение, но у меня и так уже поджимали все сроки. Отъехав подальше, я зарулил на стоянку кафе и заказал себе плотный завтрак. Пока ждал, позвонил Полине. Девушка явно была рада моему голосу. Увы, но мне было не до долгих разговоров, поэтому я лишь расспросил, не нужно ли им чего. Убедился, что все хорошо, а после предупредил, чтобы меня не ждали раньше вечера. Прибыв домой, забрал из сейфа ружье и рюкзак путешественника между мирами, после чего заперся в гараже и совершил уже привычный переход. Брэдсис встретил меня привычным серым небом и духотой. Мерзкий климат, не хотелось бы мне прожить в таком состоянии слишком долго. Осмотрев в бинокль поселок, не обнаружил там платформы и направился к центральному входу в терминал.
Окинув здание космопорта беглым взглядом, усмехнулся. На одном из скатов крыши ползал ремонтный дроид. Неужели больше заняться нечем? Заехав через приоткрытые двери, резко выжал ручной тормоз, остановил Урал перед двумя малыми охотниками, перегородившими путь. Повисла напряженная пауза. Пока я решал, браться ли за ружье, один из роботов просканировал меня красным лучом, после чего произнес металлическим голосом. «Дежурной охранной смены 3-й номер приветствует начальника космопорта. За время вашего отсутствия негативных происшествий не выявлено. Завершена зачистка припортового поселка. Весь полученный актив находится в ремонтном цеху. Полная опись добытого у вашего заместителя Мидаса». «Доклад принял», — ответил я, чувствуя, как по спине катятся капли холодного пота. «Твою же железную душу, Мидас, сука, чуть заикой меня не сделал». Припарковав мотоцикл у лестницы, двинулся дальше пешком в обитель своего заместителя. Каково же было мое удивление, когда я у спуска к подземному метро обнаружил малые транспортные платформы, загруженные всяким хламом. Внизу что-то сверкало, иногда раздавались удары. За всем этим наблюдал еще один малый охотник, который тут же решил доложить мне о происходящем. «Помощник ремонтника 1-й номер приветствует начальника космопорта». «Что здесь происходит?» — спросил я, пытаясь рассмотреть, что творится внизу, на перроне. «Расчистка завалов». «И зачем их расчищают?» — пришлось уточнить мне, так как дроид не спешил раскрывать подробности. «Требуется получить доступ к законсервированным помещениям», — вновь коротко ответил малый охотник. Вон оно в чем дело», — покивал я. «Тогда понятно, ну ладно, расчищайте». Я понимал, что малые охотники — это по сути исполнители, не способные принимать сложные решения. Что ж, спросим своего заместителя, чтоб его. Вот только доберусь до центра управления. «Мидас, что вообще происходит?» — обратился я к охранному тяжелому дроиду, входя в помещение. «И тебе хорошего дня, Парторг», — ответил мой подчиненный, и я услышал в его электронном голосе сарказм. «Происходит разведка на местности. Во время зачистки поселка мы нашли секретную документацию, а в ней обнаружились дополненные карты космопорта. Сейчас один из дроидов-ремонтников пытается проникнуть внутрь секретного подземного этажа». «И что находится внутри?» — заинтересовался я. «Неизвестно. Документация обнаружена в доме, где проживал инженер службы безопасности космопорта. Только чертежи, без каких-либо пояснений, что находится внутри». «Хотя бы предположение есть, что мы можем найти?» — продолжил я допытываться. «Судя по объему, там 2 больших помещения, каждая площадью в 600 квадратных метров. Высота потолков больше 7 метров, и расположено это все прямо возле здания космопорта, в зоне, где запрещена посадка транспортников». «Мидас, не уходи от ответа», — нахмурился я. «Зачем ты приказал вскрыть неизвестное помещение?» «Я думаю, там находятся малые космические челноки», — ответил стальной заместитель. «И что мы будем с ними делать?» — не понял я. «У нас нет ни специалистов по работе с подобной техникой, ни пилотов». «Во-первых, на подобных кораблях установлены реакторы, способные с запасом покрыть наши текущие потребности в энергии года на 1,5 точно. А во-вторых, на борту любого судна должны иметься роботизированные ремонтные системы, намного превышающие возможности имеющихся у нас дроидов. С такими помощниками мы восстановим функционал космопорта до приемлемого уровня». Удерживая в одной руке шлем, второй я потер подбородок. «Наверное, это хорошая новость. Но тогда выйдет, что мое присутствие здесь станет ненужным?» «Неверный вывод, Парторг. После назначения тебя системой космопорта на самую высшую должность ты единственный, кто способен взаимодействовать с иск-инами кораблей». «С кем?» — уточнил я. «Ты сказал искусственный интеллект?» На космические корабли их начали устанавливать за несколько лет до прихода упорядоченного, ответил Мидас. Возможности иск-инов на порядок выше, чем у системы управления, контролирующей космопорт. Это фактически искусственная личность. «Ты меня окончательно запутал. Давай все это дело решай без меня, пока наверняка не узнаешь, что в скрытом хранилище. Лучше скажи, что еще интересного удалось взять в поселке?» «Карта окрестностей, инструмент, много индивидуальных источников питания.
Теперь мы точно восстановим второго охранного дроида модели Мидас. В 4 из 7 технических помещений были обнаружены гражданская техника, бытовые станки, приборы. Часть из найденного в рабочем состоянии. «Мидас, меня интересуют игровые предметы», — пришлось уточнить мне. «Все игровые предметы здесь», — заместитель указал на открытый шкаф у стены. Приблизившись, я осмотрел содержимое. Так, 3 энергетических пистолета простого ранга с общим состоянием ниже 30%, понятно, таким лучше не пользоваться, улучшенные ботинки, не подходящие мне по размеру и тоже в плохом состоянии, а вот редкие вирт-очки меня заинтересовали. Очки дополнительной реальности. Средства коммуникации. Редкий ранг. Общее состояние 70%. Год производства. 5 месяцев до пришествия упорядоченного. Доступны улучшения. 0 из 3. Установлен редкий модуль. Накопитель эргов. До 2 единиц. Установлен улучшенный модуль. Коннектор. Доступно взаимодействие с 2 игровыми предметами. Радиус взаимодействия 4000 метров. Установлен улучшенный модуль «Визор», способен принимать данные от приборов, не принадлежащих упорядоченному. Радиус взаимодействия 2000 метров. «Мидас, ты можешь наладить с ними связь?» — поинтересовался я, показывая роботу очки. «В любой момент. Главное, чтобы носитель подтвердил мой запрос. Принимай». Перед глазами тут же вспыхнула надпись. Получен запрос на голосовой и визуальный контакт с очками дополненной реальности от заместителя Мидаса. Разрешить? Да? Нет? «Эх, еще бы голосовую связь, и было бы здорово», — озвучил я свои мысли. «Да, разрешаю». «Для голосовой связи возьми это». Мидас протянул мне манипулятор, в котором была зажата крупная серебристая бусина. «Не игровой предмет, но на расстоянии в 2000 метров спокойно поддерживает связь, игнорируя любые помехи». «И куда ее девать?» — нахмурился я, понимая, что подобная вещица в ухо не влезет. Да и глупо это. Как потом доставать ее? «Вот, крепеж». Мидас повторно протянул манипулятор с пластиковой загогулиной. «Вставляешь динамик в углубление и цепляешь всю конструкцию на ухо. Теперь ты сможешь не только слышать меня, но и отвечать». Приспособление повисло на ухе, как влитое. Я помотал головой из стороны в сторону, затем надел шлем. Что ж, вроде не мешает. Уже хорошо. «А еще такие есть?» «Нет», — раздался прямо в ухе голос Мидаса. «Это добыли из малого охотника». Не дождавшись продолжения рассказа, я вновь начал рассматривать шкаф с ранговыми предметами. Так, это что такое? Модуль эпического ранга, характеристики откроются после получения 5 уровня. И как это понимать? «Мидас, ты знаешь, что это?» — поинтересовался я у дроида. «Не могу увидеть характеристики, но догадываюсь, что это. Подобные вещи в Брэдсизе использовали как импланты для улучшения. С их помощью люди повышают физические и умственные данные, вроде твоего модуля с эргами». «Хм, понятно. Отложим это до лучших времен. Слушай, получается, в вашем мире первоначально было очень мало ранговых предметов?» «Возможно. На территории космопорта мне удалось найти лишь несколько вещей, отмеченных упорядоченным. А ведь здесь были склады крупных торговых компаний, магазины и прочее. К сожалению, почти все пришло в негодность и вывезено с территории в первые несколько лет». «Жаль. У меня была надежда, что здесь получится разжиться большим количеством ранговых вещей. Но, похоже, упорядоченный отмечает в основном предметы, которые созданы руками». «Ручная работа считалась большой редкостью в Брэдсизе», — подтвердил мои догадки Мидас. «Но мы сильно отвлеклись от главного. Докладываю, в поселке обнаружено 2 скважины, способные снабдить питьевой и технической водой все дома. По космопорту, благодаря найденным инструментам, в строй удалось ввести 4 малых охотников и почти восстановить тяжелого Мидаса. Я принял решение временно сменить приоритеты. В настоящий момент один ремонтный дроид взламывает законсервированные ангары, а второй восстанавливает резервный ретранслятор, с которым наша обороноспособность станет вдвое надежней». «Это хорошо», — согласился я. «Значит, мое присутствие в терминале пока не обязательно, как и наличие аж 4 малых охотников. Поэтому принимай эрги, а после дай мне одного дроида в сопровождение.
А то в прошлый раз, когда на меня напали обезьяне-выкормыши, было весьма неуютно. «Возьмешь 2 охотников», — подкорректировал мой приказ Мидас. «Они будут сопровождать тебя на одной из малых платформ. По эргам им мы всегда рады, так что заливай их сюда». Перебросив накопившуюся в модуле энергию, я тут же опробовал визор. Что ж, неплохо. Стоило мне навести взгляд на какие-нибудь приборы или панели в центре управления, как справа появлялось окно с информацией об объекте. «Я подключил тебя ко всем системам космопорта, кроме охранных. Теперь ты можешь ими управлять через голосовые команды», — предупредил меня Мидас. «Рабочие камеры внешнего и внутреннего контроля, автоматические двери, лифты, а также дроиды — все это теперь подчиняется тебе. Для управления системами активной обороны нужно пройти обучение, поэтому я временно закрыл к ним доступ. Конечно, ты можешь аннулировать запрет, но я не рекомендую этого делать». «Да, обезьяна с гранатой и все такое», — усмехнулся я. «Ну, раз мы почти все обсудили, можешь посоветовать, в каком направлении мне выдвигаться на охоту?» Гырхи пришли с запада, из степи, давно уже превратившейся в пустыню. Скорее всего, они прошли очень большое расстояние, и я сомневаюсь, что в той стороне есть жизнь на ближайшие 50 километров. Рекомендую отправиться на север. Если местность не изменилась, там протекает Булга, большая река, а где есть вода, там и звери. Расстояние немалое, около 20 километров. К сожалению, мы не можем просканировать местность на столь далекие расстояния. Для этого нужна связь с космической станцией. Увы, но мы потеряли с ней контакт в первые дни после прихода упорядоченного. «Думаю, у нас сейчас и так возможности гораздо выше, чем у большинства выживших», произнес я, пытаясь разобраться в управлении визором. «Ладно, все это пустые разговоры, а время идет. Я тогда забираю ту парочку дроидов, что стоят на входе, и платформу с мусором. По пути куда-нибудь сбросим». В этот раз я рассчитывал во что бы то ни стало получить 4 уровень. Пусть придется задержаться, зато буду знать, сколько потребуется очков до получения 5 уровня. На этих данных можно будет строить планы на ближайшее время. Ехали не спеша, чуть больше 20 км в час. Во-первых, мне приходилось контролировать платформу с дроидами, а во-вторых, местное зверье. Не хотелось бы, чтобы на меня напали из засады. Локация космопорта закончилась в 3 километрах от терминала. Дальше потянулась нулевая локация «Пустошь», ранг которой как бы намекал, что здесь ловить нечего. Почти мертвая земля, куда ни посмотри, и лишь местами виднеются чахлые растения. Еще бы, такая жара, плюс отсутствие дождей и полноценного солнечного света. Все это отпугнет кого угодно. Я рассчитывал, что через несколько сотен метров локация изменится, но ошибся. 10 минут езды, спидометр уже показывал, что мы удалились от космопорта на 10 километров, но ничего не изменилось. По пути начали попадаться корявые кустарники, а мы все еще не покинули пустошь. Неужели все это ожидает и землю? Переход был резким. Только что я почувствовал, как под шинами шуршит сухая почва, а мотоцикл то и дело вздрагивает, наезжая на очередной ссохшийся кусок земли, а в следующий миг колеса покатились по мягкой поверхности. Пришлось остановиться, потому что перед глазами, частично перекрыв обзор, появилась надпись. Локация Булга. Рассчитана на игроков от 3 до 5 уровня. Ранг опасности – синий. Средний шанс добыть редкий кристалл. «Неплохо», — пробормотал я, представляя, что может меня атаковать на открытом пространстве. «Охотники, спешиться! Периметр!» Дальше двинулись гораздо медленней. Слева от меня в 5 метрах двигалась пустая платформа. Справа на таком же расстоянии шел один дроид, вооруженный металлическим стержнем, не уступающим в размерах тому лому, которым я сражался с мутапсами. Второй робот двигался впереди, в 10 метрах. Он был вооружен точно так же, как и первый. Ну а в центре коробки ехал я, готовый в любой миг открыть стрельбу из ружья, ствол которого лежал на руле мотоцикла. Нехорошее я почуял, когда от деревьев в нашу сторону сорвалась стая птиц. С полсотни, не больше. Даже подумал, странные какие-то. Обычно пернатые, наоборот, держатся подальше от неизвестности. Или это падальщики, решившие, что нас скоро прикончат и надеющиеся поживиться на останках. Вспомнив про визор, отдал ему команду приблизить птиц и только тогда понял, в чем подвох. «Охотники, ко мне!» — рявкнул я, останавливаясь. «Живее! Опасность!»
Тут же через пульт управления на запястье приказал платформе подъехать вплотную к Уралу, а сам слез с мотоцикла и осмотрелся. Черт, никакого укрытия поблизости. Бежать? Да эти крылатые твари догонят нас за несколько минут, учитывая размах их крыльев. Нет уж, дадим им бой прямо сейчас. Главное, чтобы патронов хватило. Потому что прямо на нас летела стая здоровенных тварей, очень похожих на птеродактилей из учебников и фильмов. Глава 21. Уникальная цепочка. Чем ближе подлетали твари, тем больше я понимал, почему нам никто не встретился на пути. Эти летающие крокодильчики сожрут любого, кто попадется им в лапы. Размах крыльев — 4 метра. Зубы, скорее всего, острые, словно иглы. Если они еще и ядовитые, мне хана. «Отставить рефлексии! Серж, у тебя есть 2 охотника, которым плевать на укусы. Главное сейчас — это правильно все сделать. И, кажется, я придумал, как оградить себя от пернатых зубастиков. Жаль, что не догадался взять с собой клетку на платформу. Так бы отстреливал их, как в тире, а дроиды добивали бы подранков». По моему приказу охотники поставили платформу на бок, создав из бортов некое подобие укрытия. С одной стороны, я тут же подкатил мотоцикл, организовав себе баррикаду, а с другой и посередине расставил роботов. Пока возился, твари оказались совсем близко, и я начал стрелять по стае. Вот где и пригодился визор. После первого же неудачного выстрела от меня последовала просьба о помощи, и девайс начал дополнять реальность траекториями полета твари и пуль. Красные пунктиры указывали ошибочные направления, синие — попадание в цель. Осознав всю прелесть стрельбы, я за несколько секунд полностью разрядил ружье, из 5 выстрелов попав трижды. Визор тут же выдал в правом верхнем углу количество оставшихся в небе тварей — 41 цель. А у меня с собой 3 сотни патронов к ружью и 2 полные обоймы к пистолету. Половина ружейных снаряжена картечью, и уж ей точно не промахнуть. Вжавшись в дно кузова, я приступил к перезарядке, одновременно поглядывая на тварей, которым очень не понравилась моя стрельба. Вместо того, чтобы наброситься на нас скопом, птеродактили резко набрали высоту, поднявшись на добрые 50 метров, и закружили, оглашая округу пронзительным криком. Меня даже шлем не особо спасал от их то ли писка, то ли визга, мешающего сосредоточиться. Первая зарядка прошла спокойно. Птеродактили так и не решились напасть, лишь отдельные особи изредка спускались до 30 метров, имитируя атаку. Малые охотники тут же поднимали стальные прутья, готовясь нанести удар, и тем самым сдерживали тварей. Долго играть в такие игры не входило в планы пернатых, и на нас разом набросилась половина зубастиков. И вот тут, если бы не визор, меня бы точно достали. Я начал стрелять сразу же, как туши тварей подсветились синим. Все 5 зарядов картечи нашли свою цель, а 3-м выстрелом мне удалось зацепить сразу 2 летунов. Выпустив ружье из рук, я дернул из кобуры пистолет и тут же продолжил стрельбу. Увы, визор не сразу подстроился под новый вид оружия, и из 12 выстрелов в цель попали лишь 6, а потом в бой вступили малые охотники. Вот когда я пожалел об отсутствии у дроидов автоматического оружия. К сожалению, они успели израсходовать весь боекомплект во время той заварухи в терминале, и теперь вынуждены были довольствоваться только тем, что им дали в манипуляторы. Хорошо еще, охотники не тупые болваны и способны сами оценивать ситуацию, после чего действовать наиболее эффективным способом. Вот и сейчас, нанеся по первому удару, оба робота закрутили шестами немыслимые траектории, периодически сбивая птеродактилей. Только этого оказалось недостаточно. Одна из тварей буквально ввинтилась в пространство между верхним бортом и мотоциклом, нацелившись на мою голову. Я едва успел перехватить визжащую зверюгу за крыло левой рукой и рывком швырнул ее в сторону. Тут же сбросил из пистолета удлиненный магазин и загнал на его место второй, про себя выругавшись. «Идиот! Надо было 1 патрон оставить в стволе, сэкономил бы драгоценные секунды. А так мне пришлось метнуться к борту телеги, чтобы уклониться от второго птеродактиля. Уже вдогонку успел выстрелить в пернатого и еще раз в первую тварь, почти успевшую впиться в меня зубами. Счетчик визора показывал, что осталось 23 крылатых особи, и они совсем не думали отступать. Вот он, протокол упорядоченного в действии. Похоже, придется браться за топор. А им ох, как неудобно размахивать. Все же не мачете. К моей радости, визор смог просчитать пистолет, благодаря чему я сумел приземлить еще 4 тварей. За это же время охотники сбили еще 3 пернатых. Увы, но оставшиеся птеродактили все же поняли, кто в нашей команде слабое звено, и разделились на 2 группы.
5 особей принялись отвлекать на себя дроидов, а остальные плотно занялись мной, из-за чего я никак не успевал зарядить ружье. Подхватив уже расчехленный топор, я встретил им первую тварь. Пернатого развалило надвое острым лезвием, причем вдоль туловища. Второй удар рассек пустоту. Летающий зубастик в последний миг успел увернуться. Правда, это не спасло его. Один из охотников перехватил тварь шестом, вбив тушу птеродактиля в землю. Третий противник оказался самым хитрым и умудрился вцепиться в рукоять топора. Я сделал шаг назад, рывком попытался сбросить пернатого, но тот вцепился намертво, поэтому следующего птеродактиля мне пришлось встречать как есть, с болтающейся на рукояти тушей, весившей килограмм 15. Повезло отбиться, срубив твари крыло. Зато следующих я уже не успевал встретить. Сразу 2 зубастых летуна налетели на меня, метясь в голову и руку. Я инстинктивно отступил, выронив топор. Успел отмахнуться от одной твари, но вторая все же добралась до моего левого предплечья. Руку пронзила жуткая боль, и я, не сдерживаясь, заорал «Сука!». Крик словно придал сил. Притянув к себе впившуюся, чуть выше запястья тварь, я с силой прижал ее тушку правой рукой к своему телу, а левой, прокушенной, начал заламывать птеродактилю зубастую башку назад. Пернатая зверюга заверещала, забила крыльями, пытаясь вырваться, но я не позволил ей. С хрустом, выворотив голову, рывком освободил предплечье от острых, как иглы зубов, второй раз взревев от боли, и отшвырнул обмякшее тело на очередного птеродактиля, собирающегося повторить подвиг своего сородича. Что-то ухватило мой правый ботинок, привлекая внимание. Черт! Да это же та тварь, что вцепилась в топор! Вот сука! На! Получай!» Удар ногой отшвырнул зубастую птицу под мотоцикл, а я, не успевая поднять топор, ухватился за болтающееся у бедра ружье и отмахнулся им от очередной твари. Дальше руки действовали на рефлексах. Превозмогая боль, левый выдернул из поясного патронташа 2 патрона и в 2 движения загнал их в магазин. С усилием передернул затвор и почти в упор выстрелил в очередную тварь. Ту аж разорвало в клочья. Еще раз перезарядив, на подлете встретил второго птеродактиля. Пернатый, которого я пнул, заворочился и вновь полез на меня, но теперь я уже не оставил ему шансов. Шагнув вперед, со всей силы наступил птице на шею и тут же полез в патронтаж за очередным патроном, готовый в любой момент отмахнуться ружьем от очередной пикирующей твари. Не пришлось. Следующего птеродактиля встретил шест одного из охотников. Благодаря этому я смог зарядить аж 3 патрона, после чего, морщась от боли, расстрелял последних 2 пернатых. «Мидас, ну ты гад!» — пробормотал я, чтобы хоть как-то оправдать свою глупость. «Иди к реке, там нет хэргов. Хрена с 2. Здесь весь мир сплошная опасность. Без полноценных доспехов и эпического пулемета с коробом на 200 патронов никуда пойти нельзя, не боясь за свою жизнь». Настроив визор как бинокль, я внимательно огляделся вокруг. Пусто. Значит, можно осмотреть руку. Черт, не дай бог укус этих тварей ядовит. У меня же нет противоядия. С раной повезло. Куртку пробило только снизу. Верхняя челюсть твари уперлась в пластину и не смогла пробить ее. И все же мне пришлось повозиться, чтобы сначала обработать рану, а затем наложить повязку. Именно за этим занятием меня и настигло оповещение от упорядоченного. Игрок Парторг, ты полностью уничтожил стаю мутировавших коркатов. Награда: 8 улучшенных и 3 редких кристалла, 95 КСО, плюс 3150 к прогрессу уровня. Получен новый уровень, 4. Награда: 5 улучшенных кристаллов, 1 классовое умение. Скрыто, доступ откроется на 5 уровне. Данные: прогресс 2425 из 7500. Баланс валюты: 806 КСО, встроенный накопитель, эпический ранг, 2 эрго из 100, прогресс усовершенствования накопителя 4%, кристаллы: 30 простых, 38 улучшенных, 12 редких, 3 эпических. «А ведь оно того стоило», — усмехнулся я, глядя на статистику своего персонажа. «Жаль только, что эпический кристалл не добыл. Ну да ничего, еще 2 таких выхода, и можно будет получить 5 уровень. А там свободно обменять 10 редких кристаллов на 1 более высокого ранга. И тогда спокойно посвящать всю семью Михаила в игроки. Главное, чтобы они все прошли процедуру». Затянув последний узел, сжал в кулак кисть левой руки. Больно, но терпимо. Дней за 5 заживет полностью. Повезло, можно сказать. А вот куртку придется латать, да и обувь пострадала. Сплошные траты с этими походами и никаких доходов. Ничего, справимся.
«Загружайте 2 каркатов на платформу и сами забирайтесь в кузов», — приказал я дроидам, упаковывая рюкзак. В голове мелькнула мысль, а что если найти какого-нибудь армейского старшину и выторговать у него парочку ППШ? Автоматы старые, им уже больше полувека, наверняка имеют ранг, отдать их знакомому мастеру, и на выходе получится конфетка. Эх, мечты. Так за размышлениями и прошла обратная дорога до терминала. В космопорте все было спокойно, разве что ремонтный дроид, ползавший по крыше, уже спустился, да и из правого крыла комплекса слышался какой-то шум. Лезть туда я не стал, сразу вкатившись в зал ожидания. Едва это сделал, в ухе раздался голос Мидаса. «Парторг, ты вовремя. Ремонтнику осталось около часа работы, и он вскроет первое хранилище. Второе, я думаю, не придется взламывать». «Ты бы лучше подумал, как улучшить мою защиту», — проворчал я. «Доспехи нужны, чтобы легкие, прочные и ранг имели, не ниже улучшенного». «Насколько срочно?» — уточнил Мидас, и в его голосе я услышал неподдельное беспокойство. «Вот же железяка, совсем очеловечился. Еще вчера меня тут укусили немного, и, будь я хорошо защищен, отделался бы легким испугом, а так может пойти заражение». «Парторг, к сожалению, у нас нет медицинского оборудования и медикаментов», — повинился мой заместитель. «Слишком много времени прошло, все испортилось, без эксплуатации. Но мы можем просканировать твою руку в ремонтном цеху и выявить, нет ли в твоем теле вредоносных организмов». «Хорошая идея», — согласился я. «Как раз будет чем заняться до вскрытия хранилища». Использовать инструмент, предназначенный для сканирования металлов в качестве медицинского диагноста. После такого я окончательно убедился, что Мидас перестал быть дроидом и превратился в полноценную личность с живым разумом. К счастью, Коркат, укусивший меня, не смог впрыснуть яд. Как я и предполагал, верхние клыки птеродактиля были полые и соединены с железой, вырабатывающей токсин. Когда Мидас выжил из 2 привезенных тушек 3 ампулы с ядом и предложил ознакомиться с этой темно-зеленой жидкостью, я чуть не выругался, вчитываясь в справку от упорядоченного. 1 доза яда Корката, крафтовый ингредиент, улучшенный ранг, эффекты, сильный нейролептик, 5-кратное превышение смертельного для игрока, не имеющего защиты от ядов. Срок годности в изначальном виде 18 суток. «Дружище, сколько, говоришь, осталось ремонтнику, чтобы вскрыть хранилище?» — поинтересовался я, уже выстраивая в своей голове план дальнейших действий. «Черт, да это же почти такой же яд, которым вырубили бороду». 30 минут», — ответил мой заместитель. «Парторг, ты хочешь вернуться к реке и забрать оставшиеся туши?» «Ты вообще представляешь, что это такое?» Я постучал ногтем по ампуле, запечатанной металлической пробкой. Не дождавшись ответа, продолжил. «Их можно продавать за игровую валюту». «Хм, я освобожу еще одну платформу и всех малых охотников. Вчетвером они смогут обеспечить тебе защиту». Второй заезд в локацию Булга обошелся без происшествий. Разве что погрузка туш в кузов платформы отняла некоторое время, и мы немного задержались, но через час с небольшим уже въезжали в зал ожидания. «Мидас, вы вскрыли тайник?» — поинтересовался я по голосовой связи. «Первое хранилище», — ответил помощник. «Парторг, тебе лучше увидеть это самому. Я не могу пока проникнуть внутрь. Ремонтник еще не расширил проход до нужных размеров, так что сам вижу лишь 3-ю часть помещения». «Челнок?» — уточнил я. «Спускайся, увидишь сам». «Тоже мне интриган», — проворчал я, спускаясь вниз по ступеням. «У всех нормальные дроиды, одному мне достался неправильный». Весь мусор с подземной станции уже вывезли, так что я очутился в чистом, хорошо освещенном помещении. Лишь здоровенная дыра в стене и завал на монорельсовом пути несколько выбивались из общей картины. «Я в тоннеле», — прозвучал в ухе голос Мидаса. «Сейчас выберусь наружу, чтобы ты мог пройти внутрь. Дроид-ремонтник уже ждет тебя внутри». Корпус бывшего тяжелого робота со скрежетом выбрался из тоннеля и отодвинулся в сторону взмахом манипуляторов, приглашая меня внутрь. «Заходи!» Толщина стены, сквозь которую пробивался ремонтник, поражала. Больше 10 метров. Да такую толщу ни один сканер не возьмет. Оказавшись по другую сторону тоннеля, я замер, осматриваясь. Визор подсветил мне все помещение, а в следующую секунду видимость перекрыла окно с текстом.
Игрок Парторг. Ты обнаружил секретную локацию схрон ВКФ Бретсиза. Разблокирована уникальная цепочка заданий. Наследие Бретсиза. Разблокировано первое звено. Улучшенный ранг. Первый шаг. Награда. 2 улучшенных кристалла, 10 КСО, плюс 20 к прогрессу уровня. «Мидас, и во что ты меня втянул?» — спросил я, закончив чтение. Все мое нутро буквально кричало: «Серж, ты встрял, за такое тебя точно прикончат». «Не могу знать, Парторг», — ответил помощник. «Могу лишь предположить, что во что-то глобальное. Лучше скажи, как тебе находка?» «Сейчас посмотрим». Смахнув текстовое послание в сторону, я уставился на здоровенную черную цистерну, занимающую практически весь объем помещения. Упорядоченное, словно ожидая этого момента, заботливо преподнесло информацию об объекте. Консервационная капсула ВКФ Бретсиза. Простой ранг. «Мидас, и что внутри этой капсулы?» — поинтересовался я. «Только у тебя есть маркер, открывающий доступ к этой информации», — с печалью в голосе отозвался робот. «Мы, дроиды, не способны совершать подобные действия, но, судя по размерам, я бы поставил на то, что внутри военный корабль». «Что-то нет никакого желания вскрывать ее», — пробормотал я себе под нос. «Не дай бог начнутся проблемы». «Разумное решение», — поддержал меня Мидас. «Дождемся, когда ремонтник пробьет проход во второе помещение. Возможно, тогда у нас появятся ответы на некоторые вопросы, и ты сможешь принять решение». «Сколько по времени займет работа?» — поинтересовался я. «Около часа». Я бросил взгляд на часы. По земному времени выходило, что дома сейчас уже 7 вечера. А ведь я здесь задержусь, если обнаружится что-то интересное. Значит, домой точно не попаду сегодня. Плохо это. Предлагаю остановить здесь все работы и заняться другими делами. Принял я решение. Мне пора возвращаться домой, там тоже ждут важные дела. Продолжим работу завтра. Единственное, что еще сделаем, это попробуем открыть капсулу. Шагнув к цистерне, я коснулся ладонью ее холодной поверхности и тут же получил ответ. Для вскрытия консервационной капсулы ВКФ Бретсиза простого ранга необходимо получить подтверждение маркера. Ну вот, так и знал. Я убрал от цистерны ладонь. Требует какое-то подтверждение маркера. «Скорее всего, нужное оборудование находится во втором помещении», — предположил Мидас. «Обычная практика. Парторг, если мы сворачиваем на сегодня работу, то я предлагаю занять одного из ремонтных дроидов созданием пистолета по твоим чертежам. Необходимые материалы, благодаря трофеям из поселка, мы уже раздобыли. Осталось лишь создать из них комплектующие». «Так чего же ты раньше молчал?» — возмутился я, глядя на раненую руку. «Конечно, делайте. Если будет возможность создать 2 или 3, я только за». «Мы можем собрать 2 пистолета», — сообщил Мидас, встречая меня на перроне. «Вот и хорошо. Да, в следующий раз я приду не один. Нас будет 2 или 3. И еще». Я сбросил со спины рюкзак, открыл его и достал из бокового кармана 2 пистолетных патрона. «Мне нужна точная копия таких боеприпасов. Ничего лишнего, без увеличения мощности, аналог, максимально приближенный к оригиналу». «Сделаем все, что в наших возможностях. Да, второй ремонтник только что завершил восстановление Мидаса. Понадобится несколько эргов, чтобы привести его в боевую готовность». Пронзительный вой прервал нашу беседу. Мой заместитель, повернувшись к выходу, коротко бросил: «К нам приближаются 2 неопознанные воздушные цели. Прикажи Иск-Ину космопорта вывести на визор всю информацию, чтобы быть в курсе происходящего, и постарайся не высовываться с подземного этажа, а лучше вообще возвращайся в свой мир, потому что к нам приближаются совсем не разведывательные истребители. Слишком они похожи на атмосферные бомбардировщики». «Ну уж нет!» — возмутился я, срываясь с места. Уже на бегу, обогнав Мидаса, крикнул: «Мой мотоцикл наверху! Нужно срочно спустить его вниз!» Очутившись возле Урала, попытался активировать простой портал и ожидаемо получил оповещение. Игрок Парторг, согласно 74-му протоколу безопасности, чтобы открыть портал в родной мир, тебе необходимо завершить бой с рейдерами клана Каратели Бретсиза. «Сука!» Только и смог произнести я, всем нутром чувствуя, что в очередной раз вляпался в большие проблемы. Глава 22. Групповой выход в Бретсиз.
Расположившись в центре управления, я наблюдал за тем, как Мидас подготавливается к встрече чужаков. Первое, что он сделал, это временно отключил все дальние сканирующие системы, оставив работающими только внешние камеры наблюдения. Заодно похвалил сам себя, разумеется, в моем присутствии, что вовремя восстановил резервный ретранслятор. «И какая от него польза?» – заинтересовался я. «Мы можем использовать его как мощный источник направленного излучения. В одиночку он не способен причинить серьезный ущерб, а вот 2 таких ретранслятора легко выжгут всю электронику на рейдерах. Странно, что они не приближаются к нам и даже не пытаются просканировать», – поделился я своими мыслями. «Сейчас сделают полный круг и пойдут на первый заход. Я уже приготовил для них отвлекающий источник энергии. Там как раз 2 поврежденных орудия. Если атакуют, мы накроем один рейдер плазмой, а второй собьем. Возможно, нам повезет, и сбитый рухнет достаточно близко. Ну и не будем забывать про пилота. Он должен катапультироваться. В пределах нашей локации ему не удастся использовать портал для бегства. А значит, есть возможность взять пленного и допросить. Мидас номер 2 уже активирован и готов к бою». Второму тяжелому дроиду не требовалась долгая перезагрузка всех систем, чтобы переподчинить его Искину, а точнее суперкомпьютеру космопорта. Фактически робот модели Мидас очнулся после долгой спячки и сразу же погрузился в привычную работу, а точнее приготовился к выполнению захвата противника. Все прошло так, как и рассчитал мой заместитель. Закончив кружить, оба рейдера исполнили петлю, чтобы зайти на терминал с максимальной высоты. В целом, правильная тактика, если учесть, что их системы сканирования засекли только 2 действующих орудия. Откуда пилотам было знать, что их встречает дроид, уже 14 лет, с успехом защищающий подконтрольную ему территорию? Внешние камеры отчетливо показали, как сразу десяток голубых болидов, каждый размером с мою голову, буквально испепелили один рейдер. Со вторым все было иначе. Он просто потерял скорость, закувыркался в воздухе, а затем и вовсе сорвался в штопор. «Не будет пленного», — озвучил очевидное Мидас. «Похоже, система катапультирования не сработала. Жаль, теперь нам не удастся понять, с кем мы воюем». «Думаешь, подобные потери их не остановят?» — полюбопытствовал я. «Предполагаю, 2 варианта событий. Или по космопорту нанесут удар ракетами, или про нас постараются временно забыть. Я склоняюсь ко второму варианту, но и первый исключать не стоит. В первые годы нам несколько раз приходилось отражать атаки с воздуха». «Сможем отразить ракетный удар?» — поинтересовался я, наблюдая, как на месте рухнувшего рейдера вспухает огненный шар взрыва. «Черт, это же совсем рядом. Я даже чувствую дрожь бетонного пола под ногами». «Отразить сможем, но для этого понадобится большой запас энергии. Сейчас у нас осталось примерно 80 эргов. Этого достаточно для отражения 4 ракет. Впрочем, вряд ли на нас станут тратить больше. Скорее уж, попытаются вычислить все точки активной обороны и ударить по ним. К счастью, сбитые рейдеры вряд ли успели передать данные о местоположении орудий. Да и я использовал лишь половину из доступных нам возможностей». «Тогда прими накопившиеся эрги и пока что останавливай все энергозатратные работы», — приказал я. «Ну, кроме изготовления пистолетов. На это ведь не потребуется много ресурсов». «Я найду необходимое количество энергии», — ответил разумный дроид. «Думаю, на 2 ближайших дня приостановлю всю внешнюю деятельность. Если за это время на нас не последует атак, можно будет продолжить работу». «Тогда я со спокойной душой возвращаюсь в свой мир. Так что завтра жди гостей и желательно подготовить 2-3 комнаты для отдыха». «Об этом уже позаботился». В голосе Мидаса послышались ироничные нотки. «Гостиница космопорта сохранилась в отличном состоянии, и в поселке имеются 2 дома с рабочей инфраструктурой. Надо лишь установить действующие аккумуляторы в систему обеспечения». «В поселке пока опасно», — не согласился я. «Вот когда вооружим малых охотников огнестрельным оружием, вновь поднимем эту тему». Словно дожидаясь, когда мы все обсудим, проявила себя упорядоченная, прислав очередное сообщение. «Игрок Парторг, ты уничтожил 2 рейдера клана Каратели Брэдсиза. Награда: 28 простых, 18 улучшенных и 4 редких кристалла. 375 КСО.
плюс 1600 к прогрессу уровня. Локация «Заброшенный космодром» сменила свой статус на локацию «Закрытый космодром», рассчитана на игроков от 5 уровня и выше. Уровень опасности редкий, повышенный шанс добыть редкий кристалл. Награда 2 улучшенных и 2 редких кристалла, 50 КСО, плюс 100 к прогрессу уровня. А вот это радует. Теперь сюда не полезут игроки ниже 5 уровня, а после сбитых рейдеров я бы, если и пришел сюда, то с небольшим войском дроидов, усиленных техникой и артиллерией. Все эти размышления натолкнули меня еще на одну мысль, и я обратился к застывшему рядом помощнику. «Мидас, а ты можешь ходить между мирами?» «Да, у меня есть кристаллы», — после короткой паузы ответил помощник. 6 простых и 2 улучшенных. Первые появились, когда мы с тобой встретились, и у меня сменились директивы. Скажу честно, до этого моя жизнь не выходила за рамки обязанностей тяжелого охранного дроида. Имей в виду, если надумаешь попутешествовать, при возвращении сюда тебя, скорее всего, перебросит в другую локацию, предупредил я. «Не перебросит», — с ироничной интонацией ответил Мидас. «При получении 5-го... Так, похоже, я не имею права говорить об этом». «Ограничение? Нельзя делиться информацией от упорядоченного?» — насторожился я. «И об этом я тоже не имею права говорить. Извини». Помощник развел верхние манипуляторы с автопушками в стороны, показывая, что он сам удивлен. «Понятно. Ладно, разберемся. Мне осталось совсем немного до получения 5 уровня. Надеюсь, мы с тобой обсудили все? Ничего важного не упустили?» «Да, Парторг, ты можешь возвращаться в свой мир». Что ж, пора навестить Полинну с Пришкой. А то девчонки сидят там в ожидании, уже по-любому надумали себе всякого. Только возьму с собой несколько голов птеродактилей. На берегу реки было спокойно, до тех пор, пока смартфон не разразился непрерывным звоном о сообщениях. Проигнорировав их все, я набрал номер Михаила и стал ждать. Ответил брат после 5-го гудка. «Серж, твою мать, ты где пропал? Мы тебя уже похоронили!» Сходу набросился на меня Миша. «Эй, полегче!» — осадил я родственника. «Я только вернулся домой. Что случилось?» «Ты что, не в курсе, что происходит?» — удивился Михаил. «Полина 3 часа назад звонила. Говорит, сроки до глобального звездеца сократились до 3 месяцев. А еще сегодня у нас прямо по улицам эти, как их, эльфы шастали. Сейчас в городе кругом блокпосты, так что я даже не знаю, как ты домой попадешь». «Черт!» — выругался уже я. «Как они вообще сюда попали?» «Ладно, будь на связи. Никуда не уходи. Сейчас постараюсь разобраться в ситуации и перезвоню». Пробежавшись по сообщениям, нахмурился. От майора ни одного. Зато следователь, который клещ, аж 3 отправил. С десяток от Полины. Открыл, бегло прочел и тут же написал ответ. «Я в порядке, все хорошо, сидите в квартире, ждите и не подходите к окнам. Завтра утром постараюсь навестить вас». Затем прочел сообщение от клеща. 13:00. Глебов, немедленно явись в здание конторы. 13:30. Абонент Клещ звонил вам 14 раз. 14:00. Глебов, ты допрыгался. Можешь начинать пилить себе ногу, по-другому тебе от рабства не избавиться. «А вот это уже прямая угроза», — произнес я, оскалившись. «Что ж вы, товарищ следователь, такой прямолинейный? Ведь понял же, что со мной только по-хорошему можно, но все равно действуешь грубо». Последними были сообщения с неизвестных номеров. Открыв первое, я улыбнулся. Борода с хорошей новостью. «Парторг, это Борода, у меня получилось. Нашел знакомого прапорщика, который решит все наши вопросы. По скриптум, забыл предупредить. Я не один такой. Предлагаю сегодня или завтра, как сможешь, встретиться, обсудить наши дела». Второй номер прислал совсем короткое сообщение, но я понял, от кого оно. «Держись подальше от клеща. Телефон выбрось. Место встречи — мастерская оружейника». «Значит, клещ показал свое истинное лицо не только мне», — пробормотал я и, примерившись, швырнул мобильный в реку. Словно дожидаясь этого действия, напомнило о себе упорядоченное. Игрок Парторг. Задание эпического ранга «Сохранить суверенитет родного мира» изменено. Срок выполнения задания — 3 стандартных земных месяца. Сроки могут изменяться под воздействием различных обстоятельств. Награда скрыта. Ну вот, остался один скачок, и наш мир превратится в подобие Брэдсиза. И мне совершенно непонятно, зачем земляне так усиленно сокращают время, лишая Землю права на суверенитет. Клещ, Семен Кругликов, брат Костя, что всеми ими движет?
Я понимаю следователя. Этой твари, как и ему подобным, пообещали сохранить власть. Даже снабдили амулетами подчинения, которые те навешали на игроков. Семен, эта шестерка, скорее всего, даже не осознает, что кто-то делает свои дела его руками. Но Костя, он же сознательно служит врагу всего человечества. Даже я, всего лишь раз столкнувшись с другой расой, увидел во всей красе, кто для них люди. Разумные животные, рабы, которых можно использовать на самой грязной и тяжелой работе. «Гребаный закон джунглей!» — прошипел я сквозь зубы, с трудом сдерживая ярость. «Каждый сам за себя, и всем плевать на прошлое, как и на будущее. Суки!» Возвращаться с оружием в город, на въезде в который стоят блокпосты, тут надо или знать секретные дороги, или иметь очень большие связи. Второго у меня больше нет, а вот первое... Зря, что ли, я здесь прожил всю жизнь. Путь по проселочным дорогам занял вдвое больше времени, но зато я без происшествий добрался домой. Сначала не хотел сюда заезжать, но потом, взвесив все за и против, пришел к выводу. Клещу сейчас точно не до таких, как я. Ну что за мной бегать, если в нужное время браслет все равно заставит меня прийти на поклон к следователю или его начальству? Ничего, еще есть время, чтобы избавиться от амулета. Загнав мотоцикл в гараж, я не пошел сразу домой, а сначала прицепил к Уралу коляску. Затем перетащил содержимое оружейного сейфа в багажник и только после позволил себе сделать то, что хотел уже давно — помыться и переодеться в чистое. Затем, вооружившись ноутбуком, написал брату в профиль соцсети, чтобы он предупредил Полину, что я приеду к ним утром. Затем нашел там же профиль Бороды и отписал уже ему, чтобы тот ждал гостей. Сон для слабаков, а мне предстояло сделать много дел, прежде чем отправиться на добычу очков, так необходимых для получения 5-го уровня. Дождавшись от байкера положительного ответа, сгреб остатки налички и вышел из дома. Закрыв замок, хмыкнул про себя, кому все мое добро нужно, учитывая, что скоро произойдет, мои жизненные приоритеты должны измениться кардинальным образом. Но, поди ж ты, разум по-прежнему цепляется за прошлое, не желая принимать суровое настоящее и совсем уж нерадужное будущее. На улице было относительно тихо, и я, закурив, поднял взгляд на небо, все усыпанное звездами. Так и пролюбовался ими, пока сигарета не дотлела до фильтра. Черт! А ведь надо запастись куревом. Потом, когда все накроется медным тазом, с сигаретами возникнут проблемы. Не сразу, но все же. Чертыхнувшись, тоже мне спаситель родных, думающий о сигаретах, я пошел открывать ворота. Сейчас главное, чтобы меня по дороге не тормознули гаишники или кто-то из подчиненных Клеща. Этого мне точно не надо. Видимо, чужаки, наводнившие землю, ушли. Во всяком случае, в городе сняли все блокпосты. Пока ехал по ночным улицам, не встретил ни одного патруля полиции. Зато было много машин. Похоже, люди спешили попасть домой. В общем, мои опасения нарваться на служителей закона не оправдались. Парковка возле байкерского клуба была заставлена мотоциклами. Я насчитал 4 десятка, пока нашел место для Урала. Стоило мне заглушить двигатель, как из здания на улицу вышли 4 детин, габариты которых внушали уважение. В кожаных безрукавках, руки в татуировках, лица суровые, глаза недоверчивые. 2 вообще, с бородами. До пояса. «Откуда прилетел, орел?» — поинтересовался один из встречающих. Так, понятно, решили проверку мне устроить. «Местный я, по делу приехал, к Бороде», — ответил спокойным голосом, а сам достал из люльки чехол с ружьем и повесил его на спину. Следом вытащил рюкзак и вещмешок. «Мужики, поможете унести?» «Ты что думаешь, здесь кто-то украдет твое барахло?» — возмутился один из байкеров. «Нельзя такие вещи оставлять без присмотра за пределами сейфа», — по-прежнему спокойно произнес я. «Уголовно наказуемо это. Так поможете?» «Ты Сергей, что ли?» — заговорил один из бородачей. «Он самый», — кивнул я. «Сань, помоги человеку», — обратился бородатый к только что возмущавшемуся байкеру, и в голосе послышалось облегчение. «А ты рисковый мужик, раз поехал через город ночью». «Не было риска», — усмехнулся я. «Все блокпосты уже сняли». «Ну да», — как-то недоверчиво протянул старший четверки. «И ушастые с луками тоже исчезли». Меня проводили внутрь через черный ход, сразу в жилище хозяина клуба. Обычная гостиная комната со старым диваном, 2 креслами и журнальным столиком. Вдоль стен какие-то шкафы, серванты и даже барная стойка. А вот окон не было. Только 2 простенькие люстры давали освещение. Ну и здоровенная ЖК-панель наполовину стены.
Моего знакомого уже предупредили, и Борода, в этот раз одетый не в рваный камуфляж, а в джинсы и клетчатую рубаху, ожидал меня посреди комнаты. «Сергей, ты как вообще рискнул на байке прикатить?» — спросил хозяин клуба после рукопожатия. Мужики, сопровождавшие меня, сразу же вышли, и мы остались с байкером один на один. «Я думал, ты своим ходом. Ждал тебя под утро». «Времени слишком мало, нужно поторопиться. Скажи, в этот раз тоже кругом порталы открывались?» «Да, только в этот раз их все блокировали», — ответил Борода. «Вот, смотри». Он взял со столика пульт и включил телевизор. На экране появилось знакомое мне изображение. Один из малиновых порталов, на весь обзор, и прямо перед ним два высоких, худых человека в странной одежде, больше похожей на доспехи, на головах металлические шлемы. У обоих в руках оружие, очень напоминающее глефу, разве что более изящное. И черты лица, чем-то неуловимым они напомнили мне ту красивую девушку на фото с Константином. Точно, эльфы. «Видел таких?» — поинтересовался хозяин клуба. «Приходилось один раз. Вот так же, на фото», — ответил я. «Эльфы хотят захватить наш мир». «Ну, вообще они никого не убивали, если верить информации из сети». Борода сменил фото на другое. Здесь те же самые нелюди нацелили копья на какого-то мужика, попытавшегося подойти к ним поближе. Тот явно изменил свои намерения и, подняв руки, отступал. Чем меньше землян пройдут через эти спонтанные порталы, тем меньше шанс, что наш мир получит первый ранг, попытался я разъяснить Бороде. Ты видел, Брэсис? То же самое скоро будет и у нас. «Вот суки!» — ругнулся байкер. «Значит, все? Осталось совсем чуть-чуть, да апокалипсис деца». «От 2 дней до недели», — предположил я. «Слушай, а можешь открыть портал прямо сейчас? Забрось меня в какой-нибудь мир. А уж вернусь я сам как-нибудь. Да я не один. Помнишь, говорил, что есть еще 2 кандидата? Дочка моя хочет стать игроком. И один мой старый друг. Что для этого нужно?» Спонтанный портал, кристалл эпического ранга и огромное везение. «Мало кто выживает после испытания», — пояснил я. «А насчет прогулки в другой мир могу открыть тебе путь в Борку. Брэсис ты не потянешь. В Хрише, мире гномов, все еще серьезней. Я в первый выход 4 аборигенов там завалил и больше не стремлюсь в эту дуру. Меня там наверняка ждут, а значит, ты угодишь в ловушку». «Борка так борка. Я согласен. Только дай 5 минут на сборы». «Подожди, ты прямо сейчас туда собрался?» — удивился я. «Мы еще не обсудили наши дела. Ты обмолвился, что у тебя есть знакомый прапорщик, который может достать все, что угодно». «Вот, держи телефон». Борода протянул мне листок бумаги. «Это на случай, если я не вернусь. Ну а что касается наших договоренностей, пошли, посмотришь». Мы вышли из гостиной в коридор и свернули в первую попавшуюся дверь справа, оказавшись в маленькой тускло освещенной кладовке. Хозяин клуба подмигнул мне, затем что-то сделал, и одна из стен помещения отъехала в сторону, открывая проход на лестницу, ведущую вниз. «Запасной вход в винный погреб и одновременно спуск к тайнику», — пояснил Борода. «Кстати, только 5 человек знают о нем. Ты 6-й». Спустились на 2 десятка ступеней, а затем хозяин вновь что-то сделал, и мы свернули в узкий проем, в который Борода протиснулся с трудом. Короткий коридор с низким, нависающим потолком, а за ним настоящая оружейная комната со стеллажами, заставленными различными ружьями и винтовками, со стойками, в которых под стеклом лежали различные пистолеты. Я словно попал в оружейный магазин. При этом взгляд сам собой стал отслеживать, нет ли среди всего этого великолепия стволов, отмеченных упорядоченным. «Все это собирал больше 20 лет», — пояснил мне Борода. «Жаль, что предпочитал старому оружию самые современные модели. Знал бы, что произойдет такая хрень с нашей землей. Ладно, мы не за этим сюда пришли. Вот». Хозяин указал на деревянные ящики, выкрашенные в зеленую, местами облетевшую краску. Крышки вскрыты, а наверху я замер, вчитываясь в появившиеся перед глазами строки. АК-47. Автоматическое оружие, редкий ранг. Общее состояние 79%. Год производства 1954 от Рождества Христова. Доступны улучшения 3 из 3. «Сколько у тебя их?» — поинтересовался я. 2 десятка. Каждому цинк патронов. Увы, но чего-то полегче под женскую руку не нашлось. По оружейным магазинам кататься не было времени. Так что, согласен на обмен?» «Предлагаю немного подкорректировать наш договор.
к обоюдной пользе», — предложил я. «Я весь внимание», — усмехнулся Борода. В Брэдсис мы перебрались вчетвером, в 12 часу дня. Проходили 2 порталами, чтобы нас не перебросило в какую-нибудь другую локацию. Я хорошо запомнил предупреждение Сизова на этот счет. Шли без техники, но по уши загруженные боеприпасами и сухпаями. Еще бы, ведь мы запланировали большую охоту. Затем мне пришлось буквально отбиваться от Бороды, завалившего меня вопросами. В конечном итоге я сказал, что у меня с хозяином космопорта сделка. Я ему кристаллы, он мне поддержку. Вряд ли байкер поверил, но наконец-то отстал. Мидас тоже был не в восторге, когда я объяснил ему, что собираюсь прогуляться до самой реки. Даже попытался отговорить меня от задуманного, но потом все же сдался. Единственное, на чем он настоял, это чтобы мы взяли с собой всех 4 малых охотников. Хотел нагрузить нас и тяжелым охранным дроидом, но я наотрез отказался. Тот слишком замедлил бы нас, да и при защите космопорта пригодится. Угроза ракетной атаки все еще никуда не исчезла. К реке, на которой я уничтожил почти 50 птеродактилей, выдвинулись на 3 платформах. В одной открытой роботы, в 2 других с каркасом-клеткой, я с Пришкой и Борода с Полиной. При этом байкер очень долго и пристально рассматривал мою соседку. Он и при первой встрече также странно среагировал на нее, а когда я спросил, в чем дело, то достал из кармана фотографию. Взглянув на нее, я нахмурился. Со снимка на меня смотрела Полина, только молоденькая совсем, еще 20 нет. «Это дочка моя», — пояснил байкер. «Если бы не цвет глаз и волос, как 2 капли воды похожи». «Хм, мне бы на твоем месте ДНК-тест сделать захотелось», — тихо произнес я. «Но это потом, когда вернемся с выезда». Девушки выглядели настороженными, а Пришка, увидев роботов, поначалу даже посчитала их за гномов. Как я узнал, их недавняя с Полиной прогулка по чужому миру вышла насыщенной. Сходу вляпались в неприятности. Чудом вышли из них целыми и невредимыми, да еще и по 100 с лишним очков отхватили, не считая простых и улучшенных кристаллов. Причем все благодаря иномерянке, проявившей недюжинную смекалку. Зато теперь обе прекрасно понимали, насколько здесь опасно, и потому были готовы ко всему, как и Борода, не выпускающий из рук автомат. Увы, но Пришке я побоялся давать огнестрельное оружие, так что она должна была выполнять роль моего оруженосца. А вот Полина сама попросила калашников и даже показала нам, что умеет им пользоваться. «Отец научил меня стрелять из всего, из чего сам умел», — пояснила девушка свои способности. Дело ясное, у бывшего полицейского не было сына, и он попытался сделать его из дочери. Что ж, спасибо тебе, Николай. Хорошее дело сделал. Жаль, что погиб. Так что у меня имелись все основания считать нашу группу серьезной боевой единицей. К тому же мы выбрали для охоты локацию, которую я совсем недавно зачистил от большой стаи крылатых тварей. Откуда мне было знать, что птеродактили были не самыми опасными тварями на берегу Булги? Интерлюдия 3. Майор Сизов. «Товарищ майор, нам удалось вытащить еще 4 ребят из лап Орлова», раздался из динамика голос старшего лейтенанта Титова. «Вывезли вместе с семьями на даче». «Хорошие новости, Юра», — ответил Сизов, прижимая смартфон плечом к уху. Увы, но руки у офицера были заняты. Он только что начал чистить оружие и умудрился испачкать ладони. «Что по гражданским?» «Плохо все, товарищ майор. Орлов всех сознательных отправил вместе с бойцами на добычу кристаллов. А те, кто не захотел работать, боятся браслетов подчинения». «У наших что?» — уточнил Сизов. «Но пока что капитан Зотов отчитался о 12 редких, 40 улучшенных и 27 простых кристаллах. КСО на общем балансе около 5000. Главное, что без потерь. Пока что огнестрельное оружие работает нам на пользу». «Ну, хоть что-то», — обрадовался офицер. «Да, не забудь, я со своей группой выхожу через 20 минут. Попробуем на зуб Брэдсис. На контакт выйду не раньше вечера. В случае чего старшим остается Зотов или лейтенант Громов, как мы и обсуждали». «Андрей еще не отошел от ранения», — напомнил Титов. «Вот пусть и руководит с койки. У лейтенанта опыт большой в этом деле, и он единственный, кто смог завалить эльфийскую пару. Кстати, что насчет крупника?» «Добыли 12 ДШК, 4 уже установили на пикапы. С остальными попросту некому работать, народу не хватает». «Будет вам народ», — усмехнулся Сизов, целый день до этого обзванивавший всех своих сослуживцев и старых приятелей. «Главное, побольше эпических кристаллов набрать.
Так что пусть Федор Михайлович не удивляется, когда к нему народ косяком попрет. Ладно, задачи ты получил, выполняй. Отбой!» Отложив телефон, майор приступил к сборке старого, но надежного автомата Калашникова. Скоро выход в другой мир, а он еще не перепроверил себя и своих бойцов. Глава 23. Встреча на берегу. Без происшествий мы проехали место моей схватки с пернатыми, затем сбросили скорость и двинулись уже медленнее, внимательно всматриваясь в траву под колесами и приближающиеся деревья, которые с каждой сотней метров становились все выше. Первым угрозу увидел я, благодаря визору. Тут же отдал Бороде команду и сам остановил 2 платформы, попутно пытаясь понять, что вообще разглядел в траве. Что-то черное и стремительное. Черт, слишком шустрые, чтобы даже визор смог их нормально рассмотреть. «Номера 1 и 2 на защиту первой платформы. Номера 3 и 4 на защиту второй платформы», — отдал я приказ малым охотникам. «Борода, угроза в траве. Не знаю, что это, но похоже на...» Здоровенная черная клякса, взметнувшись из травы, буквально взвилась в воздух, собираясь атаковать одного из дроидов. Визор тут же пометил тварь красным цветом, рассчитал траекторию полета и прицела моего автомата. Мысленно похвалив себя, что пристрелял оружие, я повел стволом и выбрал спусковой крючок. «Тах!» — рявкнул автомат одиночным, и черную кляксу буквально сбил с траектории, впечатав в траву. Я даже успел рассмотреть тварь. Некая помесь наших земных осьминогов и белок-летяг. Где-то сантиметров 70 в длину и 50 в высоту. «Та-та-та-тах!» — загрохотал автомат Бороды, встречая сразу нескольких похожих созданий, непонятно вообще на что рассчитывающих своей атакой. Вон, подбитый мной уже начал расползаться на черные лоскуты. Черт, да он буквально выжигает под собой траву. Что за хрень у него вместо крови? Кислота, что ли? «Малые охотники, не позволяйте атакующим прикасаться к вам и к платформам», — отдал я очередной приказ, стараясь перекричать грохот автоматных выстрелов. К счастью, дроиды услышали меня. Следом обратился к байкеру. «Борода, подгони свою платформу к нашей!» Ну а дальше твари полезли со всех сторон. Наши платформы едва успели сблизиться бортами, когда противник перестал прятаться. На сотни метров спереди, слева и справа из травы выметнулись десятки черных существ. Дроиды заработали своими шестами, словно ветряные мельницы. Вот только сразу обнаружилась неприятная вещь. Твари погибали лишь от пуль. Удары металлическим прутом сбивали их на землю, но не лишали жизни и даже не оглушали. «Пришка, заряжай!» — крикнул я, отстегивая опустевший магазин и дергая из-под сумка новый. Помимо этого есть еще 2 снаряженных, но даже для одиночной стрельбы это на несколько минут боя. А ведь Борода не церемонится, бьет короткими очередями. Да, попадает, но переснаряжать магазины ему придется самому. По линии некогда, тоже стреляет, кстати, одиночными, и весьма точно. Первым пал дроид под 2-м номером. Его буквально облепили сразу несколько тварей, после чего тот задымился, задергался и в итоге завалился на бок, продолжая вздрагивать, словно в конвульсиях. Потеря робота сразу сказалась на нашей обороноспособности. Твари рванули в образовавшуюся брешь, и мне пришлось тоже перейти с одиночных выстрелов на очереди. «Сзади!» — внезапно закричала Пришка. Бросив взгляд за спину, я чертыхнулся. Прямо на прутьях клетки повисла черная клякса, и от нее уже пошел сизый дым. Наведя ствол на хитрую тварь, я выстрелил. Противника сорвало с решетки, отбросив на несколько метров назад. «Полина, сзади!» — крикнул я соседке, сбивая еще одну тварь, пытающуюся пробраться в кузов к товарищам. И тут же добавил: «Держи тыл, это твоя зона ответственности». «Зарядила!» — сообщила мне Пришка, приятно удивив. Надо же, я лишь 2 раза ей показал, как вставлять патроны в магазин, и проследил, чтобы повторила правильно. Вот тебе и класс собирателя. Однако... В течение минуты упали еще 2 дроида, и черные твари все же прорвались к нашей платформе. Мне пришлось отступить почти на середину кузова, чтобы случайно не попасть под выделения, которыми твари так ловко разъедали металл. У меня даже промелькнули в голове кадры из давно забытого фантастического фильма. Черт, если этим прыгунам нужно то же самое, то я живым им не дамся. Раненым медведем взревел Борода, затем выдал длинную очередь, полностью опустошившую магазин. Судя по дымящейся левой штанине, кислота попала ему на ногу. Черт, похоже, нам надо отступать. Это даст некоторое время, а сейчас каждая секунда на счету. Отдать команду на отступление не успел. Твари вдруг словно закончились. Даже те, что пытались залезть на платформу, соскочили в траву. Я сначала подумал, что это какая-то тактическая уловка, но затем визор подсветил мне, как черные спины тварей стремительно уходят куда-то влево, причем спешат так, словно чего-то испугались до ужаса. «Что за хрень происходит?»
— возмутился байкер. «Куда они сдернули?» «Полина, перевяжи Бороде рану», — приказал я, а сам, закинув автомат за спину, к ружью, открыл в решетке дверку и полез наверх. Именно в этот момент до нас донеслись выстрелы. Ускорившись, я буквально взлетел наверх и, встав в полный рост, стал вглядываться в ту сторону, откуда послышались выстрелы. Именно туда рванули твари. Визор быстро нашел искомое, группу людей в камуфляже в километре от нас. Человек 10 заняли круговую оборону и усиленно отстреливаются от тварей. Вот он, наш шанс свалить отсюда. Я бы так и поступил, если бы не две причины. Уйти от черных тварей на платформах невозможно, слишком уж противник быстрый. А еще я узнал в одном из обороняющихся майора Сизова. Не знаю, почему он оказался без шлема, в отличие от других бойцов. Может, черные кляксы кислотой попортили? «Оба ко мне на борт! Живо!» — приказал я Полине и байкеру. «Шевелитесь! И патроны не забудьте захватить! 4-й, помогай!» «Да что там такое?» — не понял Борода. «Наш шанс выйти из этой заварухи живыми», — ответил я и добавил уже себе под нос, если земляки не пристрелят нас по ошибке. Приказав дроиду загрузить выведенных из строя товарищей на 3-ю платформу, я развернул остальные к обороняющимся и поставил на максимальную скорость. По траве это около 30 км в час, так что за 2 минуты доберемся. «Не стрелять без моей команды!» Все же пришлось отдать приказ своим товарищам. «Заряжайте магазины!» Стрельба резко утихла. Похоже, на землян напала совсем небольшая стая, и они все же смогли отбиться от нее. Вот только им неизвестно, что сейчас придет вторая волна, более многочисленная. Проклятие, ведь они сейчас начнут стрелять во все стороны, а мы можем попасть под дружеский огонь. Черт, что же мне делать? «Сизов!» — заорал я, что есть мочи. «Дай коридор, иначе вас сожрут!» Стрелять на ходу через трясущуюся решетку — такое себе удовольствие. Правда, расстояние между нами сократилось примерно до 300 метров, и можно было бы сбросить скорость. Именно в этот момент майор откликнулся. «Глебов, ты что ли?» «Я! Коридор, говорю, дайте, иначе вас сожрут!» Словно в подтверждение моих слов на группу землян сразу с 2 направлений набросились черные кляксы. Я словно в замедленной съемке увидел, как сразу 2 твари ударили в грудь и шлем одному из воинов. Поначалу он лишь покачнулся и сделал шаг назад, успел даже смахнуть тварь с головы и уже ухватил вторую, а затем закричал. Рухнув на землю, боец начал срывать с головы шлем, катаясь по траве. «Все, похоже, не жилец». Загрохотало сразу несколько стволов, но слишком поздно. Твари сумели прорваться еще к 2 бойцам. Тот, которому клякса угодила в грудь, тут же воспользовался ножом, буквально сковырнув хищную фауну. А вот второму атака пришлась прямо в лицо. Он даже закричать не смог, лишь выжал спусковой крючок автомата и рухнул грудью в траву. Из десятка землян на ногах осталось лишь 8, причем у одного было перебинтовано левое предплечье, и это лишь видимые с моей стороны ранения. Ну и тварей заметно поубавилось. Сейчас визор уже не окрашивал почти всю видимость от красных траекторий прыжков местных кислотных белок-летяг. 4 не наберется. «Полина, Борода, готовьтесь прикрывать наших, пока они будут грузиться на платформы», — приказал я. «На меня временно не рассчитывайте, я попытаюсь подогнать технику как можно ближе». «Они точно наши?» — поинтересовался байкер. «Будь уверен», — ответил я и тут же добавил. «Но про космопорт ни слова, ясно?» «Понятно». Вот что значит профессиональные войны. Пока мы приближались к вставшим в круговую оборону бойцам, ни одна пуля не прилетела в нашу сторону. А ведь я был уверен, что подобное невозможно. Жаль только, пока сосредоточился на вождении, пытаясь подогнать обе платформы максимально удобно для погрузки, еще дважды раздавались крики боли. Борта обоих транспортов практически притерлись друг к другу, и я медленно, сбавляя скорость, подобрался на расстояние 3 метров от группы людей. Дальше уже не было смысла приближаться. Бойцы сами двинулись к нам навстречу. При этом они тащили на себе 2 раненых товарищей, так что мне пришлось забыть про пульты управления и вновь взяться за автомат. «Кум, крест по одному на борт!» — рявкнул Сизов, перекрывая грохот стрельбы. 2 бойца тут же метнулись к платформам. Распахнув дверцы клеток, они почти синхронно забрались внутрь. «Гасите тварей сверху!» — посоветовал я взобравшимся. «И не позволяйте виснуть на прутьях, иначе только хуже будет. Майор, давай еще одного бойца на пустую платформу!» Погрузка не обошлась без потерь. Отряд Сизова потерял 1 раненого и бойца с пулеметом, собиравшегося залезть на платформу последним. Итого, не считая раненых, 5 бойцов, вместе с моими стрелками 8. Против 3 десятков черных клякс, все так же остервенело атаковавших наши решетчатые укрытия. «У вас как с патронами?» — крикнул боец, взобравшийся на нашу платформу вторым. «А то я пустой!»
Пришка, дай гостю снаряженный магазин. Борода, побудь тоже заряжающим!» Бросил я за спину, после чего крикнул Сизову. «Майор, как с патронами?» «Нормально!» — отозвался офицер. «У тебя гранаты есть? Мы все свои израсходовали». «Откуда?» — поднос себе ответил я, продолжая одиночными выбивать тварей. «Черт, а ведь мы, похоже, побеждаем. Сейчас нас было аж 6 на платформе, и 4 держали в руках оружие. У майора 3, но этого достаточно, чтобы контролировать все стороны, а черных клякс с каждой минутой все меньше». Твари закончились раньше, чем я опустошил второй магазин. Все же 7 стволов против врага, буквально лезущего на пули, это много. Другое дело, что на нас уже никто не прыгал целых 10 секунд, а сообщение о победе так и не приходило. «Что за хрень? Почему нам не сообщают о выполнении задания?» — возмутился Сизов. «Или где-то валяется раненая тварь, или к нам скоро придет еще одна стая этих клякс», — ответил я. «Вы давно здесь бродите?» «За час до нападения пришли», — ответил офицер. «А вы?» «Примерно столько же», — соврал я. «Нечего конторским знать, сколько времени мы тут находимся». «Надо рискнуть. Поискать среди травы раненых», — предложил Борода. «Или сваливать из этой локации в пустошь. Глядишь, и все закончится». «Хорошая идея», — поддержал байкера Сизов. Мне же захотелось шарахнуть Бороду по голове чем-то тяжелым. «Идиот, какая нахрен пустошь? У меня 3-я платформа с дроидами здесь находится, и бросать ее не входит в мои планы». «О, наконец-то пришло сообщение!» — обрадованно произнес один из бойцов Сизова. «Ни хрена себе, сразу 3-й уровень получил!» «И я», — поддержал товарища второй воин. 2000 очков получил. «Глебов, вы тоже получили?» — обратился ко мне Сизов. Расстояние до него было всего 3 метра, и я видел, что у него уже 3-й уровень. «Нет, и, похоже, я знаю почему». «Что-то серьезное?» — насторожился офицер. «Помощь нужна? Мы у твоей группы в долгу, считай, жизнью обязаны». «Единственное, чем вы можете помочь, это прямо сейчас вернуться на Землю. Пришлось соврать мне. Но не вести же всю эту команду к дроидам. А я попробую что-нибудь придумать». «Это как-то связано с транспортом?» — уточнил Сизов. «Да», — ответил я, — «в этот раз почти правду». «Я вижу, ты что-то темнишь, Сергей», — усмехнулся майор. «Но раз хочешь, чтобы мы не мешали, то так и быть. Надеюсь, что завтра свидимся». «Только место встречи лучше перенести», — предложил я. «Поселок Известковый, знаешь? Вот, на его окраине». «Хм, это даже удобнее будет», — ответил Сизов, посмотрев на меня как-то странно. «Тогда словимся в центре, в здании сельской администрации. Парни, собираем 300-х, оружие, мы возвращаемся. Да, вкалите кто-нибудь уже баюну о бейсбол». Отряд Сизова, забрав с собой 5 убитых и 1 раненого, ушел на землю. Когда портал схлопнулся, я мысленно перекрестился. Наконец-то! Надо скорее вернуться к уцелевшему дроиду, добить тех тварей, что еще живы, но по какой-то причине не нападают, и, наконец-то, уже получить долгожданный 5-й уровень. «Возвращаемся», — коротко бросил я своей команде и полез на платформу. «Серега, тут такое дело», — начал говорить Борода и внезапно замялся, словно смущенная девица. Поняв, что ведет себя по-детски, байкер треснул кулаком по дну кузова. «Черт! Я в разговоре с этими вояками ляпнул лишнего. Ты уж извини, это от переизбытка эмоций. Больше такого не повторится, сам не знаю, что на меня нашло». «Прощаю», — ответил я, но сам для себя уже решил. Дела вместе с этим бородачом делать можно, а вот секреты свои я не только ему, вообще никому не доверю, даже брату. Тут не какие-то мелочи на кону стоят, а наши жизни. Мир изменился. К месту первого сражения с черными кляксами добирались гораздо дольше. Увы, но одна из платформ оказалась повреждена, и на полпути я все же принял решение бросить ее. Дальше поехали чуть бодрее. Только на месте нас ждала неприятная картина. 2 дроида были загружены в кузов платформы, и еще 2 валялись на траве вплотную друг к другу. «Кто-то прикончил нашего робота», — произнес Борода, сидя на своем рюкзаке и переворачивая цевьё автомата на борт. «Еще бы знать, кто», — пробормотал я. «Полина, прикрой нас с тыла. А ты, Пришка, следи за левым бортом. Что-то мне не нравится все это. Кляксы не прятались, а тут явно кто-то не спешит нападать». Чуть повернув платформу, я по дуге объехал тела дроидов, внимательно осматривая повреждения, которые они получили. Непонятно, что убило последнего робота. Следов кислоты на корпусе не видно, хотя...
Что-то искрит под ним. Неужели все-таки клякса? Массивная туша, укрывшаяся за платформой с дроидами, одним прыжком преодолела разделяющее нас расстояние. Если бы я не отвернул чуть в сторону, то здоровенная тварь, очень похожая на кошку, приземлилась бы прямо на клетку и смяла ее, как картонную. Загрохотал автомат бороды, всаживая пулю за пулей почти в упор в голову зверя. К очередям байкера добавились одиночные выстрелы Полины, а секундой позже к товарищам присоединился я. Огонь сразу из 3 стволов не смог пробить шкуру зверя, но опрокинул его на бок. Жаль только, что в следующую секунду автомат бороды замолк, патроны кончились. По ушам ударил оглушительный рев, и если бы не мотоциклетный шлем, то я бы присоединился к своим товарищам, выронившим оружие и схватившимся руками за голову. Сука! В этот момент визор каким-то образом смог определить уязвимые места твари и подсветил их. Задние лапы, брюхо. Туда я и всадил все патроны. Сбросил пустой магазин, вставил на его место новый и продолжил стрелять, посылая пулю за пулей в зверя. При этом, словно пытаясь напугать противника, я орал, словно сумасшедший. «Сдохни! Сдохни, сука!» Перестал нажимать на спусковой крючок, когда понял, что расстрелял весь магазин. С глаз словно сдернули кровавую пелену, и я, наконец, смог увидеть кошку. «Ты смотри, какая живучая!» Из брюха толчками выплескивается черная кровь, а эта тварь пытается куда-то уползти на передних лапах. Выпустив из рук автомат, я перебросил через голову ружейный ремень, передернул затвор и начал стрелять в голову зверю. 1, 2, 3. Остановил себя после 4-го, увидев, что противник больше не двигается. Опустил ствол оружия вниз и обматерил по очереди. Сначала кошку, затем Брэдсис, а под конец и упорядоченное, из-за которого очутился здесь. Словно в ответ перед глазами вспыхнуло окно с сообщением. Игрок Парторг. Ты в составе группы полностью уничтожил выводок черных кислотников и выполнил 2 задания, одно из них эпического класса – убить элитного зверя 5-го ранга. Награда – 18 улучшенных, 7 редких и 2 эпических кристалла, 105 КСО, плюс 4430 к прогрессу уровня. Получен новый уровень. 5. Награда – 4 редких кристалла, 1 классовое умение. Получена классовая способность «Контроль Эрго». Доступно 3 классовых умения, 4-1. Хранилище упорядоченного, аукцион упорядоченного, мастерская упорядоченного. Итог Парторг. Желаешь выбрать классовые умения? Да? Нет? Да. Эпилог. Место, где я очутился, больше всего походило на старинную залу из какого-то древнего фильма. Колонны из белого мрамора, черный гранитный пол, сводчатый потолок и стены из серых, плотно подогнанных друг к другу блоков. При этом нет ни окон, ни дверей, лишь стилистическое изображение необычного дерева, имеющего 2 перевивающихся между собой ствола, расположенные на одной из стен. Над кроной полукругом нависла надпись «Древо умений, мультикласс Эрго, эпический ранг». Да уж, выглядит весьма внушительно. Приблизившись, я увидел и другие надписи, наложенные поверх стволов и ветвей. В самом низу под основанием была короткая строка, словно предисловие к остальному. «Мультикласс активирован, эрго-ядро активировано, имя игрока Парторг вписано в память упорядоченного». А дальше уже шла информация по умениям, правда лишь начальным, в самом низу. Все, что выше, было словно размазано по древу, но и того, что я прочел, было достаточно. Первый ствол. Путь взаимодействия. Разблокирован. Классовая способность «Эргонавт». Умения, доступные на 5-м уровне, от простого до эпического ранга. Первое. Передача эрго, простой ранг, принудительно разблокирована. Второе. Прием эрго, редкий ранг. Для разблокировки необходим кристалл редкого ранга. Второй ствол. Путь контроля. Разблокирован. Классовая способность «Контроль эрго». Умения, доступные на 5-м уровне, от простого до эпического ранга. Первое. Подчинение носителя эрго. Редкий ранг. Для разблокировки необходим кристалл редкого ранга. Второе. Разряд. Эпический ранг. Для разблокировки необходим кристалл эпического ранга. Не раздумывая, я тут же разблокировал все доступные мне умения, потратив 2 редких и 1 эпический кристалл. Едва сделал это, как в голове из ниоткуда появились знания, как можно использовать свои новые возможности. Теперь я мог не только передавать эрги, но и выкачивать их из других носителей, если ранг моего умения был выше.
Правда, из 100% энергии, которые я забирал, лишь 90 доставались мне, 10% уходили на активацию. Подчинение носителя эрго. При прикосновении к игровому предмету или существу, работающему от эргов, мог подчинить его своей воле. Стоило это немало – 10 эргов за одну активацию. Разряд был, по сути, атакующим умением и бил на расстояние в 1 метр, начисто выжигая все эрги из цели и уничтожая ее саму. Правда, на такой удар приходилось тратить от 5 до 50 единиц энергии, в зависимости от ранга объекта, по которому требовалось шарахнуть. Если бы не модуль в моем теле, подаренный упорядоченным, я бы еще не скоро смог им воспользоваться. Да, у меня появился еще один источник энергии упорядоченного — эрго-ядро. Пока что крошечное, всего лишь на 5 единиц, но зато оно являлось частью моего организма. Я даже чувствовал его тепло в солнечном сплетении. Не знаю почему, но это ощущение придавало дополнительной уверенности в том, что все будет хорошо. Стоило мне закончить с древом навыков, как перед глазами высветилось очередное окно с сообщением. Выбор умений завершен. Следующий будет доступен после получения 10 уровня. Игрок Парторг. Желаешь посетить хранилище упорядоченного? Да? Нет? «Нет», — принял я решение. «Позже, а сейчас нужно как можно быстрее возвращаться в Брэдсис». Упорядоченное в этот раз пошло мне навстречу, выдав еще одну порцию информации. Игрок Парторг. Посещение хранилища, аукциона, мастерской и других инструментов упорядоченного доступно в любой момент по голосовому приказу. Исключение. 6, 39, 72 и 74 протокол безопасности. Едва я смахнул последнее сообщение, зал вокруг меня завертелся. Перед глазами возникла белая пелена, а в следующий миг меня выбросило в реальность, и я увидел бородатую физиономию байкера. «Серега, ты нахрена так пугаешь? Исчезаешь прямо посреди поля. И почему я не вижу никакой игровой информации о тебе?» 5 уровень, пояснил я и поморщился. Да сколько можно, уже 5 раз за час перед глазами вспыхивает сообщение, так и ослепнуть можно. Игрок Парторг. Ты в составе группы зачистил локацию Булга, рассчитанную на 3-5 уровень от мутировавших тварей. Локация переходит под твой контроль. Награда. 3 редких кристалла, 15 КСО, плюс 120 к прогрессу уровня. Парторг. Подконтрольных тебе земель достаточно, чтобы создать клан. Для создания клана необходимо посетить мастерскую упорядоченного. «Так что, получил возможность брать у игроков кристаллы?» — поинтересовался Борода. «А то у меня теперь имеется 10 редких, как раз, чтобы сменить их на эпический и провести через портал мою дочь». «Не знаю, пока что еще не разобрался. Ты не поверишь, сколько информации вывалилось на меня. Давай для начала вернемся к космопорту и там обсудим наши дальнейшие действия. В спокойной обстановке. А передача кристаллов попробуем на Земле, когда твоя дочь рядом будет. А то мало ли что может с нами случиться, пока будем возвращаться». «Так мы не сразу домой», — насторожился Борода. «Ну, ты можешь вернуться прямо сейчас, а нам еще предстоит пригнать в космопорт платформы и много чего еще по мелочи. Так что извини, но мы не сразу вернемся на Землю». «Я очень надеюсь на тебя, Сергей, но к космопорту с вами не пойду. Мне нужно вернуться», — ответил байкер. «Ну да, он уже получил 3 уровень, и до 4 осталось. Не так уж и много. А еще мы оба поняли, что нам не по пути. Борода привык командовать, управлять, принимать решения, а я не нуждался в подобном. К тому же сейчас у меня на руках серьезная сила, которая... Черт! Браслет! Как я мог забыть?» «Может, вернемся вместе?» — робко предложила из-за моей спины Полина. «Так безопасней». «Да что со мной случится на земле?» — усмехнулся байкер. «Позвоню ребятам, и меня заберут откуда угодно. Ладно, бывайте. Оружие уже ваше. Свою часть плана вы выполнили с лихвой. Да, может, все-таки попробуем провести сделку. Меняю 1 улучшенный кристалл на 10 простых. У меня их как раз нет». «Сейчас проверим», — усмехнулся я и добавил. «Желаю выменить 10 простых кристаллов на 1 улучшенный». Упорядоченная тут же среагировала виртуальным окном. Парторг. Желаешь произвести обмен 10 простых кристаллов на 1 улучшенный? Да? Нет? Комиссия упорядоченного. 1 простой кристалл с каждого игрока, участвовавшего в сделке вплоть до редкого ранга. 1 редкий, вплоть до легендарного. 1 эпический, от легендарного и выше. «Такс», — поморщился я. «За сделку требуют мзду. По 1 простому кристаллу сноса». «Согласен», — кивнул Борода. «Кидай 9, и тогда ты останешься при своих.
Ну а я, так и быть, пожертвую 20% от нашего обмена». Так все и произошло. Лишился 10 простых, но получил один улучшенный кристалл. После чего пожал Бороде руку и проследил, как он открывает портал. Мгновение, и мы остались втроем. Ну вот, теперь можно заняться важными делами. «Что будем делать?» — поинтересовалась Пришка, кивнув на 2 дроидов, лежащих на траве. «Подожди», — покачал я головой. «Тебе же так и не сняли браслет. Могу я еще раз взглянуть на него?» «Смотри, конечно», — ответила девушка и начала снимать ботинок. Освободившись от него, чуть задрала штанину. Осмотрев амулет подчинения и не получив дополнительной информации, я опустился на колено, прислонил ладонь к металлической поверхности артефакта и использовал удар. Умение сработало как надо, и браслет, развалившись на 2 части, упал на траву. Да, я рисковал, но оно того стоило. «Ой!» — растерянно произнесла иномерянка и подняла на меня глаза, полные растерянности. «Это как?» «Вступишь в мой клан, узнаешь». Улыбнулся я, затем подцепил металлический амулет стволом автомата, чтобы отшвырнуть его в сторону. И лишь после полез в свой рюкзак за полиэтиленовым мешком. Брать артефакт в руки? Нет уж, спасибо. Пока Пришка восторженно рассказывала Полине, как она всю жизнь мечтала избавиться от рабства, я украдкой взглянул на свою штанину. Есть, появилась информация. Амулет подчинения. Артефакт. Эпический ранг. Общее состояние 70%. Год производства. 300 лет от пришествия упорядоченного в Улей. Доступны улучшения. 0 из 4. Установлено. Модуль. Малый накопитель эргов. Улучшенный ранг. Емкость 5 единиц. Магический конструкт. Заклинание подчинения. Ранг редкий. Модуль. Синтетическая взрывчатка. 50 грамм. Магический конструкт. Заклинание отвода глаз. Ранг редкий. «Парторг, что с твоим амулетом?» — поинтересовалась Пришка, не упустив из внимания мои действия. «Посложнее будет. Он на 2 ранга выше», — ответил я, опуская штанину. «Но я что-нибудь придумаю. Все, собираем наше барахло и возвращаемся». «Ого! Эпический артефакт?» — удивилась девушка. «Видимо, ты очень ценный игрок, раз на тебя надели такой браслет». Дорога обратно заняла вдвое больше времени. Увы, вторая зарешетченная платформа оказалась тоже повреждена, но бросать ее мне совершенно не хотелось, как и ехать, запинаясь о корпусы дроидов. Мидас вышел на связь, когда мы преодолели половину пустоши, тоже, кстати, перешедшую под мой контроль. Я вообще стал серьезным таким землевладельцем, вот только забрать все это у меня можно легко и совсем без напрягов. «Парторг, как успехи?» — прозвучал в моей голове голос заместителя. «Лучше некуда, дружище», — ответил я, улыбнувшись. «Выполнили программу «Максимум», хотя одну платформу пришлось бросить, и охотники у нас обездвижены. Похоже, им всем конец, но я надеюсь, одного хотя бы удастся восстановить». «Главное, ты живой!» — в голосе Мидаса послышалось облегчение. «У нас тоже было весело. По космопорту все же нанесли удар 2 ракетами. Я не стал их сбивать, позволил поразить ложные цели. Есть шанс, что про нас забудут». «Или придут в силах тяжких», — добавил я. «Ладно, разберемся. Через полчаса будем у терминала. Встречай». В этот раз на входе нас встретил тяжелый охранный дроид. Он немного отличался от моего заместителя, но это если приглядываться. Ремонтники собрали робота из того, что у них было под рукой, и в результате Мидас получил изменения в конструкции. «Дамы, можете принять душ и приготовить ужин», — обратился к девушкам. «Я через час, может, 2 освобожусь и присоединюсь к вам. Да, по терминалу лучше не бродите. Это небезопасно». Полина с Пришкой уже знали, где Мидас подготовил нам место для отдыха, и потому сразу двинулись в правильном направлении. А вообще девушки устали настолько, что им сейчас было не до разговоров. Ничего, приготовят пищу и могут спать, сколько им влезет. Сейчас нам спешить некуда. А по-хорошему, я бы и вовсе оставил дам здесь, пока у нас на Земле не появится свое убежище вроде космопорта. Так, размышляя, я подогнал обе платформы к ремонтному цеху. Дальше пусть ремонтники разбираются, что со всем этим делать. «Парторг, твой заказ исполнен, принимай работу», — произнес Мидас, ожидавший меня в цеху. Он стоял возле верстака, на котором лежали 3 пластиковых предмета, сильно напоминающие кобуру от моего пистолета. «Да ладно, уже сделали? А патроны?» «С патронами сложнее», — ответил помощник. «Не хватает одного ингредиента, чтобы сделать реплику. Замена есть, но из-за нее в 1,5 раза повышается мощность боеприпаса, а ты запретил подобные улучшения». «Ну, 1,5 вполне допустимо, если не сильно повлияет на срок службы оружия.
Но нужно проверить, насколько усилилась отдача. Говоря все это, я извлек из пластиковой кобуры пистолет и посмотрел его характеристики. Пистолет. Создатель неизвестен. Оружие. Редкий ранг. Общее состояние 100%. Год производства. 14 лет от пришествия упорядоченного в Брэдсис. Доступны улучшения. 0 из 3. Установлен улучшенный модуль. Закаленный механизм. Не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл. Установлен улучшенный модуль. Увеличенный магазин. Не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл. Установлен улучшенный модуль. Эргономичная рукоять. Не активирован. Для активации необходимо использовать улучшенный кристалл. Сейчас проверим. Я достал свой старый пистолет, извлек магазин и вытащил оттуда 3 патрона. Зарядив их в новое оружие, передернул затвор и поинтересовался у Мидаса. «Куда можно выстрелить?» «Мусорный контейнер», — ответил заместитель, указав манипулятором в нужном направлении. Наведя ствол, я плавно выбрал спусковой крючок. Грохнул выстрел. «Слушай, а неплохо». Следующее, что я сделал, это вложил 3 улучшенных кристалла в пистолет, лишь отдаленно похожий на ПМ. Как только улучшение завершилось, оружие окончательно изменило внешний вид. Теперь оно стало походить на какой-то кастомизированный ствол из компьютерной игры, на который навесили сине-зеленый скин. Но мне изменения понравились. Вновь наведя пистолет на мусорный контейнер, я сделал второй выстрел и теперь уже в полной мере ощутил разницу. Отдача уменьшилась вдвое, да и в целом оружие сидело в руке как влитое. И словно дожидаясь, когда я заценю новодел, упорядоченное прислало сообщение. Парторг. Под твоим контролем создано серийное оружие редкого ранга. Выполнено скрытое задание упорядоченного редкого ранга. Получена награда. 2 редких кристалла, 10 КСО, плюс 200 к прогрессу уровня. Желаешь дать название пистолету? Да? Нет? «Да», — усмехнулся я. «ПМР», что расшифровывается как «пистолет Макарова редкий». Название ПМР зафиксировано упорядоченным. Парторг. Твоя приобретенная способность крафтер повышена до улучшенного ранга. От -2 до -5% от стоимости всех предметов на аукционе упорядоченного. Игрок Парторг. Желаешь разместить новое оружие на аукционе? Для размещения необходимо приобрести лицензию торговца не ниже редкого уровня. «Какую нахрен лицензию?» — вырвалось у меня. Черт, похоже, не стоит откладывать на потом посещение всех мест, которые предлагает упорядоченное. А ведь я так надеялся спокойно покушать в обществе 2 симпатичных дам. Ладно, начнем, пожалуй. Желаю посетить аукцион. Интерлюдия 4. Кир Ку Адай, младший стратег клана «Звездные охотники». Кир Ку Адай обладал редким классом аналитик и потому заслуженно занимал свою должность в клане. Его мир перешел под контроль «Звездных охотников» совсем недавно по меркам упорядоченного, и ему, счастливчику, повезло стать одним из членов этой могущественной организации. Да, прежде чем попасть в клан, ему пришлось несколько лет носить амулет подчинения, но это такая мелочь, если сравнивать с тем, какие возможности открылись перед ним. В настоящий момент младший стратег являлся 3-м по важности человеком на планете. А кто он был до того, как стал игроком? Жалким оператором мусоровозов. Мелодичный перезвон в правом ухе заставил Кир Ку Адая перестать предаваться праздности и передать мысленный сигнал нейросети принять сигнал. Встроенная в нервную систему умная техника тут же спроецировала перед младшим стратегом фигуру одного из подчиненных. «Господин стратег!» — раб ударил в грудь кулаком. «Нам удалось получить важную информацию одного из кланов Брэдсиза. Я решил, что такое стоит сообщить лично». «Говори», — небрежно бросил Кир Ку Адай. «Клан карателей Брэдсиза, совершая разведку новых территорий, потерял 2 атмосферных корабля. Удалось выяснить, что оба борта уничтожены остатками активной системы обороны какого-то гражданского объекта. Каратели нанесли удар возмездия и считают, что система обороны ликвидирована. Но я считаю, что они ошиблись в оценке угрозы». «Скинь мне всю информацию, что есть, я посмотрю», — приказал младший стратег. Его натренированный разум тут же встал в стойку, почувствовав что-то интересное. «И проследи, чтобы эти каратели больше не лезли к объекту». Виртуальная проекция растаяла, а в ухе Кир Ку Адая раздался сигнал входящего сообщения. Прикрыв глаза, младший стратег приступил к просмотру полученных данных.
И чем больше он вникал в полученную информацию, тем лучше становилось настроение. Вот он, шанс. Если ему удастся первым найти уникальную цепочку заданий, то он сможет получать с него очки уровня, а это не 100 и даже не 1000, больше, намного. Кир Куадай уже несколько лет топтался на 5-м уровне, потому что в мире нулевого ранга с его развитием практически невозможно добыть очки, даже если поддаваться смертельному риску. Конец первой книги.